Итак, сегодня мы начинаем стрим с подведением итогов года. В качестве объявления хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом, с прошедшим Рождеством, которое отмечали западные христиане, католики, протестанты и некоторые православные, а также с наступающим Рождеством, которое православные отмечают 7 января. А теперь перейдем непосредственно к нашим событиям. Первая новость, которую хотелось бы обсудить, она связана с законопроектом о признании бело-червоно-белого стяга нашего исторической ценностью. Об этом уже говорили не раз. Вот такая новость вышла за 23 декабря. В парламенте проголосуют за закон о статусе БЧБ флага. То есть тогда принимался сам законопроект, теперь о нем уже будет голосовать уже по поводу его. Его могут признать историческим. В мае этого года незарегистрированная партия «Белорусская христианская демократия» БХД представила законопроект о статусе бело-красно-белого флага. С помощью депутатов Анны Конопадской и Алены Анисим его разослали по министерствам для консультаций, как того требует закон. А на собрании партии заявили, что законопроект прошел все согласования, и на весенней сессии за него проголосуют депутаты парламента. То есть, вопреки мнению ватников, что все фигня, ничего там не будет, все приняли. Будет голосовать, мы не знаем еще результатов, но уже это что-то. Серьезный шаг. Что по поводу этой новости? А когда запланировано? Ну, наверное, уже в начало года, я так думаю, 19-го, потому что сейчас уже все, этот год вышел. То есть не уточняется, когда они хотят... Да, главное, что внесли, на следующей сессии парламента, я так понимаю. Тем более, кстати говоря, в 19-м же году, наверное, будут парламентские выборы. Так что, возможно, состав поменяется парламента. Ну, если люди пойдут голосовать, и если массово будут записываться волонтеры. Насколько я знаю, верхнюю палату парламента, по-моему, там выборы идут не всенародные. Там вроде как из числа вот тех депутатов, которых выбирали тогда в 2018 году, там районных, всяких областных, из их числа выбирают... Но у нас один оппозиционный кандидат есть, который победил в 2018 году. Да. Это маловато. Печально, что никто не ходил на эти выборы. Мне это именно на районы. Это просто нет слов. По поводу Браслава. Следующая новость тогда. На подготовку Браслава к дожинкам направит более 17 миллионов рублей. Социально-экономическое развитие Браславского района, исполнение регионального бюджета в 2018 году и его проект на следующий, а также подготовка города к фестивалю ярмарки «Дожинки» стали центральными темами для обсуждения на совместном заседании постоянных комиссий районного совета депутатов. В 2019 году Браславщина получит заметно больше денег, чем ранее. Доходы и расходы существенно увеличатся. Вырастет показатель дотационности. Это связано с дожинками, которые Браслав примет уже следующей осенью. Говоря о подготовке к празднику, председатель райсовета Нина Пучинская заострила внимание на необходимости проделать огромную работу. В этом русле предстоит реконструировать набережную озера Древяты, капитально отремонтировать километры улиц и десятки многоквартирных домов, вдохнуть новую жизнь в ряд социальных объектов, с нуля построить физкультурно-оздоровительный комплекс, провести масштабное благоустройство и многое другое. К слову, большинство планов браславчан нашли поддержку у вышестоящих инстанций, что отразилось в финансировании. На сегодняшний день можно говорить о без малого 17 миллионах рублей, запланированных в бюджет Браславского района на 2019 год. Ну, тут нет, не о чем говорить, в принципе. Ну да, зная, в общем, как проводят дожинки на примере там
Орши, горок и других городов. Я бы их вообще отменил и направил в нужное русло. Ну, определенный плюс в этом есть. То есть развитие инфраструктуры, конечно, происходит, Не, обновляют мне памятники любопытно, исторические. на что конкретно эти деньги, ладно, можно не отменять, я это погорячился, на что конкретно эти деньги, то есть как конкретно подрасходная эта деятельность, что они делают за счет этих денег? Конкретика нужна. Развитие города. То есть смотри, что реально делают. Реально цель такая. Лукашенко как бы, ну, через своих представителей говорит, вот вам денег, сделайте, чтобы была красивая картинка на камеру. Вот я приеду такого-то числа, там, да, будет праздник, концерт, чтобы в камеры показали, что улицы стали чистые, дома подкрашенные, все ценности культурные восстановили, набережные, там всякие дороги, и все отлично. То есть власть работает, все делается, и мы идем в светлое будущее. Если вы не успеете или там что-то украдете больше, чем положено, и не сделаете, то будет лететь головы. Мы вас жесточайше покараем, как обычно. То есть вот такая суть. Понятно, что там тырит, все это делают буквально наспех, там под дождем белят, красят в последние дни. То есть там вообще привлекают работников уже, когда там остается дедлайн уже несколько дней. Ну, нарушаются все технологии работы, это как бы понятно. Закупают всякое барахло. Это минус. Но сама суть интересна. То есть в каждом городе... на них получается, да? Смотри, суть плюс, вот какой я вижу, плюс от дожинок. Идея сама, по сути дела, хороша, если поставить под народный контроль, именно, да, как ты говоришь, куда будут вложены средства. То есть если бы было местное самоуправление, выборные какие-то реально вот депутаты, мэры, и это все Нет, я имею в виду, все это есть. Депутаты там все это есть на этом районе. Нет, депутаты если есть. Бы... Что они там могут сделать? Ну, к примеру, какой-нибудь активист по типу тебя возьмет и разузнает, на что эти деньги идут конкретно. Пойдет, ну, тебе присылают отписку, что в соответствии с постановлением выделено на восстановление вот там набережной, на восстановление какого-то там оздоровительного комплекса и прочего. А как ты проверишь, реально они туда выделены или нет? Стоят леса, например, возле вот этого оздоровительного комплекса. Типа рабочие что-то делают несколько месяцев. А как ты проверишь, сколько выделено? Ты подашь официальное обращение или придешь сам туда в райисполком, тебе скажут, да, выделена сумма там столько-то миллионов рублей или там тысяч на восстановление вот этого комплекса. Вот, пожалуйста, если вам надо, мы вам можем распечатать в бумажном виде. Довольны? Все, идите нафиг. А сколько с этих денег реально пойдет на стройку, а сколько, например, спишут там за нарушение технологий, то есть закупит, например, материалы не те, более дешевые, а остаток себе в карман положит. Или реально стырит, то есть когда вот в 2012 году корки готовили к дожинкам, я тогда учился там, то есть преподаватели, допустим, прямо говорили, одна преподавательница, у нее там, значит, дача, и рядом дача какого-то чиновника, говорит, что видела, как привозили туда грузовиками плитку вот эту, которую должны были мастить тротуары, и там складывали. Ну, то есть, тырили на ходу. Естественно, потом головы летят, самых ярых воров снимают, сажают. То есть, такое дело. Но сам плюс в том, что каждый раз в новом городе страны выделяют деньги на развитие города. То есть, реально вот после дожинок видно, что улучшается внешний вид городов, к примеру. То есть, ну, что было Орша до 2008 года? Ну, это бы, знаешь, не знаю, целое исследование кто-нибудь провел, чтобы как... снять, потом на дожинке кто-нибудь пришел, сделал бы стрим и так далее. То есть какой-нибудь местный активист, который бы там, не знаю, в каком-нибудь штабе типа работал бы. И там нет штабов, там есть местный вот этот райисполком, есть чиновники, назначаемые государством в первую очередь. То есть они этим занимаются. Я имею в виду штаб оппозиционный. Ага, оппозиционный. Ну, понимаешь, в чем суть? Наша главная проблема в отсутствии достоверной статистики, возможности реально что-то контролировать. То есть народ не может контролировать. Вот в чем проблема. То есть тебе дают отписку. Ты хочешь знать, куда потратили деньги? Вот бумага, тут все написано. Вот столько денег туда потратили. А как ты проверишь, действительно? Так там же подотчетность, то есть идет на то есть та сумма на то потрачена, на то, и ты проверяешь по пунктам, потратили ли эти деньги в нужное русло. Но это только контролирующим органам представляют, и то они подтасовывают отчетность. То есть они, допустим, пишут, что закупили материалы, там немецкий какой-нибудь, там герметик какой-нибудь, кирпич там супер крутой. На самом деле купили бэушный кирпич какой-нибудь с снесенного завода, обанкротившегося, или там колхоза какого-нибудь, и поставили, а реально деньги положили в карман. То есть такое бывает нередко.
Потом, естественно, контролирующие органы, там, госконтроль и КГБ, там может и кто угодно быть, они, да, они находят. А простой человек никак не найдет. Я же говорю, максимум, что простой человек может, это получить отписку из райисполкома. И то, если его пустят. Могут сказать просто, ты кто такой? Ты что сюда пришел? Иди. Ты в какой службе ты состоишь? Ты кто? Мы тебе ничего не дадим. Иди отсюда. Тебе надо отписка, вот, пожалуйста. Читай на официальном сайте райисполкома. То есть обычно у нас вот что-то такое. Ладно, давайте следующую новость. Следующая у нас новость связана с тем, что убрали застарелый, давно ненужный запрет на открытие счетов в иностранных банках. Ну, раньше нельзя было без разрешения Центробанка, без письменного разрешения. То есть все на это клали болт. И, видимо, поэтому государство решило его отменить, потому что это не работает. И теперь белорусы официально могут открывать расчетные счета за границей без уведомления Центробанка. В общем, правление Национального банка Беларуси принято постановление от 19 декабря 2018 года, номер 612, о некоторых вопросах проведения валютных операций. Оно предусматривает ряд мер для дальнейшей либерализации валютных отношений и дедоларизации экономики, сообщили Белта в Управлении информации и общественных связей Нацбанка. В частности, с 1 марта 2019 года физлицам резидента предоставляется право без разрешения Нацбанка открывать текущие расчетные банковские счета в иностранных банках и перечислять на них денежные средства. При этом физлицам-резидентам по-прежнему необходимо будет получать разрешение Нацбанка на размещение денежных средств в Национальном банке во вклад, депозит, либо на перечисление денежных средств из банка в Беларуси на счет по учету вкладов депозитов, открытые в иностранном банке. То есть на само открытие счета разрешения не надо, но если ты хочешь из белорусского банка перевести на свой иностранный счет, тебе все равно надо будет разрешение у Центробанка нашего получать. Либо если ты депозит в иностранном банке хочешь сделать, то тоже надо будет разрешение. Ну, все-таки какое-никакое смягчение. Кроме того, для физлиц-резидентов сохраняется требование получить разрешение на проведение валютных операций, связанных с движением капитала, перечисленных в статье 10 закона от 22 июля 2003 года о валютном регулировании и валютном контроле. К таким операциям, например, относятся приобретение акций при их распределении среди учредителей, приобретение у нерезидента ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, покупка недвижимости. В соответствии с постановлением номер 612 юрлицам-резидентам и ИП с 1 марта 2019 года будет предоставлено право проводить валютные операции, связанные с движением капитала без разрешения Нацбанка. То есть физлица должны будет разрешение все равно спрашивать, юрлица уже даже не должны будет спрашивать разрешение на перечисление средств в иностранные банки. К таким операциям, например, относятся приобретение у нерезидента ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, размещение денежных средств в иностранных банках, покупка недвижимости за пределами Беларуси. Одновременно для юрлиц-резидентов вводится регистрационный порядок совершения валютных операций, связанных с движением капитала. Регистрация таких сделок внешнеэкономических договоров будет проводиться в банке в порядке аналогичном для регистрации сделки по внешнеторговым договорам до проведения платежей по внешнеэкономическому договору. Такая регистрация не является ограничением, а будет носить учетный характер. При этом для юрлиц-резидентов и ИП сохраняется требование получить разрешение Нацбанка на открытие счета в иностранном банке. То есть, получается, ИП и юрлица, они должны будут по-прежнему получать, что ли, разрешение на открытие счета, но они не должны получать разрешение на движение, там, на перечисление средств. То есть, как-то вот не совсем понятно у нас сделано тут. Все через жопу. Просто отменить, да и все. В учетном порядке. Ну, видишь, сделали так. Нормально же, то есть. Ну, все лучше, чем... Детализация, это что за бред? Все лучше, чем то, что было раньше. Ну, доллары как покупали, так и будут покупать. Нет, это да. То, что доллары покупают, но тут... Нет, так тут суть не в том, что Freedom доллары покупает. Это связано с открытием счетов за границей. То есть раньше для того, чтобы тебе открыть счет в Bank of New York, тебе надо было сначала написать письмо в Национальный банк Беларуси, и когда тебе дадут письменное разрешение, что они тебе царским соизволением разрешают это сделать, вот тогда ты можешь. А если ты этого не сделаешь и откроешь, например, счет там в Bank of New York, то тебе за это грозит штраф в размере, по-моему, 5 базовых величин за неуведомление банка.
А теперь это снимается. То есть ты можешь открыть там счет, и тебе за это ничего не будет. И другое дело, что, конечно, налоги платить все надо, но, короче, пользуйтесь анонимными криптовалютами. И вам не надо будет получать никаких разрешений. Ну, криптой вряд ли кто-то будет пользоваться, а просто доллары покупать, либо евро. А вот немножко другая новость, более такая, чтобы поразнообразить нашу экономическую тематику. По поводу Богушевска, то есть все мы помним, надеюсь, что зрители наши постоянные помнят, осенью были протесты, связанные с закрытием Богушевской больницы, которую вот тогда закрыли, и теперь все жители Богушевской и ближайших деревень должны ездить там почти за 40 километров в Сенно. Из-за этого, кстати, произошел инцидент. Умер тогда один человек, но это как бы только о чем пресса сообщила. Из-за того, что теперь скорая должна ездить вот это все расстояние, там 40 туда, 40 назад. То есть, к примеру, раньше больница была в Богушевске, тебе плохо стало, ты звонишь, тебе тут же через несколько минут скорая приезжает. Теперь больницы нет. И пока кто-то позвонит, это значит оттуда там за 40 километров машина должна приехать по этим колдобинам в Богушевск. Потом пока назад, то есть это занимает прилично времени. Там 70-80 километров возьмите проехать. И это очень большая проблема. Естественно, жители протестуют, они недовольны. И теперь, как сообщает Радио Свободы, протесты жихаров Богушевску дали плен. У поселку покинули лекарню и поликлинику. То есть не закрыли. В уличные протесты листы у администрацию президента и до областных уладов дали плен жихарам Богушевску, городского поселку у Сенинском районе Витебской области. Больше не доведется ездить по медычнай дапамогі за 40 кіламетраў. Ініцыятыву мясцовых чыноўнікаў, якія вырашылі зэканоміць на ўтрыманні хворых пад ціскам грамадзянскасці, аспрэчылі вышэйшае кіраўніцтва. То есть вот это вот тем, кто говорит, что протесты неэффективны. То есть типа нафига выходить, да ничего ж не будет. Ну вот люди вышли, все, и отменили. То есть это надо привлечь внимание. Привлечь внимание власти, СМИ, общественности. И далее уже как пойдет. То есть если один человек выйдет, конечно, ничего не будет. Но если будет протест достаточно массовым, то в некоторых случаях, не во всех, все зависит от ситуации, но тем не менее, привлечение внимания работает. Тем более они писали дополнительно в администрацию, писали петицию, рассылали листы, то есть привлекали внимание активистов и СМИ. Так что это помогает. Не во всех случаях, но вот как видите иногда. Поэтому проблемы не надо замалчивать, с ними надо бороться открыто и решать. Если не сработает, вы потом об этом узнаете. То есть не надо заранее думать, что все проиграно и все провалится. Если проиграно, то это как бы будет потом очевидно по ходу дела. Попробовать всегда стоит. Жители Богушевска попробовали, и у них, надеюсь, все получилось. Так, что у нас в чате пишут? В чате народа не так уж много. Иван Сидоров пишет: серый кот, ты все правильно мыслишь. Георгас, привет. По новостям, Лука уже сдал страну Путлеру. Ну, не знаю. Георгас, может быть, ты поспешил немножко. Так, по российским видеоблогам. Ну, прекрасно. Если смотреть на новости по российским видеоблогам, то даже не знаю. Мы живем в стране великих скреп. И даже не знаю, что тут как. Короче, без комментариев вообще. Надо по белорусским видеоблогам смотреть. Так, Бендер Вегас. Привет, борцуны. Ну как там Европа? Приближается ли все в мечтах на диванчиках? Ждете? Не знаю, как Европа. Я не интересуюсь, честно говоря, Европой. Не в курсе, что там как. Так, тогда следующая новость. Давайте. Вот как раз по поводу Медведева. Наша Нива пишет. В Ураде России заявили, что дамовы з Мінскам аб кампенсацыі за падатковы манёвр не было. Дамоўленасці аб выплаце кампенсацыі Беларусі у сувязі з падатковым маневрам у нафтагазавай галіне РФ ніколі не было. Пра гэта, як перадае ТАСС, паведаміла у панядзелак прэс-служба Урада РФ у адказ на слова Александра Лукашэнкі, які выказаўся пра дамоўленасці па кампенсацыі Мінску у сувязі з падатковым манеўрам. Яшчэ раз хочам адзначыць, што ніякіх дамоўленасцей аб выплаце кампенсацыі Беларусі ў сувязі з падатковым манеўрам у нафтагазавай галіне РФ ніколі не было. Дамоўленасць
складалася ў тым, каб абмеркаваць гэтае пытанне. Менавіта гэта цяпер і адбываецца, падкрэслівае прэс-служба Кабміна Расіі. И сразу далее, тоже по теме. Некаторыя пункты дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы немагчыма рэалізаваць, кажа Андрейченка. Аб гэтым паведамляе Радыё Свабода. Старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрейченка лічыць, што асобныя моманты дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы, падпісанай кіраўнікамі Беларусі і Расіі 8 снежня 1999 году, у цяперашні час ужо немагчыма рэалізаваць. Пра гэта інфармуе Белапан. Сваім меркаваннем Уладзімір Андрейченка падзяліўся з журналістамі 22 снежня ў Маскве, дзе прайшла 55-я сесія парламенцкага сходу Саюзу Беларусі і Расіі. Сюжэт пра гэта выйшаў у вечернім выпуску навін на тэлеканале СТВ. Мы прасунуліся вельмі далёка ў пляне інтэграцыі, сказаў Андрейченка, але многае не зроблена. Так, калі б браць дамову 99 года, то шэраг момантаў там цалкам вырашаны. Шэраг знаходзіцца ў стадыі рэалізацыі, но асобныя моманты, на мой погляд, немагчыма будзе рэалізаваць, таму што сітуацыя змянілася, таму што створаны Еўразійскі эканамічны саюз. Раней расійскія ЗМІ са спасылкамі на інфармацыйную крыніцу паведамлялі, што віцэ-прэм'ер РФ Дмітрий Казак на сустрэчы з беларускай дэлегацыяй 11 снежня не стаў абмяркоўваць кампенсацыю страт ад падатковага манёвра і прадстаўлення зніжкі на газ да прыняцця прынцыповых рашэнняў аб руху ў кірунку далейшай інтэграцыі Расіі і Беларусі ў рамках саюзнай дзяржавы. Афіцыйнай інфармацыі па выніках гэтай сустрэчы не было. 13 снежня на пасяджэнні Саўміну саюзнай дзяржавы у Берасці прэм'ер-міністр Расіі Дмітрий Медведзеў заявіў пра гатоўнасць Расіі прасоўвацца па шляху будаўніцтва саюзнай дзяржавы, уключаючы стварэнне адзінага эмісійнага цэнтру, адзінай мытнай службы, суду, падліковай палаты. Паводле Медведзева існуе два інтэграцыйныя сцэнарыі для Беларусі. Кансерватыўны і прасунуты. Паводле першага, у Беларусі захоўваюцца тыя контуры саюзнай дзяржавы, якія ёсць сёння, без пашырэння ўзроўню інтэграцыі. Прасунуты сцэнар прадугледжвае павышэнне інтэграцыі да адзінай валюты, адзінай мытнай службы, суду, падліковай палаты. Выбар інтэграцыйнага сцэнару павінны зрабіць прэзідэнты краін, падкрэсліў тады расійскі прэм'ер. Ну, гэта яны зараз менавіта і робяць. У гэтыя дні, у гэтыя часы. Все будет зависеть от того, что сегодня происходило в Москве, о чем сегодня именно договорились. Российская сторона особо ничего не прокомментировала, что-то там заявляла. Прокомментировала вообще-то. Я сейчас дополню. Они прокомментировали то, что в случае какой-то необходимости будет что-то дополнительно оглашено. Ну, расскажут о чем-то. Те комментарии, о которых ты сказал, я их, по крайней мере, не читал ни на НТВ, ни на Ленте, то есть про российских каких-то каналов. Ну, вот и те зачитаю комментарии. Давай. Подавленный Лукашенко сдался Путину. Общая власть России и Белоруссии, ну это как всегда. Президент Беларуси дал понять, что готов решать вопросы о создании совместных органов и символики союзного государства. Это московский комсомолец и телеграм-канал российский. Так выражается, бред это полнейший. На-вторых, за эту неделю переговоров в Кремле Александр Лукашенко дал Владимиру Путину понять, что готов решать вопросы, прописанные в договоре о союзном государстве, о которых предусматривал унификацию законодательства, создание единого парламента, кабинета министра и других органов верховной власти, а также переход на общую символику, флаг, герб и гимн, и единую валюту. Ну, вы понимаете масштаб бреда этого телеграм-канала. Московский комсомолец. Это уже не в первый раз они сообщают, это уже 25-го было, перед этим то же самое было. И это тут выбрасывание уже как-то поднадоедает. Ну, тут дело не выбрасывание, дело в том, что это невозможно никак проверить. Лукашенко это старый торгаш. Он может говорить, что да, он будет выполнять вот это,
Но по факту он будет договариваться о исполнении. Ну, мы этого достоверно не знаем, это будет все зависеть от того, что он наговорит когда-нибудь попозже. Он же сказал, что будут решать вопросы в следующем году. Официальное заявление. Но, однако, это не означает, что когда он прилетит в Беларусь там сегодня, завтра, он не даст, не знаю, когда он не даст каких-то... Он уже летит в Беларусь. Может быть. Когда он прилетит в Беларусь, он не даст каких-то общих инструкций или указаний. Ну, ладно, короче, давай по порядку. Ты с темы на тему по порядку. Зачитай следующую новость или что там было. По этой новости все, никаких комментариев нет. Может, и Метадорм еще сказать что-то. Не, я больше ничего нет, уже все сказал. А что хотел досказать, уже сказал Фрид. Следующая новость, кстати, сходная. То есть я стараюсь их как-то более-менее группировать, чтобы одна новость следующая шла немножко коррелировала вот с предыдущей. Вот. По поводу эфира. То есть наша Нива подлічила, колькі у эфиры АНТ свайго контенту, а колькі расійскага. Давайте лічыць. У найбліжэйшыя гады беларускія дзяржаўныя тэлеканалы павінны нарасціць долю уласнага контенту до 30%. Кіраўнікі некаторых з іх сцвярджаюць, што лічба ўжо дасягнутая, але ці так гэта насамрэч? На сёння АНТ мікс з інфармацыйна-палітычнага складніка, у асноўным ён беларускі, і самых рэйтынгавых цікавых забаўляльных праектаў расійскага першага каналу. Доля контенту, які АНТ бярэ ад першага каналу, складае 44% ад усяго аб'ёму вяшчання, што цалкам параўнальна з долей замежнага кіна і серыяльнага паказу на іншых каналах. Пераконаны старшыня праўлення АНТ Марат Маркаў. З першага погляду заява Маркава здаецца моўнай эквілібрыстыкай, маўляў, я кажу, што ад першага канала мы бяром толькі, а насамрэч ажно 44, каб вы думалі, што гэта увесь запазычаны контент. А пра іншыя кшталту расійскіх серыялаў прамаўчу, і ніхто не заўважыць. Ну, тут скриншот. Так, ведучыя ток-шоу «Мужчынскае жаночае» Юля Барановская і Александр Гордон. Для праверкі словаў Маркава наша Ніва прааналізавала праграму перадачы АНТ за апошнія дні. Напэўна, для канала, у назве якога ёсць слова «нацыянальны», тыя несчасныя 30% справа гонору. Вось праграма перадач за суботу 22 снежня. Нашы навіны... Так, ну, і вось тут зроблен падлік. Колькі хвілін, у які час праходзіць праграма, і краіна. Беларусь, там ці Расія, ЗША, ось. Так, і што ў нас тут увогуле? У выніку мы маем такую карціну. Эфірны час 1140 хвілін. Адсоткі праграм беларускай вытворчасці 9,6. Толькі 110 хвілін. 10% няма. Адсоткі праграм расійскай вытворчасці 82. 915 хвілін. Праграмы заходняй вытворчасці 10%. Амерыканскі мастацкі фільм. Да. Што наконт нядзелі? 23 снежня. Вось тут таксама праграмы, час, хвіліны, краіна і 1140 хвілін, эфірны час. Адсоткі праграмаў беларускай вытворчасці 10,5, 120 хвілін. Ну, крыху болей. Праграмы расійскай вытворчасці 79,8, ну, крыху меней. Праграмы заходняй вытворчасці 9,6%, ну, таксама крыху меней. Разам з гэтым, словы Маркава ўсё ж можна пацвердзіць. Запазычаны з першага канала контент вагаецца ў раёне 40%. Пры гэтым, калі вы у выхадны дзень 10 разоў уключаеце АНТ у адвольны час, па тэорыі імавернасці толькі аднойчы пабачыце на ім беларускую перадачу. Яшчэ адзін раз трапіце на заходні фільм, а ўсё астатняе уключэнне на нешта расійскай вытворчасці з улікам серыялу. Цяпер зірнём адвольны будні дзень, напрыклад, сераду 19 снежня.
Эфірны час 1200 хвілін. Праграмы беларускай вытворчасці 27,5. Праграмы расійскай вытворчасці 72,5. У будні карціна змяняецца перадусім за кошт трохгадзіннай нашай раніцы, а падчас яе 7 разоў паказваюць выпускі навінаў, падобныя адзін да аднаго, якія ў сваю чаргу збольшага складаюцца з вечаровага выпуску мінулага дня. Тым не менш, нават у такіх умовах доля беларускага кантэнту ў рэдкія дні перасягае адзнаку 25%, тады як расійскага трымаецца на ўзроўні 70-80. Пытанне аб адсотку беларускай мовы ў эфіры пакінем рытарычным. Па сутнасці, назва агульнанацыянальнае тэлебачанне не адпавядае зместу. АНТ – гэта расійскі тэлеканал з невялікімі навіннымі уключеннями. Да, и скажу еще от себя, и даже те передачи белорусские, которые показывают, это совсем не значит, что это что-то хорошее, какое-то там противодействие российской пропаганде. Качество их очень низкое. Кто их будет смотреть, эти передачи? И на каком языке? Если на белорусском языке эти программы, то еще ключевое. То есть из этих 20%, сколько это на белорусском языке? Zero. Какой-то национальный канал, интересно. Так вот, Сашко... Российский канал за наши деньги, по факту. Смотри, Фридом, вот Сашко Правица пишет как раз в чате. Да, там сумна статистика по контенту. Так, Сашко, это канал называется национальный канал. То есть ты не видел других каналов, в которых даже нет слова национальный. Там может вообще доходить там 90-95%. Ну, вот тебе, как говорится, навязывание всего... То есть в течение 24 лет. А потом украинцы удивляются, а почему белорусы столько таких ватных, там, почему многие белорусы там считают, что Бандера фашисты, оккупируют Украину повсюду. Ну, наверное, вот поэтому. И то вы, ребята, сделаете вывод. При таком зомбировании в течение 20 лет, даже больше, далеко не все белорусы ватные, далеко не все зомбированные, достаточно адекватных людей, и которые понимают, что реально происходит и как. То есть поймите, что нам сложнее гораздо сопротивляться, чем вот в Украине было. То есть при том, что в Украине тоже было много контента, но у нас с этим просто дно. И при этом мы далеко и не превратились еще в Россию. У тебя некоторые ошибки прослеживаются. Так называемая ватность начала уменьшаться тогда, когда ухудшилось экономическое состояние в стране. Люди начали искать причины, почему. И в какой-то момент они просто перестали доверять любым государственным телеканалам, начали уходить на множество независимых, я не буду посчитать каких, на множество независимых блогов, даже не СМИ. Так получилось, что они просто остаются менее востребованными. Нет, они стали смотреть российские СМИ, вот и все. Они имеют альтернативы, то есть нету Белсата, к примеру, нету Радио Свободы, нету там Deutsche Welle, к примеру. Только российские СМИ, безальтернативно. А эту альтернативу постоянно прессуют. То есть изымают технику, штрафуют, не допускают к пресс-конференциям, не дают никакого карт-бланша. То есть только российские СМИ, абсолютно. И белорусские СМИ, которые дерьмо по качеству, которые никто не смотрит. Вот тебе и мозгами и белорусы в России находятся. При этом, Фридом, любой ватник, когда ты ему скажешь про какое-то противодействие российской пропаганде, он тебе скажет: так а с польской пропагандой надо бороться, надо с американской бороться. Вот именно нету вообще. Откуда они вообще берут это? Какая польская пропаганда? Какая американская? В Беларуси белорусской пропаганды нет. Еще создается такое впечатление, что вот эта данная новость, это просто все пиар. Пиар кого? Ты о чем? Белорусских. Так называемого белорусского телевидения. Но это как бы негативно. Что за бред? Что тут пиар? Не одновременно разговаривайте, по очереди. Я тебе объясню, что я имею в виду. Если ты следишь за новостями, из белорусского бюджета будет выделяться на белорусские телекомпании 48 миллионов, если не ошибаюсь, рублей или долларов, там, я точно не запоминал новости. В совокупности с вот этой вот новостью такое впечатление, что делается пиар именно белорусским телеканалам. Вот это я имею в виду.
Не, я думаю, Причем тут Методоров... пиара, то есть где логика? Это привлечение внимания, то же самое, как интервью с Давыдько, то есть наоборот, люди хоть знают своих героев, и, точнее антигероев в этом плане, пропагандонов, имена, то есть люди даже по именам их не знают, Смотри, потому Методоров, что не интересуются я этим. Но думаю, правильно что делают, тут... что привлекать внимание. Я думаю, что тут причина появления этой статьи заключается в двух вещах. То есть оппозиция об этом говорит давно, уже много лет. Но то, что сейчас таких статей стало намного больше, это говорит о том, что и власть сейчас тоже в том числе заинтересована в этом. То есть идет конфликт с Россией. Понятно, что Лукашенко не хочет уступать. Естественно, он понимает угрозу, и поэтому он может дать небольшую отмашку для того, чтобы таких статей было больше. То есть он может реально приказать, типа, сделайте мне больше контента белорусского. А пропагандисты что могут сказать? Когда у нас разрушен рынок, когда у нас нет рынка таких услуг, как Пальчис правильно говорил, то есть даже рынок маленькой Литвы рекламный в 16 раз больше белорусского. То есть о чем здесь речь? Кому это надо? И правильно, что сделали пиар, то есть нужно привлекать к проблемам именно в Беларуси и пропаганде, которую делают в Беларуси за наши деньги. Про это нужно говорить и постоянно, чтобы привлекать к нашим проблемам, а не российским. Это ключевое. Плюс еще, насколько мне известно, вроде бы Беларусь с Украиной договорились, что в телевещании будет еще какой-то украинский канал добавлен. Да, я слышал об этом. Ну, так новости зачитываем по порядку. Так, следующий. Ну, это просто как бы обсуждение все этой же темы. Это все та же новость была. Ну, тогда раз высказались, сейчас следующая новость. Новый час поведомляе. Самый тяжкий год для незалежной беларускай журналістыкі. Ну, это вот 2018 в смысле. Гэты год был няпросты для недзяржаўнай беларускай журналістыкі. Пераследы тых, хто супрацоўнічае з замежнымі СМІ, ужо не паддаюцца падліку. Сумы штрафаў для журналістаў сягаюць дзесяткаў тысяч долларов. А яшчэ и криминальные справы. Но это имеется в виду дело Белта, известное, которое было там в конце лета. И кроме того, постоянный прессинг на журналистов. Белсата, Радио Свободы, там аресты, конфискация техники, задержания и так далее. То есть до того ж праплюсоўваюцца крымінальныя справы. Адна з такіх спраў у дачыненні да заснавальніка і кіраўніка недзяржаўнай інфармацыйнай кампаніі Белапана, таксама яго калег у выніку каштавала хвораму на рак Алесю Ліпаю жыцця. Пра сітуацыю з незалежнымі медыа мы гутарым са старшынём беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Бастунцом. Чым сыходзячы год вызначыўся для незалежнай беларускай журналістыкі. Магчыма, гэта быў самы цяжкі год пасля 2011. Адбыліся некалькі падзеяў, якія вельмі негатыўна паўплывалі на сітуацыю са свабодай выказванняў у нашай краіне. Я маю на ўвазе і блакаванне сайтаў, і крымінальныя справы ў галіне медыа, і яшчэ большы пераслед журналістаў-фрылансераў. І ўрэшце рэшт праняццё зменаў у заканадаўства аб СМІ, якія будуць мець доўгатэрміновы ўплыў на сітуацыю вакол медыа. Якія самыя балючыя кропкі ў галіне СМІ можна адзначыць у 2018 годзе? Я іх крыху ўжо адзначыў. Гэта пазасудовае блакаванне сайтаў, яшчэ летась было блакаванне беларускага партызана, потым наспеў час Хартіі 97, Міністэрства інфармацыі сёлета блакавала дастаткова шмат сайтаў. Абмежаванне доступу да пэўных сайтаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь сталася першым крокам, які адзначыў накірунак дзейнасці ўладаў у далейшым. Бо і крымінальная справа у дачыненні да Алесі Ліпая, і крымінальная так званая справа Белта, і змены заканадаўства аб СМІ падвышаюць кантроль дзяржавы за інтэрнэт-сферай. Яны паказваюць, што гэтая сфера рэпрэсіяў у дачыненні да незалежнай беларускай журналістыкі ёсць працягам мэтанакіраванай палітыкі беларускай дзяржавы, якая імкнецца павялічыць кантроль за інтэрнэт-прасторай у краіне. А як можа адбіцца новае заканадаўства аб СМІ на дзейнасці незалежных СМІ і ў прыватнасці інтэрнэт-рэсурсаў у далейшым?
Больш за ўсё зараз кажуць пра абавязак сродкаў масавай інфармацыі, у першую чаргу інтэрнэт-рэсурсаў, ажыццяўляць ідэнтыфікацыю каментатараў на гэтых рэсурсах. Гэта працягнула за сабой тое, што адныя сайты проста выключылі функцыю каментара, іншыя вымушаныя выдаткоўваць больш высілак і часу для таго, каб яе падтрымліваць. Але тут ёсць яшчэ адзін момант. Гэтую інфармацыю, якая ідэнтыфікуе каментатара, мусіць захоўвацца, эта інфармацыя мусіць захоўвацца на беларускіх серверах і перадавацца шматлікім дзяржаўным органам па іх патрабаванні. У такой краіне, як наша, гэта можа аказаць вельмі сур'ёзны ўплыў і на каментатара. То есть к репрессиям может привести. Если что-то не то написал, то тебя типа идентифицируют и анально накажут потом, если захотят. Прагназуецца, што штосьці пяройдзе на іншыя пляцоўкі, магчыма, на расійскія, што наўрад ці ёсць добра для краіны. Але мяне больш за ўсё непакоіць тое, што само кола сродкаў масавай інфармацыі і журналістаў можа зменшыцца, бо змены ў заканадаўства увялі, падаецца, добраахвотны парадак рэгістрацыі інтэрнэт-рэсурсаў у якасці СМІ, сеткавых выданняў, але распаўсюдзіліся на гэтыя рэсурсы тыя ж самыя патрабаванні, што існуюць для дзяржаўных медыа. Дастаткова сказаць, што рэдакцыя інтэрнэт-СМІ мусіць быць юрыдычнай асобай. Далёка не ўсе іншыя уладальнікі інтэрнэт-рэсурсаў пойдуць на гэты крок, ці нават маюць магчымасць гэта зрабіць. Тым больш, што юрыдычныя асобы павінны размяшчацца ў офісным памяшканні, а не жылым. Пры гэтым на тыя інтэрнэт-рэсурсы, якія не зробяць гэтага кроку, уся адказнасць, якая прадугледжана законам аб СМІ, усё роўна распаўсюджваецца, але правоў СМІ яны не атрымліваюць, а гэта магчымасць журналістаў на масавыя акцыі ажыццяўляць сваю прафесійную дзеятельнасць. Гэта права ахоўваць таямніцы крыніц інфармацыі, права звароту па інфармацыю, права на акрэдытацыю і гэтак далей. Не тое, што гэтыя правы могуць не даваць журналістам інфармацыі, пакуль іх рэсурс не будзе зарэгістраваны як масавая інфармацыя, як сродак масавай інфармацыі. Гэта скукожванне свабоды СМІ ў Беларусі, гэта вельмі магчымае і непрыемнае наступства прыняцця зменаў у заканадаўства аб медыа. Зараз можна пачуць, што у хуткім часе друкаваныя СМІ страцяць сваю актуальнасць і не будуць карыстацца папулярнасцю ды попытам у чытачоў. Наколькі апраўданыя такія прагнозы? Нават гучала, што апошнія друкаваныя сродкі масавай інфармацыі выйдзе праз 7 гадоў. Зразумела, што гэта перабольшванне, але мы бачым тэндэнцыю, што моладзь усё больш уваходзіць у інтэрнэт і ўсё менш чытае друкаваныя выданні. Гэта звязана яшчэ і з тым, што ў большай частцы інтэрнэт яшчэ бясплатны. І ў гэтым утрымліваецца такі парадокс. Бо па сёння тыя інтэрнэт-выданні, якія працуюць на камерцыйнай аснове, атрымліваюць 80-90%, а то і болей прыбытку менавіта ад друкаваных версіяў, а не ад інтэрнэту. Адказ на пытанне, як манетызаваць інтэрнэт, не знайшлі не толькі мы, але і нямецкія журналісты, з якімі мы нядаўна размаўлялі. Яны прызнаюцца, што сітуацыя мяняецца, але як адрэагаваць эфектыўна, адказу пакуль няма. На захадзе зараз павялічваецца колькасць людзей, што чытаюць менавіта друкаваныя выданні. Гэта назіраецца ў той жа Германіі, у Великабрытаніі ды іншых краінах. Тыя ж нямецкія журналісты, прадстаўнікі рэдакцыі сказалі, што моладзь друк амаль не чытае. Ходзіць у інтэрнэт, але калі чалавек стварае сям'ю, купляе кватэру ці дом, то наступным крокам традыцыйна у іх ёсць падпісацца на газету. І вось больш сталыя людзі з большым прыбыткам пачынаюць выпісваць прэсу, што і адбіваецца на росце накладу. Але гэта ўсё ж не зусім так, бо ў той жа самай Германіі штогод агульна наклад друкаваных медыа падае на 2-3%.
26 снежня старшыня беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Вастунец падвядзе вынікі года і адкажа на пытанні сяброў арганізацыі. Размова з кіраўніком БАШ будзе транслявацца онлайн на YouTube-канале БАШ і на старонцы Андрэя Вастунца ў Facebook. Пачатак 20 гадзіне, ну то есть это уже было. Ну и что и требовалось доказать. То есть в том плане, что люди переходят больше в интернет. И, кстати, ОНТ, БТ и все остальные тоже в интернет типа пытаются перейти, но что-то как-то не выходит у них. Это к слову о том, что типа белорусское общество не политизируется, хотя на самом деле это все наоборот. Постепенно, медленно, но все же. Белорусское общество политизируется по мере обнищания и столкновения с проблемами. То есть, если люди даже не хотят сами политизироваться, они вынуждены будут это делать, поскольку люди теряют работу, предприятия закрываются. Люди сталкиваются с проблемами, связанными там с бизнесом, с какими-то там государственными всякими законами, то есть со стягиванием, с этим закручиванием гаек. И когда человек оказывается в трудной ситуации, он начинает волей-неволей задумываться, а что вообще происходит? Вот почему я оказался в такой жопе? Что вообще вокруг происходит? То есть, когда все нормально идет, многие просто не смотрят, не задумываются. Ну, 2017 наглядно показал, как белорусский сегмент и того же Ютуба хорошо развивается, по крайней мере. И Телеграм, кстати говоря. В 2018. 19-й тоже не обещает быть легким, поэтому я думаю, что все это продолжится. Там будет еще новость по поводу единого кандидата, там что Северинец сказал, вот там эта тема тоже затрагивается, мы о ней еще поговорим. Тогда следующая новость. Следующая новость связана со статьей 328. То есть мы знаем, что депутаты не стали рассматривать, то есть они заблокировали вот это снижение сроков по 328 статье и считают, что главными инициаторами являются два человека. Собственно, сам Шуневич и председатель, по-моему, Верховного суда. Двое. Правильно говорит дырявый кот. У него нового погоняло. Да, он сам себе его придумал, по сути дела. Своим интервью, о котором тоже дальше будет речь. Шуневич высказался по поводу геев. То есть многие считают, что это было как бы пиар-ход. То есть он хайпится, потому что многие говорят, кто знал Шуневича, сталкивался с ним, что он не такой дурак. То есть он человек вполне не глупый, но он делает такие вещи, которые выглядят как будто бы он такой деревянноголовый какой-то вот солдафон, который вообще ничего не понимает. Ну, привлекает внимание. Да, он пиарится. Причем он пиарит про российскую именно сторону, не про белорусскую даже. То есть он играет на публику россиян, сторонников русского мира своими действиями, даже не Лукашенко. Ну, ты же знаешь, откуда он. Да, знаю, и о его предпочтениях мы тоже все знаем. О его любви закосплеить этого, как его, НКВДшника, тем, что он гордится, тем, что творила НКВД своим ДНР, прошлым. насколько я знаю, с Донецка жил. Он с Луганска. А, Луганска, ну да. Ну, одно и то же в этом плане. Еще одна коротенькая новость. В Минске появился первый в стране памятник корове. Да, тот самый, на который там 127 тысяч долларов, по-моему, собирали. Да, в стране больше нет проблем и деньги некуда девать, кроме как вот такие прекрасные памятники коровам ставить. Лучше бы живую корову, породистую какую-нибудь закупили, и то было бы больше пользы. Даже целое стадо коров можно было за такие деньги закупить. Развести и что-нибудь с этого сделать. Вместо этого поставили вот памятник. Ну, даже есть сравнение хорошее. Памятник Костюшка, который на краудфандинге 22 тысячи. Я видел эту картинку. Да. Сколько стоил памятник Костюшка, там копейки какие-то. И все собрали на краудфандинге. А сколько стоил памятник корове, то есть вот за вот эту бронзовую херню 127 тысяч долларов, вы что, шутите? И 27 тысяч налогов, это ключевое, а то с краудфандинга, пожертвования. То есть люди даже не понимают. И кто-то говорит, что типа мы что-то навязываем.
Хотя они берут с наших денег, не спрашивая у нас, и ставят вот эту фигню. Памятники Ленинам там и так далее. Тоже шильду не могут поставить на 100 год БНР. Которая уже есть давно, целый год почти пылится в подвале там где-то. Не могут повесить. Да, вопрос в том, кому пошли все-таки основная часть этих средств на памятник корове. Потому что этот памятник не то, что 127, он и 27 тысяч не будет стоить. Тут даже металла столько нет. Теперь еще одна совсем нерадостная новость по поводу блогера Максима Филипповича. То есть мы знаем, что ему дали 14 суток, он уже как бы должен был выходить, но тут сообщение, что по поводу происшествия с пожарником ему еще 15 суток накинули. Так что Новый год он встретит в СИЗО. Тут нужно развернуться поподробнее. То есть я вижу, часть оппозиции полностью разделилась в этом плане. То есть говорят, и так и надо, нужно было еще больше дать, додавить его, чтобы он там засиделся. На этой стороне я на пользу этого. Давыдько был прав на Первом канале, когда его осудил. Первый канал тоже был прав, когда его судил. БТ тоже было прав. Нужно было, то есть мы за Лукашенко, чтобы таких оппозиционеров садили и душили. То есть я поражаюсь, оппозиционеры это говорят. То есть они поддерживают государственную точку зрения. И тут Бай все это переписал с государственных СМИ. Это же просто гениально. Тут, я думаю, дело просто в личной неприязни просто их к Филипповичу. Тут дело не в государственной позиции, это просто совпадение. Государство мочит по своим причинам, а некоторые люди... Нет, давай по порядку сначала пройдемся. За что ему дали первых 14 суток? Ты же знаешь. В магазине там, да. Быдло на него напало в магазине. Пророссийское быдло, которое за русский мир, то есть оно это открыто. То есть напало на него, ему дали 6 базов. Филипповичу дали 18 базов и 14 суток. За то, что на него напали, а не он на него. Это же гениально, да? А потом сразу же влепили за это быдло пожарника, который к нему же пристал, что он сделал видео. Филипповичу пожарник пристал, быдлан этот, и ему потом впаяли. То есть 15 суток. Гениально просто. И все СМИ начали его мочить. То есть больше всего из оппозиционеров страдает именно Филиппович. Вам не кажется это странным? Всех остальных не трогают, и только Филиппович страдает. Какое-то совпадение, вам не кажется? Нет, мне не кажется. И трогают не только одного его. Если ты посмотришь просто новости откроешь, просто он самый известный из всех белорусских. Ты шутишь? И провокационный. Ну, ты шутишь, такой более шумный. Тебе не кажется, что он, к примеру, вообще никто не трогает? Я знаю, кто это такой, но я специально задал вопрос, это кто? Он что-то конкретно делает? Постоянно по политику говорит и так далее. Но по сравнению с Филипповичем он такой шумный. В том-то и дело, что он слишком шумный. Смотрит в десятки разов больше людей. Да какая разница, сколько он смотрит? Он смотреть. Это большая разница. Это огромная разница. Смотреть и что-то делать какие-то выводы. Влияние на большую аудиторию. Ты не врубаешься. Это как попса, который смотрит миллионы людей, и андеграунд, который там слушает, не знаю, в десятки, в 100 раз меньше людей. То есть это влияние на массы людей, понимаешь? Дело в том, что у этого Марата Минского на самом деле как такого влияния нету. Посмотреть его, это не значит, что... Ну ты не смотришь, а другие смотрят. По очереди говорить, я буду отключать звук. Я тебе поясню, что я имею в виду. Посмотреть какого-то человека, это не значит согласиться с его точкой зрения. Когда-то я его смотрел, но потом мне это просто стало неинтересно из-за того, что он говорит, очевидно, какие-то вещи, которые ни к чему не ведут. Просто у них нет информативности. Я тебе скажу. Для тебя это очевидно. Таких людей, как ты, крайне мало. Из той выборки людей, которые у нас и есть. То есть из общей массы, вот что имею в виду. Ну, 1%. Но основная масса не может анализировать. И она на это везется. И она ведомая за него. То есть она не может анализировать, то есть в глобальном смысле, к чему этот человек подводит. Хотя распрягает он грамотно с точки лучше, чем БТ и все остальные. Ну, Госсми, к примеру. Но он, по сути, трактует их точку зрения. То, что им выгодно.
И они на это ведутся. Только, ну, вот такие, как ты, на него не ведутся. И тысячи людей ему верят. Гораздо больше аудитории, чем у Филипповича. В десятки раз больше. В том-то и дело, если у тебя больше ведомая аудитория, которая за тобой идет, она обычно сама ничего особо не делает. Поэтому сколько за тобой пойдет стадо, которое Да, будет... я скажу. В том-то и дело, что это можно это общество направить, а он ничего не делает. Он делает так, чтобы общество было как раз-таки ведомым. И ничего не делало. В этом-то суть пропаганды именно государственной, чтобы люди оставались овощами. В этом плане. То есть общая масса 99%. И ничего не делали. В этом суть таких каналов, как у Марата Минского. И его смотрит куча, то есть не нужно анализировать. Люди смотрят то, что не нужно делать. То есть не нужно анализировать, прикладывать усилия для анализа. В этом основная суть таких каналов. Как клипы, которые смотрят миллионы людей. Тут то же самое и с Маратом. Он делает так, чтобы люди ничего не делали. То есть к этому они всегда подводят. Основная мысль – месседж. Это влияет на людей, а ты говоришь, что не влияет. Это крайне сильно влияет на людей. И его смотрят на разы больше, чем Филипповича. К примеру. Но ты мне утверждаешь обратное. В этом основная суть. Я тебе объясню тебе, что я имел в виду, может, ты так выразился. Влияние, которое он оказывает на людей, от него нет никакой пользы для общества. Я про это имел в виду. Это и есть польза для верхушки. Именно это антипомощь для общества. В этом основная суть таких блогов. Как ты не понимаешь этого? Это антипод Филипповича, который наоборот за гражданское общество, а тот против гражданского общества. И тех, которых против гражданского общества, в десятки раз больше. В этом основная суть. Но тут при этом надо сделать небольшое замечание. Я думаю, что Марат Минский в первую очередь просто ведет коммерческий канал. Вот то, о чем ты говоришь, это просто следствие. То есть, понимаешь, он пытался делать канал по-всякому, но как только тогда вот начались протесты, ему, видимо, намекнули, чего делать нельзя. И он придерживается этих правил, и поэтому у него получается такой канал. То есть он, может быть, специально и не топит за то, чтобы общество было пассивным и все остальное. Ему просто предупредили, будешь говорить вот то-то и то-то, у тебя будет проблема. Тебе это надо, не надо. Ну все. И рассказывай там о том, что вот у нас там такая страна, то, что там нам надо с Россией там дружить и все такое. Вот это давай рассказывай, но не лезь. То есть просто ничего не нужно делать, то есть он подумает, ничего не нужно делать, просто интегрироваться в Россию. То важно, какая цель у человека. Ну, да. Если у человека цель заработать денег, то верит в это. Идеология не имеет значения. Верит в этом, это ключевая мысль, понимаешь, Кот? Вот что я хочу вам подвести к этому. Люди верят к простой мысли. Понимаешь, что не нужно ничего делать. И с этой задачей и такие блоки хорошо справляются, как мы видим. Поэтому их не закрывают. Ну, то есть этих блогов вообще не трогают. Их достаточно один раз перенаправить куда надо и все сказать, описать рамки, где они должны работать и все. Вот последний ролик 216 тысяч посмотрела. 216 тысяч. Кстати, о деньгах. Вот новость по поводу того, что средний заработок снизился на 5 рублей. Средний заработок, вы сейчас будете смеяться, средний заработок белорусов у листопаде снизился на 5 рублей до 994 рублей. Это средний заработок белорусов. Или 468,3 доллара, поведомляя Белстат. Нихера себе же вы скажете, да? Вот же мы зарабатываем. Средний заработок почти 1000 рублей. У Минску средние заработки склали каля 1375 рублей. Средний минчанин вот так вот зарабатывает. А у Кастрычнику заработок складал 999,7 рубля. Или 471 доллар в эквиваленте. У Вересни 963, у Жнивни 987, то есть, короче, рост. Однако в листопаде минулого года, ну то есть год назад, в октябре, средний заработок складывал в этом ноябре, складал 836,9 рублей. То есть, типа, по официальной статистике у нас доходы офигеть как выросли. И за год, и каждый месяц по чуть-чуть. А теперь вдруг аж на 5 рублей упали.
Ну, Белстат умеет манипулировать со статистикой, когда он продемонстрирует циферки, но не говорит, что за ними стоит. Тем, кто хоть имеет малейшее представление об экономике, знает, что такое средняя и что такое модальная заработная плата. Если средняя еще где-то около 1000 крутится, то модальная это та, которая получает наибольшее количество граждан. Находится где-то в районе 400 рублей. Но тоже Белстат и демонстрирует так называемый снижением численности безработных граждан, официально зарегистрированных. Если я не ошибаюсь, ну, если даже я ошибаюсь, это особо не важно, просто приведу пример. За какой-то промежуток времени в этом году безработица сократилась на 8 тысяч. Но суть-то в том, что это не безработица сократилась на 8 тысяч, а рабочая сила в Беларуси сократилась на 6 тысяч. А трудоустроились из этих 8 только 2. Так вот и получается, что вроде как безработица сократилась, но эффекта от этого никакого нет. Манипулировать циферками я могу, а что-то делать конкретное, это незаметно. Я видел видео в Фейсбуке, которое ты снимал. Вот этот цирк, который там сидит комиссия, 100-500 дармоедов за столом такие, типа они важные, там какую-то работу выполняют. Они там 5000 человек трудоустроили за этот год. Хотелось бы мне посмотреть хотя бы на 500 человек, которых они трудоустроили. Кота, дело в конкретной комиссии у меня еще будет развиваться в следующем году. Я не могу всего сказать, чего там будет, И не нужно. потому что я не знаю, что там будет. Я бы сказал, но мне неизвестно. Но если, скажем так, поплавки для этого дела я забросил, ну, кто-то не крутит, вообще ничего не знаю, что будет. Посмотрим. Ну, этот же Працабай, рэп, там тоже эту статистику медиану выкладывал. Ну, там все по факту. И, кстати, прикол, что мы считаем же среднюю зарплату, а в Европе считают именно медианную. То есть сама суть меняется. Ну, даже медиана это тоже так себе показатель, но он просто более точный. Вообще, я не знаю, почему гонятся за... еще отдельно, зачем гнаться за минимальной заработной платой, если надо средней, если надо поднимать минимальную заработную плату в отдельности от базовой. Что с руководством страны? Вообще без понятия. Да, я смотрел даже официальные заработки, то есть на бирже труда, например, какие вакансии есть. Там, кстати, была такая публикация, по-моему, в ноябре. Топ-5 самых низкооплачиваемых зарплат. Так я просто офигел. То есть, оказывается, в Беларуси были такие зарплаты, где 5 сотых от ставки. И там что-то около, по-моему, 5 или 6 рублей в месяц. Там на 5 сотых ставки воспитательница в какой-то там это дошкольное учреждение в какой-то деревне или что-то такое. Там, короче, на несколько часов в неделю только. То есть просто жесть. Там такая жесть, я даже не думал, что такое у нас имеется. Я понимаю, 50 рублей, там 70 рублей в месяц. Да, я слышал, что это правда. Но такого это даже представить сложно. Эта вакансия была на 23 рубля в месяц. Да, вот такого. Плюс, что самое интересное, когда Шанская комиссия сказала, что они содействовали занятости более 5000 граждан. Содействие занятости – это не обязательно трудоустройство, вот в чем дело. То есть, получается, они провели более 5000 приемов граждан. А что за приемами стоит, это вопрос. Я уверен, тут все даже проще. Знаешь, как у нас... Ты же знаешь, как у нас работает биржа труда. То есть ты находишь где-то работу, потом тебе надо пройти медкомиссию, чтобы не платить за медкомиссию, ты получаешь направление на биржу труда, они себе там пишут, типа это они тебя трудоустроили, себе для статистики, все, дальше ты бесплатно проходишь медкомиссию и устроился. И все, типа они все тебе устроили. Просто еще один такой был замечательный пунктик. В последний день их работы, ну, по крайней мере, последний раз, когда я туда ходил, при мне было человек еще 10. То есть, получается, безработица по ОШУ все еще сохраняется настолько большая, что даже при содейственной занятости 5000 человек безработные все еще есть в достаточном количестве. Логика просто у них, или вранье, просто запредельная. Хорошо. Следующая статья у нас опять связанная с переговорами
поводу вот этого маневра, по поводу интеграции. Песков заявил, что речи об объединении России и Беларуси в одно государство не идет. То есть вот то, о чем мы тогда беседовали немножко перед стримом. В Кремле заверили, что речи об объединении России и Беларуси в одно государство не идет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Конечно, речь не идет о каком-то присоединении, отметил он. По словам Пескова, речь идет о движении навстречу друг другу. Представитель Кремля отметил также, что на встрече президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждаются, среди прочих, вопросы, связанные с потерями Минска от налогового маневра РФ. Он заверил, что эта тематика и проблематика дальнейшей интеграции в рамках союзного государства. Параллельные вопросы, они не завязаны друг на друга. По словам Пескова, Москва будет считать успешным такой результат переговоров двух лидеров, который позволит совершить еще один шаг в сторону развития наших союзнических отношений. Это путь длинный, здесь вряд ли стоит ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция, подчеркнул он. Кроме того, есть вопросы, которые менее масштабны, но не менее важны для каждой из сторон. Песков уточнил, что по итогам переговоров Путина и Лукашенко пресс-конференции не планируется. Однако он пообещал проинформировать СМИ о результатах переговоров в случае необходимости. Развитие интеграции. Представитель Кремля добавил, что развитие интеграции в рамках союзного государства России и Беларуси не противоречит интересам других стран Евразийского экономического союза. Это не может вызывать каких-то озабоченностей, потому что это в интересах всех абсолютно, ответил он на вопрос. Вызывает ли развитие интеграции между странами обеспокоенность у других государств ЕАЭС? Песков отметил, что на постсоветском пространстве проходят разноскоростные интеграционные процессы. И есть СНГ, есть углубленная интеграция на уровне ЕАЭС, и отдельно идет интеграция по линии союзного государства России и Беларуси. Ну, что и требовалось доказать. То есть, все это кремлевские СМИ, телеграм-каналы, там, YouTube. Ну, то есть, вы наверняка уже кучу таких дебильных новостей в интернете видели, которые раздувают: Лукашенко сдал Беларусь, Лукашенко сдаст Беларусь, будет аншлюз и так далее. То есть, ну... Фридом, о чем говорить? Лукашенко уже умер от инсульта, если вы не забыли, в июле. Его нет давно. Ну, так и люди на это ведутся. То есть, про что я говорил по поводу Марата. То есть, основная, то есть, 99 из 100 людей на это дерьмо ведутся, то есть, которые в интернете. YouTube-каналы, которые постоянно нагнетают это бред. Нами управляет клон. И это миллионные просмотры. Самое главное. Куча лайков и так далее. То есть, и это нагнетание идет, и ну, вот вам и влияние. И нагнетание, и плюс еще есть одна особенность. Люди простые, но вот обыватели, им свойственно интересоваться прогнозом. То есть они хотят знать какую-то вот инсайдерскую информацию, куда же мы пойдем, то есть что как будет. То есть мы там интегрируемся или нет, или там прогнозы, типа, что там конец света, когда наступит, что там Ванга предсказала, что Нострадамус предсказал. Они начинают гуглить вот такую херню, и там показывают: все, сбывается прогноз Нострадамуса, вот с завтрашнего дня Россия поднимается с колен. Все, уже там начнется война, там с кем-то у нас с Турцией была война. Там ну, это как Росстат говорит, что в России экономические показатели повышаются, когда все другие там экономисты российские же говорят, что все наоборот конкретно. То есть, точнее, Путин говорит, что показатели экономические все хорошо у них, когда с тем же Росстатом все как раз таки противоположно. Абсолютно. То есть, масса на это ведется, то есть основная, 90% населения. Вот эти штуки, Фридом, по поводу манипулирования прогнозами вот такими, да, использования там прогнозов Ванги, Нострадамуса и прочее, это накручивается в том числе спецслужбами, когда необходимо, чтобы манипулировать мнением народа, то есть убедить их в чем-то. Например, вот эти все низыгори и прочее, это же рассчитано не на белорусов в первую очередь, а на россиян. Белорусы тоже потребляют это.
Но они Нет, больше об белорусы этом тоже знают. потребляют Да, этот но это контент. рассчитано на россиян. То есть белорусы могут как-то перепроверить еще что-то, информацию какую-то. То есть тут есть что-то свое. А россияне, которые особенно живут далеко, там за Уралом где-то, они смотрят только на это. У них шансов не так много перепроверить. Поэтому они верят практически полностью в такие новости, потому что откуда им еще их узнавать? И это Ну, в в первую том-то очередь прикол, на них. что другие СМИ только сейчас начали появляться в том же Ютубе, в интернете. Но самое главное, что когда ты смотришь телек в 2000 году, ты к нему привыкаешь. И к той информационной повестке, которую они пропихивают и проталкивают, и навязывают. Потом ты в интернете ищешь же эти каналы, и ты же этой же повестке до сих пор веришь. А уже с тобой в возрасте там 40-50 человека крайне трудно переубедить, в Еще отличие от тоже, молодого. Фридом, на днях, когда было социологическое, озвучивалось социологическое исследование, вот в пятницу, то там была высказана очень интересная мысль о том, что по поводу телевизора и СМИ, то есть почему, например, многие верят до сих пор телевизору. Потому что телевизор, он как бы вещает открыто на широкие массы, вот так вот, да, то есть он как бы создается такая иллюзия того, что это мнение всех, то есть это некое такое общее. То есть когда ты смотришь блог, ты его смотришь только ты персонально. Вот ты захотел, открыл и посмотрел. А телевизор, он постоянно вещает на всю страну. И поэтому создается впечатление того, что это как бы что-то более значимое, что это для Ну, всех. сейчас в интернете то же самое, по сути, происходит. Потому что интернет и блоги все эти набирают за последних 5 лет набирают очень большую аудиторию. Как ни крути. Вот тот же Шарий. 600, 700, 900 тысяч просмотров. Это огромнейшая аудитория, телевидение, по сути. И все под эту повестку верят. А он какую повестку? Государственную. Он поливает государственные СМИ России помоями, чтобы отвлечь на себя внимание той аудитории, и чтобы та аудитория, которая смотрит ящик, смотрела его. То есть это же гениально. И они на это ведутся. Он, по сути, ту же самую повестку прокручивает, что и ящик. Делает так, что при этом говорит, внушает мысль в то, что ящик дерьмо, а он хороший. То есть смотрите меня, та аудитория ящика. И люди переключаются на тот же ящик только в интернете. Вы понимаете мысль эту? Это более хитрая, более глубокая пропаганда, потому что ящик зашкварил себя. То есть, Киселеву сложно поверить вообще. Он так рассказывает, кривляясь, вот используя такие слова. Да ему уже никто не верит. Да. То есть это та же самая пропаганда. Поэтому используются другие методы, перенаправить народ на другие потоки. То есть создать иллюзию типа, смотрите, появился некое независимое, появляются блогеры, которые вот они там и с пропагандой, и с государственной борются, они никак не связаны там с Киселевым, с Соловьевым. Но на самом деле они говорят тут те же мысли, только более продвинутые, так, чтобы народ поверил. Да, то есть мысли те же самые, только более хорошая обертка в современном виде, сказал бы так. Новая форма подачи, более совершенная. Да, то есть вот ватнику говоришь, да ты же ящик, там Киселев, Соловьев. Нет, я ящик не смотрю, я все в интернете. Как Бендер Вегас, я все в интернете смотрю. По сути, они смотрят тоже ящик, они только в интернете. Они смотрят 60 минут, только на YouTube, Россия 24. Я говорю, Шарий, вот, к примеру. Хороший пример. То есть люди уже понимают, что ящик зашквар, грубо говоря, то есть, то есть это, моветон, грубо говоря. Интернет круче. И переходит в интернет, и смотрит то, что им уже внушили по ящику, только в другой обертке. Это, то есть, очень хорошая мысль. И люди не могут это распознать. Основная масса. Да, следующая новость тоже не менее интересная, и шокирующая. Игорь Гиркин, он же Стрелков, отмечен благодарностью Могилевского областного методического центра. Что? 19-20 декабря 2018 года в городе Мстиславле состоялся семинар. Погоди. Извини, походу вот это просто одна фамилия. Ты думаешь? Да, скорее всего. Сейчас мы это узнаем. Состоялся семинар-практикум на тему развития культуры регионов в области инновационный потенциал, который организовал и провел Могилевский областной методический центр.
Так, на семинаре продвигалось так. Министерство культуры Беларуси в рамках рабочей группы, директор Центрального клуба Костюкович, активное развитие. Ну да, похоже, что. Подяка ты. Ну, блин, любой человек, который увидит это, скажет, чего? Что за фигня? Это выглядит очень провокационно. Вот, по поводу Тутбая. Следующая новость. Новый час пишет. КГБ затрымала экс-удельника ночного клуба «До Зары». Мінскі бізнесмен Олег Пяткович, экс-уладальнік ночного клуба «До Зары» і рэстарана «Галерэя», затрыманы ў Мінску супрацоўнікамі КДБ па падазрэнні ў здзяйсненні злачынства, прадугледжанага часткай 2 артыкула 431 дача хабару. Паведаміў Тутбай, так дзве не звязаныя адна з адной крыніцы. Пяткевич затрыманы 19 снежня за спробу дачы хабару чыноўніку аднаго з абласных выканкамаў, распавёў суразмоўца. Іншая крыніца адзначае, што грошай пры бізнесмене не было, гаворка ідзе аб падбухторванні. Аператыўна атрымаць каментар у КДБ не ўдалося. Наша Ніва са спасылкай на інтэрв'ю Пяткевіча часопісу Time City Magazine пісала о правілах жыцця бізнесмена. Не магу сказаць, што ішоў да стварэння клуба «Да Зары» мэтанакіравана доўгія гады, увасабляючы ў жыццё нейкую ідэю. Не, усё атрымалася досыць спантанна, сказаў ён. Я скончыў ваеннае вучылішча, быў ваенным тапографам, сфера, мякка кажучы, далёкая ад забаўляльнага бізнесу. Проста ў нейкі момант мы ўбачылі, што ў дадзены перыяд часу гораду сапраўды трэба мець клуб для людзей з пэўным узроўнем дастатку. Мы не рабілі клуб для моладзі, але і не стваралі перед сабой задачу стварэння закрытага клуба для эліты. Трэба было увасобіць нешта асаблівае, прыгожае месца, дзе можна добра адпачыць, бо руская душа любіць і ў рэстаране пасядзець і патанцаваць, сабе показать, да на людей поглядеть. Ну, это вот так он комментировал в интервью по поводу своего клуба. Что, задержали еще одного бизнесмена, видимо, будут трясти, как и всех остальных до этого. Посидеть. Нет, тут Что? Ключевое, что он же, за КБ был. Точнее, его деятельность прогосударственная в этом плане. Это не имеет значения, я же говорю, и чижи, там, и все остальные, вот кто был, тут суть в деньгах. Когда богатый какой-то бизнесмен появляется, то очень часто его арестовывают вот за какое-то дело, сажают, потом вытрясают несколько миллионов, и потом выпускают, и все. Просто государству нужны деньги. Обычно вот эти бизнесмены как раз-таки против, за независимую Беларусь, чтобы там развивался бизнес и так далее. А здесь как раз-таки пророссийский. Чиж за русский мир, он даже там деньги выделял какие-то этим пропагандистам всяким Петровским, Шпаковским. Они ездили к нему побираться, он им давал. То есть это вообще тут не имеет значения. Просто Лукашенко смотрит, Чижа взяли не за то, что он был за Беларусь или против. Просто за то, что он был богатый и, так сказать, пытался как-то деньги в обход Лукашенко там обходить налоги, что-то делать еще. То есть, не делился достаточно, как надо. Он Томчина посадили, он вообще не при делах был, ни при каких. То есть просто трясут богатых. Да, логично. Возможно, тут и что-то другое еще личное, кто его знает. Просто это показывает то, что неважно кто ты за или против, какой ты точки зрения придерживаешься, придут за всеми, если у тебя есть деньги особенно. Еще, кстати, по поводу, мы затронули там КГБ, армию. Первая в Беларуси IT-рота приступила к службе. В Беларуси появилась первая рота информационных технологий. В новое подразделение вооруженных сил набрали 40 человек. Их служба будет непосредственно связана с программированием. Молодые люди, которым по закону предстояло пойти в армию, могли добровольно предложить свою кандидатуру для службы в IT-роте.
По сообщению Министерства обороны, конкурс в новое подразделение составил 8 человек на место. Среди них выбрали призывников с высшим техническим образованием по IT-специальности, которые проявили наибольшую заинтересованность в службе в роте информационных технологий. В итоге к службе в новом подразделении приступило 40 человек. Новобранцы уже прошли курс начальной военной подготовки, выполнили упражнения стрельб и приняли военную присягу. Сейчас у них продолжается общевойсковая подготовка. После они приступят к выполнению задач по предназначению. Задачи военнослужащих нового подразделения будут связаны непосредственно с программированием, подчеркивает в Министерстве обороны. IT-рота сформирована на базе Военной академии Беларуси. Среди проектов, которыми занимается учреждение, ключевое значение имеют те, что связаны с моделированием военных действий, навигационным обеспечением, разработкой автоматизированных систем управления и радиолокации. Стрельбы типа в CSGO? Нет, настоящие, я думаю. Кстати говоря, что имеет Идорум? Нет, я просто когда упомянул Freedom CSGO, я что-то подумал, видимо, с их технологией это будет все в 4К и VR. Что это вообще за глупость? IT-рота. Почему? Может быть, КС 1.6, к примеру, ну или там 1.0, самая первая. Да, конечно, понимаю, что все ирония, но в смысле, что это за рота, чем конкретно она будет заниматься программированием чего конкретно, ну и что это военное какое-то подразделение. Такое впечатление, что какая-то новая фабрика троллей появляется. В общем, ужас какой-то, это неизвестно, что вообще делается. Конкретники никакой, как я уже сказал. Может, какая-то, не знаю, будут неугодных там искать, вычленять, там, взламывать, далее пытаться. Ну, как обычно. За инакомыслие. Ну, судя по всему, к сожалению, вряд ли что-то хорошее. То есть с виду вроде как нормально, и действительно такие, я думаю, войска должны быть у каждого государства. Но для этого должна быть какая-то национальная политика. То есть если происходит вот то, что у нас сейчас происходит с такой глубокой интеграцией, то, честно говоря, возникают сомнения по поводу, насколько по назначению будут использоваться вот эти войска. Но надеюсь, что все-таки все будет лучше, чем мы об этом думаем. Кстати, вот мы говорили про этого бизнесмена, которого задержали, как ты говоришь, он с КГБ сотрудничал. Вот еще новость по поводу задержания крупного блогера брестского. Брестского блогера-миллионника посадили на 2 года за распространение порно. Ну, у него не 1 миллион подписчиков, у него там 400 с чем-то тысяч, у него миллионы просмотров. То есть это вообще человек аполитичный, то есть никак не связанный с политикой, это блогер на автотематику. То есть он занимается там разборкой машин, такой. Ну, как приятный Ильдар. Наподобие того. То есть он так условно, то есть и белорусом его вообще в принципе назвать нельзя, потому что он 38 лет прожил где-то в России. Потом он развелся, насколько я знаю, и приехал в Беларусь, поселился в Бресте, там, где его родственники, родители переехали. И поэтому он чисто так формально, его тут назвали белорусским блогером, потому что он несколько лет живет здесь. Он раскрутил блог, связанный с автомеханикой, и теперь его посадили. То есть, ну там говорят, что подоплека есть серьезная, то есть у него какой-то был левый аккаунт ВКонтакте, и типа он с него там или распространял порно, или он на что-то подписался, на какой-то канал. По-моему, подписался. То есть такое, дело темное. Насколько правда, насколько нет, неизвестно. В общем, что пишет наша Нива в новостях? Что вот. Олег Нестеров, популярный блогер, які здымае ролики аб рамонце аўтамабіляў. У YouTube у яго больш за 400 тысяч подписчикаў. Многія ролики набралі больш за 1 мільён праглядаў. Нестеров нарадзіўся ў расійскай Ухце, гэта Рэспубліка Комі. Там ён жыў да 38 гадоў. Меў жонку, дзіця, але пасля разводу Олег перабраўся ў Беларусь, у Брэст, куды раней пераехалі яго бацькі. У Брэсце ён ажаніўся, паціху пачаў здымаць відэа аб рамонце аўтамабіляў, якія паступова набіралі папулярнасць. Пасля відэаролікі і сталі асноўным заробкам у Нестерова. У яго нарадзілася 2 дзяцей. Але ў восень 2018 года на Нестерова завялі крымінальную справу за распаўсюд парнаграфіі. Канфіскавалі тэлефон. Ён быў на волі да суда, пакуль ішло следства. Суд адбыўся ў пачатку лістапада. Пасяджэнне было закрытае.
распавяла нашай Ніве Крысціна, якая працавала ў камандзе блогера, была дырэктарам яго школы аўтамаляроў. Вырак суда 2 гады пазбаўлення волі. Несцерава адразу з залы суда адвезлі ў СІЗА. Ён падаваў апеляцыю, але абласны суд яе адхіліў. Разглядалі апеляцыю 21 снежня. У соцсетках актыўна абмяркоўваецца справа Несцерава. Гучаць розныя версіі. Нават высоўваюцца тэорыі, што блогер дасылаў непрыстойныя ролікі непаўналетнім. Артыкул, па якім асудзілі блогера, пад гэта падыходзіць артыкул 343 частка 2. Гэта распаўсюд порна праз інтэрнэт ці дэманстрацыя порна непаўналетнім. Ды і пасяджэнні суда былі закрытымі. Але Крысціна абвяргае гэтае. Пра ролікі і непаўналетніх абсалютнае трызнанне. Так, у Несцерава сапраўды быў левы аккаунт у кантакце пад нікам Герман Ардент, але ролікі ён нікому не дасылаў. Наколькі я ведаю, ён напісаў пост у нейкай суполцы нават без відэа. Проста апублікаваў пост, не дасылаў камусьці канкрэтнаму. Пост заўважылі, пасля была нейкая экспертыза, якая прызнала яго парнаграфічным, сцвярджае Крысціна. Насамрэч Несцераў размясціў вось такі пост і далучыў да яго фота агалённай жанчыны, на якім бачна гениталии. Вот тут написано: если ты стройная и симпатичная девушка, не бревно в постели, любишь секс, желаешь не только секса, но и благодарности и финансовую поддержку, пиши. И вот такая фотография. Ну тут, естественно, показано все, редакция здесь скрыла. То есть, судя по всему, этот блогер сам виноват. То есть это никакая не политика, там, не наезд никакой. Просто он сделал глупость. Разместил неадекватно и за это получил. Другое дело, что, конечно, донести этот пост до определенных органов вполне помогли какие-то, возможно, конкретные люди, с которыми у него не самые лучшие отношения. Кстати, интересно, нужно ли сажать людей за просто порно? Не понимаю логики, ну, распространение порно. Ну, штраф там какой-нибудь, ну, сажать, там, работать. Какой-то бред. Конечно, детское порно и обычное — это уже две разные категории. Хорошо, тогда следующая новость. Как известно, со 2 января 2019 года Польша перестанет выдавать визы на закупы. Со 2 января дипломатические представители Республики Польша прекращают выдачу виз на закупы, сообщает Виртуальный Брест со ссылкой на польский визовый центр. Виза типа С под цифровым кодом ВИЗ-23 была самой популярной в Брестском регионе среди прочих, дающих право на неоднократное посещение стран Шенгена. Чаще всего она выдавалась на 1-2 года. Для ее получения необходимо было иметь постоянное место работы и соответствующую справку о зарплате, краткосрочную визу в паспорте на такие же цели и, самое главное, принести в консульство как можно больше документов. Tax-free из польских магазинов. Причины, по которым МИД Польши решил приостановить выдачу виз типа С, пока не сообщаются. Ну, потом вышла статья, где сообщалось. То есть это уже как бы раскрыта тема. Ну, потом зачитаешь ее. Так, надо будет найти. Где-то я видел, была статья по поводу того, почему эти визы перестали выдавать. То есть, ну там просто потому, что типа там это, как оно там сформулировано, уже не помню. В общем, ничего особо. Другая формулировка. Да, просто. То есть там, по-моему, отели нужно регистрировать, если ничего не путаю. Но это лучше статью прочитать. Ладно, статьи это у меня тут нет пока, так что, чтобы не искать. Но я могу тебе сейчас кинуть, сразу быстро найти. Тут в Телеграме по-быстрому можно эту статью найти. 5-2 секунды занимает. Скинуть? Ну да, давай уже, чтобы потом к следующей теме перейти.
Сейчас, секунду. Новина. Последняя будет. Это артикул платный, поэтому посмотреть его нельзя. Погоди, давай я тогда с другого ресурса. Скинул. Угу. Так, вот. Изменения носят технический характер. Посольство Польши объяснило, чем заменит визы на закупы. Посольство Польши в Беларуси прокомментировало прекращение со 2 января 2019 года выдачи виз на закупы. По словам Мартина Войтиховского, первого советника посольства, изменения носят чисто технический характер. При этом тем, кто подает на визу, нужно будет прилагать подтверждение брони жилья. Изменения, которые вводятся с 2 января 2019, носят чисто технический характер. Их цель – еще большая открытость нуждам граждан Беларуси, выезжающим в Польшу, а также въезжающим через Польшу в другие страны, через шенгенское вот это вот пространство. Гражданам Беларуси, подающим документы на получение визы, данные изменения не причинят неудобства, говорит первый советник посольства. В посольстве также заметили, что заявлением на краткосрочные шенгенские визы нужно будет подтверждать, заявителям нужно будет подтверждать бронирование жилья в Польше. Раньше для визы на закупы требовались чеки tax-free. В соответствии с уточненным перечнем прилагаемых документов, единым для всех консульских учреждений стран, членов Шенгенского соглашения, выдающих визы в Беларуси, документом, которые обязаны предоставить граждане Беларуси, является подтверждение бронирования гостиницы на время пребывания или договор аренды жилого помещения в Польше, кроме основных документов, таких как страховой полис и подтверждение наличия денежных средств. Технические изменения положительно повлияют на удовлетворение высокого спроса на шенгенские визы, которые выдают консульские учреждения Польши в Беларуси, прокомментировали в посольстве. В представительстве также напомнили, что консульские учреждения Польши в Беларуси выдают почти половину всех шенгенских виз в нашей стране. Ну, в принципе, да, вот это основное. То есть просто технический характер носит. Вот Жилье, да, то есть это основное. Да, раньше надо было чеки tax-free показывать и подтверждать наличие денежных средств, а теперь просто вместо чеков жилье. Не сильно такое изменение, по сути. То есть, чтобы отели снимали и так далее. Вот там основная суть. Ну а теперь к следующему. Вот как раз по поводу памятника. За ушановывание повстанцев Калиновского у Свіслочі активістів оштрафовали амаль на 3500 рублів. Паводле рашэння суду удзельнікі традыцыйнага ушанавання памяці паўстанцаў Каліновскага у Свіслачы мусіць заплаціць 3430 рублёў, 140 базовых велічин штрафа, паведамляе Радыё Свабода. Адміністратыўныя справы кожнага з актывістаў паасобку разглядаліся ў суде Свіслацкага района больш за месяц. То есть это на всех сумма, не кому-то одному, это на всех. Штрафы за удел у несанкционованной акции отрымали 8 человек. Виктор Пятельцич 245 рублёў, Игорь Банцар, Сергей Веремеенко, Виктор Сазонов, Владимир Хельманович по 367,5 рубля, Ежи Григенша 490 рублёў, Юрий Глебик и Николай Соляник по 612,5. Виктор Сазонов и Владимир Хельманович градзенскія праваабаронцы. Яны прыехалі на акцыю не як удзельнікі, а як назіральнікі. Актывісты будуць абскарджваць рашэнне суду. 27 кастрычніка жыхары горадні і Свіслачы ушанавалі памяць паўстанцаў Каліновскага у горадзе Свіслач і вёсцы Якушоўка Гарадзенскай вобласці. На акцыю сабралося каля 20 чалавек. Яны ўсклалі кветкі і паставілі знічы на магіле Виктора
Каліновскага, брата Кастуся Каліновскага, і мясцового активиста Виктора Десятика. То есть просто вот за участие им дали такие штрафы. Как бы что они нарушили, не объясняют. Это такая вот защита типа белорусских интересов, как говорится. То есть я так знаю там случаи, когда памятникам того же Суворова спокойно там люди, там, их вообще никто не трогает, они там его чуть ли в засос не целуют. И, пожалуйста, любите Россию, но не Беларусь. За Беларусь, если вы любите, вас будут сажать и судить. Вот как-то так. Достаточно вспомнить даже летом прошедшие поминальные акции в память о погибшем герое великом украинском Захарченко, когда в Минске там собрались любители русского мира и что-то там поминали. Ничего, никаких претензий. Поминают себе, поминают. Акции вот эти, связанные с Лениным, там новый памятник даже поставили. Вот памятники коровам ставят. Я думаю, если ты придешь к памятнику корове и поставишь туда свечки там и возложишь цветы, никто на это даже внимания не обратит. Подумает, что просто дебил. А вот если ты придешь к памятнику Костюшка, к памятнику Калиновскому или еще кому-нибудь, там попытаешься что-то сделать, там возложить цветы, как-то собраться там с людьми, просто постоять, там вспомнить о великих событиях, о борьбе за белорусскую независимость, то это очень сильно наказуемо. При том, что ты ничего не будешь нарушать вообще. И дорогу перейдешь в правильном месте, не будешь мочиться на улице там публично и материться. А все сделаешь чинно, с толком, с расстановкой, это как бы не имеет значения. Можешь получить там 300, 500, 600 рублей штрафа. Кстати, о штрафах. Вот следующая новость. Миколая Дзедка оштрафовали на 980 рублей за демонстрацию нацистской символики. Суд Фрунзенского района Минска покарал былого палітвязня Миколая Дзедка штрафом у памеры 40 базовых величин, то есть 980 рублей, за перапост у Фейсбуку, пише Радіо Свобода. У картинцы, якую дзедок апублікаваў яшчэ 2 гады таму, міліцыя убачыла дэманстрацыю нацысцкай сімволікі. За гэта на актывіста анархісцкага руху склалі адміністрацыйны протакол. Гэта ўжо другі выпадак, калі Мікалая Дзедка караюць за допіс у сацыяльных сетках. Першы раз адміністрацыйную справу завялі з нагоды публікацыі 3 карцінак у 2017 годзе. Падстава была тая ж, дэманстрацыя нацысцкай сімволікі. Тады яго пакаралі штрафам 245 рублей. Ну да, то есть он осудил нацизм, написал комментарий, что это очень плохо, но при этом его покарали и дали ему штраф. Ну, то есть гениально, то есть антифашиста, то есть антинациста за символику, за то, что он критиковал эту идеологию. Ну, как всегда. Ну, зато Шуневича вот точно никто не оштрафует, по крайней мере при этой власти. Вот Шуневич потлумачил, кого он называет дырявыми. Ну, известное было интервью недавно, которое дал Шуневич, где он говорил об ЛГБТ, то есть он называл их дырявыми. Это уже стало как бы мемом таким новым по поводу дырявых. И вот Белсат описывает по поводу этого статью, то есть Шуневич прокомментировал. Министр внутренних справ Игорь Шуневич стал черговым гостем Марата Маркова в программе «Нічога асабістага» на АНТ. Анонс программы был размещен у интернете. У скароце былі адзначаны асноўныя тэмы для размовы. Калі у пошукавік забіваеш прозвішча Шуневич, заўсёды выскоквае цэлы набор спасылак. НКУС, ЛГБТ, мотапарад, байкеры, і гэта вельмі неўласціва чыноўнікам, а тым больш міністрам, калі яны становяцца ньюсмейкерамі і не баяцца гэтыя падзеі каментаваць, распачаў праграму Марат Маркаў. Шуневич патлумачыў, што яго ведомства стаіць на варце не толькі законнасці, але нават і маральнасці. МУС вельмі спецыфічная, як я цяпер ужо разумею, арганізацыя, якая не толькі ахоўвае правапарадак і абараняе людзей. Вазьму на сабе смеласць, калі скажу, што гэта міністэрства у вялікай ступені абараняе інстытут маральнасці дзяржавы. Менавіта такі падыход не тое, што дазваляе мне, а нават загадвае некаторыя ўнутраныя сітуацыі каментаваць.
заходячи з свайго досведу, адукацыі, жыццёвага шляху і гэтак далей, адказаў Ігор Шуневіч. Кіраўнік сілавога ведомства працягнуў і далей адказ на пытанне журналіста дзяржаўнага ТВ. Я пачну рэзка. Існуе пэўная катэгорыя грамадзянаў. Прабачце мяне за, можа быць, пэўны сленг, але гэта мой тэрмін, моя дэфініцыя. Я іх называю дзіравымі. Некаторыя з іх зарабілі сабе адтуліны ў тых месцах, якія прыродай не прадугледжаны. Некаторыя гэтыя адтуліны выкарыстоўваюць не па назначэнні, некаторыя сапраўдная дзірка ў адукацыі, у выхаванні, у інтэлекце і культуры. Некаторыя гэта ўсё кампілююць, задача ў іх адна, і мэта ў іх адна. Гэта ў чарговы раз бліснуць у СМІ, у інтэрнэце, набраць пэўную колькасць сабачых воклікаў, лайкаў, ну і, натуральна, атрымаць гранты ад сваіх замежных куратараў, ну і задаволіць свае хваравітое эго, выказался Игорь Шуневич. Блин, это он про себя, я так понимаю, раскрыл свой план. Сам себя, то есть отрабатывает гранты, набрать лайки, то есть и волну возмущения, то есть на себя, то есть привлечь к себе внимание. Это он прекрасно сейчас сделал. То есть гранты, то есть наш бюджет, который мы платим бабло, и пророссийские деньги, которые вбухиваются в нашу экономику. Ну и не только пророссийские, но в основном. То есть гранты он отрабатывает гениально. По поводу грантов европейских, да, я читал. То есть суть такая. Шуневич выступает, говорит про ЛГБТ, то есть вот они их прессуют, потом Европа выделяет белорусскому государству гранты на помощь ЛГБТ-сообществу, там на что-нибудь такое. Естественно, эти гранты идут... Ну вот, давай зачитай то, что Пальчик писал. По с легким налетом конспирологии. Кому лично доводилось разговаривать с Шуневичем во время допросов по уголовным делам после площади 2010 года, тогда еще работал в КГБ, описывал его как крайне умного и хитрого человека. То есть тупой — это последнее, что может сказать о главе МВД. И вот, мы видим заявление про дырявых, которые берут гранты. В этом году МВД уже несколько раз отметилось показательным выступлением против ГЛБ. Все, что можно сказать про Шуневича, это дегенерат. Ну, извини, конечно, Артем, если бы он был бы дегенератом, то мы бы с тобой сейчас жили бы в процветающей бы стране, и он бы не сидел бы там, где он сейчас сидит. Понимаешь, Артем? Шуневич? Шуневич? Не сидел бы в Министерстве внутренних дел. Тут, Артем, все сложнее. Тут по-другому, да. По поводу Шуневича некоторые говорят, что кто там был знаком с ним, то есть по его прежнему месту, где он в КГБ еще был, что это довольно-таки не глупый человек. То есть вот это вот то, что он кривляется, устраивает вот это шоу, это все какой-то пиар. То есть он это делает с какой-то целью привлечь внимание. Хайпится. То есть он не настолько тупой, как кажется. То есть это просто отвлечение внимания. Тупой, насколько он кажется. Только он просто думает, что здесь большая часть людей любит НКВД, КГБ и так далее. Это ему так кажется. Значит, он дегенерат. Дегенерат, которого не должно быть на месте министра обороны, на месте министра внутренних дел. Но при этом он на этом месте, понимаешь? Это самое некоторые ключевое. Думают, что это игра на публику именно пророссийскую. То есть он не про-белорусский, он конкретно пророссийский, он знает свою аудиторию. Никого из тех, кому нравится СССР, МГБ, НКВД и так далее, они не должны быть у власти в нашей Безусловно, стране. В этом плане полностью разделяю. Он играет в сторону пророссийских сил. Если он играет в сторону пророссийских, то он долбоеб. Прошу прощения. Причем маргинальных вполне себе таких сил. То есть не тех, которые даже при власти, то есть даже Путин, он настолько вот открыто не выражается. Он не пытается переодеваться там в НКВДшный костюм. А вот если Пальчис говорит о том, что он вполне себе здравый человек, и если мы помним, когда... Не, он говорит, что Шуневич вполне не глупый, НКВД, кто его знает, да? Что Шуневич такой себе вполне хитрый и умный. Да, суть в том, Артем, что он хитрый в этом плане. Он может
показать, что... А Пальчис, наверное, не хитрый, да, если он сейчас начинает пиарить этого Шуневича. Не, он просто Шуневич сам себя прокомментировал. пиарит. Он просто прокомментировал вот эту вот новость по поводу поведения Шуневича. Потому что у всех сразу фейлспаун, типа, чего? Вот Шуневич опять очередную глупость сделал. А Пальчис говорит, что вы подождите, ребят, не спешите. Шуневич на самом деле, он не такой дурак, каким кажется. Да, зачем он это делает, не это такой непонятно. дурак, каким кажется, но тем не менее он, как обычно, Демократы от Британии как бы идут на устроил цирк на День Победы, оделся НКВДшником. Это нормально? Нет, так никто же не говорит, что это нормально. Кстати говоря, вот это форум мы с тобой обсуждали, типа, а наше подразделение... Мы с тобой обсуждали, это форма НКВД. Он даже рассказывал, как он специально ее под заказ Но не 45-го года, а 42-го, 43-го, 44-го. Он же говорил сам, что сшил специально под заказ, то есть это он специально был инициатором этого, чтобы ему шили да, точно по технологии. Он специально сшил форму НКВДшника для того, его чтобы дед, по-моему, выйти был в ней на 9 мая, да. как он гордится. НКВДшник. Самое ключевое, что он с Луганска, то есть он реально пророссийский, и на него сейчас реально могут выйти именно всякие... Да, а теперь смотрите, вот Эдуард Пальчиц, он рассказывает, что Шуневич не такой тупой. Да, может быть, Шуневич и не тупой, но когда он одевается в форму НКВД... А ты не думал, что он специально делает, чтобы на публику сыграть? Ты об этом на не российскую думал, публику. Не на какую публику? На российскую. Совковую. Ребята, у кого-нибудь из вас сажали ваших родственников в лагеря НКВДшники после войны в 46-м году? Не, у меня нет. Так на какую публику собрался сыграть Шуневич? Российскую. У двух моих преподавателей... Совка, НКВД, на сталинистов. У двух моих преподавателей, которые выпустили не один курс, у них сажали. Их спрашивали, а где находились ваши родственники во время войны? А они говорили, в Беларуси. А, в Беларуси, ну вам будет очень трудно получить кандидатскую диссертацию. А докторскую вы никогда в жизни вообще не получите. Потому что ваши родственники это предатели. Да, кстати, я вот не так давно откопал интересную статейку на Фейсбуке по поводу того, как НКВДшники уничтожили около там 700 чеченцев, значит, в 1944 году, когда указ был о депортации, и они начали, значит, выселять татар, там, чеченцев, и, значит, большую часть... Серый, а первые партизаны в нашей стране, вот белорусские партизаны, так называемые, в 1941-1942 году, это были кто? Это были НКВДшники, которым выдавали паёк на 3 дня, и дальше крутитесь как хотите. Так вот, по поводу чеченцев, Артём, значит, там такая история. В каком-то там ауле жители НКВДшники решили не гнать в Казахстан, потому что они посчитали, что они все равно не дойдут большинство, и они решили поступить гуманно. Вот в каком смысле. Они их просто загнали в конюшню и сожгли. Типа, ну, чтоб не мучились, а то гнать столько километров там с семьями, с детьми по каким-то степям, там по морозу, зачем? Это долго и мучительно. Все равно все замерзнут, вряд ли дойдут. Они решили, что проще их просто будет сжечь в конюшне и все. И потом все это закопали дело, но остались свидетели. В 93-м году были раскопки, то есть нашли кости, все, ну вот наподобие, как у нас с Куропатками. А потом дело замялось. Зачем тратить деньги на то, чтобы перевозить в вагонах или куда-нибудь еще перевозить на каких-либо других транспортных средствах, если можно просто сжечь и все. То есть суть такая, эта статья особо полезна для ватников, которые говорят, вот там Советский Союз нас от Германии освободил, там слава НКВД и все такое. Ну, они как бы ничем не отличаются особо друг от друга. Ну а теперь смотрите, есть такой Шуневич, который оделся в форму НКВД. Форму НКВД до 43-го года. Он гордится НКВД, гордится своим прошлым. Да, он этим гордится. А теперь смотрите, какая интересная ситуация. Пальчис его оправдывает. А зачем? Он его не оправдывает, ты не расслышал, что... Он говорит, что он нормальный, что он хитрый. Нет, он говорит, что он ненормальный, он говорит, что он хитрый.
что он не дурак, что все вот эти действия это не из глупости Шуневич делает, а из хитрости. То есть тут суть в грантах. Он сначала делает провокационное интервью, что тут геи угнетают геев. Настроить всех людей, у которых были люди в концлагерях, которые были высланы, которые были расстреляны, настроить против себя, это хитрость? Да, он играет на публику, как ты не можешь понять? По-моему, это тупость, а не хитрость. В этом-то и суть основная. Как ты не можешь понять? Ну, Артем, подумай, для чего а ты где делаешь? Хитрость-то? Мы говорим про ЛГБТ. Последнее интервью было связано не с НКВД вообще. Оно было связано с ЛГБТ-сообществом. То есть он там устроил такой провокационный ответ по поводу геев. И комментарий на эту тему прошел к тому, что это он не просто так сделал. То есть он решил похайпиться тоже на этой теме, а потом получить гранты. Европейские гранты. А ЛГБТ-сообщество здесь-то при чем, господи? Ну, интервью было, Артем, по поводу ЛГБТ-сообщества. У нас этого ЛГБТ-сообщества раз-два и обчелся. Ну вот, а было целое интервью по этому поводу как раз. Мы говорим именно об этом, Артем. Не по поводу парада. По поводу парада тогда ситуация была такая. Дружба с Россией, русский мир. И он играл в сторону ватников. Российских ватников, не белорусских. Совкофилов. Это не для белорусской публики. Я просто не совсем понимаю, в чем здесь хитрость. Ну, мы говорим в первую очередь по поводу ЛГБТ. Ты настроил, одну секундочку, ты настроил против себя народ, который пострадал от сталинских репрессий, а это чужой народ Второй мировой войны Какая и так далее. Для него это чужой народ. Но тем не менее, когда зашла речь про ЛГБТ-сообщество, ты сделал так, чтобы получить европейские гранты. Я так понял, да? Нет, так понимаешь, Артем, он себя считает Шуневич человеком русского мира. Эдуард Пальчиц его защищает. Он его не защищает, еще раз повторяю, Артем. Ты передергиваешь и передираешь слова. Он так не говорил, он его вообще не защищает. Фридом, я не понимаю, потому что я не знаю, о чем идет речь. Ну а зачем ты тогда говоришь? Ты говоришь, Артем? Послушай, я знаю, что Шуневич уже зашкварился. И не это раз. мы и так знаем. Ну, мы же про другое говорим. Ну, послушай, понимаете, если что мы говорим. защищает Эдуард Пальчиц, который является... Он его не защищает, господи, хватит, Артем, передергивать. Я не понимаю, о чем идет речь. Так не надо говорить тогда, послушай просто. Следующая новость, а то мы в какую-то вступили бессмысленную дискуссию. Следующая новость. С нового года вырастут налоги, штрафы и пособия. Базовая величина с 1 января 2019 года вырастет до 25,5 рублей, передает Белта. Сейчас базовая величина составляет 24,5 рубля. От базовой величины зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов, споров, штрафов и других выплат. Последний раз базовая величина менялась с 1 января 2018 года. Тогда она увеличилась с 23 до 24,5. То есть штрафы будут больше с нового года. Так, по поводу судов. По поводу штрафов, там же, по-моему, когда эти базовую величину повышают, это как-то на экономику. Базовая величина. От базовой величины зависит размер нескольких пособий, стипендий, налогов и сбор штрафов и других выплат. Так, вот, по поводу... Следующая новость, по поводу суда. Зайдес супраць нового часу. Позол задоволить частково. Ну, был суд, то есть напомнить, против нового времени. Зайдес, подобно тому, как до этого еще Израилевич подавал иск о защите чести и достоинства. И в этот раз уже тогда Израилевич проиграл, по-моему, а сейчас вот суд частично удовлетворил его иск. Вот что пишет. Раніцай 28 снежня у суде Савецкага района Мінска распачаўся другі дзень судовага пасяджэння па іску бізнесоўца Леаніда Зайдеса да газеты «Новы час» і журналіста Дзяніса Івашына. Так, тут хронология суда 10.10, 10.20, 10.30, так, 11, вот, фінальнае агучана рашэнне суда Савецкага района Мінска. Пазыў Леаніда Зайдеса задаволены часткова. Новы час абавязаны сплаціць Зайдесу 700 рублёў маральнай кампенсацыі і судовыя выдаткі. Акрамя таго, новы час павінен апублікаваць
абвяржэння свайго матэрыялу. Журналист Денис Ивашин не мусить платить компенсацию Зайдису, то есть только редакция будет платить. Такое решение суда. Ну, что тут по надуманному, то есть все штрафовали на сторону Зайдеса. Все-таки пошли. Первый же суд он проиграл, насколько я знаю. Там был еще суд этого Израилевича с Новым часом. Да, Израилевич проиграл. В этом-то и суть, да. А вот Зайдес сейчас частично выиграл. Получил компенсацию. Но я думаю, для него эти 700 рублей это как там для тебя пару копеек. Это не такая уж сумма. Это чисто символически. Именно то, что он выиграл. Во-первых, это время, это нервы. Все-таки для Нового часа все-таки любая копейка должна. Но для Нового часа, да, это, я думаю, побольше, чем для Зайдеса. Тут главное то, что он выиграл, типа Новый час публикует клевету. То есть это именно ущерб большей репутации газеты. Вот. Наоборот, эта репутация сейчас Зайдеса подала, а не Нового часа, потому что это не была неправда. Ну, он-то суд выиграл, то есть с точки зрения государства официально он оказался прав. Но мы-то как бы знаем, кто такой Зайдес, то есть чего стоит его слово, мы это видим. Ты же знаешь, какие у нас суды. Ну да. И на кого они работают, эти суды. Так это здравомыслящие люди понимают. То есть по поводу наших судов и по поводу того, что уже многие даже ватники, коллаборанты понимают. Ну, ватники, они вообще против всего оппозиционного. Они тут, ватники, я думаю, прокомментировали бы так правильно. Они бы сказали вообще закрыть всю прессу оппозиционную, нафиг она надо. То есть ватники это ватники. Они не понимают, что если будет монополия государства, полная вообще, и в интернете, и везде, то плюсов для них точно никаких не будет. То есть даже если они не читают эту карту... называется фашизм, то есть уничтожение свободы слова подчистую, то есть одна лишь точка зрения. Ну, это не обязательно фашизм, это может быть какая-нибудь любая форма тоталитаризма, может быть и... Нет, это уничтожение оппозиции, уничтожение СМИ, трактование только одной той точки зрения, монополия там... Что там еще, не помню. Там 14 пунктов, можете это прочитать. Нет, так это я просто говорю, такая характеристика подходит не только для фашизма, но и для любой тоталитарной идеологии. Так, следующая новость. Оппозиция готовится к вакханалии 7 шагов от северинца. Тоже довольно интересная новость. Павел Северинец в Гродно, насколько я знаю, выступая перед активистами, высказал довольно интересные мысли по поводу предстоящих кампаний и того, как должно вести себя общество. То есть, в частности, он сказал: правоцентристская коалиция вовсю готовится к праймерис, чтобы выбрать и выдвинуть на предстоящие президентские выборы единого народного кандидата. С целью подготовки к кампании сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец ездит по регионам, где встречается с активом, объясняет план действий и отвечает на вопросы. На такой встрече в Гродно побывал белорусский партизан. Праймерис, по словам политика, то есть это внутрипартийные выборы, по словам политика, планируется провести в начале 2019 года. Если все пойдет хорошо и будет создана единая команда, которая будет работать на единого кандидата, можно будет начинать массовые общественные кампании по вопросам пенсий, судебного произвола, экологических проблем против алкоголизации. Кампания праймерис теперь единственная возможность пополнить новыми людьми демократические партии, независимые профсоюзы, молодежные организации. То есть то, о чем мы и говорили, что вот эта агитация на выборы, политизация населения – это плюс, неважно какие выборы, именно, насколько они честные, нужно идти на выборы. А надо людей политизировать, чтобы они просыпались. Поэтому и Северинец сидя на диване во время вообще никак не решить. Это просто возможность раскачать народ, президентские выборы. Да, то есть дальше не нужно выходить. Лукашенко не зря проговорился о вакханалии. Он боится, что люди начнут политизироваться, поэтому он разводит парламентские президентские выборы, хотя они совпадают по времени. Зачем давать двойную дозу политики народу? Люди же могут и пробудиться. Лучше провести полусонные палаточные, потом полусонные президентские выборы и желательно летом. Лукашенко боится активности людей. Эта активность может проявляться в участии в выборах и требовании справедливого подсчета голосов. Это может быть протест или бойкот, национальная забастовка, когда всем станет понятно, терпение закончится. Понятно, что в теперешних условиях мы не сразу победим, но мы говорим о том,
чтобы просто дать белорусам надежду, сказал Павел Северинец. По его словам, если в городе на 1000 населения есть один активист, город начинает кипеть. В Гродно на 360 тысяч населения уже 360 активистов. Набрать их можно будет благодаря праймерис, а количество затем перейдет в качество. То есть тут я полностью с Северинцем согласен. Я побывал на различных заседаниях за последние 2 месяца, на разных собраниях и прочем. И хочу сказать, что действительно это так. Вот такие политические события, то есть которых сейчас, кстати, ощутимо становится больше по всей стране, чем было, они действительно привлекают людей. Пока что только знающих, околополитическую тусовку. Но люди, которые раньше не участвовали в таких делах, они втягиваются в какую-то работу, в системную политику. И потом они становятся уже такими активистами на постоянной основе, так сказать. Входят в какие-то партии. Для чего это надо? Это в первую очередь поддержка в случае давления власти. Потому что если ты входишь в партию или независимый профсоюз, на сутки, да, опять же, там, морально, я об этом хотел сказать, Фридом. Если ты состоишь в каких-то таких партиях или организациях, то это в первую очередь дает что? То, что тебе оплатят штрафы, в любом случае все. Тебе предоставляется бесплатная юридическая помощь, там консультации и все остальное, ну и просто поддержка. Поэтому многие из-за этого вступают. То есть мы помним ситуацию с Игорем Кулищуком, который вступил в Рух за свободу. Вот Метедором тоже он вступал в этот, как его, профсоюз рэп. Я разговаривал с председателем профсоюза рэп местным, он сказал, что да, оно так, то есть ты платишь небольшие взносы, там что-то около 50 копеек в месяц для неработающих, по-моему, рубль для тех, кто... Да, рубль. Рубль или проценты зарплаты там на выбор. Так я говорю, что да, для тех, кто работает, рубль, для безработных 50 копеек. И все, и ты получаешь потом юридическую помощь бесплатную от профсоюза. То есть это, тем более профсоюз рэп, это не политическая партия, это общественная организация, так что тут ничего такого нет. Я думаю, это даже возможно совмещение, то есть членство в какой-то партии, например, и в свободном профсоюзе вместе. Вот, ну дальше. Да, это вообще в идеале. Дальше Северинец что сказал? Когда Господь скажет, что время Лукашенко закончилось, и народ решит, что ему пора уходить, мы должны быть готовы дать ответ, кто, какая команда, с какой программой поведет страну по новому пути. Поэтому большая часть демократических сил должна говорить одним голосом. Для этого мы предлагаем проводить встречу в течение 3-4 месяцев по всей Беларуси. Ну, встречи проводить. Пусть на эти встречи приезжают и выступают те, кто готов участвовать в праймерис. Это могут быть лидеры политических партий и просто люди с улицы. Нужно хорошо поработать, приложить усилия, и тогда в начале 2019 года мы можем стать свидетелями выбора людей, народного кандидата, воодушевленно говорит Павел Северинец, периодически прерываемый одобрительными аплодисментами активистов. Что даст такой выбор? Белорусы в течение 20 лет не выбирают никого и ничего. С помощью процедуры праймерис мы попытаемся выбрать лучшего, сильнейшего, своеобразного народного героя. Кто-то может раскритиковать идею праймерис, кто-то пойдет на выборы сам, но если мы сумеем значительную часть, критическую массу демократических сил сплотить вокруг этого проекта, то люди будут с интересом следить, присоединяться, голосовать, делиться этим в социальных сетях, распространять информацию об альтернативе. На первом этапе главное привлечь как можно больше людей. Когда люди видят альтернативу, выбирают из 3-7 достойных людей, тогда начинает складываться команда. Люди будут сами проявлять инициативу. Людям нужна надежда. Если белорусам ее дать, они могут творить чудеса. Сегодня же люди практически отчаялись. Какая у нас остается надежда? Уехать отсюда, говорит политик. Северинец сразу предупреждает. Не стоит думать, что благодаря праймерис будет выбран супергерой, который поднимет флаг революции и всех спасет. Это тяжелая работа на перспективу. И тот, кто будет организовывать праймерис, должен понимать, что идет на крест. У нас за желание стать президентом можно потерять свободу и даже жизнь. Поэтому нужно все это понимать и принять для себя серьезные решения. Народный кандидат и единая команда нужны еще для одного возможного сценария. Вряд ли силами народа удастся сломать отлаженную годами систему. Но есть вероятность, что случится форс-мажор. Помните, как несколько месяцев назад появилась информация, что Лукашенко с инсультом попал в больницу? Если в такой ситуации форс-мажора оппозиция не будет иметь единого голоса, придет Россия. Нужен единый голос.
Одна команда и программа. Мы должны быть готовы ко всему на 100%, подчеркнул Павел Северинец. Судя по эмоциональным выступлениям активистов, многие всерьез ждут от 2019 года каких-то народных волнений и изменений. Большие надежды возлагаются на то, что люди дошли до точки кипения и больше не могут терпеть. В общем, оппозиция ждет самой настоящей политической вакханалии. Во время встречи Павел Северинец предложил план из 7 шагов. Как изменить Беларусь после Лукашенко. И далее по цитатам вот 7 шагов. Первый шаг. Возвращение Конституции 1994 года. Все, что было после, это ломка закона. Благодаря этому шагу мы вернемся в правовое поле в масштабах Беларуси и международном контексте. Второй шаг. Создание временного правительства. Пока происходят перемены, нужно, чтобы экономика продолжала работать. В этом плане Временное правительство столкнется с огромными трудностями. БССР в начале 90-х имела валовый внутренний продукт в размере 55 миллиардов долларов. Сейчас 2018 год, и валовый внутренний продукт немножко более 54 миллиардов, то есть даже на 1 меньше, чем в начале 90-х. И это почти за 30 лет, то есть никакого роста. Это все, что нужно знать о белорусской экономической модели. Правительство должно будет начать серьезную структурную перестройку. В это временное правительство войдут не только победители, руководители и эксперты из партий, участвовавших в праймерис, но и некоторые представители сегодняшнего правительства, которые не участвовали в преступлениях, не запятнали себя преследованиями инакомыслящих. Так мы обеспечим правовую стабильность и преемственность. Но в дальнейшем эту систему нужно будет демонтировать практически полностью. Третий шаг – освободить человека. Посмотрите на белорусов в автобусах. Мрачные, головы опущенные, лица грустные. Каждый белорус окружен с разных сторон страхами, угрозами. На шее у него по несколько петель. Человек тянет свою семью и думает, как прожить. Он не думает о том, чтобы что-то поменять в стране, а думает, как выплатить кредит, чтобы не уволили по контракту, обеспечить своих детей. Белорусы находятся сразу в нескольких клетках. Чтобы освободить человека из этих клеток, необходима отмена всех драконовских декретов, законов, контрактной системы и так далее. Четвертый шаг. Свободные, открытые парламентские выборы. Белорусы должны сами выбрать свой парламент. Белорусы должны иметь свое реальное правительство, чтобы депутатов не назначали, а чтобы они избирались и отвечали перед избирателями. Только тогда можно будет говорить о новой модели государства и экономики. Пятый шаг. Создание независимой судебной и правоохранительной системы. То, что сегодня происходит в судах, не имеет никакого отношения к закону и юстиции. Нам нужен независимый суд, правоохранительная система, которая будет защищать народ, как и положено по Конституции. Шестой шаг – борьба с коррупцией. Нужно сломать хребет коррупции очень быстро, за несколько месяцев, пока не очнулись реакционные силы. Раз и навсегда сломать эту систему, как это сделали в свое время в Грузии, США. У христианских демократов есть радикальное предложение – принять закон Линкольна. Он очень простой, его аналоги есть во всех развитых странах мира. Но ни в одной стране СНГ такого закона нет. Суть заключается в том, что если человек помогает государству разоблачить факт коррупции, то получает 25% от суммы украденного. Фактически человек будто бы нашел клад. На Западе чиновники не воруют не потому, что там люди лучше или рождаются ангелами. На Западе просто невыгодно воровать, так как любой человек может заснять факт кражи, подать в суд и получить свои 25%. У нас же обычные люди видят факты коррупции, но ничего не могут сделать. Если у нас будут независимые суды, благодаря закону Линкольна за несколько месяцев в казну можно будет получить десятки миллиардов долларов. И седьмой шаг – восстановление местного самоуправления. Сегодня Беларусь нельзя назвать республикой, так как все в стране работают на одного человека. Чиновники до самого высокого ранга говорят, мол, мы с вами все понимаем, но... и показывают наверх. То есть они боятся не Бога, а хорошо нам всем известного человека с его опричником и его опричников. Должно быть по-другому. По всей Беларуси налоги собираются с граждан, все идет в районы, из районов в области, из области в министерство, из министерства в центр. И оттуда по тому же пути возвращается вниз, но уже значительно меньше. Получается, с вас собирают большие деньги, но возвращаются копейки. Предложение христианских демократов заключается в том, чтобы треть налогов оставить полностью на местах. Одна треть идет в местный бюджет, и люди сами собираются в местный муниципалитет управления и решают, куда эти деньги потратить.
Вторая треть идет в региональный бюджет, третья часть идет в Минск на нужды государства. Такая система исключает злоупотребление, получается баланс между людьми на местах, региональными элитами и центральной властью. Такая система в свое время работала в ВКЛ, и это была передовая держава в регионе, в 5 раз больше, чем сегодняшняя Беларусь. Все эти шаги, по словам Павла Северинца, должны происходить в атмосфере моральной революции. И если нам и нужна революция, то моральная. У нас в Беларуси сейчас норма воровать, врать, пить, бояться и пугать. В нормальном обществе норма другая. Норма быть свободным, говорить правду, быть трезвым. Это и есть здоровая Беларусь, нормальная страна. Нельсон Манделла говорил, что нетрудно изменить общество. Атмосферу в обществе можно изменить за несколько лет. Трудно изменить себя самого. Мы, лидеры оппозиции, активисты, должны начать показывать пример, быть двигателем изменений. Мы думаем, что мы в яме, но в реальности мы в шахте. За 25 лет режима люди просто отвыкли делать многие вещи. Мы на первом месте по употреблению алкоголя на душу населения в мире, на первом месте по количеству женщин в тюрьмах. Люди массово уезжают работать в Польшу и Россию. Это огромный провал, из которого нам придется выбираться очень долго, возможно, целую жизнь. Подытожил политик. Отлично, что тут можно сказать. Честно говоря, я не ожидал даже. Популяризации политической жизни в Беларуси это очень важно на будущее. То есть эти выборы просто инструмент популяризации именно политики, политического течения, к привлечению внимания. То есть выборы никак не играют роль по поводу того, кто выиграет, это очевидно кто. Это даже не, понятно так. Это, по сути, подготовка не к 2020 году, к выборам этим, а к 2025, о чем я уже неоднократно говорил. То есть база, нарастание базы активистов и политической жизни в Беларуси. Вот сама суть этих выборов. Но определенный шанс будет даже и в 2020 году. Ты про митинги? Поэтому... я бы не рисковал на дубинке идти в 2020. Нет, так дело не в этом. Просто смотри, он говорит объединить силы оппозиционные, там, да, демократические, выбрать единого кандидата и попытаться пройти. То есть, понятно, что победит все равно всетемнейший, но тем не менее, то есть это вызовет существенный резонанс в обществе и возможно, возродит интерес к политике. То есть все зависит от того, как поведет себя оппозиция. Главное, что не подставляться под дубинки и не вестись на провокации того же Статкевича, в том плане, что он ведет людей тупо на дубинки, как он это всегда любит делать. А люди на это ведутся. Это не... Я бы сказал немножко по-другому. Главное отличать, где действительно какая-то серьезная, серьезная цель и где провокация. То есть я понимаю, что в определенный момент, возможно, вполне придется идти на дубинки. То есть важно понимать, чтобы это было не зря. То есть когда просто тупо пиар для кого-то, чтобы создать картинку, то это, конечно, плохо, и таких вещей надо избегать. Но когда действительно решающий момент, как, к примеру, Майдан был, то есть там это действительно надо было идти на дубинки. То есть это был решающий момент. А когда ты понимаешь, пока решающего момента нет. У нас пока нет. Решающий момент это, я тебе приведу пример. Если Россия, к примеру, будет угрожать Беларуси, вот это крайне решающий момент. А выборы, если они, поставляться под выборы 2020 года, это не сильно. Это, как я уже говорил, задел на будущее в плане гражданского общества в Беларуси. И вот, мы тут подошли к подведению... и главное, что опыт да, в этом плане. То есть можно потом, благодаря опыту, можно свою организацию открыть. Это ключевое. Мы подошли к подведению итогов. Тутбай... Погоди, вот там же новости еще поскидывал других. Давай после я важнейшее зачитал. Я смотрел, вот тут по поводу подведения итогов главные 18 новостей от Тутбай года. То есть крупнейшие, которые они выделили. Жесткий 2018. Горькие потери, яркие победы, громкие скандалы и большие маневры уходящего года. Так, какие они назвали новости важнейшими за 2018. Тутбай отмечает. Праздник Дня воли, конечно.
100 лет БНР, который прошел впервые в центре, разрешенный. То есть был концерт возле оперного. Ну, такого не было давно. То есть обычно все заканчивалось каким-то столкновением. Никогда. Нет, было в 90-е годы. Ну да, только тогда, да. Я говорю, что за последние лет 20, наверное, впервые. Далее. Ну и не только Минск. Ну да, во многих городах других прошло тоже, не только там. Так, рокировка года, смена правительства, замена Кобякова на Румаса. Тоже одно из важнейших событий года. То есть это не просто смена одного там чиновника на другого, нет. Это смена политики. То есть Румас это более такой рыночник. А Кобяков это такой чисто совок. Администратор. Наезд года. Дело Белта. То есть один из крупнейших за последнее время шагов по давлению на независимые СМИ. Тоже одна из важнейших новостей года. Ну плюс к этому до кучи добавить блокировку Партизана, которая долго была, блокировку Хартии, которая до сих пор продолжается. И всяких даже сайтов типа там того же Луркмор, который вообще не о политике, по сути дела. Там есть статьи, связанные с политикой, но это не политический сайт, это юмористический сайт. Маневр года. Конфликт с Россией. Очередной, кстати говоря. То есть то на саммите регионов в Могилеве Лукашенко с Путиным пил и говорил, что, значит, Могилев и Витебск такие же русские города, там, как и все остальные, то уже такой конфликт, что чуть ли не дело к войне идет. Да. Еще важная новость. Эпопея года. Дело медиков. То есть известный вот этот так называемый скандал, когда задержали кучу медиков и со взятками. То есть, да, примечательный коррупционный скандал для Беларуси. Суммы взяток варьировались от 2,5 до 10 тысяч долларов. Разовых взяток, то есть. Потери года. Ушло много известных людей. Год тяжелых потерь для музыки, спорта, бизнеса и журналистики. В мае на 51-м году умер основатель Онеги, известный белорусский бизнесмен Сергей Метта, начавший свой бизнес с нуля в 90-х. 4 августа в возрасте 46 лет умер недолеченный пневмонией лидер нейродюбеля Александр Кулинкович. Умер Олесь Липай 23 августа, основатель Белопан, на 52-м году жизни. Также... И это по-моему, перед именно делом Белта. Потому что это совпадение такое, да? Ну, примерно в то же время. Или раньше, там, или чуть-чуть позже, где-то так вот. Примерно в то же время. Потом, 22 сентября на 53-м году жизни умер председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский. Все, то есть, до 60 лет умерли. Много потерь, вот как пишут бизнесмены, журналисты, политики. Но это, то есть, самое крупнейшее. Потом, что тут еще? Борьба года. Дело Коржича, известное, которое привлекло внимание к дедовщине в белорусской армии, ну, всю страну. То есть после дела Коржича пошло много аналогичных дел, что и вот там такое, и вот тут такое. То есть это началась череда скандалов. Но началось все с этого. До этого как бы много лет замалчивали подобные дела. Все списывали на самоубийство, на несчастные случаи. Золото года. Золотая олимпийская биатлонная эстафета. Женская сборная Беларуси по биатлону сотворила одну из главных сенсаций Олимпиады в Пхенчхане, выиграв эстафету в тяжелейших погодных условиях. Выдержали жесточайшую конкуренцию Надежда Скардина, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева. Так, и Домрачева и Скардина заявили о завершении карьеры после этого. Модернизация года. Декрет о тунеядцах в новой ипостаси. Он не вступил в 2018 году, но его приняли. Он вступит с 1 января как раз 2019 года. Модернизация. Интересно, как это Тутбай представил. Модернизация года главное. Как будто завод какой-то проапгрейдили. Открытость года. Безвиз наступает. Беларусь продолжает открывать границы. То есть безвиз для там
80 почти стран 30 дней. Да, расширили до 30 дней. То есть это, помню, еще нам, россияне, как всегда, ах вы гады, типа, Да. тогда... Наедут, как будто бы мигранты наедут с Германии, там, с Франции в Россию. Набегут толпой. Беларусь. Но нет, через Беларусь. Они все, понимаешь, вот эти голодные Так единой немцы. визы у нас нет. У нас же нет единой визы с Россией в этом Я плане. понимаю, просто у нас как бы, граница дырявая, поэтому они так и сделали вид, как будто опасались, что эти вот туристы всякие, они поедут в Россию, там, что-то непонятно. То есть шпионы они и так пойдут. Им как бы не надо ни визы никакие, ни без визы. Кого они боятся, непонятно. У них со Средней Азии, они бы лучше границу со Средней Азией укрепили, там, со всякими этими Туркменистанами, там, с Таджикистанами, вот оттуда, да, там прут толпой нелегалы, им как бы ничего. Ну, их в Питере, Москве ассимилируют эти же иммигранты, на колени ставят и просят извинения. Ну, и китайцы. На бутылку садят. Ну, морализм они же года. постоянно у них извинения просят. Морализм года, да. Забота МВД о нравственном облике белорусов. Это вот Шуневич позаботился о нашем моральном облике в этом году. Дилемма года. Алкогольные разборки. Алкоголь продолжает оставаться одним из ключевых продуктов страны. Так, сутки продержался запрет, попытка запрета. Президентское совещание по поводу усиления монополий государства на производство алкоголя. Давление года. Смертельная работа. То есть это как раз тема этого Бендера, Геббельса и Чистоправта. Про алкоголь. Следующее. Давление года. Смертельная работа и зона. Случившейся весной одна за другой трагедии руководителей агрохолдинга Купаловское и Бобруйское молоко шокировали. Это самоубийство там, по-моему. Самоубийство и смерть в СИЗО. Вот так. Николай Патрончик, отдавший 45 лет Круглянской ПМК, сделавший из скромной межколхозной строительной организации одного из лидеров отрасли и умерший в СИЗО в 67 лет. Качество и своевременность оказания медпомощи ему и умерший в колонии судья остается под вопросом. То есть такие вот дела сомнительные. Цифра года. 27 подвижек цены на топливо. То есть топливо 27 раз за год подорожало. Победа года. Отменены указ 488 и одиозные статьи. Указ 488 это статья о лжепредпринимательстве отменена. А также отменен злополучный пункт статья 193.1. Деятельность от имени незарегистрированной организации. То есть это раньше была уголовная статья за это. Если ты состоишь в какой-то организации, которая официально не зарегистрирована, там незарегистрированная партия какая-нибудь или что-то такое, то тебя могли за это только уже наказать уголовной статьей. Теперь эту отменили статью. Скандал года. Расследование поставок незарегистрированной вакцины Эупента, который послужил как бы предпосылкой для последующего скандала со взятками там в здравоохранении, то есть о чем было написано выше. Минздравгейт после этого был. Так, недоумение года. Новая система баллов на ЦТ. С 2019 года результаты централизованного тестирования начнут подсчитываться по новой методике. У абитуриентов и учителей она вызвала немало вопросов. И если РИКС считает, что результаты в области низких и средних баллов станут более объективными, то репетиторы полагают, что новая система создаст условия для того, чтобы наугад набрать немалое количество баллов. К примеру, на ЦТ по математике или физике методом тыка можно дать 3-4 правильных ответа из 30, что по прежней системе оценивания давало абитуриенту не более 12 баллов. А по новой системе выходит, что теперь достаточно ответить правильно еще 2 раза и получить приличные 50 баллов. Зато вечная критика крайне низких баллов абитуриентов поутихнет. Такой вот подъем уровня образования вручную. Мечта года. Кругосветка. Пилоты Александр Центр и Андрей Борисевич впервые в истории Беларуси облетели вокруг Земли на легком винтовом самолете Cessna
182Т. Они провели в полете почти месяц. Пролетели около 28 тысяч километров. Были в воздухе больше 120 часов. Такие новости дала Тутбай. А о чем ты говорил, о каких еще новостях? Во вкладке новости я скидывал еще новости последние, недавно, которые вышли. Ну, я в основном зачитал как бы самые такие главные. То есть по поводу скандала вот этого между Путиным и Так там и как раз таки есть главные новости. Тут еще не совсем ясно по поводу скандала с этим маневром, с таможенным. Я думаю, что тут надо подождать еще. После Нового года станет окончательно ясно, какие там заключили соглашения. Ну, тут на тренировке ездил за рулем, Эйман прокомментировал Лукашенко водителя. Нет, это Эйман рассказала подарки Лукашенко. Лукашенко не захотел сгулять в хоккее с Путиным после встречи. Конечно, не захотел. Столько денег ему не дали. Ну, конечно, не захотел. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эймонт в эфире Макаи рассказала, что новогоднее поздравление президента еще не записано. Да, и рассказала Ну вот эту новость не записал. Я хотел сказать, когда мы говорили, что по поводу того, что вот Лукашенко там ездил, договаривался, год будет сложный, хотел сказать, что даже еще вот не записано новогоднее послание. Когда вот мы говорили по поводу шутки, что Лукашенко умер, и им уже страной клоны, может быть, управляют. То есть у нас еще не записано новогоднее послание. В принципе, что он может сказать там? Как всегда, такую чушь. Ну, его 5 раз редактировали. Что нас Он ждет может стабильность. много чего сказать, извини, Кот. Это очень самое, если честно, самое интригующее новогоднее поздравление, по-моему, за всю историю будет. Ну, и посмотрим, вполне возможно. Просто обычно раньше до этого там стандартно. Типа у нас там сложный Ну год так был. в том-то и дело, что сейчас не стандарт. Кот, а ты не понимаешь Нет, этого. так я его не видел, и ты его не видел, поэтому кто его знает, какое оно будет. Это только предположение. Просто я стараюсь не думать о тех вещах, которые еще не состоялись. Вот когда мы его послушаем, тогда можно будет сказать, насколько это обосновано. Пока не знаю, не видал. Радио Свобода сделала более крупную подборку. Русификацию. Читал? Навязывание очередное. Да. Радио Свобода сделала более крупную подборку из 50 важнейших публикаций в 2018 году. То есть мы вот посмотрели от Тутбая, а тут от Радио Свободы, какие основные новости за год они отметили. Человек свободы, Светлана Коржич, да, вот это вот было. Так, 100 лет БНР, конечно, 25 марта 2018 года. По поводу протестов возле КБК, поедем, поедим. Тоже одно из крупнейших событий года. Алексеевич, Макаревич, Венслава, ведомые люди про ресторан у Куропатых. Ну, то есть многие высказались против, естественно. Даже такие люди, от которых не совсем как бы ожидали. Прокопенин, например, высказался тоже негативно о ресторане «Поедем, поедим». Хотя от него как бы особо не ждали. Так. Представлялись и суседзямі, отключали телефоны, як следчыя затрымлівалі журналистов Тутбай. То есть по делу Тутбай опять-таки. Дело Белопан, вот это известное, которое было в конце лета. Усе все ведали. Следом за олимпийской чемпионкой Корбут былые гимнастки кажуць про домагальни тренера. Ну, то есть о том, что бывший тренер домогался там до гимнасток. Скандал такой. Так, дальше еще беларус, які робіць прэзідэнтаў. Пакуль не зрабіў ніводнага, але спрабуе. Наш суразмоўца Віталь Шкляраў, политтехнолог, уроженец Беларуси. Летась і сёлета Шкляраў был одним з политтехнолагаў прэзідэнцкай кампаніі ў Расіі Ксеніі Сабчак. У 2016 годзе наш суразмоўца працаваў падчас праймерис у дэмакратычнай партии США на кандидата Берни Сандерса. Ну, честно говоря, пока по тем результатам, которых он добился, не все у него так хорошо идет. Как бы. Эта новость Радио Свобода, конечно, немножко... Ну, как бы он белорус, и он очень много чего сделал в этом Никольси. Почему? Не знаю, в плане Ксении Собчак там играла ее прежняя популярность, то есть, ну, то, что она такая достаточно маргинальная будет, это
было понятно. То есть по поводу политтехнологий, ну не знаю, чувак отработал стандартно. То есть в новости года это слишком уж, наверное, было бы вносить. Так, что тут еще? Иди и граби. Былый высокопоставленный чиновник Минздрав'я, комментуя справу медиков. Ну, это вот этот известный, как он там назывался, скандал. Ну, который там 500 миллионов кто украл, Да. помню, из С коррупционными. по медицине. Да, с коррупционными схемами. Так, ты нічога не доб'ешся. Пастух у IT-краіне працуе 360 гадзін у месяц за 445 рублёў. Фу, так, блин, неплохо зарабатывает, кстати говоря, для пастуха. Так, припяклі лытку прасам. Ударыў сына по голове, мог бить и цвярозы. 3 спадзеі про хатний гвалт. Но это по поводу скандала там, и попытки принятия закона о домашнем насилии. Так, дальше что здесь? Квасневский про белорусские карані и апошнюю сустрэчу с обаяльным Лукашенко. Ну, кроме Квасневского, кто-то еще из польских бывших политиков высказался, книгу даже написал. Там, где рассказывал по поводу того, что Лавров, например, был в 2010 году готов признать победу на выборах оппозиционного кандидата в Беларуси. То есть такое, что Россия могла признать в случае победы оппозиции кого-нибудь, а не только Лукашенко. Так, белорусы любят покутывать и выбирают БДСМ. Репортаж секс-шопа кахання. Ну, по поводу БДСМ я бы сказал, что был скандал, связанный с ПРСМ, еще известный, когда людей туда загоняли насильно. Так, тут что, аномальная зона. Про депутата, оппозиционера, который попал в советы в районные. Так. Кстати, вот эту статью очень интересно прочитать. То есть это, про что я говорил, нужно было идти массово на те выборы. Это были местные выборы, но люди как бараны, ну, то есть я про это говорил, что людям били в голову, что на выборы не нужно идти. Ну, что не нужно защищать свой голос, показывать или как невнимание и так далее. Нужно, особенно на такие местные. Особенно на такие местные. Вот пример победы оппозиционного кандидата. Особенно в глубинках это нужно было делать. И работает по всей стране. Но нет, люди-бараны захотели просто лежать у себя в кровати, на диване. Все. Вот и что имеем. Вот, по поводу тоже статья такая вышла на Свободе, по-моему, в начале осени или в конце лета, по поводу чеченца, который был военным в России, но потом не захотел ехать там в Украину, в Донбасс вроде как, и уволился, и сбежал, и поселился где-то в Беларуси. Пасет коров в какой-то деревне. И говорит, что лепш пасвить коров, чем зброю в руках трымать. Чеченец с семьей поселился в Полесской деревне. Так, что тут еще? Ашмон, перловка, кипятильник, якой японский мастак запомнил Беларусь. То есть по поводу японского художника, которого задержали за контрабанду оружия. Как известно, был скандал, он в Киеве купил раритетную винтовку. Его пропустили таможенники, и украинские, и наши вроде как. А потом, когда он прилетел, то уже где-то здесь его на вылете, когда он хотел уже в Японию лететь, задержали. И сказали, что он везет оружие. И посадили, по-моему, на 4 года или сколько-то ему там дали. Так. Японский мастак Даича Йошида после 1 года и 9 месяцев зневоленный у Беларуси и вернулся на родимое. Он только год и 9 месяцев просидел своего срока. Его там вроде помиловали или что-то такое. Чаму электромобиль у Беларусі экзотика? Пытанні аўтааматараў и отказы уладаў. То есть по поводу развития электротранспорта в Беларуси. Чем теперь занимаются пропагандисты 90-х и 2000-х? Такая статья на Свободе была тоже довольно известная. Недавно, кстати, вышла. Пенсионер, який инициировал справу медиков. Я думал, ведомство Жарко непотопляльный авианосец.
Ну, то есть, опять-таки, он думал, что ничего не будет, особо не справиться, но решил попробовать. И получилось. То есть, он инициировал, по сути, этот скандал, этот пенсионер. Естественно, что корни были во власти, то есть, там, видно, были недовольные, желающие все это почистить. Может, кому-то там недостаточно, ни с кем-то поделились. Но, как бы, стартом стала вот эта жалоба пенсионера. И он, по сути, своей вот этой жалобой изменил положение, там, сместил кучу чиновников в Министерстве здравоохранения. Так, что тут еще? Ничего не засталося, ни людей, ни домов. Шевливые листы столпецких гебреев про життё и Голокост. Ну, тут что-то с войной связанное, с Холокостом. Так, белорусский архиепископ. Отсутность у Беларуси аутокефалии, порушая апостольские каноны. То есть, ну, известный скандал с автокефалией украинской. А белорусская церковь поддержала Москву. То есть, это тоже одна из новостей года, как бы, великий вот такой разлом, который войдет в историю, безусловно. Это, как бы, трагический момент. Так, чему люди обирают жыццё без детей? Такая статья. Игорь Железовский стоял под чырвона-белым сцягам, ганарыўся, что принес медаль своей краине. Знаменитый конькобежец белорусский, который еще участвовал под бело-чырвона-белым флагом. Так, что робить, коли на вас нападают люди в цивильном? То есть такая статья. Как вести себя, когда задерживают менты в гражданском, чтобы не получить проблем. Кстати, у меня есть видео на канале на эту тему. Оно не очень большое, там всего на час с небольшим. Можете посмотреть. Правозащитник Борис Бухель рассказывает о том, как вести себя с милицией в случае, если она к вам приходит. Так, шматпавярхоўкі пасярод менскай дзіцячай чыгункі будуюць сербские знаёмцы Лукашенки. То есть вот тут, где детская железная дорога, вот это там строят многоэтажный дом. Какая-то компания-подрядчик сербская. Говорят, что вот договорились там друзья Лукашенко с вот этой сербской компанией. Так, что тут еще? Франция, яны были русскими, у Беларуси французами. История семьи, якая поверила Сталину. Ну, то есть такие вот интересные всякие статьи. Боюсь, что особливого супраціву не было б. Директор Левада-центру про гипотетичное российское уворование у Беларуси. Но это как бы их мнение, россиян, что тут все их ждут с распростертыми объятиями, что, конечно же, не так. Так, что тут еще? Уводить войски у Беларуси то самое, что уводить карные войски у Тульскую область. То есть другой уже политолог говорит, Леонид Радзиховский. Все, он уже противоположное мнение высказывает. Рая Кульбак, дочка расстрелянного поэта. Продай Белаз, купи Марадонну. Откуль гроши у Берастейского Динамо? То есть известный скандал, когда Брестское Динамо хотели назначить тренером Марадонну. Но это все сорвалось. Не наша война. 10 белорусских пазлов. Першие усесветный. То есть это по поводу Первой мировой войны. Статья. Так, что тут еще? Як Беларусь может догнать Захад? Парады головного реформатора Польши. Польский реформатор Лешек Бальцерович комментирует по поводу того, как Беларусь могла бы догнать Запад. То есть какие реформы провести, как. Такая вот статья. Гэты город не для жыхароў, а для бизнесу. Профессор Манаев про иммиграцию у США, Трампа и нового промосковского диктатора у Беларуси. Ці можна быць шчаслівым у Беларусі, тлумачыць кіраўнік Данскага інстытуту шчасця. Дедовщина в печах тоже. На Тутбай уже освещалась эта тема.
Так, Чернобыль. 32-я годовщина, насколько я помню, у нас отмечалась в этом году, 26 апреля. По поводу наркотической статьи, то есть что пишут там в этих в протоколах, там в этих постановлениях судов. Каб не копать бульбу, чему белорусские дети идут учиться у польские школы. Так, тут что? Як глушили связь 25 сакавіка. Эксперт у инфобеспецы. Достатково грузовика з аппаратурой. По поводу дронов похищенных, по поводу того, как глушили связь, там, как крали дронов. Так, чему белорусские буслы однойче могут не вернуться из Африки. Такие очень разноплановые статьи. Робот будзе ў кожнай хаце, як беларус стварыў кампанію па вытворчасці разумных роботаў. Як у 91 годзе дамагаліся незалежнасці. Пазняк. 25 жніўня 1991 Беларусь зрабілася незалежнай дзяржавай. Как признали экстремистским лозунг «Кто не скачет, тот москаль». Про расстрелы. Найвялікшы кажан Европы живе на белорусском болоте. Экспедиция на Полесье. То есть, да, крупнейшая летучая мышь, оказывается, живет в Европе, в Беларуси. Протоиерей Сергий Лепин про раскол церквы, русский мир, пьяных святаров и свою семью. Як у советским застое Могилевский театр поставил забороненных тутейших. То есть такие вот статьи. Ну и как бы все на этом, подборка. Что по поводу итогов года? Пока что, насколько я слышал, в зависимости от ситуации... Вот возможно... я еще новость скинул. Ну, это вечерки того же. Анализирует. По поводу гаранта. По поводу Луки, да. Сейчас посмотрим, что там за новость. Выведу ее. Так, да. Слышно, меня слышно? Да, да, слышно. Что вы к аншлюзу? Что? Аншлюза России, то есть Смоленской области, да, захватим. Да, смешно. Зачитывай как новость. Рабочую группу по интеграции России и Беларуси. Чего? Наоборот, Россия интегрируется в Россию и Беларусь. Ни один гражданин Беларуси в эту группу не вошел. Ну, естественно, кому она нужна. Вот, по поводу статьи. Да, Вечерка описал, что, значит, про то, как является ли Лукашенко гарантом белорусской независимости. Як белорусское громадство может оборонить суверенитет краины. Ці выкажется большасць беларусаў супраць долучэння Беларусі да России. Ці мае значение их меркаванне. Во гэтых пытаннях у празкім
акценті спрачаецца кіраўнік аддзелу новых медыа радио Свобода Франтишек Вечорка и наместник редактора газеты «Наша Нива» Змитер Панковец. То есть это у них дебаты были по этому поводу. Явления для прессы нет после 3,5 часов переговоров. Что там, кот? Я смотрю, пролистываю статью. Ну, вот, основные тезисы. Первый. Так, что робить? Белорусизация. О. Ну, белорусский язык продвигать, белорусские институты державные, ну и поддерживать демократический институт. То есть, по сути, что говорил Северинец. Праймерис, то есть волонтеры, да, фрилансеры и так далее. Он кратко описал всю ситуацию, то есть, что необходимо делать. Привет всем. Привет. То подводим, Олег, итоги года. Как бы, ну, с новостями можно закончить, просто поговорить. Как вы? Рады, не рады? Чему? Ну, к чему Песков выступил по телевизору, сказал, что все вы. А мы телевизор Чего? Володей. Чего? Что он сказал конкретно? Он сказал, что... Все союзного государства. Песков, да, сказал, мы зачитывали новость о том, что речи об объединении Беларуси и России в одно государство нет. И речь идет только проводили денацификацию Беларуси, как ты думаешь, все эти годы? Господи, сколько можно повторять, что за союз мертвого рождения? Нет, Лукашенко уже сказал. Макей сказал нет. Глава Нацбанка сказал нет. Все сказали нет. Просто так превращали вот белорусов. Да это просто для хомяков, да, не знающих своей истории, языка, культуры. Мы вообще-то знаем. То есть большинство белорусов против присоединения к России. Вообще-то, я вам напомню. А вы, так у вас должно быть несете? Референдум вообще белорусы. У вас референдум должен быть по... Да не будет никакого референдума. О чем вы... Никто, Олег, этот вопрос не поднимает. То есть пока никто об этом не за народ, блядь, я за народ, я вообще в шоке, вот, например. Я сейчас услышал, что сказал Песков, я в шоке. Пришел к вам, к белорусам, спросить, узнать, что у вас. Вы что знаете про это? У нас ничего. Да ничего, никаких заявлений по этому поводу. Лукашенко. Наши все официальные сказали, готовится. Что ничего. Что они все не принимают таких условий. То есть они уже раньше говорили. Белорусскую область поздравлять, сябры. Хуйло пляши. Чё за бред? Кто мозги так промыл? Меньше российских СМИ слушайте. Меньше промытых мозгов. Вы думаете, что вы так вот легко отделаетесь от них или что? Ну, как бы, если танки России будут, то будут танки НАТО. Это уже летом по это говорили, так что не волнуйтесь. Они не рыпнутся. НАТО, да, за вас прижутся? А вы что, не НАТО? Да, амбассадор США летом приезжал. Стесняюсь спросить, вы входите в НАТО? НАТО впрягается только за своих членов, вы не члены даже близко. Еще раз напомню, официальное заявление представителей США. Можно, нет? Мужики, вам надо представители США, Великобритании гарантировали тоже наш суверенитет в обмен на сдачу ядерного оружия. Что, сильно помогли? Господи, ничего не было от официальных источников. Откуда вы этот бред несете? Вам промыли мозги эти кремлевские каналы. Вы на это ведетесь, господи. Столько дерьма в интернете. Давай забьемся, что это совсем так, как ты думаешь. Не получится. Вот именно, вы думаете? Я с удовольствием поверил, что это бред. Вот, слышь? Так это и правда бред, нет никаких официальных заявлений. В чем? Нет никаких официальных заявлений. Что за херня вы несете? По всем центральным каналам. Белорусы, фашисты, бендеровцы, националисты. У вас нет никаких бандеровцев, язык не ущемляет. Ничего. Да пускай будут. Они бред несут, на эту пропаганду никто не ведется. У нас 2 государственных языка. Что за дерьмо вы несете? Кот, ну ты им скажи, ну им промыли мозги.
О чем мне говорить? Лучше помолчи. Из положения, смотри, это твиты. Путин президент союзного государства, а Лукашенко дадут ему больше смотри российскую пропаганду, еще раз повторяю. Больше смотри российскую пропаганду, станешь умнее. Смотрю на твиттерах оппозиционных. Записки каких именно, российских или белорусских? Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы. Рабочая группа, это уже... Ни один гражданин Беларуси в состав рабочей группы не вошел. Еще раз повторяю, Песков, то есть этот главный представитель, сказал твердо нет тоже. Все. Речь об объединении России и Беларуси в одно государство не идет вообще. Вы совсем там поехали крышей. Кто вам так мозги? Какие источники вы используете? Это я поражаюсь, как интернет людям промывает мозги. Это серьезно, это многие на это ведутся. Украина ограничивается. Пускай достиг 80 рублей. С Новым годом, блядь. Что? Ничего. По своим. Привет, Алексей. Рублей за евро. Привет, привет. А какие вот основные моменты года ты бы определил? То есть вот что самое главное в этом уходящем году ты считаешь, какое событие важнейшим в политическом, экономическом плане? Так, сейчас стрим идет, да? Да, идет стрим. Подводим итоги года. Я думаю, что митинг, который был в марте месяце, ну, если по Беларуси. БНР-100? Да. Ты имеешь в виду разрешенную часть, то есть то, что в центре разрешили концерт. Который был возле театра, да. Когда собралось очень много людей, что не характерно. 50 тысяч. То есть это реально было забит весь вот этот сквер. Ну, все говорят, дорожки. что за день там до 50 тысяч посетило. Да, 50 тысяч, в пике было 10. Ну, одновременно. Я не сторонник того, чтобы все время преувеличивать любые цифры по поводу митингов, но людей было действительно много. Не, ну обычно митинги, они, ну, та же Свобода говорит, на Чернобыльском шляхе 400 человек. Она, ну, то есть реальные цифры пишет. Это преувеличивает обычно, точнее, преуменьшает именно государственная пропаганда в любом государстве, хоть в России, Беларуси, Франции, не имеет значения. Они цифры всегда занижают в этом плане. Ну, чтобы они же жалкие и так далее. Ну, вы понимаете. Не, я сужу только по фото. Только по фото. Ну, я тоже видел, то есть в пике там был, то есть нормально, то есть... Ну, до 800 человек на Чернобыльском шляхе было. Короче, очень было много белорусов и такое настроение боевитое и так далее. В общем, я считаю, что наверное, за весь год ничего подобного не было у людей. Я думаю, Алексей, кстати, да, с этим событием. Нужно сказать по поводу БНР-101. По поводу БНР-101, я думаю, сейчас решится все по поводу того, что будет вот сейчас с этой договоренностью. Это может повлиять сильно на БНР-101. В каком ключе? Оно в любом случае будет. Не, будет, я знаю. Просто это может... Какой-то бред по поводу присоединения российские, кремлевские медиа. Там, не, я говорю про то, что вот эта ситуация, она может еще сильнее повернуть, так сказать, в сторону национальных интересов. То есть Лукашенко будет еще больше укреплять. Так вот, и в сцепке, как Алексей говорит, по поводу празднования БНР-100, я хочу сказать попытку запретить этот бессмертный полк. Я вот хочу еще сказать, что по поводу важных событий, не нужно к таким событиям причислять мышиную возню наверху у этих, скажем так, неплохих людей в Дроздах и в Кремле, да. Пусть они там делают все, что хотят, они там все время ахинеей занимаются уже 20 лет подряд. Это не важное событие, это клоуны. Важное событие это в обществе происходит. Даже это Шильда БНР-100, который не поставили. Памятник Костюшка, кстати говоря, который поставили, вот это тоже событие.
то есть для Беларуси в целом. Нашего героя поставили. И да, по поводу БНР... К сожалению, это было не событие, это было такое, ну, не очень раскрученное мероприятие. Хотя можно было сделать событием. Ну, просто мало людей про это знали. Да, и это плохо. То есть это не произошло как событие, это так. Да, по поводу БНР-100 я так и не договорил. Нужно, если вы реально за независимость Беларуси, каждому по рублю скинуться на это мероприятие, которое сейчас на карафандинге собирается. Я тут точно скину копейку. Обязательно. Да, вот сейчас пришел донат от Марата, тоже там $1. Что интересно, каким-то образом, ну, видимо, зависит от того, с какой платежной системой. То есть я смотрю разные донаты у разных людей, то есть которые приходят из разных источников. Там комиссия сильно отличается. То есть, к примеру, вот Марат последний делал несколько донатов, 3 последних. Там комиссия где-то, ну, сама сумма 2 рубля 17, например, комиссия 50 копеек. То есть огромная, там чуть ли не четверть съедает от всего доната. А, например, ВАСП присылал 3 рубля какого-то там 10 декабря. Комиссия всего лишь с 3 рублей 22 копейки. Странно, что еще про это мероприятие не упомянули по поводу Legalize Беларусь. То есть это нужно реально продвигать. То есть Legalize каннабиса в обмен на, то есть и не нужны никакие ультиматумы, бочки этого нефти, послать их нафиг и сделать рыночную цену. И все. Тип-топ будет. Только это нужно продвигать, правда. Legalize. Ну, я имею в виду мероприятие Романчука. Много Салкадрочера? Чего? Говорю, много в Беларуси? Прилично, но это в основном, которые с властью я связаны. вот видел 100 человек, который был 7 ноября. 100 человек. И тут зависит, Алена, смотря кого под этим подразумевать. То есть и коммунистов, таких жестких коммунистов, их не так много. Но эти люди всегда были аморфны. То есть они коллективисты, как они думают, но на самом деле они только бояр могут. По совку, которые там верят в какую-то там дружбу народа, понимаешь? Там, я говорю, что тут, мы видим по опросам, это нет, это такие маргиналы. Тут смотря кого как считать, как поставить вопрос. Знаете, какое есть явление? Как бы все понимают, что Советский Союз это, в общем-то, тюрьма народов и так далее, но есть такое явление, как при Советском Союзе уровень жизни белорусов был очень высоким относительно других республик СНГ, Советского Союза. И получается, что у многих людей как бы объяснение этому то, что мы были с Россией, то есть денежные потоки и товарные потоки были для нас благоприятны. Поэтому у людей возникла ассоциация, что если мы будем продолжать дружить с Россией, то как бы у нас будут деньги, у нас будет покупательная способность. Вот такая ассоциация есть. Уровень жизни по сравнению с остальными республиками, понятно. В каких республиках был выше среднего, потому что такой регион, который просто нужно было немножко больше давать и как бы свободы, денег, чтобы они сидели тихо. А с какого белорусам нужно было давать больше, не понимаю. Жизнь не отличался от среднего Союза. Тут, Алексей, вот как ты думаешь, такое высказывание? То есть ватники некоторые, да, как ты говоришь, считают, что если там интегрироваться с Россией, то это все хорошо, вот они там газ по сниженной цене дают, там... Вот Подожди, Ефритом, нефтяной маневр компенсирует. Так вот, а суть такая, что я вот, например, думаю, что это как раз наоборот будет противоположным. То есть Россия дает какие-то дотации, пока Лукашенко держит суверенитет, пока он играет между Россией и Западом.
А если Беларусь бы присоединилась к России, то наоборот все эти дотации они бы прекратились. Потому что если они свои собственные области, там, да, свои вот эти республики, краи разные они датируют, там разваленные колхозы, заводы, то есть все это дно, то с чего они будут сюда деньги вкладывать? То есть пока Беларусь независимая, да, они могут там дать какие-то кредиты там льготные и все такое. Но если бы Беларусь вошла в состав России, то все бы это прекратилось. Потому что а нафига это надо? Порядок бы наводили чеченцы. Да, крымчане уже почувствовали на собственной шкуре. Ага. Не мы сюда понаехали, это вы, говорит, еще отсюда не все уехали. Ну, как бы и эти к этому... Но приедет Дмитрий Медведев в Минск, скажет белорусам, которые соберутся вокруг него, что денег нет, но вы держитесь. Да. Ну, ватники это не понимают. Ну, сколько предприятий. Помнишь, Кот, мы зачитывал, сколько предприятий у нас складывается? Польши, Латвии, Да. Эстонии и так далее. Там российские доли, там, по-моему, 30% только составляет. Остальное только и все иностранное. То есть вдуматься, то есть Польше точно граница с РФ не нужна. То есть они все перекроют полностью границу. Плюс еще визы в Украине вводятся на Россию. То есть на российских граждан. По-моему, в марте или когда-то там, я не помню. А за последний год только 2 миллиона Украину посетило. То есть никто не сможет Украину посетить вообще тогда. Полностью обнищание. То есть, ну, давай предположим, Алексей, что будет? То есть Кстати, санкции на нас не лежат как на Россию. То есть на нас нет таких санкций, как на Россию. То есть все санкции идут именно на российское предприятие. То есть это на наш есть все санкции, только точечно, но не как на Россию. Да, насчет Запада однозначно будет ужесточение. И я хочу многим напомнить, что белорусская граница – это плохая граница. В том смысле, что ужасные очереди, плохое обслуживание и так далее. Но российская еще хуже. То есть те, кто живут в Западной Беларуси, конечно же, которые ездят часто в Польшу, в Литву, однозначно, если вы там живете, то для вас это все закончится плачевно. То есть будет гораздо сложнее туда-сюда кататься, тем более с вещами. Это просто станет невыгодным. То есть полностью перекроют границу, то есть и полные санкции автоматом перейдут Вот, на всю кстати, Беларусь. да, Алексей, это И отток капитала. одна Полностью, из вот эти главных проблем. 50%. Это одна из главных которые- проблем будет. Потому что у нас огромное количество разных совместных предприятий, есть иностранные предприятия западные. Они попадут под санкции, и они не будут здесь оставаться. То есть это будет катастрофа для экономики, которая и так в катастрофе. Ну, то есть ДНР 2.0, по сути. Мы что-то обсуждали, что можно делать. Поддерживать оппозиционные эти организации полностью, то есть вступать в эти организации и так далее. То есть самому набираться опытом, говорить о проблемах, вести блоги и так далее. Только так. По-другому никак из этой ловушки не выбраться в этом плане. Российской иглы. Кстати, у Пачеса очень хорошая статья по этому поводу вышла по поводу, как другие страны из этой иглы выбирались. Мы же только на 44% зависим от России. Это не 80-90, то есть экспорт. Почему так многие Экспорт это просто еще не все, не вся зависимость. То есть у нас кредиты есть, то есть у нас есть. Ну, кредиты, много ты сколько? От всех кредитов, российских кредитов 40%. Опять же, это не 80-90. МВФ, Китай, Евросоюз и так далее. Я хочу напомнить, что зависимость от России, она достаточно искусственна. Ее пытается всеми правдами и неправдами раскрутить Лукашенко сам. Потому что сама по себе как бы, ну, спрос в чем-нибудь российском у населения низкий. Смотрите, товары мы в основном хотим покупать качественные, то есть это Европа или Китай. Российские не особо-то хотим. Его нам пытаются тюхать всеми правдами и неправдами. Вот вы заходите в супермаркет, да, вы видите белорусскую продукцию и, например, российскую. Но российская, если, например, это тушенка, это однозначно дерьмище. Но, к сожалению, там нет рядом на полке польской, потому что, ну, не дают продавать хорошую вкусную вещь у нас в Беларуси. Зато продают вот эту вот шлабудень,
которая никаких стандартов не выдерживает продовольствия. Нечестная конкуренция. Да, то есть это искусственно раздувается. На самом деле, вот этот вот хлам, он не выдержал бы никакой конкуренции в принципе с западными продуктами. Ну, то есть с теми, которые хотят потреблять белорусы. Так что я думаю, что торговля с современной Россией, если бы Беларусь была независимой страной, процент был бы гораздо ниже. Ну, то есть Беларусь была бы на самом деле независимой. Ну, блин, я надеялся, то есть, что же он все-таки скажет на новогоднее поздравление? Я это новогоднее поздравление очень сильно жду. Мне любопытно от нашего князя послушать его. Не знаю, я я могу тебе одну фразу из его поздравления сказать. Зато у нас нет войны. А может он скажет, ну все, зажимаем пояса, так как у нас сейчас будут рыночные отношения с Россией. То есть он еще скажет, что этот год был трудный. Да, как всегда, одно и то же. Нет, то есть он 5 раз записывал это новогоднее обращение, не мог никак записать. Сейчас перезаписывают его снова. Это крайне любопытно. Что же он скажет? Я почитаю, что в чате пишут. Его будет поздравлять с Новым годом. Да иди ты, блин. А что думали, будете голосовать с Россией в унисон, и вас это не коснется? Да? Чего? Что ты несешь? По всем резолюциям. А как бы голосовала Беларусь? По всем резолюциям, которые были против России, вы все голосовали против. Мы будем уделять больше времени молодежи. Неправильно? Мы Абхазию не признали, Крым мы не признали. Что ты несешь? Что за сумасшедшее? Последнее голосование даже по Крыму вы проголосовали против. И что с того? Мы не признали Крым. Абхазию мы не признали. Официально Лукашенко, когда приезжал в Грузию, он не признал. Вы везде играете на стороне России. Везде. И что, Ваша господи? Дипломатия. Ничего. Что за бред ты несешь? Кто... И дебильные ролики. Получается, чем, понимаешь, когда нужно выбирать, потому что на двух стульях сидеть не получится. Почему? Получается, вы как-то Лукашенко 24 года. Уже не получится. Уже получится, то есть рыночная цена ждет. Разъезжаются. Ну да, все, они что в результате? Гиперинфляция, дефолт, что рыночная цена. Это Титаник, понимаешь, который будет тащить. Да хватит, господи, этот бред нести. Посмотри Сотник, последний у него стрим, это следующая станция. Сотник херню несет. Я уже год его не смотрел. Кстати, я его знаю уже больше 10 лет, и все, что он говорит, все абсолютно сбывается. Все его предсказания. Ладно, почитаю сейчас то, что она будет, Россия будет воевать с Украиной, он это говорил еще 10 лет назад. Понимаешь, никто не верил, его за сумасшедшего принимали. Что... Понятно, ладно. Так вот, так, в чате, значит, пишет, Марат пишет, что так, неплохой канал на Телеграме «История скреп» вводит в ступор ватников. А также пишет, кто смотрит БТ, каналы по ТВ, в основном массе ватники без мозгов, которые делегировали функции здравого мышления зомбоящику. Так, что тут еще? Средняя зарплата в Беларуси, так, это уже писали. По статистике и в реальности. Так, конвертируйте. Код ты есть в Вайбере, пишет Рогволод польский. Нет. Вайбера у меня нет. Так. Мир 200. Так это Рогволод Полоцкий. Добавляйся в Телеграм. В это, как его? Дискорд. Тут хватает групп. Кстати, Алексей, вот хотел спросить про это массовое сознание, то есть нагнетание в телеграм российских каналах, то есть 20 лет было безальтернативное вот это вещание о российских каналах и так далее, но опросы показывают, что все белорусы при этом против, то есть какая-то пропаганда все равно все-таки не сработала на белорусах. При этом в этих опросах, кто голосовал против Беларуси за ее уничтожение, были россияне из Питера и Москвы. То есть гениально, да? Все равно и боты подключились. Ну, как бы для успешной пропаганды тот, кто занимается пропагандой, должен иметь авторитет. Когда в информационной среде очень долгое время какой-то человек сидит, такой, который занимается пропагандой, да, его через некоторое время разоблачают. Вот, например, мы все сегодня смеемся над Киселевым, Соловьевым. То есть их уже воспринимают как пропагандистов, уже всерьез их не воспринимают.
Но когда они начинали, их оценивали как аналитиков. Или даже взять более такой приземленный пример Димура. Димура поднялся за счет того, что давал хорошие прогнозы и комментировал профессионально на РБК. То есть это был крутой такой парень. А сегодня Димура уже на спаде, и его уже с улыбкой воспринимают все его вот эти апокалиптические предсказания. Что скажешь насчет Шари? Он же, по сути, ту повестку ретранслирует, что Киселев, Соловьев, только в хорошей обертке. То есть все... Да. Ну, у Шария же было несколько фейлов, там его разоблачения выкладывали, его слов. То есть он как бы такой, тоже в одни ворота играет. Ну, он, помню, критиковал того же Соловьева. Вы там, россияне, что совсем дебилы, смотрите эту пропаганду, вы за это платите. То есть он сделал так, чтобы эта аудитория Соловьева, Киселева перешла, типа, стала смотреть его. То есть это так обычно и делается. То есть гениальный ход. Был хороший критик про кремлевский, условно, да. Он сейчас есть, это Монтян из Украины. Но она тоже, но даже она зафейлилась несколько раз, и несмотря на то, что она достаточно профессиональна, она уже тоже не является эффективным пропагандистом. Ну, она играла на том, что в Украине тогда был жесткий спад, вот связанный с войной, и типа многие украинцы были недовольны, и она подогревала вот это недовольство, типа варьё там сидит, они все просрали, там все России сдали, там все такое, обсирала Яценюков, Порошенко, там всех, ну отчасти по делу, конечно, они действительно во многом мудаки, но она играла как бы в такую пророссийскую сторону, можно сказать, тоже. А по поводу, Алексей, вот этой всей ситуации с интеграцией связанной, что ты думаешь? Как разрешится, по-твоему, какой вот ты прогноз? Ну, кстати, подожди, я Алексея спросил, Фридом. Я твое мнение слышал уже. Я вроде бы уже говорил, что как только сейчас... Ну, это же каждый год происходит в декабре. Как только разберутся с углеводородами, сразу наступит мир и покой. До лета. Летом начнутся сырно-молочные войны. Ну, то есть это, как всегда, отвлечение внимания, как обычно делают. И очень хайповая тема, что я прошу заметить. Биткоин, кстати говоря, немножко подрастал после того, как мы говорили. Тогда вот было падение, он просел там до 3000 практически, потом отскочил. И даже на неделе как-то до 4200, по-моему, доходил. Сейчас вроде опять немножко просел. Где-то 3700, 3800. Что-то такое. Как думаешь, 19 год не станет ли годом подъема криптовалют новым? Есть ли еще ресурс для роста? Я думаю, что так как пузырь этот очень долго сдуется, рост будет, но точно не в начале года. Ближе к концу, наверное. То есть, судя по тому, что сдутие долгое, оно плавно идет вниз, так это говорит о том, что игроки уже более серьезные в нем сидят. Поэтому ну, да, вот эти вот колебания... Фьючерс на биткоин уже, по-моему, запускали, и Чикагская биржа, и еще кто-то там. Ну да. То есть, как бы, волатильность, она во времени уже протяженней становится. Но, с другой стороны, это хорошо. Потому что скачки туда-сюда, это не очень хорошо для валюты. Кстати, хотел насчет как раз-таки валюты спросить. Как думаешь, когда рубль упадет, наш и российский, соответственно? И кто быстрее, как говорится, и в каком объеме? Ну как когда? Когда нефть упадет?
Так она упала, и рубль уже упал. Так. Это немного. Я думаю, что нефть еще на 15% должна упасть. Ну, запас Весна? есть у нее. Ну что, весна. Вообще-то зима еще идет, декабрь месяц. Посмотрим. Китай же там санкции же вел тоже, то есть он не согласился на Россию. Тоже не поддержал ее в этом плане. Какие санкции? Я не помню, сейчас прогуглю. Ну, по поводу биткоина еще. Сейчас цена 4000 где-то. Надо подождать, чтобы стабилизировался курс, тогда можно будет что-то говорить. Но в любом случае долгосрочно перспективы однозначны. То есть тут как бы даже не о чем спорить, потому что нет никаких замен биткоину. Вот как вы будете делать операции, которые сейчас криптовалютами делают? Monero, как его там, Dashcoin. Но они более не анонимные. ликвидны. Они не ликвидны. А в Беларуси что, зайчики остались или нет уже? Какие зайчики? А когда они были? Это в начале 90-х было. Ну, когда я был у вас, были зайчики. Так когда ты был? В Читали, 94-м Олег, году? читали Чуковского. Были зайчики, потом пришел тараканище, и все разбежались. И у вас теперь что, рубль, что ли? У нас сейчас таракан один сидит. Не, ну валюта... Правда, это новость за 30 декабря 2017. Ну, то есть это не новость. 16.09. Пару зайцев осталось до сих пор еще. Там зайцы, олени были. Кстати, Эти доллар деньги... Олег, 69 рублей 47 копеек доллар стал. слушай, отвечу сейчас Олегу. Вот эти, как ты говоришь, зайцы, там, олени, они вышли из обращения в 2000 году, когда была деноминация. Даже раньше еще, где-то к 98 году их уже вхождения не было. Спасибо, я просто не знал. Да, ты просто лет 30 в Беларуси не был, поэтому немножко отстал от жизни, понимаешь. Бывает такое. У нас прошло вообще-то 3 или 4 деноминации. У нас уже менялись деньги несколько раз, там отбрасывали нули. Ну, раз, сколько? 2000, 2016 и еще перед этим менялось. Так что, Олег, у нас сейчас деньги похожие немножко на евро, ну в таком стиле сделаны. Кстати, Кот, почему ты не зачитал новость про новые деньги, выпустили 28-го? Какие новые деньги, где выпустили? Ну, новые монеты выпустили. Это коллекционные монеты, ну да, это... Я просмотрел эту новость, это не важно, это так, мелочь. Их постоянно выпускает каждый месяц банк определенные монеты. Просто новая коллекция золотых, серебряных монет. Нет, для большинства людей обычно... это как бы особо значения не имеет. Это для коллекционеров только. Это не коллекционно, это просто в обиходе их будут использовать. Их 150 тысяч выпустили. А дороги хорошие у вас остались такие же или тоже изменились уже? Ну, получше, чем ты, Олег, неадекватные вопросы задаешь. Это зависит от того, сколько денег выделили там. Я просто говорю, то, что раньше я когда был там, как я старый стал, да, раньше я был, мне нравились дороги, обалденные были. Вот я и спрашиваю, они остались такие же или лучше стали? Ну, трассы нормальные, смотря как ремонтируют. Если ты имеешь в виду дорогу возле дома, в какой-нибудь деревне, то это одно дело. А если ты имеешь в виду трассы, крупные дороги, они в нормальном состоянии. Ну, это и радует. Вот я про это спросил. Так это ж не главное, понимаешь? Олег, главное экономика. Если поставить в первую очередь дороги, и чтобы заборы были покрашены, то на этом ты далеко не уедешь. А откуда деньги брать на строительство дорог? И на покраску заборов? Это же второстепенное. Лукашенко в том-то дело, Олег. Лукашенко и делал то, что он только занимался косметическим таким ремонтом Беларуси. То есть создавалась красивая картинка. У нас хорошие там ровные дома, у нас хорошие дороги, поля засеяны и заводы работают. А что выпускают на этих заводах? Куда идет эта продукция? Сколько государство получает прибыли от этого? Нужно ли это кому-то? Об этом БТ, ОНТ не скажет.
Они только скажут, что все прекрасно, мы идем в светлое будущее, а вся суть в том, что Россия просто дала очередной кредит, деньги появились, и заводам там списали Не только долгов. Россия, МВФ, Серый Китай. кот. Я вот в Беларуси, когда был старый, да, как ты говоришь, уже 30 лет назад, когда зайчики были, вот. Ну, мне очень понравилось Беларусь, вообще понравилось. Я был в восторге от нее, грубо говоря. Ты, наверное, был в центре, на площади, да? В плане Ну, природы, да. да. Но многим белорусам, знаешь, нравится Европа, Америка, там такие более цивилизованные страны. Вы считаете, белорусский народ не цивилизованный, что ли? Цивилизованный. Как думаешь, Алексей, пойдет ли наш главный на реформы какие-нибудь? Нет. Сближение с Польшей, с Западом? Нет, я в это не верю. Вообще история показывает, что кардинально так взгляды меняют, ну, подход, да, к реформам. Только те люди, которые, скажем так, изначально не занимались экономикой. Например, Франко или Пиночет. То есть им как бы вообще до лампочки все это, они не разбираются в этом. Они военные. А наш товарищ, он же во всем разбирается, он эксперт, мастер геополитики, интриган, поднимает сам с колен этих заводы и так далее, и так далее. Он никогда в жизни не признает, что он всю жизнь занимался херней. Никогда Ну, такого же. не будет. Он скорее утопит в крови страну, чем признает, что был неправ. Ну а что насчет вот этого Румаса, который ставил? То есть очень хорошее изменение. Нет, так это же классика. У Путина тоже сидели либералы, Касьяновы всякие и так далее. Это же такое. То Тут есть, как Freedom бы, может быть такой вариант, что он может этих политиков, якобы таких рыночников либеральных, использовать либо для того, чтобы на них потом списать какие-то просчеты свои, сказать типа, ну вот вы хотели рыночников, я посадил, и что они ничего не изменили. А виноват-то Лукашенко, естественно, во всем, но он прикроется ими, и все. Нет, уже на это не повезет. Интернет. В Российской империи, кстати, такая же ситуация была. Когда этот император пришел, который... Александр II, наверное, да. Александр II, да. Он тоже, несмотря на то, что вел, скажем так, реваншистскую политику, ретроградскую, в Министерстве финансов у него там царил полный либерализм. То есть, грубо говоря, это такие меркантильные интересы. Вот сейчас, например, пускали таких вот либералов в правительство. Понятно ради чего. Ради того, чтобы перед МВФ можно было говорить, что у нас вот все тут как у вас, дайте кредит. То есть мы цивилизованные, мы не негры там какие-то. Это ради кредитов в основном делается сейчас. А что думаешь насчет Польши? То есть поляки говорят, что визы сделать 35 евро, нужно принять парочку их представителей. Пойдет ли, то есть Макей сможет с ними договориться, с поляками, или нет? С поляками, да. Сможет ли он договориться с нашими? Надеюсь, договориться. В этом плане Freedom. У нас с нашей стороны у нас очень дебильные условия. То есть просто так вот иностранцу в Беларусь приехать. Сейчас там какой-то типа 30 дней. Сделали 30 дней, да, но до этого там был жесткий геморрой. Без виз с Китаем. Ну, с Китаем, да, это давно. Ну, как давно? Летом? Это в этом году. Нет, мы могли так ездить в Китай. Не-не-не-не, без виз именно по поводу Китая сделали даже программу. Нет, тебе просто на границе ставили печать, когда ты в Китай едешь.
А по поводу Польши, я думаю, тут они могут договориться. То есть это не реформы, это не те вопросы, по которым Лукашенко может потерять свою власть. То есть тут, да, пожалуйста, возможно, они договорятся и примут эти мелочь, но все-таки Да. какое-то Нет, послабление. просто такие вещи он сделает, я думаю. И даже Польша он сделает. Он может смертную казнь даже заморозить, я допускаю такое. Но это не реформы, не те, которые Слушай, реально... если он изменят заморозит экономику. смертную казнь, то у нас появится туда европейская Правильно, ассоциация. но он-то Потому что сделает на это, это знаешь, пойдет. для чего? Для того, чтобы самому потом под нее не попасть. Вот для чего он это сделает. Нет, судов у нас однозначно не будет, потому что если у нас будут суды, у нас тут же очень много людей судов у нас не сядет, в будет. том числе и царь. Так что ты бред вот сказал по поводу смертной казни. Нет, я говорю про смертную казнь, не про суды. Причем здесь суды вообще? Так это взаимосвязанные Никак вещи. не взаимосвязано. Я говорю мораторий Взаимосвязано. наложить и все. А все остальное, Так как вот и дело. были суды такие, они так и останутся. Евросоюз и требует моратория на смертную казнь. Так он может Он его этого и ввести. требует. Ну, и, Для него это соответственно, как бы не будет настолько критично. Евроассоциация. Он может на это пойти, на то, чтобы наложить мораторий. Суды это критично. Нет, я говорю не про суды, я говорю про мораторий на смертную казнь. Все остальное останется в точности так же. Все те же суды, продажные, вся та же система. Просто не будет исполнять приговоры. Будет на пожизненные автоматически садиться те, кто приговорен к смертной Вряд казни. ли. Все, вот в этом плане. Это он может сделать. Ну, ЕС как раз таки этого и требует. Ну правильно, В принципе- но хода это не изменит никакого. То есть, по сути дела, репрессивная система, продажные суды, вот эти провластные, они так и останутся. Просто он получит денег от ЕС и все. И будет якобы вот что-то он принял, реформу какую-то. На самом деле... Ну, это же было не бы важно. неплохо увидеть польских представителей новых в Беларуси, чтобы наконец... Кстати, почему ты новость по поводу украинского канала не сказал? Что могут наконец у нас вести. Так вы же говорили об этом в обсуждении. Просто некоторые новости, они не обязательно отдельно зачитывать. Про них можно упомянуть, когда ты говоришь уже о другой новости. Мы же Да, сказали про украинский канал. Возможно, будет. Опять-таки тут же суть, что возможно будет, его еще не запустили. Просто я предпочитаю говорить по факту, когда что-то уже сделано, и ты говоришь, что вот это есть. А когда какой-то чиновник высказался там, что вот он сказал вот то, ну блин, кто это... Важно понимать, новости из вот этих источников, из СМИ, там есть редакторская политика, и они рассчитаны на то, чтобы внушать аудитории определенную точку зрения. То есть это не обязательно вот так будет. То есть есть какой-то канал, у него есть определенное видение, и они в этом ключе двигаются. То есть ты читаешь, и ты смотришь не обязательно то, что произошло, а то, что они хотят до тебя донести. То есть у них есть определенная политика, они несут вот это. Понимаешь, важнее общаться с инсайдерами, с самими участниками событий. Это как Это гораздо важнее. с этими российскими инсайдерами по поводу Беларуси. Такая химия. Просто я говорю, что важнее именно с самими участниками. То есть, если бы ты поговорил, допустим, с теми же журналистами Белсата, там, с какими-нибудь политологами, которые приходят просто в частной беседе, не на камеру, то они бы тебе сказали, я думаю, немножко другую информацию, чем то, что они публикуют официально в СМИ. Потому что разные как бы задачи. То есть, личное мнение это одно дело, и то, что вот они могут сделать выводы, исходя из фактов. А то, что попадает под редакторскую политику их, это немножко другое мнение. То есть то, что должен видеть зритель, и то, что они знают реально, это немножко разные вещи. Поэтому я не верю никогда на 100% всем таким вещам, особенно одиозным заявлениям разных там политиков, чиновников. То есть важно понимать, что, например, тот же Маккей или Румас это не независимые совершенно люди, а понятно, что все решает Лукашенко. Если он скажет «да», то они выполнят определенную вещь, сделают. А если он скажет «нет» категорически, то какие бы там у них программы не были, они этого не сделают, он им не позволит сделать. Он их может снять. Это как на нашей Ниве, вот это вышла статья про совкового чиновника, который там как раз таки критиковал эти рыночные реформы. Да. Поэтому, когда там написано в какой-то статье Румас там сказал то-то, или там Маккей сказал это, я это не рассматриваю как что-то, что 100% будет, потому что все решит Лука. Если Лука подпишет указ, если он будет согласен с его вот этим совковым видением, он даст отмашку, то да, так оно и будет. А если нет, то кто они такие? Они не решают окончательно. Им дали загад что-то представить, там показать, они это сделали. То есть у них, естественно, есть свое мнение. Возможно, они действительно рыночники и хотели бы что-то изменить в плане там интеграции с Европой, с рынком. Но есть вот главный царь,
который уже накосячил и которого в Европе не сильно-то ждут. То есть ему там грозит участь Милошевича. То есть я уже в предыдущем стриме, по-моему, упоминал по поводу Милошевича, что с ним стало, когда он пошел на уступки. То есть Лука прекрасно усваивает уроки. То есть Милошевичу тоже гарантировали, что все будет нормально. Но потом были выборы, там, в 2000 году. Новый президент пришел, и после этого был инициирован арест Милошевича за его военные преступления по Югославии. И он оказался в Гааге. Лукашенко не хочет оказаться в Гааге. Поэтому на полную интеграцию с Европой он не пойдет. Но он будет принимать все, что возможно. Только чтобы его власть не пострадала от этого кардинально. То есть, чтобы ему остаться у власти диктатором. А все в такое второстепенное он может принять. Типа там договориться по представителям. Алексей, как думаешь, возьмет ли Лукашенко новый кредит от МВФ? Всему свое время, конечно, возьмет. Тут, Фридом, все зависит от МВФ. МВФ готов дать, как зависит от Лукашенко, пойдет ли он на условия. Нет, МВФ даст 100%. Лукашенко, они все вот эти вот режимы находят способы брать у МВФ кредиты, а МВФ не против. На самом деле, вот смотрите, чем занимается МВФ, по сути. Оно выдает просто нереальные кредиты, в смысле объем денег, да, дегенеративным странам. Африке, там вот этим всем, Зулусиям и так далее. И вот таким вот типа как Таджикистан, Узбекистан, Беларусь. То есть это их работа, в общем-то, выдавать такие кредиты. Ну, в случае чего придет же вот это разное правительство от Китая, России, МВФ, США, Европы и так далее. В случае дефолта ты имеешь в виду? Да, дефолта, да, вот это, как Артем говорил. Ну, смотрите, опять-таки, тоже есть некоторый эффект от вечной диктатуры. Так как диктатор планирует сидеть вечно, то дефолт ему не выгоден. Поэтому дефолты обычно происходят либо в демократических режимах, либо когда диктатор полностью в изоляции находится. Типа там Зимбабве был дефолт. А Россия? Это тоже, по сути, Зимбабве, Югославия. Нет, она же полностью изолирована. Китай, Европа, США, полностью все на нее санкции. И рубль точно в России, ну, не совсем. Россия, она больше не изоляция. Изоляция какая? Санкции — это не изоляция. Израиль тоже под санкциями, он же не в изоляции. Под какими? На Израиле куча санкций. Вот, полмира против него ввели санкции. Весь исламский мир. Некоторые европейские страны. Мира. Некоторые европейские страны. Например, Исландия или Испания. Исландия, по-моему, не входит. А Испания, да. Ну, Израилю хоть бы хны, потому что там рыночная экономика, и все развивается прекрасно. Ему до лампочки, что санкции, что нет санкций. Независимое государство. Вот пример хороший для Беларуси. Полностью независимое государство ото всех. Это какое государство я послушал? Израиль. Нет, почему? Они же зависят от Америки. Америка же тоже дотации какие-то, кредиты там выдает. Так в том-то и дело, что они не зависят. Размер дотаций там мизерный. Украине больше денег дают, чем Израилю. КНДР тоже очень независимый. Но не в этом дело. Давать эти деньги достаточно недавно начали, в 70-х годах. До этого Израиль победил во всех войнах и без всякой Америки. Более того, в одной из войн, по-моему, 6-дневная война, они случайно умудрились потопить американский корабль. Это вообще первый раз в послевоенной истории, когда кто-то американцев потопил. И Советский Союз вместе с Америкой уговаривали Израиль прекратить. То есть это как бы независимое государство, реально третья сила. Кстати, вот новость только что вышла. Министр иностранных дел Беларуси Макей. Если возникает угроза, мы должны быть готовы дать отпор агрессору. И признал не делать трагедии из проблемы с отношениями с Россией. О, мой красавчик. Макеев, президента Беларуси. Вот за него вы можете голосовать. Нравится мне он. Я же говорил, то есть Макей до этого сказал, что мы суверенное государство. Он четко заявил об этом. И никак по-другому.
То, что там раздувают эти кремлевские СМИ, это такая атака на Беларусь. Не, ну они раздувают Freedom для своих, для россиян. Их цель показать в очередной раз, как Путин ты велик. посмотри, как украинцы... Нет, так я не об этом. Я о том, что они раздувают с той целью, чтобы показать своим еще одну победу своего режима. Вот и все. Только и для этого. Ну, ты посмотри, поднять как рейтинг зомбируют. Нам это вообще пофиг. Ты видишь, как украинцев зомбируют? Так а зомбируют, их и зомбировали и до этого. То есть тут важно то, как наше государство будет заниматься контрпропагандой. Пока никак. Почему никак? Вот в Телеграме Пальчис, все остальные... Так это же не государство, я же тебе говорю, как государство будет заниматься контрпропагандой. Пока оно никак не будет. Наша Нива... Наша Нива это не государственные СМИ. Я же тебе говорю про государство. Ну, недавно редактор, самый главный, Нивы был на БТ. И я думаю, они договорились по этому поводу. Нет, так наша Нива всегда была оппозиционной, дело не в этом. Я говорю про государственные СМИ. Я думаю, что они объединили силы. Объединили силы? Что-то я на БТ не вижу антироссийских программ. По-моему, у нас... Ну, и антибелорусских я тоже не вижу на БТ. Россия... Это совпадение. Нет, так Россия, Беларусь, вот это все идет, НТВ, Беларусь. То есть оно как шло, так и шло. Так мы говорим про официальные СМИ. Ну, а это Белта там, и БТ, вот это. Причем тут НТВ вообще? Не, я говорю про то, что государство не препятствует российской пропаганде. Эти каналы идут, как шли 20 лет назад. Ну, говорят, что будут уменьшать этот... Ну, так хорошо бы. Просто пока вся пропаганда лежит на активистах, на каких-то гражданах, на независимых СМИ. Радио Свобода, Белсат, Наша Нива, вот эти независимые СМИ, они ведут какую-то борьбу. А государство, оно либо ничего не делает, закрывает глаза, либо даже помогает. То есть они напрямую не занимаются, конечно... Каким образом они помогают? Как-то каким образом? Они борются с оппозицией, они очерняют оппозицию. Возьми тот же фильм «Стекло». Я вот только вижу официальное заявление Макея на Бел. Говорит, что нет, нас только независимость. Нет, так какое отношение? Бел-то, еще раз повторяю, говорят, что Лукашенко, что мы не будем, только независимость. Все, нет, так это высказывание официальной позиции всего лишь представителя государства. То есть он сказал вот так вот сказал, но это же не контрпропаганда России. То есть они не делают программ по распровержению мифа о русском мире, например, или чего-то подобного. То есть вот то, что чем занимается Путин, всякие вот эти хрен ТВ, там всякое вот это говно, которое постоянно вещает о бандеровцах, фашистах и прочем. То есть у нас нет программ, которые бы противодействовали этому. Да и их и не может быть, потому что уровень нашей пропаганды убогий крайне. То есть они просто не смогут конкурировать с Россией в этом плане. И эти программы никто не будет смотреть. Они будут слишком жалкими. Поэтому все лежит пока на частной инициативе, на гражданах. Борются люди. То есть я допускаю, что государство, надеюсь, им хватит все-таки ума, и они не будут прессовать оппозиционеров и блогеров, которые будут заниматься распровержением российской пропаганды, типа Пальчиса. Вот им просто не трогать их и все. И пускай они не делают ни на БТ, там, ни на ОНТ ничего. Этого не нужно. Там никто не поверит все равно. Пусть не трогают просто частных инициаторов. Филиппович сидит. Ну да, об этом мы говорили, что он сидит. Блин, прям перед Новым годом посадили. Продлили, да, еще 15 суток. Кстати говоря, прошлый раз, когда было тогда у него за тунеядские марши, там тоже, по-моему, такая же ситуация. Получилось 2 раза. Первый раз он сколько-то отбыл суток, через несколько дней 14. Опять. Да, и у него получилось тоже примерно 30 суток общей сложности. Северинец вроде вышел как уже. Его тоже тогда 12-го там задержали, или нет, 13-го, наверное. Ну да, вот эту штуку, вот эту новость сохрани, вот на всякий случай, по поводу Северинца, что он предложил. Если что, там кто-то будет спрашивать, что мы предлагаем, что нужно делать, вот тебе ответ прямой. Что можно делать. Привет, президент. Приветствую, ребят. Вот подводим итоги года. А для тебя чем запомнился этот год больше всего? Ну, если так вкратце, то, что мы начали целиком и полностью на интерфейс Дискорда перешли, господа стримеры, потом пенсионный возраст, потом общая как бы депрессия.
НДС. НДС, он будет актуален, наверное, уже с 1 января, но в целом, как бы, повышение пенсионного возраста, вот основное, и то, что мы вот перешли на Discord, два момента. Ну и касаясь лично меня, я в этом году фактически весь год уже не пью. Ну, я последний раз пил 20 января, вот, ну, больше 11 месяцев, по сути дела. Молодец, хороший пример. Особенно нашим ватникам, то есть у них будет гореть от этого. Они не просто пьют, они устраивают алкостримы в прямом эфире. Пьют, то есть. Кстати, Кот, можешь их не ватниками называть, а... Вот Федя. Только тут Исчез. подключился и исчез куда-то. Кстати, что, Алексей, думаешь по поводу того, что там Романчук, помню, предлагал отдать вот эти заводы убыточные не России кому-то там иностранцам, а своим частникам там на распродаже просто-напросто. И чтобы они с ними делали, что хотели. Ты что? Тогда белорусы будут независимыми, не дай бог. Тогда понимаешь, в чем дело? Тогда оппозиция начнет получать деньги не из-за границы, а из Белоруссии. То есть одна из причин, почему Лукашенко разрушил здесь вот этот бизнес, то есть чтобы не было таких крупных игроков, которые смогли бы создавать какие-то свои СМИ, своих людей лоббировать, куда-то проводить в парламент, то есть чтобы здесь не было реально какой-то альтернативы. Я еще по этому поводу одну хорошую цитату зачитаю, я ее на днях увидел. Она звучит следующим образом. Вот, нашел. Государство для нас ничего не делает, поэтому и нам запрещает. Все логично, чтобы мы не стали думать, что мы лучше его. А можно высказаться по поводу оптимизма Фридома? Выскажись обязательно. Обычно всяким крупным компаниям предшествует несколько лет, как правило, года 2 информационной подготовки. То есть постепенно, во-первых, неважно как с помощью шуточек или аналитики, или еще как-то новостей, людей готовят к этому. То есть несколько лет. Потом последняя фаза вот этой инфоподготовки – это расчеловечивание будущего противника. То есть я сегодня подошел к мысли, вот сейчас случайно совершенно, что, возможно, Вова Беларусь готовит к следующему, к концу своего срока. Сейчас издалека, с шуточками. То же самое что было и в Украине, с Украиной. То есть сначала бандеровцев долго расчеловечивали, но сначала просто людей подводили Могу к сразу мысли. перебить, потому что у нас нет никаких бандеровцев. У русских никто не ущемляет. У нас 2 государственных языка. У нас нет никаких бандеровцев. То вы не присоединились к России, это еще хуже. Лучше бы вы были бандеровцами, но в составе... Но мы можем быть костюшковцами, к примеру. Да, тут проблема, Freedom, в том, что это как бы мы-то знаем, что у нас ничего нет, а, к примеру, какой-нибудь россиянин за Уралом, он не знает. А Низыгорь навязывает ложь прямую, именно ложь. Тут говорят, что вот фашисты ходят по всему маршруту. Слушай, сейчас интернет есть, контрпропаганда. Ну, интернет есть, но я говорю, что многие такие люди, они не знают все равно. Они не знают, где искать. С тем, что было 5 лет назад, не сравнить. Это не в этом дело. Они не знают, где искать. Те источники, в которых они ищут, там этого нет. Но есть же альтернатива уже. Так ее надо знать. Многие, вот ты посмотри, к нам приходят люди с Украины, с России, и они спрашивают, дайте нам, пожалуйста, источники какие-нибудь СМИ независимые, которые вот можно почитать, новости про Беларусь. Многие по основанию для аннексии будет просто как пачка маргарина. Что, собственно говоря, нахрена Беларуси жить хуже, чем в России, лучше быть как бы так же, как в России. Вот и все.
Поэтому давайте, бульбаши, живите как бы частью России. И еще Вот, хуже. потому что в России лучше, чем в Беларуси. Вот и Бред. все. Есть гораздо более страшные вещи, чем фашизм. Это, например, неприсоединенность к России. Гораздо более страшная вещь. Не, Так ну это и есть смотрите, фашизм. основание той самой лояльности в Крыму. Вот если отбросить тут эту всю патетику с этими Ушаковыми, с этими боевыми славами и прочим Извините, информационным можно дерьмом. Не, подождите, я закончу мысль. Условные кафы, они убежденно на самом деле верили, что, попадая в юрисдикцию России, условно говоря, ты имеешь, грубо говоря, $500 месячного дохода, ты по мановению волшебной палочки, получив юрисдикцию России, никуда не переезжая, получаешь условно $1000. Постой материальный как бы подтекст всего сущего. И условная вот эта безголовая толпа думала, условная Россия – это намного богаче условной Украины. И также условная Белоруссия безголовая, я имею в виду не за всю Одессу, а она все равно в любом случае верит. Господи, Да. изначально бред, потому что вопросы говорят об обратном. Во-вторых, почему Крым отошел все-таки, почему там бараны эти появились? Потому что вот этот закон, то есть типа ущемления русского, там был только один язык, украинский, еще раз повторяю. У нас 2 государственных языка. В чате сейчас пишет Сашко Правица, у нас теж было 2 мовы. Тоже 2 языка было. Тоже было. Людям всего этого дерьма не надо. Не нужно. Нет Бандеры, опять же. Нужны пиаровские какие-то вот эти. Ну, во-первых, мы видели, что такое Крым. Которые заморить могут. Извиняюсь, мы видим Беларусь. Что такое Крым, какая там жопа, что там сделано. Мы видим, что такое ДНР, ЛНР. Смотри, Фридом. Есть опыт, все. Тут на самом деле вот это зависит от того... Стой, подожди, Фридом. Тут на самом деле зависит от того, с какой позиции ты смотришь. Кто-то, когда смотрит на Крым, он видит то, что там все провалилось, что русский мир это говно, а кто-то видит, что наоборот все прекрасно. Кто-то смотрит со стороны русского мира, и он видит, что проклятых бандерофашистов остановили в Крыму. И вот только благодаря тому, что Россиюшка-то вошла, там люди живут нормально, там нет войны, там люди спасены, понимаешь? Русские, иначе бы их бандеровцы зачистили, там бы был Донбасс. Вот скажи любому какому-нибудь такому ватнику. На самом деле код это вся вот эта идеологическая шелуха, это шелуха. И комбатанты, которые все шли, и эти, сами крымчане, которые проявляли лояльность. Везде был материальный аспект. Условных Моторол, грубо говоря, что у ублюдочного 20 тысяч-рублевого месячного ублюдка беззубого становиться сразу 100-тысячником в месяц получать. Прямым текстом. Грубо говоря, из дерьма сразу становиться князьями. Простой материальный аспект. Никому нахуй освобождение каких-то там людей не нужно. Никто благородные цели. Все набивание банального кошелька. Люди достаточно циничное животное. Не нужно думать, что какие-то там высокие материи им движут. Только материал. Я понимаю, совки все такие. Они говорят, что они не материалисты. В этом плане ситуация в нашу пользу. Потому что сейчас, смотри, президент, в 2013 году, в 2014 еще был стереотип, что вот были высокие нефтяные цены, да, и Россия была богатая. Сейчас уже ситуация совсем другая. Сейчас уже никто не будет думать, что вот как в России, что будет много получать. Уже ситуация поменялась в материальном плане. Все уже знают, что не потянет Россия. То есть уже вступать туда не будут так просто, ради денег. Потому что будет Смоленск такая же херня, как в Смоленске, еще хуже, и полная изоляция. Как мы уже говорили до этого, будет полный отток иностранного капитала. То есть это $50 будет средняя зарплата или меньше. Вот что будет. Полная жопа и изоляция в этом плане. И полный набор санкций, таких же, как на Россию. Хотя на Беларуси таких санкций, как на Россию, нету. И это все многие белорусы понимают в этом плане. Тем более видят, что Россия нищая с каждым годом. И это по сравнению с 2013 годом не сравнить вообще. То есть уже 5-й год подряд идет обнищание россиян. Но это даже любой аналитик скажет. А вот в чаті пишет Сашко Правица. Ні, шатали 8 років. І вірили кримчане, що богаті россияне придут. Ну, то есть он имеет в виду, что 8 годов шатали уже Украину до этого. То есть не быстрый процесс был. Не за пару лет.
Ну, сейчас интернет, так что на эту пропаганду вести. Вот я говорю, как раз лет 5 на подготовку ментальную и на... Тут, Федя, аналитики говорят, что ситуация изменилась, уже такого сценария украинского в плане Белоруссии и России не выгоден. Он просто, во-первых, не потянут и не выгоден. И нет фактора внезапности. Тогда был фактор внезапности. Почитайте Карамзина «Марфу Посадницу». С чего началась, кстати, Московия, вот эта Российская империя? Какая мотивация была для захвата Новгородской республики? Сейчас 21 век, и они на Крыме вот так облажались, что на них весь мир обозлился, по сути, нормальный. А что будет после целой страны? Ну, это полный бред. Вдумайтесь, Федя, целая страна. Это есть беспрецедентный случай в истории. Тут, Федя, есть несколько факторов. Во-первых, Лукашенко это не Янукович, это такой жесткий диктатор, который, так сказать, все вот эти пророссийские уступки, это только ради денег. Естественно, ему надо его власть. И тут важно понять, что нет фактора внезапности. То есть, когда был крымский сценарий, никто даже в России самой не ожидал, что они будут настолько смелыми, что отожмут кусок другого государства. И они обнаглели настолько, что вот попытались дальше с Донбассом провернуть эту схему. Но уже не получилось, обломались. То есть, поэтому с Белоруссией тут, во-первых, материальный фактор. Во-вторых, фактор экономических отношений там с Европой, с миром. В-третьих, сам бизнес белорусский и совместные компании, вот как уже Фридом говорил. То есть это, если они войдут в состав России конкретно, будет единое государство, то на них будет распространяться санкции. То есть для них это невыгодно. То есть очень многие потеряли. Еще товарооборот с ЕС увеличился там во много раз. То есть на 30%. Так что тут, Федя, я думаю, ситуация сложная, поэтому я вообще никак не комментирую. Сейчас особенно эти все новости. То есть кто-то вот говорит, вот там этот сказал то, этот сказал это. Я на это не обращаю внимания. Надо посмотреть по факту, что реально будет происходить. То есть потому что мы не знаем, о чем конкретно в кулуарах Лука с Путиным договаривался. Я жду новогоднее обращение от УЯ. Мы увидим, что будет. Ну, обращение, оно формальное, как бы это так будет в общих чертах для зрителей. Оно может носить определенные, так сказать, особенности. Он может там на что-то намекнуть, но я бы не стал особо так на него обращать внимание. Я думаю, посмотреть, какие будут после Нового года там, что принято, какие законы, что как. Посмотрим про БНР-101, насколько отпразднуется. То есть это будет явно уступка националистам и разворот на Запад какой-то, ну, внешне хотя бы. То есть как с Польшей там будет. Если они урегулируют ситуацию вот эту с визами, БНР-101 будет проведен легально, то есть дадут площадку в центре опять, и будет все проведено конкретно без какого-то противостояния, как в 2017 году, а все будет как в 2018, только еще с большим размахом, то это как бы неплохо. Ну нет, но все равно такие недоразвитые страны с диктатором, они вообще цивилизованными странами воспринимаются как страны с раковой опухолью. Ну как можно серьезно разворот на Запад странами с раковой опухолью или там со стадии СПИДа уже политического? Ну кто это возьмет на себя? Это страны мусор. Тут президент все на самом... Президент. Тут все на самом деле не так сложно. То есть Лукашенко 100 раз уже там 20 лет назад сказали, что надо сделать, и экономика бы выросла. То есть буквально там определенные реформы провести. Это недолго, просто он не хочет это делать, потому что он потеряет свою власть. Вот и все упирается в него. Не, ну сейчас экономика урегулировалась там с того же 16 года, то есть даже с 17 года, по-моему, экономика идет даже в рост в Беларуси, вы удивитесь. Ну, потому что во многом цены на нефть стабилизировались, Россия стала больше покупать, то есть опять там пошел подъем небольшой. После кризиса этого жесткого немножко он остановился, и сейчас пока волна... Но у нас экономический, то есть баланс лучше, чем даже в России, то пошло. Алексей, что ты можешь по этому сказать? То есть рубль наш сильнее, чем российский. Ну, нужно наш российский рубль, то есть белорусский рубль, платить тогда в Россию. Совсем уже офигели. Нет, можно вот так даже сформулировать, Леш, вопрос тебе. Смотри, за истекший период, за 2018 год, при падении вот этих котировок по отношению, допустим, к бивалютной корзине, ну или даже хотя бы только по отношению к доллару США, допустим, российский рубль сколько как бы просел, и сколько просел белорусский рубль в процентном отношении за истекший период?
и в Беларуси, и в России обстановка очень плохая. Но если мы говорим относительно, то есть кому хуже, кому лучше, то, конечно, белорусский рубль ему более проще, потому что доля углеводородов в валютной выручке, она меньше, чем в России. То есть у нас есть еще Беларускалий, Гродно Азот и так далее, и так далее. То есть в России углеводороды дают там почти 100 миллиардов долларов чисто валюты. Это перекрывает почти весь экспорт России какой-либо другой. Поэтому, конечно, их рубль вот этим вот колебаниям он более чувствителен. Да, Алексей, политолог Николюк говорил по этому поводу. Я вам по поводу рубля скажу, что российский рубль на постсоветском пространстве упал больше всего. На первом месте по падению. Как-то так. Ну да, он более чувствителен, но ситуация по экономике в целом в Беларуси и в России отвратительные. Я имею в виду не то, что там в стране нет реформ, я имею в виду то, что в кризис. Если бы такое произошло в Америке, то это было бы, называли бы концом света. Ну да, безусловно, это так и есть. 2008 ты имеешь в виду? Ну, когда обвал был. Я имею в виду то, что происходит последние 4 года. Вообще-то это ненормально. То есть мы к этому привыкли, но на самом деле это ненормально. Да, безусловно, это так. Это можно назвать одним словом – разорение. Разорение. Только вот подменяют там словами кризисы, там экономические диспропорции. Но на самом деле это есть одно емкое слово, называемое разорение. Как сказал сам Лукашенко, кризис у нас в голове. Вот у него конкретно в голове кризис. И он не дает покоя. Из-за этого мы страдаем. Ну, как Путин говорил тоже недавно, типа, экономические показатели только растут, а когда МВФ само говорило, говорит, что наоборот все падает. То есть противоречие. Интересно. Нет, беда в том, что уже четверть 21 века прошла, и до сих пор цивилизованное сообщество, я отсылку делаю к гнилозубым унтерменшам, которые верят там в мировое правительство и прочих умных там масонов, евреев и прочих больших людей, которые руководят миром. Но жалко, что действительно их нету в объективной реальности. Только чтобы такие страны мусор, всякие Монголии, Узбекистаны, России, всякие Белоруссии, и прочие там Туркменистаны, чтобы просто диктаторы не имели права на жизнь. Грубо говоря, получил статус диктатора, на следующий день ты просыпаешься мертвым. Грубо говоря, вообще не просыпаешься, то есть. Не имеет права в 21 веке страны с диктаторским типом правления существовать. Они не имеют права на жизнь. Право на жизнь они не имеют. Понятно. Хотел спросить, а мы можем, как по пути Грузии, то есть, когда доля рынка, то есть на экспорт в Россию до минимальных показателей снизилась в Грузии, мы можем пойти по пути Грузии? Причем я хочу отметить по Грузии, Грузия от того, что потеряла российский рынок, это большая половина рынка для Грузии, она оправилась за 1 год, и все. И вопрос закрылся навсегда. По поводу, Володя хорошо сказал про масонов. Действительно, есть такая шутка, что если бы миром управляли какие-то рептилоиды, такого бардака бы не было. Тут же, грубо говоря, если это масонство собралось в один день, я допустим, если был бы масоном, тут же я отдал такие приказы, чтобы завтра уже череда торжественных похорон по всему миру бы пошла. Всех Саддама Хусейна, Мугаба, Лукашенко-образных. Они бы уже не проснулись бы с утра. Но не имеют права они жить. Просто не имеют. Правда, эта статья, он скинул статью, правда, эта статья за... Но все же, то есть это, Это, представляете, одна каждая такая бородавка для удовлетворения своих ублюдочных, мелко, узкоинтеллектуальных
амбиции, представляешь, целые, миллионы людей, в том числе молодых, продвинутых, заставляет их жить, блядь, вот первобытным вот этим средневековым укладом, для того, чтобы его ягодицы наслаждались счастьем, а не кормили червей в могиле, где им самое место. Кстати говоря, президент, кто-то в чате вот пишет, что Монголия вроде как рост демонстрирует. Зря ты оскорбил Монголию. Ну и дай бог. Хорошо, если они перерезают от уха до уха как бы потенциальным диктаторам горло. А в Монголии разве были диктаторы сейчас после развала Совка? Там вроде как, не знаю даже чего, вроде такого, как Лукашенко там нету. Там что-то попроще. Дерьмо, блядь, уже почти 30 лет. Наслаждается счастьем, там, с клюшечками своими, со своими бабами. Тогда, когда, весь его род нужно было обратить в такие, как бы, невообразимые несчастья, что просто он пожалел, чтобы на свет родился. Это просто возмутительно. Такая дрянь, блядь, до сих пор еще живая. Ну вот в чате пишет Эдуард Букатов. В Монголии нашли залежи металлов. Я когда-то разговаривал с одним геологом. Он говорит, что ресурсов на планете просто море. Ну, Леш, ну что далеко, извиняюсь, что тебя перебил, ну что уж далеко ходить, самый главный ресурс это серомозговое вещество, если правильно им пользоваться, которое в каждой черепной коробке, если вот не заниматься, извините меня за выражение, если здесь уместно слово матершины можно, да? Лучше не нужно. Да. Уйней, если не заниматься, то, в принципе, вот этот ресурс каждый мы таскаем в своей черепной коробке. Но вместо того, чтобы просто предпочитают доводить свои белые зубы до гниения, условно свои прекрасные как бы извилины доводить до одной прямой извилины и становиться условным дакием. Кстати, Алексей, что-то никак не продвигается там продвижение либертарианства, сайта и так далее. Да, кстати говоря, как там новости? Все продвигается, я просто сейчас эти дни, недели даже очень занят. Сейчас уже освобожусь. Оппозиция потихоньку готовится к выборам, все больше говорят по поводу там выбора возможного единого кандидата. Главное, не поддаваться на провокации оппозиции в том плане, что если не пойдут под дубинки, не идти туда, только на легальные шествия и митинги. Или если они зовут все-таки на нелегальное шествие или там митинг, под гарантией, что они вам помогут. Только так. Ну, штрафы там и так далее, в правом поле помочь. Ну, что мы обсуждали. Политические партии обычно фридом своих не бросают. Тут проблема людей беспартийных. То есть просто человек послушал где-то на Харте или где-то еще, что типа надо там выходить на площадь, что-то действовать. Пошел, а он нигде не состоит. Ни в какой партии, ни в каком свободном союзе. Ну тогда это вопрос как бы к этим людям. Что они должны знать, что если они выйдут на незаконные мероприятия, то они получат по полной программе. Поэтому, если они хотят хоть как-то подстраховаться, то пусть перед этим желательно вступают в какую-нибудь партию. Партию или хотя бы в независимый профсоюз. Иначе им никто не поможет. То есть, ну, моральная поддержка, типа, вы там держитесь, ребята, все нормально. А так партии помогают своим. То есть, например, когда были тунеядские марши, в Гомеле ОГП активно помогала своим членам, компенсировали все штрафы и снабжали продуктами в изоляторе, когда они отбывали сутки. То есть в этом плане, да, я разговаривал с активистами ОГП на последнем
ну как оно там было, когда собрание не последнее, но в 20-х числах там. И про это говорили, то есть в том числе. По поводу УГП членские взносы что-то около 2 рублей в месяц, кажется. Да, по-моему, 2 рубля в месяц. Для тех, кто желает вступить. Естественно, юридическая помощь, все это в случае прессинга и моральная поддержка будет оказываться всецело. Насчет других партий сказать не могу, что они как делают. Думаю, аналогично. Да, примерно. Хотя лучше проверить самому, что поговорить с партией, то есть поинтересоваться самому. Ну, если вы недовольны этой властью, как говорится, и вам она не нравится, ну и вы при этом ничего не делаете, то не нойте тогда. Нужно что-то делать, если вы ноете. Точнее, а не тупо ничего не делать. Еще, Фридом, я услышал довольно интересный момент. То есть, например, вот когда я был в Могилеве, там в том числе, кроме этого правозащитника Бухеля, там потом в конце говорил, уже когда мы уходили, и вот этот чувак, как он, руководитель ячейки Могилевской БНФ, он говорил, что когда была площадь 2010 года, он присутствовал там где-то недалеко возле, в первых рядах, где толпа стояла, и говорит по поводу вот этих провокаторов, которые выбежали и стали бить стекла, говорит, скорее всего, это россияне были, то есть, это какие-то российские провокаторы, потому что они вели себя так, выбежали, то есть били, их никто не трогал, естественно, потом они побросали все инструменты, ушли, и они кричали там типа, эй, братья белорусы, что-то такое, в общем, вели себя наподобие, вот как немцы, переодетые там в войну, которые вроде как форму там одели, но видно, что они не местные, то есть это какие-то по менталитету другие совсем. Это знаешь, как эти, что это, то есть к чему? Наших недомоедов. Да. То есть к чему Фридом он клонил? К тому, что это были провокаторы даже не КГБшные, это провокаторы были оттуда. ФСБшные? Да, ФСБшные. Это как, знаешь, на митингах этих, которые были в 2017 году, когда... Не дармоедов, когда эти в форме, в черных капюшонах и непонятно кто. Ты понял. Да. То есть северинца задерживали в Орше, там был микроавтобус с российским флажком. Люди наши, просто флажок висел там. Другого государства. Вот я не понимаю ментов. Кто-нибудь может мне объяснить, чем они думают, что если они присоединятся к России, что им якобы кто-то повысит зарплаты. Потому что чего это не решили? Потому Алексей, что они можешь думают... мне объяснить? Они думают, что в России такие зарплаты, и у них такие будут. Подожди, кто думает? Силовики Мусора. наши. Мусора, наши вообще силовики, почему они думают, что при присоединении к России... Давайте будем реалистами. Они вообще об этом не думают. Как это происходит? Они не думают. Тут по телевизору вдруг говорят о том, что зарплаты у силовиков в России больше, и будет больше, если вдруг милиция перейдет, страна станет Россией, Беларусь, да, и все. То есть дальше мы можем говорить, как они восприняли эту информацию, поверили или не поверили. Возможно, и поверили, но, скорее всего, просто даже не подумали об этом. Да, в основном просто многие говорят, что крымчане сознательно за Россию. Не было там такого. Либо там было всем плевать, либо конкретно заинтересованные люди, конкретно заинтересованные, было две больших группы. Первое, это кто кредиты не хотел отдавать в Украине, да? Потому что если Крым становится российским, то все кредиты списываются. Так люди думают. То есть они, конечно, будут голосовать за Россию. И вторая группа крупная – это пенсионеры. Потому что у пенсионеров ничего другого нет, видимо, кроме как пенсию считать. Они там на 100 рублей подняли, у них уже событие. Естественно, они в курсе, что в России пенсии выше. То есть, в отличие от мусоров, они за этими вещами следят. А еще, Алексей, смотри, чиновники и опять-таки местные эти мусора, они тоже многие... Этих чиновников в том-то и дело не будет. Помнишь, как Пальчик говорил, что все в Крыму этих чиновников... Они будут признаны ненадежными, их могут зачистить. Хотя на примере Крыма, на примере Украины, многие остались, кто и был.
То есть их никто не убрал. Они там сидят. Это вот стрелковые те же, они жалуются, что типа смотрите, в Крыму сидят вот эти проукраинские, типа, которые вот не так давно только там за Украину были, а теперь они уже сидят и их никто не выгоняет. Да, на самом деле чиновникам тоже в это выгодно, потому что, смотрите, когда главный начальник у вас под боком, это геморрой. А когда он где-то там далеко, в тысячах километрах, за стеной 12-метровой, то тебе начинается раздолье. Можно мутить крутые схемы, там, например, я не знаю, продавать Росгвардии капусту втридорого, так? Плюс, Алексей, нельзя упускать элемент определенный. Плюс, Алексей, не нужно упускать определенный элемент авантюризма. То есть мы видели, что было много всяких таких товарищей одиозных, которые сделали карьеру на этом. То есть если ты вовремя первым засветишься, покажешь, что ты вот такой хороший коллаборант, то ты можешь сделать такую карьеру. Да, лояльность, как Поклонская, например. Ну, кем она была там в Украине? Мелкой прокуроришкой какой-то. И она вовремя съехала и стала героем России. Поклонскую подсунули, потому что все боялись вылазить в этот момент ответственно. Потом там был адмирал какой-то еще, который отказался, там, короче, перешел на сторону России, когда вот была вот эта вся затея с Крымом. Потом кто-то еще там, ну таких вот много было, предателей всяких, которые переметнулись быстро в стан России и получили некоторые плюшки, ништячки, там, назначения. Такой элемент тоже не стоит исключать. По итогу народ обнищал, стала коррупция, и вот эти только себе карманы начали набивать. Эти чиновники самые. И гайки закрутили тоже. То есть ФСБ там ищет экстремистов, проукраинских, татар, всякое. Ну, вот эти последние события в Крыму, ну, вот это школьник в Керчи и все остальное. То есть гениально, да? Там, по-моему, даже отравление, что, ну, не очень с экологией там сейчас. Единственное, что которые вбухило, то есть эти налогоплательщики из другой части России. Все. Другое, цены повысились в 3 раза, как в Москве, и все остальное. Туристов не так уж и много стало, мягко говоря. Большой плюс там военным только от этого. То есть они там находятся постоянно. Это и все. Да, военные то есть они стали холопами этих военных, можно так сказать. Они просто попали под внутреннюю оккупацию. То есть вот правительство, государство само оккупирует свой народ, свою территорию, да, то есть они считают это своей территорией, и они держат там войска, чтобы, так сказать, держать людей в страхе, в повиновении, бороться там, пресекать диверсии, всякое такое. То есть, по сути дела, оккупационный получается кто? Чинуши, силовики, все. И военные, ну то есть, да, силовики, соответственно. Чтобы держать контроль над быдлом. Так вот, у нас эта проблема. То есть вот этот самый опрос ВКонтакте показал, что некоторые менты, начальники там даже каких-то РУВД, они готовы сдать суверенитет. Это плохо на самом деле. Ради типа зарплат как там. Ну им же не сделают такие же зарплаты. Господи. Ну это ж полный дебилизм. То есть они думают, что у них будут такие же зарплаты, как в Москве. Где их логика? Тут проблема этой пропаганды еще в том, что она больше действует, то есть мы об этом думаем, но, к примеру, об этом в первую очередь должны думать не мы, а россияне. То есть если бы я был россиянином, меня бы это крайне бесило и просто возмущало, потому что огромные средства моего государства тратят на какую-то херню. То есть ты выходишь, там в больнице нет мест, надо взятку давать какому-то врачу, чтобы там получить такие вещи, которые тебе как бы должны и так полагаться. То есть там дорога в колдобинах разбитая, все украдают, но при этом в какой-то Сирии там ракеты запускают. Нафига кому это надо? Какую-то там интеграцию с Беларусью хотят. Включаешь один канал, там Киселев кричит, мы там присоединим, вернемся, там какой-нибудь, не знаю, Жирик, там Проханов кричит, все, Беларусь вернется в родную гавань, что-нибудь так такое. Там типа нахрена мне надо это, вы что? Офигели, вы мои налоги тратите на всякую херню, вы сделаете нашу страну нормальной, то есть. Чего вы деньги просираете? Я не понимаю, почему там никто не возмущается по этому поводу. Их грабят буквально. Почему нагло. Есть, которые
возмущаются. То есть, не в таком объеме, как хотелось бы. Нет, так и они возмущаются против пенсионной реформы, там, против чего-то еще, против вот этого, да. Против Киселевщины. Был недавно какой-то опрос, правда, доверие ему не такое высокое, по-моему, или в ЦИОМа опрос был, или какой-то еще такой, внутрироссийский там. И значит, кому вы доверяете больше всего, каким учреждениям? Там проводились исследования, сравнения 2014 и 2018 год. Там по поводу, значит, выросло доверие к армии в России, выросло доверие к православной церкви на несколько процентов. А доверие к политическим партиям и к оппозиции уменьшилось. То есть вот это зомбирование работает еще. Но это как бы проводилось такой опрос в целом. То есть при том, что уровень жизни упал, начиная вот с 2013 года, так ощутимо. Кстати, доверие к ящику упало сильно в России. И у нас тоже. То есть лет 10 назад ящику доверяло гораздо больше людей. Но пропагандисты приспосабливаются. Вот недавно о том же Шарие говорили. То есть пропагандисты тоже это знают, то, что и мы знаем. То, что доверие к ящику падает. И они уже подготавливают новые платформы, пытаются создавать блогеров. Понимаешь, есть много талантливых людей, которые готовы как проститутки продавать свой талант. За деньги просто. То есть это не только вот Кисель, это просто маргинал, такой мудак. Он кривляется, то есть, ты ему не поверишь просто, когда ты видишь это все. Он слишком гиперболизирует, все вот это его подача, я не знаю, для чего он вообще нужен. Я бы его уволил, если бы был там редактором каким-нибудь, выкинул бы нафиг, потому что он только деньги просирает и немалые, а кто ему будет верить? А вот другие люди, в основном вот это блогеры какие-нибудь, более из низов, то есть они действительно представляют угрозу. И для гражданского общества, там, да, для каких-то инициатив оппозиционных. Они же набирают популярность. Да, они набирают популярность, потому что они реально талантливые, то есть это не упоротые какие-то совки, там, кисели. Это люди умные. Даже если они будут рассказывать про совок, как крут Сталин, это не значит, что они верят в это. Им просто проплатили, и они будут любую идеологию проталкивать за деньги. Просто есть такие вот, как Геббельсы, да, такие беспринципные люди, которые вот готовы тулить любую херню, там, откровенные преступления, там, жесть, маразм. Вот как адвокаты дьявола такие, которые знают, что заранее, что они неправы, что они идут против совести, там, против всего. Ну и хер с ним, кому оно надо. Главное, чтобы у меня будет там поместье в Крыму, там крутая тачка и куча денег, и все. Это проблема. Кремль не жалеет денег на пропаганду. Когда вот был тогда стрим у Пальчиса, и он рассказывал про вот пропаганду, все это, я тогда тоже прогуглил, посмотрел, по-моему, 1,2 миллиарда или что-то такое Россия потратила в прошлом году на пропаганду. 100 миллионов, по-моему, или больше она на телеграм-канал тратила бабла. То есть вот это дерьмо, которое сейчас украинцы сейчас нам говорят, это все оттуда днище идет. Так, по поводу других еще тем, то есть если мы подводим итоги года, в целом год в политическом плане был такой себе довольно спокойный, несмотря на все. Да, там были определенные скандалы, там разные происшествия, но в целом он был достаточно спокойный. То есть 17-й год, начало особенно, было жесткое, протестное, то есть там вот нарастало это все, то есть была даже угроза революции, возможно. 18-й год затишье пока. А вот 19-й опять ожидается бурление. И 20-й, возможно, тоже. То есть будут тунеядские марши, возможно. То есть я уже слышал от рэп, что наверняка будут организовывать что-то. Это вот январь, может быть, февраль. Если будут марши такие, естественно, я буду вести стримы оттуда. Это, конечно, и есть как раз то, ради чего мобильные стримы и делались. Вот эти все заседания политологов, правозащитников, это просто то, что есть. Потому что вот сейчас как раз затишье, и сильно ничего такого не происходит. А поэтому снимаешь хотя бы это. То есть мне самому просто интересно посетить это, послушать. Но я хочу и трансляцию сделать. И опять-таки вот интересно было провести опрос.
мнение зрителей хотелось бы знать. Как лучше вести мобильные стримы с таких мероприятий, как я и делаю сейчас, но качество будет хуже. То есть и качество картинки, например, ну, все-таки там не всегда не идеальное. И звук, конечно, нельзя никак увеличить, никакого усилителя нет пока. Либо вести запись на камеру, а потом обрабатывать. То есть онлайн-трансляции не будет, но зато качество будет лучше. И все будет как бы доведено до ума более качественно. То есть потом будет выгружаться видео, и люди будут просто смотреть. То есть будет вырезаны лишние моменты, всякие ляпы, там все, что до мероприятия. Потому что тут ты запускаешь, там можно пропустить какую-то фразу, пока ты нажимаешь там стрим. Оратор уже начнет говорить. Либо наоборот раньше немножко. То есть такое вот. Поэтому хотелось бы узнать мнение, конечно, зрителей, как они считают, что лучше. В каком формате подавать мероприятия. Естественно, крупные знаковые мероприятия я в любом случае буду вести онлайн. То есть тунеядский марш, выступление какого-нибудь известного крупного политика, безусловно, чтобы люди видели онлайн. А вот такие мелкие, например, типа как заседание там правозащитник какой-нибудь выступает. То есть такое, мне думается, что лучше, наверное, офлайн. Вот Марат пишет в чате уже, что офлайн лучше. Ну, пока да, один ответ только. Конечно, лучше офлайн по двум причинам. Во-первых, непосредственно белорусская аудитория небольшая, поэтому для онлайна будет мало посетителей просто. А во-вторых, онлайн происходит в не очень удобное время. Всякие заседания происходят в рабочее время там, и так далее. Это не очень удобно смотреть. То есть ты, Алексей, тоже за офлайн формат? Ну, конечно. Уже да, два. Я всегда за качество контента. Это гораздо важнее, чем не особое как бы... Понятно. Ну, ты же вот видел, наверное, типа своевременно, да, там... Я помню, ты присутствовал онлайн, когда было заседание, там выступал Николюк, я видел у тебя в чате, потом, когда Борис Бухель был тоже. Кстати говоря, да, вот, по поводу Бориса Бухеля, там еще потом 3 часа мы после этого разговаривали. Мне просто они сказали, что камеру лучше не включать, там некоторые вещи они рассказывали. Не хотели бы, чтобы та сторона знала эти приемы. То есть, не публично все это, не на камеру сделать. Так что да, тут, конечно, офлайн было бы лучше. Там можно вырезать все. А так попадают разные моменты. Так что у нас уже, да, 2 голоса за офлайн. А что, Фридом, ты скажешь по этому поводу? Так, похоже, уже Фридом Беларус не слышит. Возможно, занят. Ну ладно, я этот опрос буду еще проводить на других потом стримах. В другое время тоже буду спрашивать. Но пока да, я тоже как бы склонялся к тому, чтобы начать записывать все-таки на камеру. Я посмотрел последние стримы, как прошли. То есть там может произойти внезапный отказ, например. Как вот у меня некоторое время стандартная программа YouTube почему-то не работала. То есть как, все забиваешь стрим, вводишь название, запускаешь, и оно срывается. То есть тебя выкидывает на главную страницу, и стрим не начинается. Один, другой раз, третий, вот так неделю, наверное, даже 2 было. А потом вот прошлый раз, когда было заседание, там социологический опрос, я там просто по приколу запустил проверить. Создал стрим в закрытом режиме, чтобы зрители не увидели, тестовый стрим. Нажал, и все пошло внезапно. То есть, возможно, обновление какое-то скачалось, или там пофиксили что-то. Я писал 2 отзыва в YouTube, что у меня такая проблема. И все пошло. До этого я несколько стримов проводил на сторонней программе. Оно даже формат видео, видно, отличается. Он такой более квадратный какой-то. Я это заметил по добавлению роликов в конце. То есть, когда там можно конечные заставки эти добавить. Только 3 штуки влезает. Я думаю, почему, а потом смотрю, так размер же. Так что такие дела. Так что да, скорее всего, будет тогда офлайн. По поводу анонсов я уже говорил, что в январе вроде как Статкевич должен будет приехать, будет выступать. Интересно будет послушать, что он скажет там.
Ну, пока не знаю еще, что по поводу анонсов. Сейчас никаких мероприятий я не видел, которые планируются. После Нового года будет видно. Сейчас у народа главная проблема Новый год отпраздновать. Побухать и отойти потом. Один выходной все равно. Вот, да, петиции, Фридом. там куча направо Ты подписей, но все равно. появился. Ты появился, Фридом. Я задавал вопрос, ты, наверное, отошел или что-то не слышал. Что за вопрос? По поводу того, в каком формате лучше проводить мероприятия. То есть, ну, я говорил, что такое голосование. Вот Марат пишет, что лучше офлайн, и Алексей тоже согласен. Ну, то есть, вот такие... Не, лучше онлайн, чтобы второстепенные мероприятия, не главные, а второстепенные, типа выступления там политолога какой-нибудь, сделать офлайн. Ну как ты делал, типа, да, вот эти? Да, записать как вечерка, например. То есть записать на камеру качественно, с хорошим звуком, все, чтобы обрезать и выложить. Да, вот эти, да. Вот шествия уже другие. Нет, шествия, я сказал, что это не касается. Шествия всегда будут онлайн. То есть тут без вопросов. Именно вот такие. Типа как Борис Бухель, там, когда этот Николюк выступал, или там соцопрос, вот такой. То есть ты тоже считаешь, что такие второстепенные лучше все-таки просто на камеру записать? Чтобы качество было лучше, чтобы люди включали и видели. Ну, я бы вообще эти дал бы до 20 минут. Это было бы идеально. Было бы гораздо больше просмотров. Естественные моменты. Так это никак не влияет на количество просмотров. Что видео 10 минут, влияет. что 100 минут. Так человек перешел, уже просмотр засчитался. А то, что сколько он просмотрит, это как бы не имеет значения. Длинные видео дольше смотрят. Ну, я бы на том месте попробовал все-таки сделать 20-минутный ролик или 15. Нет, так тут суть таких мероприятий именно зафиксировать само событие, полное выступление человека. Выступление, еще дебаты. То есть эти стримы, они даже еще получились немножко обрезаны, там не все попало. То есть это важно для истории, потому что потом это добавляется, эти видео добавляет вот региональный портал, например, там показано выступление, кому интересно, что там происходило. Это узкой аудитории нужно, но есть такие люди. То есть это именно видеофиксация мероприятия самого. То есть от того просмотров больше либо меньше не будет. Будет столько же. Просто если делать 20 минут, то люди, которые пришли действительно посмотреть все выступление, там будет обрезано, и они как бы не увидят всех мыслей. Тут я говорю именно о качестве. Что стримы там хуже качества, потому что, ну, картинка бывает, битрейт рассыпается, не хватает, и звук может быть слабый. А когда ты пишешь на камеру, то все потом подтянуто и вырезаны лишние моменты. А по длине видео может быть там хоть 2-3 часа. Это сколько выступал политолог, столько есть. То есть понятно, большинство пока высказалось за офлайн. То есть чтобы такие мероприятия второстепенные были офлайн. Наверное, так мы и будем делать. А по поводу, Алексей, дебаты там никакие, ни с кем больше не намечаются. Что-что? А дебаты ни с кем не намечаются там еще. Мы хотели провести семинар на тему монополий. Ага. Если хочешь, можешь приехать записать. Да, я буду не против. А когда примерно? После Нового года уже, да? Да, выберем там какой-нибудь выходной, удобный для всех. Я поищу какой-нибудь кейс на примере Беларуси. Ну, надо побольше именно примеров про Беларусь приводить, так будет интереснее. А формат можно будет стрим провести, например? А неважно, Не как надо. хочешь. Ну, то есть ты уже хозяин-барин. Напомню, Понятно. только мне на этот раз тебе удлинитель принести. Джековский. Короче, там семинар, в смысле, сразу доклад, а потом обсуждение, вопросы. Просто у телефона, тем более там у камеры более широкий угол, поэтому его можно ближе пододвинуть, чем фотоаппарат. Там такой микрофон с короткой, вот, ну, этот направленный микрофон, у него короткий. Нет, смотри, у тебя и камера хорошая, и микрофон хороший, просто надо действительно микрофон удлинитель, вот и все. Вот у меня такого нет удлинителя. У меня есть такой джек 3,5
папа-папа. То есть это, например, соединить два каких-нибудь разъема, знаю. а другого противоположного у меня нет, чтобы удлинить. Ну, вообще, как бы, у тебя такой есть, да? Какой? Джек-Джек. Джек-Джек есть, но не такой, как надо. То есть я говорю, понял. там Дело в том, папа-папа. что- Я Там понял. с двумя Есть концами. просто этот... А надо наоборот мама-мама. Или на какой-нибудь Подожди, такой. надо папа-мама. Нет, так у меня же есть вот этот переходный, то есть его можно еще между ними всунуть. То есть если у тебя есть, к примеру, двухконечный мама-мама, то можно в один вставить тот и подсоединить к камере. Или диктофон, например, выносной, если бы был, это тоже хороший вариант. Ну не Zoom H1 хотя бы, а попроще какой-нибудь, это тоже нормально. То есть звук писать отдельно, к примеру. Вообще, есть служба такая в Минске на прокат. И там микрофоны очень задешево можно брать на прокат. А где она находится? Она находится на Немиге. Это центр. Марат пишет копейки на Алике. Ну не знаю, копейки, не копейки. Нормальный диктофон. Да, я стоит тоже считаю, прилично. что вот эти все удлинители, переходники, копейки. То есть у Нет, меня так есть переходники, какие-то- да. И я же говорю не про переходники, а про хороший диктофон вообще-то. Переходники просто долго ждать надо будет, если заказать. Я вот сейчас жду, я в ноябре заказал 25 по 27 ноября я заказал Powerbank для телефона, чтобы стримить можно было долго, на 30 тысяч мАч, там можно будет целый день, наверное, стримить. Идет еще до сих пор, не пришел. Потом, что еще? Карта памяти на 32 гигабайта для фотоаппарата. Тоже не пришла пока. И такая штука, короче, чтобы можно было закрепить телефон на этом, как его, на горячем башмаке. То есть у меня один штатив, и я, например, либо камеру могу на него поставить, но тогда телефон мне придется как-то держать так. Либо я могу телефон накрутить на штатив, вот так вот. То есть у меня нет такого крепления, что с одной стороны винт, как она там, 1/8 или как 3/8, а с другой, чтобы был горячий башмак. А так я смогу поставить камеру на штативе, а сверху в гнездо для вспышки туда закрепить там телефон. И снимать хоть одновременно. И на камеру, и на телефон. Такой вот, он стоит там пару долларов, он идет, переходник такой, жду его. А так вот, да, надо будет посмотреть, заказать на Алиэкспрессе такой переходник для удлинения микрофона. Петличка есть достаточно длинная. Ну, метр или около того, или 80 сантиметров. Но это все равно коротковато. Есть эти петлички длинные, я знаю, в Алиэкспрессе тоже продаются. Комплект такой, там сразу две. Спаянные петлички, и там длинные, по 3 метра, наверное, каждая. В общем, посмотрим. Потом по мере наступления мероприятия тогда подробности уже напишешь. Да, это... Сейчас главная цель выжить после Нового года. Ты в Новый год будешь заниматься экстремальными какими-то операциями? Ну, у нас вся страна занимается экстремальными вещами. Бухает, там, отмечает Новый год. Да, это такое. Один день. Вот Артем пишет, зарядите опрос, чей Смоленск, Брянск и Великие Луки. Ну, чтобы сделать с ним ролик, он что-то, 100 раз хотели с ним по этому хотели, поводу да. Ну, что-то, не знаю. Не согласуется. Ну, тут, может быть, отчасти и моя вина, потому что я эти дни был там в разъездах много. То есть, например, конец прошлой недели, пятница, Господи, суббота, воскресенье. Тут займет 20 минут, то есть по разбору Смоленска, там, Брянска и Великие Луки. Вот, уже это получается, когда там, после Нового года, это в первых числах там можно будет посмотреть кого-нибудь там, не Еще знаю. обещал по Вильне. Ну, блин, господи, сколько можно ждать? Федя, кстати, вот тоже недавно говорил еще по поводу стрима о федерализме. Тема заходила. Говорит, что вот там как-то надо будет договориться тоже. Смотрели, кстати, ролик новый у Светова про федерализм. Да, смотрел. Он опередил четко немного сказал. Федю. А что насчет Беларуси федерализма?
То есть Артем говорил, помню, просто децентрализация, то есть это не федеральная будет уровень. Верно же? То есть так лучше? Или сделать Белорусскую Федерацию? Ну, я сторонник того, чтобы страна была конфедеральной, то есть у нас вся власть была в муниципалитетах. Это не зависит от размера страны вообще, это как бы не про это. То есть, чтобы каждый муниципалитет в стране мог сам заниматься законодательной деятельностью. Многоуровневое правительство, да, такое? Ну, все просто. То есть, чтобы были выборы мэров, чтобы люди там влияли в городах и так далее. Да, не то, что многоуровневое правительство, Freedom, я же сторонник конфедерации. В принципе, чтобы не было центрального правительства. Зачем нужно правительство в Минске, когда на местах все и так решается? Местными муниципалитетами. Ну, помню, Северинец. В Минске может сидеть Верховный суд. Вот это да. Северинец же про это говорил. Вот, ты про это зачитывал, кстати говоря, что типа сделать выборы, то есть чтобы деньги 30% только уходило в Минск. Он говорил, Так... да, по поводу налогов, что... Ну зачем 30, когда вообще, какой смысл вообще, чтобы туда шли деньги? Если решаются все вопросы на местах, зачем деньги туда? Вот еще дополнительный минус того, чтобы не присоединяться к России. Точнее, аргумент. Чтобы у себя сделать децентрализацию. У нас, наоборот, будет центр в Москве, а не в Минске. Это вообще полный ужас, я сказал бы так. Ну да. А что там про федерализм еще можно сказать? Света, в принципе, все как есть сказал. Вот на самом деле он очень коротко сказал. Там много чего, много нюансов интересных. Короче, книги нужно разбирать, которые вы говорили, да? И скачал. Да, например, как в условиях федерализма вот эти вот небольшие субъекты договариваются. Например, когда несколько, вот представь федерацию, да, вот есть, например, некоторые штаты, назовем их штаты, потому что муниципалитеты длинное слово, они, например, могут с собой по интересам договариваться. Например, есть такие штаты, которые граничат с другими государствами. Они могут организовать департамент, который будет заниматься пограничниками, то есть таможня какая-нибудь, да. И получается, что внутренним штатам эта таможня, пограничники эти нахрен не нужны. Они, соответственно, и не платят деньги за них. Они не вступают в этот департамент. То есть силы этого департамента не распространяются, полномочия на эти штаты внутренние. А именно те, которые штаты его заказали, те, которые организовали, те и подчиняются его требованиям. То есть это очень гибкая система. То есть департамент – это не министерство. Потому что министерство – это правительство, оно указывает регионам. А департамент, наоборот, он подчиняется регионам. И регионы его назначают. Ага. А вот эти, к примеру, примеры США, когда там Трамп какой-то суд, точнее реформу судебную хотел сделать, но пару штатов отказалось делать это. И все. Ну да. Так, а здесь речь идет не только о Трампе. Это указ Трампа. А речь идет о том, чтобы даже федеральное правительство, их законы как бы не работали. То есть, в принципе, зачем тогда нужно федеральное правительство? Пусть все на местах решается. А если нужно экстренно объединиться? Я же говорю, создается департамент. Вот как штаты объединились, чтобы бороться с Англией? 13 колоний. Они объединились
они назначили, ну, создали чрезвычайный этот совет, как он назывался, там, я уже не помню. Ну, так и назывался совет, по-моему. И на нем выбрали главнокомандующего, который воевал против Англии, объединенной армии 13 колоний. То есть было ополчение, милиция определенная, национальная гвардия, скажем так. Вот еще, Алексей, вопрос. По поводу скреп. Скоро же заканчивается блокировка на канале. Насколько я знаю, там конец декабря, начало января. Планируется ли какое-нибудь там развитие канала? Да, было много всяких планов, что с ним делать. Я не знаю, возможно, проведем просто стрим. Да, стримы. Соберемся несколько человек, там позовем старых этих стримеров, просто пообщаться. Ну, что-нибудь интересное обсудить. Будем посмотреть. Потому что, к примеру, Алексей, если будут дебаты, то можно сделать через рестрим трансляцию на 2 каналах. Попробовать. Ну, можно. Все можно. Канал как-нибудь используем. Это хороший канал, 15 тысяч подписоты и не случайных там не людей, 15, а именно... там сейчас уже около 13, 12 900. Может быть. Там именно целевая аудитория, то есть это как бы ценные подписчики. Но это все равно как бы приличный еще канал. Просто многие уже отошли, как бы, да, смотрят, что ничего не происходит. Тогда еще осенью там интересовались, типа, что там, когда стримы. Просто Я вообще хотел сделать небольшой ролик такой прикольный, буквально на 5 минут. Сценарий уже есть, чтобы его кто-то зачитал, например, вот Артем своим прекрасным голосом. И под аудиоряд подставить кадры кинохроники. Короче, суть ролика про то, как мы оказались в такой ситуации. То есть там коротко про номенклатуру, про совок и так далее, чем все закончилось. Ну, грубо говоря, такая история 90-х нулевых. Ну, так Артем писал? Нет, еще нет. Это я подожду, пока канал разбанится. Сейчас куча дел не до этого. Но вообще, как бы надо сделать так. Это он типа для этого канала, для КВ? Нет, это я для скрепов хотел сделать. А как там дела идут по поводу организации ЛПБ? К 2020 году будете готовы? Чтобы как-то заявить о себе. Все ты троллишь. Надо этот контент залить на сайт и все, в общем-то. Сейчас я просто... У меня времени нету выделить. Вот завтра будет свободный день, чтобы туда закачать самое главное, основное. Ну, сайт уже есть. Там вот обстример у нас тут сидит. Он все это сделал быстренько. Вообще четко получилось. Ну да, что нужно заполнять? Книги есть в том же, тоже, на том же канале, к примеру. А флаг, то есть никак никто не может оформить его, хотя там тоже все есть. Ну, блин, надо сейчас зайти на этот Telegram, найти людей, которые фотошопом занимались вот этого флага, написать ему в личку. Это я сделаю, повторю завтра эту операцию. Ну, то есть надо расталкивать немного. Я там книги хотел описание к ним, не просто название, а именно типа как такая рецензия. Типа про что эта книга. Ну, чтобы все было симпатично.
Господи, вот сейчас открыл YouTube, сколько дебильных роликов сразу же наткнулся. Лукашенко закрыл сделку с Путиным, но все же он и типа точка. Потом что тут? Игры закончились, Медведев подписал точка. Путин сошел далеко, чем обернется новый союз? Точка. Господи, и этого дерьма сейчас реально столько навалом. Люди хайпятся, понимаешь? Это тема сейчас. Люди снимают ролики, неважно как бы чего, почем. Там на 1 минуту, 2 минуты. Да. Марат Минский какой-нибудь опять еще что-нибудь снимет на такую тему. Они живут этим. Кстати говоря, я смотрю еще вот, эта ж тема и Белсатом мусолится немножко еще периодически. Вот когда сейчас опять пошло обострение с Россией, поднимается, я там под пару видео вкинул ссылку на тот отрезок по поводу того, почему Россия не сможет захватить Беларусь. И еще немножко просмотров добавилось. Там уже около 6800 с копейками. К 7000, короче, подходит. Я думаю, что еще за недельку, может, до Нового года там 7000 набежит. Так. Ну ты сейчас ролики на Белсате вышел, закинь еще. Только пиши, почему не захватит, да, вот это нас, Раха. Там просто новые ролики вышли, сразу, ну, когда только ролик выходит, лучше сразу закидывать комментарии. Ну, я смотрю просто, во-первых, я редко открываю это, я не смотрю никаких блогеров практически, ничего. То есть, когда я захожу, я ввожу какие-то теги, там, каналом своим занимаюсь. Захожу, когда вот смотрю Белсат периодически, там, может, раз-два в неделю. Когда что-то появилось, я только под тематическими. То есть, если тема ролика, связанная там с отношениями России и Беларуси, там что-нибудь такое, обострение. Вот там, тебе вот тематические как раз такие ролики только что вышли на Белсате. Чем раньше вот ты закинешь, тем больше просмотров сейчас будет у них, у ролика. Нет, просто сейчас я веду стрим, поэтому, естественно, я сейчас о другом немножко думаю. То есть, это уже после стрима. Внутренняя статистика этого стрима показывает, что максимальное количество зрителей одновременно было 23 человека. Общее время просмотра примерно 63 часа. Ну, всеми этого видео. Среднее время просмотра около 13 минут. И 293 воспроизведения. Ну, то есть 293 просмотра должно быть. Ну, YouTube отсеивает. То есть, к примеру, YouTube отсекает, когда вот ты, например, несколько раз там обновил видео, когда там комментарий какой-нибудь пишешь. YouTube это все не засчитывает. То есть там алгоритмы уже совершенствуются, чтобы не произошла накрутка просмотров. Поэтому если ты 10 раз перейдешь, закроешь ролик, это не добавит просмотров никак. Оно может первый день будет еще числиться, но потом YouTube их отсекает. Он убирает лишнее. То есть там у них интеллектуальные какие-то вот эти алгоритмы, которые с этим борются. Они смотрят, что с одного IP там все такое. Сейчас, конечно, к вечеру уже упало количество зрителей. Смотрю, уже 8 человек только. Да, 6837.
Зашел на ролик Белсата, который набрал 35 тысяч, грубо говоря, просмотров, и какая-то вот хваханаль. Дождались. Но к этому все шло. Нужно было не красть, а экономикой заниматься. Батька еще раз доказал, что президент должен говорить на государственном языке. Так, ладно, это не то. Срал на независимость, мол, только личная власть без ограничений. Нет, бред. Какие-то пессимистические комментарии. Хотя, бред какой-то. Макей сказал, все нормально. Просто сделали группу рабочую по типу ассоциации. Все, господи, все. Какая Нексия, что к чему, что за бред? Кто все сдал? Не было никакого официального заявления. Песков сказал, что нету никакого захвата Беларуси. Блин, это просто бред. Да, тем не менее, несмотря на время, еще так народ поглядывает. 10-11 человек онлайн. Еще, как говорится, не расходятся. Какой еще вопрос можно было бы поднять? Что мы еще не обсудили важное, подводя итоги? Так. Что ж, как бы основные вопросы по теме стрима разобрали. Можно теперь ответить на вопросы чата. Так, вот. Код, тебе надо убрать рамки и мыслить шире, чтобы развить канал. В смысле? Какие убрать рамки? Чтобы развить канал. Что ты имеешь в виду?
хотелось бы, конечно, более подробно услышать какие-то пояснения, потому что так не совсем понятно, что ты конкретно имеешь в виду. А если слышишь QBStick, то напиши подробнее свою мысль, что конкретно ты имеешь в виду, под какими рамками. Так, пока еще есть время, никто никаких вопросов не задает. Но скажу так еще, что следующие стримы уже будут после Нового года, скорее всего. То есть у меня был план по поводу того, чтобы вчера записать новогоднее обращение к подписчикам. Ну, я не знаю. Я подумал, что, наверное, это все-таки не нужно. Это может быть слишком уже. И решил пока не делать этого. Так что, скорее всего, следующее видео будет уже в 2019 году. Так, там будет какие-нибудь мероприятия, если кто-то приедет. Не знаю, какого там числа, если не сорвется в январе, Статкевич, возможно, будет. Потом, возможно, январь-февраль. Может быть, Тунеядский марш, теоретически. Но если не будет Ворши, то в другом каком-нибудь городе, конечно, поеду осветить, может быть, Минск. Потом 19-й выпуск этого шоу Серого Кота, вероятнее всего, будет. Уже сейчас работа ведется над ним. Есть пока заставка, но еще не совсем пока знаю сценарий, то есть что там, о чем сделать. Тут еще стоит подумать пока. Сначала тоже была идея сделать к Новому году, но решил, что зачем, вот стримом обойдемся. То есть поставил, если кто не заметил, вместо монитора у Серого Кота там вот на столе появилась такая вот новогодняя елочка. Так, что еще хотел сказать? По прошедшим мероприятиям тоже возможно. Если у кого-то есть вопросы какие-нибудь, тоже можете писать. Я пока стрим выключать не буду, еще подожду. Возможно, кто-то что-то напишет, какие-нибудь вопросы. То есть пока открытая линия для вопросов зрителей. Так что если что-то хотите узнать, то спрашивайте. То есть уже было видео с ответами на вопросы в начале декабря, по-моему, 10 числа. Тогда я ответил на большинство вопросов. Сейчас как бы подведение было итогов года, но сейчас, поскольку мы уже итоги подвели, новости рассмотрели, то, конечно, ответы могу дать на вопросы зрителей. Потому что сейчас насчет свободных стримов с временем было не очень. Со временем было не очень. Приходилось вот ездить, разъезды там, и потом видео редактировать. Так что не было лишнего времени тут. Так, Рогволод Полоцкий. Код не по теме. Ну, спроси, что там у тебя есть. По теме, не по теме.
Все, Алексей пошел спать. Да, Алексей уже пошел. Ну, пиши, Рогволод, если хочешь. То есть, если ты имеешь в виду через стрим в чате, то можешь написать что-нибудь. Только пока так. Больше никак еще. Да, 7 человек еще даже смотрит. Я сейчас как бы уже разобрали основные итоги, подвели, так я так задал вопрос, сказал в чате, то есть, ну, Вот, что... зачитай новость. Какую? Сейчас я скинул на Инны. Ну, давай, скидывай. Так, уже как бы итоги подвели, так я... Пока тут была тишина, сказал в чате, что... Я скинул. Да, все желающие могут задать вопросы. То есть, ну, наподобие, не так вот, как 10 декабря я отвечал на вопросы, но что-то типа такого. То есть, линия как бы открыта. Если у кого-то есть вопросы по прошедшим мероприятиям, там по развитию канала, там еще почему-то, то могут задавать вопросы. Так, вот, открыл эту новость. Тут Бай пишет, что Макей призывал не делать трагедии из проблем в отношениях с Россией. Глава МИД Беларуси констатирует периодически возникающие из-за поверхностной бухгалтерии трения в отношениях с Россией. Ну, это вот то, о чем Алексей говорил, что каждый раз в декабре там обострение у них. То есть ничего такого нового. Так, но убежден, что Минск и Москва в состоянии преодолеть возникающие проблемы в отношениях путем диалога. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью японской телерадиокомпании NHK. Отметим, что интервью состоялось 19 декабря, однако на сайте внешнеполитического ведомства было опубликовано спустя 10 дней. К нашему великому сожалению, иногда в наших отношениях появляются моменты, связанные, я бы сказал, с поверхностной искусственной бухгалтерией, когда подсчитывается, кто и сколько положил на чашу весов в той или иной сфере сотрудничества и кто кому должен. Мы исходим из того, что мы братские дружественные государства. И работая в рамках и союзного государства, и Евразийского экономического союза, должны стремиться к созданию в ЕАЭС единого экономического пространства, которое позволило бы обеспечить свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, отметил Макей. При этом глава МИД призвал, что не делать из этого трагедию, поскольку все эти вопросы возникали и раньше, но решались путем диалога. Он также отметил, что экономики Беларуси и России тесно переплетены, поэтому странам нужно идти дальше по пути создания единой промышленной, единой сельскохозяйственной политики. Говоря о том, что мы действительно являемся тесными союзниками с Россией, я, тем не менее, хотел бы подчеркнуть, что Беларусь, как любое независимое государство, стремится проводить и проводит внешнюю политику, торгово-экономическую политику, исходя из абсолютно собственных национальных интересов. Мы исходим в нашей политике из того, что необходимо нашей стране, что важно для нашего народа. Понятно, что мы тесно взаимосвязаны, но тем не менее. Беларусь, как независимое суверенное государство, всегда стремилась проводить и будет проводить абсолютно независимую внешнюю политику, которая направлена на благо народа, подчеркнул Макей. Если возникнет угроза, мы должны быть готовы дать отпор агрессору. Во время интервью журналист спросил у главы МИД, не представляет ли Россия угрозу для Беларуси. Сегодня мы не считаем, что кто-либо из военно-политических игроков представляет прямую угрозу для нашей безопасности. Сейчас сложно себе представить, что кто-то бы решился напасть на Беларусь, как это было в прошлом веке, когда мы потеряли во Второй мировой войне 1/3 своего населения. Но мы не можем равнодушно проходить мимо фактов, которые лежат на поверхности, сказал глава МИД. Он привел в пример расширение блока НАТО на восток, непосредственно у границ Беларуси, взаимные претензии и геополитическое противостояние между Востоком и Западом, между Россией и США. И приостановление участия США в договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности, тлеющие новые конфликты, рост обвинительной риторики в адрес друг друга, очевидном витке гонки вооружений. Мы видим, что в Польше, странах Балтии и других странах
раздаются какие-то новые заявления о том, чтобы дополнительно разместить американский военный контингент. Некоторые страны даже готовы заплатить за это, отметил Маккей. Он подчеркнул, что Беларусь исходит из разумной целесообразности обеспечения надлежащей обороноспособности государства, надлежащего уровня подготовки вооруженных сил. В случае, если возникнет какая-то прямая угроза для безопасности нашей страны, мы должны быть готовы дать отпор агрессору, как это принято говорить, добавил Владимир Маккей. Да, вот интересный вопрос в чате. Окей, вопрос. Завтра Плешивый и Луи Плет заявляют, что мы одно государство. Ваши действия? Ну, во-первых, да, вот Артем уже написал, что нет, не заявит. Он, конечно, дегенерат, но власть любит сильнее. Да, он не заявит. И уже Маккей, как его представитель в первую очередь, он уже дал понять от лица, так сказать, представительства нашего государства, что ничего бояться нечего. То есть, ну, возможно, это так это просто нагнетение, дебилизм. Да. Все хайпятся на теме. Все пытаются раскручивать для того, чтобы хайпануть, получить там просмотров, срубить какой-то рейтинг. Типа, все, вот сейчас, завтра война уже начинается, Беларусь, там, все, конец, Россия захватывает, все, быстрее бегите, там, крымский сценарий повторяется. Да ну, с чего это вдруг? То есть важно понимать, что не надо верить всему. То, что там пишут, все уже началось, все там понятно. Кому понятно, что началось? А в 2010 году что? Вот так, по-моему, за час там до Нового года подписали газовый контракт. В 2011 году, по-моему, или в 2010 было. Сидели там до самого конца. И что? Что первый раз, что ли? Да, такое часто. Алексей тоже это уже отметил, что в декабре у нас обострение отношений. Придут к какому-нибудь компромиссу, подпишут там контракт новый и все. Что-то компенсирует, что-то, может, не компенсирует Россия. Ну, не думаю, что кардинально прям ситуация изменится. Так вот. То уже тут прям присоединили уже Беларусь к России. С чего-то. Честно говоря, да, не понимаю такого большого ажиотажа вокруг этой темы. По-моему, все понятно. Что ты думаешь, Артем, по этому поводу? Да ничего, те, кто хотел похайпиться на этой теме, сейчас они похайпятся и успокоятся. Но если вдруг случится война, то об этом первыми узнают в восточных областях. Об этом не узнают изначально средства массовой информации. А в следующий раз об этом узнают только западные области, у которых объявят всеобщую мобилизацию. От 18 до 56 лет. Короче, если начнется война, я об этом узнаю довольно быстро, потому что я нахожусь примерно где-то в 70 километрах от Смоленска. Ну, Орша, да. Да, там буквально 50 километров до российской границы. То есть я об этом быстро узнаю. А все, кто сейчас хайпится, Лукашенко все сдаст, Лукашенко то, Лукашенко сё, да, Лукашенко дебил. Он, к сожалению, такой вот старичок из деревни. Он деревенский парень. Он, в принципе, в политике, когда пришел в политику, ни хрена в ней не понимал. Сейчас он немножко поднаторел. Но у него есть один очень важный фактор для политика в нашей стране. Он никому не отдаст свою власть. Потому что единственное, что он любит в своей жизни, это не сыновей, это не любовниц или жену, или маму. Он любит власть. И от власти он никогда не откажется. Добровольно. Чтобы он отказался от власти, его нужно убить. Просто важно понять, что такие вот новости резонансные, они порождают такие вот информационные пузыри. То есть, когда появляется какая-то тема,
Ее подхватывают многие информационные вот эти каналы, тут там блогеры топовые, эти разные СМИ, там независимые и государственные потом. И то есть развивается... Прикол в том, что на Белсате вообще не говорилось, что мы присоединяемся к России. Не, речь не конкретно о присоединении, а просто вообще вот тема отношений Беларуси и России. То есть ее подхватывают... Ребят, одна проблема. И на Белсате, и на всех остальных оппозиционных и неоппозиционных каналах подхватывается одна и та же тема. Лукашенко всех сдает, вот мы сейчас должны поднять лапки кверху и всем сдаться. А вообще-то у нас еще есть армия как-никак. Не, Артем, оппозиционные каналы некоторые обычные... они не говорят, что... Наоборот, оппозиционные каналы наоборот. Они говорят, надо воевать, Лукашенко вот сдает, готовьте автоматы, типа, все, нас сдали. Типа, да, у кого есть автоматы? Ну-ка давайте пересчитаемся. Первый, второй, третий. У кого есть автомат? Тут я помню, не так давно это деда осудили, у которого там в сарае винтовка Мосинка старая какая-то была. Да, и к чему призывает Белсат? Где взять автоматы? Не, это я так образно говорю. Ты вот только что сказал, какие нахрен автоматы? Кто призывает? Никто этого не призывает. Что за херню вы сейчас говорите? Не было этого. По поводу аннексии говорят именно российские. Только исключительно российские и украинские. Да, абсолютно верно. Это хинею не поднимают. Дебилизм полнейший. А зачем российские и украинские СМИ пытаются нас сбить с толку? Какой смысл? Ну, россияне хотят, типа, кусок, как всегда, типа, чтобы надавить, прижать, а украинцы не понимают. Они просто... Россияне, они пытаются что-нибудь получить с этого дерьмового союзного государства, которое существует с 96-го года. А украинцы, какой смысл в этом преследуют? Ну, россияне еще, Артем, конкретно, какие-нибудь российские блогеры, вот такие, которые раздувают эту тему, СМИ разные, провластные особенно, они пытаются на этом еще, естественно, и поднять рейтинг Путина. То есть они пиарят в том ключе, что смотрите, как он хорош, он скоро возродит Советский Союз, уже Крым наш, и Беларусь скоро будет тоже наш. И ватники такие там, типа, да. А украинские СМИ какую цель преследуют? Тут сложнее все. Да, тут сложнее, но вполне понятно. Отвлечение. Смотрите, белорусы сейчас сдадут свое государство, но мы же не сдали свое государство, мы великие, такие замечательные и прекрасные, хотя на самом деле не совсем так. А ведь верно. То есть опять течение тупого быдла от их насущных проблем. Как это всегда бывало. То есть, по сути дела... Да, только мы на самом деле ничего не сдаем. Ну так да, я понимаешь, все используют в своих интересах любой информационный повод. То есть путиноиды используют, чтобы поднять рейтинг Путина. Как угодно. То есть вот там что-то случилось, вот смотрите, власть там наша адекватно отреагировала, там пожар какой-то произошел в Сибири. Видите, как хорошо они потушили быстро? Смотрите, а Путин-то сказал, что он компенсирует тем, у кого дома сгорели, построит каменные вместо деревянных, там что-нибудь такое. Тут тадам, переговоры по нефти, смотрите, как Медведев жестко... Да, совершенно. Самое интересное, в это же самое время украинцы говорят, вот смотрите, у них все сгорело, и они все остались без штанов. А мы такие великие и прекрасные. Пропаганда. Украинцы, по сути, получается, то же самое делают. То есть тоже используют только... Ты же видел, да. ты же видел, когда эти украинцы сюда зашли в чат. Они повторяют эту пропаганду. Ты слышал, что они каким промыли мозги? Это просто жесть. Используют просто там точно так же, как и в России. То есть, ну, методы те же. То есть для поднятия рейтинга Порошенко, например. Видите, наша власть не такая плохая. Вот вы думаете, все плохо, ничего подобного. Вот белорусы там довели свою страну уже до самого дна. Вот сейчас скоро Россия станет. То есть это такое. И белорусы довели свою страну до ручки. Хотя если бы сравнить украинские села и украинские мелкие города с белорусскими, то кто еще до каких ручек довел свои города, это нужно еще поспорить.
Когда я был в 2010 году в Ривне, в городе Ровно, Западной Украины, я увидел троллейбусы 70-го года. Хотя у нас были троллейбусы местами 80-го, местами 90-х годов. А там реально 70-е годы троллейбусы и дороги такие, что по ним проехать невозможно. Это Ривны, Западная Украина. Ну, поэтому... И потом Белсат выпускает: Армения и Украина научили белорусов. Чему научили? Барахтаться в говне? Нет, спасибо. Ну, с Арменией не ясно еще там. Армения, возможно, научит, если реформы там пройдут реально. Через несколько лет посмотрим, Армения что там как. никого не научит, потому что, во-первых, Армения сама сдалась лично, персонально, а нас просто разделили. Это во-первых. А во-вторых, Армения, насколько мне известно, она выступала, раза два. У них была такая национально-освободительная борьба. И Армения была одна из тех государств, которые не сопротивлялись тому, чтобы вступить в ССГ, Союз суверенных государств, когда разваливался совок. Беларусь и Украина колебались, то есть они и не туда, и не сюда. Если вы нас уговорите, мы вступим. Если нет, тогда не вступим. То есть Армения – это государство, которое принадлежит Путину, поскольку оно является вассалом Российской Федерации. И какой бы там ни был премьер, Пашинян, не Пашинян, какой-нибудь еще другой премьер, все равно не имеет никакого значения. Там все уже давным-давно определено. Это неприятно, но тем не менее. Ну да, это просто гениальный ход. То есть это дерьмо, то есть это очень хайповая тема, что набирает по 100 тысяч просмотров, по 200 тысяч просмотров. Пускай набирает по 100, по 200, по 300, но, ребят, мы же все-таки в нашей стране не идиоты, мы прекрасно узнаем, если у нас вдруг что-то начнется, у нас обязательно будет мобилизация. В любом случае. Если вдруг начнется референдум, то референдум будет готовиться как минимум неделю. Нужно отпечатать бюллетени. И нам скажут: вот у вас референдум. А у нас есть еще армия, которая не совсем с этим согласна. У нас есть еще население, которое не согласно вообще. Так что это полный бред. То есть я к тому, что эти хомяки пополняются, то есть и с России, и с Украины. То есть это фабрика зомби какая-то. Просто жесть. Нам просто решили испортить новогодние праздники. Вот что я думаю по этому поводу. Да, раз уж ты здесь, то спросить тогда по поводу, мы говорили по поводу видео, когда там после Нового года записывать видео про Смоленск, там вот это, что мы давно хотели сделать, надо будет как-нибудь собраться. В каких числах Да, хотя мы бы давно хотели сделать, у меня были очень большие технические проблемы, мне пришлось немножко с этим делом завязать, и в принципе, я так думаю, что россияне очнутся после Нового года числа 3-го, можно сделать 3-го либо 2-го и выложить 4-го или 5-го. Думаешь, они так быстро очнутся? Я думаю, числа 14 или 15 они очнутся. У них же там большие каникулы, наверное. А я не знаю, какие у них каникулы, но у них, судя по всему, с 1 по 3 точно каникулы. Поэтому можно будет заснять 2-го или 3-го, а потом выложить 4-го или 5-го. Ну хорошо, тогда посмотрим в этих числах. Это как раз, да, по такой промежуток, пока ничего не происходит, можно
будет записать что-нибудь такое. Ну, сейчас вообще смотреть нечего, в принципе. А насчет того, чтобы выложить 4 или 5, даже не знаю, может рановато. Народ еще, может, будет смотреть новогоднее как-то. Пойдет ли подписчик посмотреть? Может, Ну, рановато. здесь нужно будет подумать. Просто я слишком долго тянул с этим. Ну, это вопрос как бы такой, который не требует особой спешки. То есть это вот тема тех, кто хочет похайпить на отношениях России и Беларуси, например, им надо срочно торопиться, пока еще нет решений никаких, пока вдруг тема хайповая не сломалась. А тут это вопрос вековой. Самое главное решение будет 31 года, 31 декабря. Когда мы, как обычно, в Новый год перезаключаем все контракты Российской Федерации. Вот здесь будет очень интересно. Пока они здесь хайпили, посмотрим 31 декабря, что будет. Но если вдруг они не договорятся, то, как обычно, они будут ждать либо весны, либо лета. Стоп, так, по-моему, они говорили по 2020 по поводу переноса переговоров по поводу этого транзита. В 2019 году наш министр обороны Равков, он сказал, что мы будем пересматривать вообще, в принципе, нужны ли нам российские базы на нашей территории. Да, срок аренды там Они выходит. же говорили, что будут создавать комиссию по поводу... Срок аренды заканчивается в 2021 году, но Равков сказал, что мы будем пересматривать... То есть досрочно. Досрочно. Да. Артем, они же там новость проходила, что будут создавать какую-то комиссию по союзному государству. Министр обороны сказал, что мы будем пересматривать, нужны ли нам военные базы. Совсем недавно, неделю или две назад. Ну зашибись. То есть, может, они как раз-таки на это и договорились, чтобы поставить российскую базу у нас в Беларуси? Не, Фридом, ты не понял, они будут пересматривать по поводу действующих военных баз, чтобы их, возможно, убрать отсюда. Да, потому что срок аренды военных баз заканчивается в 2021 году, но пересматривать этот срок будут в 2019, в следующем году. Понятно. Ну вот как раз таки мне и кажется, что они хотят по поводу этих баз договорились, поэтому вот в 2019 году и будут пересматривать, чтобы продлить этот срок. Я не знаю, о чем тогда они договорились. Ну тогда мы ничего не теряем. Ну еще какая-то комиссия будет создана в союзном государстве. Никакой комиссии, никакого союзного государства, это все туфта. Сейчас новость брошу. Сбрасывай, но это все туфта. Никакого союзного государства не существует в принципе. Ну, еще Песков сказали, речь об объединении России на государство не идет. Все, господи, это даже россиянин сказал. Второе лицо государства. Пресс-секретарь президента. Это Володин, вообще-то. Это пресс-секретарь президента. Его, короче, выразитель его официальной позиции. Это вообще никакое лицо государства. Он просто выражает позицию Путина. Это президент. Говорящее Второе голова лицо Путина. Государства – это Володин, а третье лицо государства – это Матвиенко. А пресс-секретарь – это пиздобол. Ну и что, блин... Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко обсудить погодите, перспективы деятельности рабочей группы по дальнейшему развитию связей России и Беларуси. Ладно, я сброшу, код зачитаешь. Чтобы все послушали. Господа, каждому белорусу я предлагаю только одно. Подготовиться к тому, что скоро мы снова будем воевать с Москвой. Это неприятно. Но это будет необходимо для того, чтобы защитить границы нашей Родины. Для того, чтобы защитить нашу Родину.
Скорее всего, это будет где-нибудь весной, либо летом, в конце лета, где-то в июле, в августе. Скорее всего. Почему именно Поэтому тогда? я предлагаю всем подготовиться. Артем, почему именно в это время? Потому что зимой никто воевать не будет. Зимой воевать это слишком сложно. А когда хотят базы, по поводу баз решить? В 2019 году. Неопределенная дата. Ну вот давай подождем по поводу вот этого баз. Да, Артем, особенно твои слова будут болезненны для ватников. Они их просто возмутят до глубины души. Как же это так, с Россиюшкой-то воевать? Не в первый раз. У ваты пригорит. Ну тогда они считают, это поляки воевали, которые нас попортили и сделали из русских вот что-то типа белорусцев такое. Серый, нам не в первый раз воевать против москалей. Но подготовиться морально хотя бы к этому нужно. Да, они были нашими партнерами, нашими соседями, но, к сожалению, сосед решил всунуть копье на нашу землю и сказать: а вот это моя земля. Они вот ни хрена. Мы сподвеку марили только об одном, об своей незалежной Беларуси. А после того, как мы отобьем нашу незалежную Беларусь, после этого мы еще захватим Смоленск, Брянск и южную часть Псковской области. Потому что это тоже наша территория. Об этом будет Тверь. Отдельное видео. А потом Тверь и Рязань пускай трясется. Подгорит же у них. Поскорее бы ролик замутить. О, и сразу количество лайков увеличилось. А поляки нам, наши братья, помогут. И украинские добровольцы помогут. Да, мы им помогали. Сразу сказали еще, вот совсем недавно, где-то недели 2 назад, выступило польское общество. Общество поляков в Беларуси. Оно сказало, что поляки белорусов не оставят одних. Фу, слава богу. Вот это реально истина. А не эти упыри, которые на нас давят. Вот, в чате нам пишут. Не нужен ни Путин, ни российские войска, ни что бы то ни было. Нам нужно только одно. Нам нужна независимая Беларусь. Это сказал польское общество. Вот в чате пишет Рогволод Им Полоцкий. не нужна граница. Им не нужна граница с Россией, полякам. Это 100%. Ну, им лучше буфер, да, определенный. А лучший союзник. Нужно заставить Александра Григорьевича сделать ситуацию. Заставить его через митинги мирные. Ну, его Путин заставляет это делать. А мы как граждане заставим его евроинтегрироваться. Его заставляет Путин. Тем, что деньги. А мы заставим, еще раз повторяю, мы на это мы Лукашенко ничему не заставим, ни к чему не принудим. Здесь его принуждает Путин тем, что деньги не дает. Пока Путин давал деньги, он ничего бы не слушал. А теперь его не надо митингами ничем принуждать. Он сам теперь у него нет делает. Денег ни у Путина, ни у Лукашенко. И Лукашенко пытается как-нибудь этого Путина от себя отодвинуть.
И вот тот же самый Пашинян, когда приехал в Москву, он тоже говорил о том, что не помню, извините. Ну, в общем, после Лукашенко в Москву вызвали Пашиняна, премьер-министра Армении, или президента, или как он там называет. И что он там сказал? Да хрен его знает, я тогда Рождество праздновал, то есть это было 25-го, 26-го. Ну, посмотри выпуск Белсата, вот, и все узнаешь, что он там сказал. Ну да, в прямом эфире сейчас посмотри. Это как-нибудь потом. Нехта почему-то ролики не выпускает. Хотя, блин, Ну, у него проблемы сейчас. У него есть дополнительный канал. Понятно одно, почему оппозиционные средства массовой информации нагнетают обстановку. Они наоборот говорят, что мы суверенность. Нет, как раз они нагнетают. Кто? Кто нагнетает? Белсат. Как он нагнетает? Ну, например, вот сегодня был выпущен ролик о том, что, видите ли, белорусов, армяне и украинцы чему-то научили. А может, это мы научили украинцев и армян? Ну, армяне так точно научились своими митингами. Как нормально бастовать, в отличие от украинцев. В этом плане, в плане протеста. А белорусы, Артем, по-твоему, чему могли бы научить? Там чему, как ты думаешь, научили армян там, или украинцев? По-моему, мы ничему не научили их. У нас ничего не произошло. По-моему, если кто-то чему-то из стран бывших постсоветских может кого-то научить теоретически хотя бы, это может быть Эстония там, и Грузия, они могут сказать, что мы провели реформы определенные. Мы вас можем научить. Хотя это тоже так условно. Остальные все в говне так и остались, как и были. Так, а что, Грузия не в говне? Нет, не в говне, они могут спокойно бастовать, больше 3 поправила свое положение. Относительно того, что было. Одно дело бастовать, а другое дело что-то изменить. Легализация травки и легких наркотиков. Это совсем не то, Фридом. Не надо все подряд. Это вообще ни о чем. Мы вообще-то говорим про про экономические реформы, а не про легализацию травки. Ну, до 2013 года перед тем, как пришел пророссийский... Слушай, ладно, все. Ребята, травка и так далее, это все один вопрос. Вот лично, если бы я был директором, то каждый человек, который продает травку, он бы висел на фонаре. Я это гарантирую. Поэтому ты никогда не будешь директором. Вот именно поэтому я никогда и не буду директором. И не нужно, Артем, ты какой-то кровожадный. Время таких директоров прошло уже давным-давно. Да, именно поэтому. А что касается тому, кто кого научил, так, ребят, давайте просто посмотрим на любые рокоши, которые происходили в Речи Посполитой. Давайте посмотрим на любые конфедерации, которые происходили в Речи Посполитой, когда те люди, от которых зависела судьба государства, это были военные, это были люди знатные, когда они как-либо были не согласны с парламентом, то есть с вальным соймом или сеймом, как вам больше нравится, сойм или сейм. Так вот, эти люди, они объявляли войну государству, собирали свои армии и воевали против государства, против короля и против сейма. Пока их требования не были бы услышаны. Но это древность. А в древности именно из-за вот этих вот рокошей наше государство, Речь Посполитая и Великое княжество Литовское, именно из-за этих рокошей оно в конце концов пало.
Потому что вот то веяние демократии и то веяние свободы, которое у нас было, мы профукали. Реально профукали. И когда пришел в Сейм Репнин, глава российских оккупационных войск, они тогда реально назывались оккупационными войсками, и он спросил у Сейма: ну что, вы согласны подписать раздел Речи Посполитой, второй раздел? И тогда депутаты Сейма молчали 2 суток, 48 часов. Никто никуда не расходился, только поесть и справить свою естественную нужду. Это был молчаливый Сейм, так называемый, в Гродненском Новом замке. И когда Репнин от этого всего дела устал, он сказал: молчание – знак согласия. Тогда квартирная армия Речи Посполитой составляла 2000 человек. 2000. Войско Речи Посполитой, объединенное войско Речи Посполитой, короны Польской и Великого княжества, постоянное войско составляло 2000 человек. А сейчас у нас войско составляет наше белорусское 68 плюс 350 тысяч еще в запасе. И это не считая тех от 18 до 56. И диктатура, в чем прелесть диктатуры? В том, что диктатура, она не будет размениваться на каких-то там, на какую-то молодежь. Она скажет: все, кто может держать в руках оружие, пройдемте. Получите форму, получите вооружение и отстаивайте независимость нашей страны. Вот в чем прелесть диктатуры. Одна из. Будут ли большие потери? Да, будут большие потери, но тем не менее. Как думаешь, как быстро поляки, украинцы помогать нам? А поляки украинцам вообще не хотят помогать и не хотели. Просто по одной простой причине. Волынская резня, их любовь к Шухевичу и Бандере. Причем тут украинцы, я сейчас про поляков. Ну, украинцы, ладно, черт с ними, а поляки? Поляки нам могут помогать всем, чем только угодно. Украинцам они помогать не собирались и не собрались бы. Потому что украинцев поляки, ну, мягко говоря, презирают. Но при этом пустили их к себе. При этом их пустили к себе, поскольку Порошенко все-таки добился того, чтобы была безвизовая схема. Я все больше убеждаюсь, что украинцы, блин, не. Вот поляки, это да, это самые нормальные, адекватные люди в этом плане из всех, кто нас окружает. Жмуди — это вообще сумасшедшие. Ну, не совсем поляки адекватные, если так. Ну, в сравнении с московитами, украинцами и жмудями. Если сравнивать, да, самые адекватные. А если не сравнивать, то поляки, в принципе, вот наши отношения с поляками, они за всю нашу историю складывались с очень большим трудом.
Ну вот, сейчас Ну, обсуждали. за Но последние полвека... тем не менее, мы друг друга не убивали, мы друг друга не геноцидили, у нас не было волынской резни, поэтому поляки к нам относятся с большей приязнью, чем к украинцам. И с большей приязнью, чем к литовцам, потому что литовцы это все-таки жмуть. А вариант компромисса, Артем, то есть вот ты говоришь про войну, там возможно, а вариант компромисса, то есть что, как обычно, они там сядут, в декабре поговорят и договорятся по поводу цены на газ. Вариант там, компромисса серый. То есть что еще ты станешь продлится? Что россиянин. конфликт затянется. То есть не будет такого резкого обострения, а как всегда до чего-то договорятся, придут к какому-то компромиссу. Резкого обострения не будет, и вполне возможно, вот вариант компромисса, допустим, ты станешь россиянином. Это один из вариантов компромисса. Не, я про такие взаимовыгодные более-менее. То есть оттянется все на потом. Лукашенко скажет, ну я пока подожду, ну, я тогда, пока не буду там. Тогда мы будем подписывать платить за газ ничего. раза в 3 или в 4 выше, чем сейчас. То есть ты думаешь, у него уже никаких козырей, как раньше, давления там? Ты думаешь, Нет. что мы не можем платить... Там, сколько мы сейчас платим? 140 же? Ну, в 2-3 раза выше. Почему Будем платить 2-3? как Германия. Это 200. Каких 2-3 раза? Это несущественная сумма для продажи из страны. Это бред собачий. 12 миллиардов, ну это нет, это не сумма, чтобы продавать страну. Бред собачий. Полнейший. Так мы станем более независимой страной. Да, будет дефолт, точнее не Так дефолт, именно да. поэтому все средства массовой информации Российской Федерации, Украины давят именно на то, что Лукашенко все просрал, и союзное государство сейчас захватит Беларусь. И Беларусь войдет в Российскую Федерацию как 6 областей. Это уже было в 2006 году, когда один из дегенератов, который являлся, по-моему, то ли депутатом, то ли министром, и он говорил о том, что Беларусь вообще нужно включить в состав нашей страны, потому что Беларусь нужно включить в состав нашей страны как 6 областей. Это и сам Путин говорил еще в 2002 году, что Беларусь войдет в состав России 6 областями. Ну так что, вошли? Нет, не вошли. А панику зачем разводить? Вот мне непонятно одно. Зачем разводить панику прямо сейчас? Причем паника разводится везде. В российских средствах массовой информации, в украинских, в белорусских. Белорусских нет, наоборот. Макей все сказал нормально, зашибись, все. Нет, паника разводится. Тоже нет, все Радио Свобода говорили, что все нормально. Все зашибись. Радио Свобода нормально все говорит трезвым взглядом, все в порядке. Они сказали про Макея, про Лукашенко, что все нормально. Про этого банковской сферы, там, министр экономики сказал, что это невозможно. Мы сейчас делать все равно по поводу валюты. Все, game over. Пошла Россия в жопу в этом плане. Это Радио Свобода писала. Коммунизм, но панику все равно развели. Белсат разводит панику. Нет, Белсат не говорил про присоединение, ничего он по поводу такого не говорил, что все, мы поступили в РФ. Нет, такого не говорил. Это российские СМИ и украинские дебильные. Все. Они просто пытаются дезориентировать свое население, судя по. Ни больше, ни меньше. Потому что так не бывает. Ну, парочку зомби сюда зашло, помню, типа, вы на резолюцию против Украины, вы сателлит России. Ну, вот это бред, ко-ко-ко, блин. Ай, блин. То есть то, что мы Абхазию не признали, это ничего. Мы в Грузию, точнее, Лукашенко приехал, сказал, что это мы все. Не Абхазию, ни Южную, ни Северную Осетию, мы ни Крым, ни хрена вообще не признали. И они еще кукарекают на нас, что мы плохие.
О, кстати говоря, я не так давно, тогда вот, ну, когда был весь этот скандал, читал, была статья Павла Артеменко в каком-то там Могилевском региональном каком-то ватном, на каком-то сайте по поводу того, что ЛНР и ДНР вместе с Белоруссией должны войти в союзное государство. Как тебе такое нравится, Фридом? Серый, я тебе расскажу другую историю, как в 1999 году Сербская республика и Федеративная республика Югославия хотела войти в союзное государство с Россией и Беларусью. Смешно, да? И где сейчас Югославия? Но тут немножко вопрос в другом, Артём. То есть это О, вот... господи, какой же бред. Да. Это просто это шизофрения. Это ретранслируется, это дерьмо ретранслируется на тысячи людей. Вы понимаете, осознаете, как пропаганда работает. Это просто жесть. Не, я говорю, что ладно, там какие-нибудь пропагандисты кремлевские там или кто-то еще. Я тебе говорю именно про статью Павла Артеменко. То есть вот Артем не знает его, наверное. Это вот такой чувак, который то вроде был ватником, потом он вроде как перекрасился, значит, вроде как стал змагаром, когда было вот 17-й год, тунеядские марши. То есть он подумал, что можно на этой теме что-то заработать. Вроде, ну, как народ подумал, что все, он вроде прозрел, перестал быть ватой. А потом, вот сейчас, как он посмотрел, что ему никак не удалось себя продать, что оппозиция не платит вообще, за идею работать не хочется. И он уже вошел в движение «Наша Беларусь». Ну, то есть это филиал сурковской вот этой херни в Беларуси. Теперь он уже стал опять ватником абсолютно. Все старые свои видео поудалял с канала. И уже тулит русский мир. То есть если он еще под 9 мая снимал там видосы, где стебал ватников, там ватобесие, вот это все победобесие, рисовал карикатуры, где такие вот эти ватники, ну в прямом смысле, то есть квадратный ватник с фингалами, там такой, короче, замедленный гимн России, ну то есть явно против русского мира, то теперь он уже говорит: нет, я ничего такого не делал, я нейтральный. Ну, то есть Серый и все, кто нас слушает, нужно быть вполне адекватными людьми и понять одну простую вещь. От 5 до 10% нашего населения – это предатель. В любом случае, как ни крути. От 5 слушай, до 15. Кот, ты мне извини, но ты реально достал с Артеменко. Забудь ты про этого коллаборанта. Пожалуйста. Я просто статью привел, что он писал такую статью по поводу союзного государства. Да зачем ты на эту моль вообще обращаешь внимание? Я понимаю, Марат Минский, который набирает по 100 тысяч просмотров. Марат Минский меня вообще не интересует, ни хрена. Так зачем тебя интересует? Вообще никого не волнует. С Маратом Минским я не общался лично довольно долго. Очень серьезный человек с очень гибким позвоночником. 200 тысяч человек, еще раз повторяю. Нахрен ты смотришь Артеменко? Я не смотрю его, я с ним полгода общался просто. До этого, даже больше. Да забудь ты про этого, коллаборанта и все. Нет, ребят, нужно понять одну простую вещь. Неважно, Марат Минский или Артеменок, или еще кто-нибудь, они наверняка будут входить в эти 5 или 15%. Самая главная задача для сегодняшней Беларуси – это защитить свои границы, и все. Это главная задача. А дальше мы будем с вами ругаться по поводу флага, по поводу парламента, президента, по поводу всего остального. Сейчас, извините. Нет границ, нет и темы вообще для спора, нет нас. Да. Не о чем спорить. Поэтому сейчас самое главное – это восстановить наши границы. Это единственное, что самое важное в данный момент. Особенно, когда Россия пытается нас поглотить, потому что ей так хочется. Ей хочется, а нам не хочется. Потому что у нее кончились деньги, чтобы покупать союзничество Чтобы покупать нашу лояльность. И они решили по своему варварскому методу бесплатно все взять. А так не бывает, к сожалению.
Ну, нужно тут, не знаю, оппозиции говорить, чтобы она связалась с поляками, с НАТО, со всеми остальными. Это нельзя Не оставлять. беспокойся, они это делают. Ты говоришь странную вещь. То есть, вот Северинец, например, озвучил, он сказал, что, говорит, многие белорусские политики, ну, пытаются с европейскими там на контакт выйти. Они сейчас смотрят больше в сторону режима. Они пытаются его от России оттянуть, оторвать. То есть, он озвучил такую мысль, что, к примеру, и финансирование сократилось с Запада, и вообще на контакт не идут многие политики. Они с официальным режимом сотрудничают. Не, ну это видно по Макею, Румусу и остальным, в принципе. Тот же Макей. Мне он вообще нравится. Макей это, в принципе, шавка режима. Это министр иностранных дел. Он озвучивает то, что говорят в Минске. И Макей сказал не делать трагедии. Это, как знаешь, в совке такие тоже, в лютом таком сталинском совке, где-нибудь в американском там представительстве сидит такой кошерный человек в костюмчике, и нормально, с ним разговариваешь, он образованный такой, демократ, никаких вот этих забабонов там всех убить, расстрелять, ничего нету, вроде все, открытый человек, все смотрит, думает, вот, блин, какие в Советском Союзе там классные люди, а какая конституция демократичная, сталинская, вот эта 36-го года, блин, вообще... Негры да, всякие читают и и думают, ого. Просто читаешь и плачешь. Да, думают, ого, ничего себе они там в Советском Союзе-то живут. Свободно, не то, что мы. А в реальности, когда попадаешь туда, то понимаешь, что это немножко не то. А в реальности Маккейн совершенно не случайно ездил в Брюссель и говорил, что мы не поддерживаем Москву вообще ни в каких пунктах. Говорил о том, что мы просим помощи у Европейского Союза, и, в принципе, мы готовы сотрудничать с Европой столько, сколько нужно. А потом приехал америкос, как его, Томас, когда Лукашенко говорил о том, что мы готовы сделать для Соединенных Штатов все, что угодно. Да, и сказал, что буду защищать нас от империализма. Да. Прямая цитата. НАТО нас защитит, США нас защитит. Так что, блин, паника это для дебилов. Надеяться нужно не на НАТО и на США, надеяться нужно на себя, потому что если мы себя сами не защитим, тогда нас никакое НАТО не защитит и никакая американская армия. Вот они будут смотреть на настроение населения. Американцы, украинцы, они думают, что американцы их защитят вообще, вот абсолютно. То есть американцы готовы умирать за Украину, а вот ни хрена. Мы сами должны себя защитить. Мы должны отличиться от украинцев тем, что мы будем защищать свою страну без всяких добровольцев, скажем так. Нам не нужны варяги, потому что у нас есть вполне здравые идеи, которые записаны в нашей истории, которые нужно просто вернуть в нашу реальность. Их нужно немножечко подменить, поскольку сегодня некоторые идеи, они уже не работают, но все равно нам нечего менять. Нужно взять старое и его улучшить. Да, сегодня зачитывали тезисы, которые Северинец озвучил в Гродно на там заседании. То есть, ну, в большинстве своем это вот такие вещи. По поводу того, что и про самоуправление там было сказано. Не, в принципе, можно провести отдельный стрим по поводу Нихильнови и Конституции Речи Посполитой. Это будет интересно, я думаю. Я не знаю, но думаю, что будет интересно. Ну, будет интересно, не беспокойся. Есть люди здесь, которые на канале подписаны, которым интересно такие всякие исторические события, параллели. То есть, ну, определенная аудитория будет. Не, мне вообще кажется, что не стоит
не стоит сильно углубляться в историю. Вот, допустим, Феде и многим нашим собеседникам это все не нравится, особенно украинским собеседникам. Так зачем поднимать украинскую тогда тему, я понять не могу. Нам главное по Смоленску как ты ее не разобрать. поднимешь? По Смоленску, опять же. Причем тут Украина? По поводу вот этой А конституции Речи Посполитой. как ты ее не поднимешь, если это все взаимосвязано? Вот, Фридом, объясни, как будет невозможно поднять украинскую тему, если все это взаимосвязано? Если в том числе на вальном сейме Речи Посполитой участвовали и украинские казаки, Кстати, а как русские, то есть и украинцы, украинские митрополиты и так далее, как ты не будешь поднимать тему украинцев? как русские, Артем, как мне интересно, ну, то есть русские, украинцы участвовали в УНИ 1500, какой, 69-й же? 96. 96-й. Если религиозная уния, 96-й, если уния между короной и Литвой, тогда 69-й. 69-й, да. Ну и же, получается, мы отдали, получается. Нет, там были очень долгие переговоры, самое интересное. Вот в чем было дело. То есть мы не хотели отдавать Украину короне. И наши послы, они просто психанули и ушли с переговоров. Но в то же самое время была русско-литовская война по поводу Ливонии, то есть Ливонская война. И нам пришлось вернуться, нашим послам. Мы вернулись, и нам предоставили договор и документ, согласно которому мы отдаем Украину, и спорить уже здесь было бессмысленно. И когда наши послы, они попытались поспорить, им сказали, а вместо того, чтобы приезжать и уезжать несколько раз, вы должны были сидеть и разговаривать с нами на переговорах. А теперь подписывайте, или мы вам не поможем. Вот и все. Поставили перед фактом. И нам пришлось отдать Западную Украину, Центральную Украину и часть Южной Украины под Днепр. А народ, кстати говоря, еще и не расходится. Вот Евсен Вятка, смотрю, в чате появился. Написал, что Украину США защитила вот как раз то, о чем мы несколько минут говорили до этого. Украина сама себя защитит. Так думает США. А поляки Украину защищать не будут просто по одной простой причине. Извините, Волынская резня. 60 тысяч поляков поляки никогда в жизни не забудут. Да, признание Бандеры героем — это такая себе серьезная провокация.
в отношениях с поляками. Да, и Шухевича признать героем – это провокация в отношении нашей страны, но мы относимся к этому толерантно, а поляки нет. Прикол, что какой-то бред сейчас говорят, вот украинцам конкретно мозги, что типа найдутся белорусские бандеровцы, кто у нас бандерос, что к чему. Ну это же не бред, полнейший бред. Это промывание мозгов. Конкретное такое. Какой Ну, разве бандера что они белорусский? вспомнят про армию Черного Кота. Это максимум. Больше вспомнить не о чем. Нет, прикол в том, что никого из этих, как армия Черного Кота, я вот впервые сейчас от тебя это услышал, Черный Кот. Никто Так об этом не зачем, слышал. зачем применять эту схему, уже отработанную в Украине? Придумать другую. Он марш в посадницу перечитайте. Не участвуешь в русском мире, значит под нож идешь. Ну или так. Тоже почему бы и нет. Но у нас можно только нас обвинить в том, что у нас была армия Черного Кота. Мало поддерживаете Донбасс, значит против русских. Все, Беларусь присоединяем. Не нужен никакой Бандера даже. Никто Беларусь не присоединится. Ни в коем случае. Минуточку. Про Крым тоже никто не думал, что присоединят. И Донбасс тоже. Опять же, перевзять гораздо лучше, чем недобздеть. Но поляки уже перебездели. Они сказали, как только через центральную территорию Республики Беларусь перейдут российские танки и войдут в Западную Беларусь, все, мы объявляем войну. Слова не мальчиков, но мужей. Вот это уже конкретно. Тут можно спать спокойно. Если поляки сказали, значит недели будет. назад польское общество сказало о том, что мы будем требовать любую поддержку от польского Сойма или Сейма, как вам больше нравится. Так что, в принципе, совсем недавно вот моему знакомому пришли небольшие светки по поводу того, что в принципе может быть всеобщая мобилизация. Мы готовы, мы ждем. Вот, Евсен Вятка в чате спрашивает, Лука Ну, Беларусь что продаст? скажешь? Не продаст. Вопрос, не продаст. Да, очевидно. По поводу, ну, то есть, ну что тут, будем мочить потомков власовцев, что поделать, русских нацистов, которые прибегут на нашу землю. Потом есть другой вариант, гораздо более интересный для России. Это расколоть и взять кусками или кусок, вот как с Донбассом случилось из Крыма. Гораздо выгоднее иметь очаг напряженности, чем захватывать Украину до Львова, например. Также здесь будет оттяпают Гомельскую и что там у вас, Витебскую, и все. И этого будет достаточно. У нас традиция партизан. Знаешь что? Ну, посписывают каких-нибудь псковских десантничков еще. Ну, отлично. Главное же напряженность, главное победа. Традиция партизанской войны. У нас, Федя, тут в отличие от Украины нет такой большой разницы между разными территориями Беларуси. Они, в принципе, все одинаковые. То есть там четко западная Украина, там восточная, в той Тут, живут пророссийские, там проукраинские. У нас такого нет. У нас вся ключевое Беларусь то, что- гомогенная достаточно. Тут ключевое то, что у нас не днищенская украинская Беларусь армия. монолитная. Да, у нас не днищенская украинская дерьмовая армия. Сталые как украинцы в этом плане хоть. То есть на момент 2013-2014 года, когда в Украине вообще армии не было, там полное дно. Все. Украинская армия уехала класть кафель в Россию. То-то и оно. Ну хорошо, раз так. Но опять же, я лично думаю, что сейчас только начально идет инфоподготовка.
Это, то есть, грубо говоря, они рассматривают какие-то такие варианты и пассивно Совершенно более-менее к ним верно. Вот готовятся. именно об этом я и сегодня и говорил, о том, что сейчас идет подготовка, именно информационная. Вове Чисто сейчас, посмотреть. Вове сейчас такая крупная победа не нужна. Она понадобится к следующим выборам как раз-таки. А сейчас он Да, зачем? в следующем году весна, лето, осень, не больше и не меньше. То есть ранней весной входить в Беларусь Не, бессмысленно, Артем, потому что зачем болото. сейчас? Зачем сейчас? Через 3 года, когда Вове надо будет переизбираться. Через 3 года не получится. Именно сейчас нужно Путину чем-то поддернуть свой рейтинг, хотя бы чем-нибудь. Именно поэтому на данный момент происходит такое жесткое давление вообще на все правительственные органы республики, и в том числе союзного государства. Думаешь? Сейчас нужно, понимаешь, нужно. Но Путин понимает, что он не сдержит даже тот же самый. Вот сегодня мы говорили с моим знакомым. Ну, кстати говоря, Путин же звал Лукашенко на хоккей, но Лукашенко отказался сегодня после переговоров. А в 17 году, Фридом, в 17 году была обратная ситуация. Лукашенко тогда искал встречи с Путиным, хотел покататься с ним на лыжах в Сочи, а тот уехал с Назарбаевым кататься куда-то в другое место. Теперь Лукашенко отомстил. Но не И это- получится, тогда пускай готовится Назарбаев. Опять же, это все выгодно крайне Лукашенко, вот этот захват Беларуси. Это вообще у него единственный вариант. У него вообще никаких вариантов нет выжить дальше. Лукашенко Да. вполне обычный вариант. То есть, в принципе, Лукашенко, он мешает только одной простой вещи. Он немножечко нас бесит. Но Путин нас бесит слишком до хренища. Вот, понимаете, как сегодня мы говорили с моим знакомым, Путин, он тормоз. Если бы он в 2010 году такое делал, вот такое, какое он делает сейчас, тогда да. Тогда, возможно, белорусы бы проголосовали на референдуме, и мы бы создали союзное государство и т.д. и т.п. Это возможно. Это реально. Но после того, как Путин захватил украинский Крым и воюет на Донбассе, попытаться захватить Беларусь – это идиотия. Это человек, который просто не соображает, что он делает. Раньше, да, пожалуйста, сколько угодно. Сейчас ни хрена. У человека нету тактического и стратегического мышления. Вообще никакого. Этот человек просто, наверное, уже, скорее всего, ну, как бы... У него, скорее всего, старческая деменция. Так, вот, пишет Евсен Вятка. В 2000-х годов тоже забыли про договор 99-го года, но прошло время, Россия опять вспомнила про этот договор. В войне все средства хороши. Да, в войне все средства хороши, но только не тогда, когда ты представляешь из себя ничтожество, которое не может победить слабая украинская армия.
А здесь тебе не слабая украинская армия, здесь тебе белорусская армия, которая несколько сильнее, чем слабая украинская, которую не разваливали 20 лет, а которую укрепляли 20 лет. И если вдруг начнется война, у нас очень простой принцип. Всеобщая мобилизация с 18 лет до 56. То есть мы не будем добровольцев звать на фронт. Мы сразу вызываем всех. Всех, кто может держать оружие и им сражаться. Все. Даже не знаю, мочить русских жестко, конечно. Ну, извините, мы очень-очень давно уже смотрим на Только одну нужно простую отделять вещь. русских нацистов Как от нормальных русских. русские мочат украинцев. Неужели ты думаешь, что Вот. люди, которые живут в Беларуси, они смотрят на это с любовью к Российской Федерации? Интересный вопрос. В чате Евсен Вятка пишет: я боюсь, что в Беларуси может быть гражданская война. Это действительно так. Ватники будут, и понятно, на чьей стороне. Их немного, но они Гражданская будут. война против кого? Ватников, тех, кто за Россию, про русскомирных, с теми, кто за независимость. То есть одни будут тянуть, что надо присоединяться, что это наш шанс. Ватники — это ссыкуны. Кто знает. Ты, Всякие Артем, слушай, Кот, Артем полностью. Они сыкуны, они же не выходят из дома, они ни хрена не делают. Ну, у них деды воевали. И что, они только это и кричат всегда. Они воевали за У единую меня народ. тоже деды воевали. Вот только ватники, они ссыкуны. Ты их никогда на улице нигде не найдешь. Это верно. Они никогда не уйдут на митинг, вообще никак. Если Лукашенко сейчас возьмет и пойдет на Гражданская война — это когда есть две разные суперпозиции. Есть одна позиция, есть другая позиция, и они друг с другом очень сильно спорят. Не в интернете, а в реальности. Но если ты выйдешь на улицу, если ты увидишь какого-нибудь ватника, если ты с ним поговоришь, то ватник скажет, что ну да, ты прав. Какая гражданская война? и говоришь ему статью Конституции Республики Беларусь о целостности нашей страны, территориально ли. Не, Артем, Да, это им происходит, наплевать, смотри как. Им наплевать на Конституцию. Не, Артем, Это смотри. происходит очень просто. Это происходит очень просто. Есть предатели, которых от 5 до 15% в любое время, в любой войне. И есть те, кто хотят защитить свою родину. Это не Тут пишут, гражданская война. Гражданская война — это вот, допустим, мы берем российскую гражданскую войну. Когда одни хотели посадить царя, другие хотели посадить Колчака, а третьи хотели посадить Временное правительство, а четвертые хотели посадить Ленина. Вот это гражданская война, когда у людей реально есть какая-то позиция. А здесь позиции ни у кого нету. Ну да, независимость, либо только коллаборанты и нацисты против Беларуси. Совершенно верно. Ну да, то есть эти нацисты, которые российские, то есть чисто прав, там, например, вот этот нацик, или Бендер, то есть они же ссыкуны, только умеют писать. То есть один находится вообще за границей, не Беларуси, другой вообще только бухает. Все. Кстати, тут комментарий типа: наивные вы люди, украинская армия сильнее нашей, тем более теперь. Ну, так мы говорим про 14-й год и 13-й, когда не было армии вообще у нее. Это днище полное, говнище полнейшее. Нет, но если украинская армия настолько сильная, почему они просрали Крым? Так Крым просрали без выстрела. Артем, Крым просрали без выстрела. Там же войска были, но они не использовали. Выстрелы. Там вообще-то убили нескольких человек. Ну да, там в конце была небольшая заварушка. Но в целом они просто не выходили из казарм даже. Они там просто сидели, не было приказа никакого. Его сдали, да, Крым. Ну тогда Донецк, Луганск почему просрали? Армия слишком хорошая у вас была, да?
Украинцы вообще меня прикалывают в последнее время. Да мы такие героические, такие прекрасные, просрали 80% своей территории и гордимся этим. Дегенерат. Что население сглатывает? Что население сглатывает? Тут какой-то бред про то, что население сглатывает. Что она сглатывает? Она ничего не сглатывает. Много людей, которые знают, вообще против. Подавляющее большинство против. В зависимости, 50 тысяч, то есть БНР 100, вспомните, сколько народа вышло. Это же хренище в каждом городе. А если это будет касаться независимости, выйдут и красно-зеленые, и те, которые за БЧБ, все выйдут. Да, я могу подтвердить, в Бресте, на площади Свободы, сколько было народу. Там протолкнуться нельзя было. Там играли белорусские группы, рок-группы, фольк-группы и так далее. То есть это был реально праздник. Праздник для всех. А вот столетие ВЛКСМ, давайте посмотрим. 150 человек на площади Ленина. Вот именно, совки не пришли. То есть, а там какой-то актовый зал, помню, еще картинка, фотка, так это одни чиновники, которые согнали, и бюджетники, которые тоже согнали. И фото, учитесь, типа, нам, типа, чему учиться, если вы, то есть, работаете за это, господи. И вы согнали... Бабушкам, девушкам, дедушкам нравится коммунизм, это прекрасно. Ну пусть нравится, они скоро сдохнут, и чё? Никого не интересует ВЛКСМ на данный момент. Ни коммунизм, ни Советский Союз, никого, ничего Артём, в этом смысле не интересует. Будешь праздновать 100-летие СССРБ? Конечно. Да? И как? Помянем СССРБ. Это да. Ой, блин, сегодня проезжал в автобусе там на какое-то административное здание, там 100 лет БССР, господи, такой бред. Я, кстати, напомню, 19 февраля, это столетие СССРБ, помянем. 1,5 месяца просуществовала эта липа. По-моему, там только флаг был у них и все. То есть и начальников, ничего не было. Это какой-то бред. И потом Кстати появился говоря, через 1,5 месяца Литбел. А потом началась война. Литбел появился. Литбел, потом война. Народа набежало. Началась дискуссия, аж 11 человек смотрит. Хотя уже падало там до 5, даже до 6 уже, то есть практически выдыхался стрим. И тут хоба, опять народ появился. Даже, по-моему, до 12 или 13 доходило. Кто-то дизлайк даже поставил. Ватан какой-то. Кстати, вот тут карту помню про что. Дело дизлайков, сколько я вижу. 40 против 4. Как вы думаете, больше всего где будут русскомирные? Вот тут я думаю, хуже всего живут. То есть вот карта есть, где красным отмечено. Дело Беларуси официально напруженная ситуация с працей. Это 45 районов Украины. Бобруйске. Очень нехорошо. Хотя это же город евреев. Нет, не Бобруйск это грязный еврейский город. Он грязный не потому, что еврейский, а потому, что просто грязный. Когда ты в него въезжаешь, это вот, блядь, я не знаю. Да, я там кучу раз был нормально. В Российскую Федерацию. Когда я был в Бобруйске, был возле Бобра. Кошмар. Вот статуя бобра. Не, они не пойдут за нацистов. Их это 100%. Витебск. Витебск, да, достаточно. О, господи, такой бред, тупой комментарий. Именно взгляд латывает. Да, я тоже этот комментарий, Фридом, я прочитал. Господи, что за бред? Фридом, мы потеряем сразу Витебск. Это точно. Стопудово. То есть вот тут потеряем сразу. Тут человек пишет, сколько людей вышло в 2015 году перед выбором.
Так выборов не было в 15-м После выборов. Не, про президентские. Он говорит, после президентских Одну выборов. секундочку. Так никто не звал. Так никто не звал. Никто не звал. Одну секундочку. Президентские выборы 2015 года сразу было сказано, что никто никуда выходить оппозиция не будет. Сказала, угроза российской агрессии, да. Потому что вся наша оппозиция испугалась российской агрессии. И никто бы не выходил и не выжил бы. Это все вышли провокаторы. В Минске вышло 100 или 150 человек, насколько я помню. А вот в 2010 году сколько вышло человек в Минске? 50 тысяч. 50, 80 тысяч. То-то и оно. До 80. В 2015 году Тогда стратегия такая была. Никто никого не звал никуда вообще. Наоборот сказали, что потому что сказали, не выходите, ни в коем случае. Блин, откуда, почему у народа говорит, что белорусы быдло? Какое быдло, блин? Белорусы, наоборот, умные люди, потому что они выходят именно выборочно, когда, когда разрешенный митинг, когда их касается. Они не рискуют свои зарплаты и так далее. Когда это реально там на экстраординарные случаи. Они там, не знаю, типа не сходили на митинг, там 300-400 человек, значит, Беларусь терпила. Да нет, они просто выборочно выходят. Вот и все. Я не знаю там молодого человека, который был бы за Россию. Это ж просто бред. Не, ну бывают такие. Я тебе рассказывал, когда возвращался с БНР-100, в поезде такой попался мне, товарищ. 10%. То есть смотри, особенная ситуация. Вот было это 25-го, 100 лет БНР, вот это все, там площади Куба Колоса было. Вот представь, возвращаюсь в поезде домой, и сидит там, молодые там сидят, на боковом, в поезде. Представляешь, боковые вот эти сиденья в плацкарте, там сидит, девушка, у нее на ноутбуке наклейка БРСМ. Значит, а я сижу в этих, которые с полкой с верхней такие. И напротив меня сидит тоже чувак такой с ноутбуком. Я сначала сидел там, просматривал на фотоаппарате своем видео, фото, что отснято было на площади. А потом, значит, мы разговорились с ним, то есть, что такое дело, я говорю, вот то-то, то-то, на таком-то мероприятии был, все, он говорит, и как вы думаете, к чему там это приведет, то есть, я говорю, надо что-то делать, то есть, как-то что-то поднимать волну, тогда еще, я только начинал, блог, все это дело, вот. А он такой отвечает, надо к России присоединяться. И, я ему стал рассказывать, что это дно, надо смотреть на Европу, там, на Польшу, на Прибалтику. А он начал РНТВшную херню втирать, типа скоро доллар рухнет, будет российский рубль, там все такое. Польша только из-за того, что... чувак, ты просто встретил ватник с промытыми мозгами. Типичного коллаборанта, не более того. Это ватник с промытыми мозгами, не идейный, а просто вот такой, дебил из разряда обычных, которые вот смотрят там, не знаю, РНТВ какой-нибудь посмотрели, или может какой блог там на YouTube специальный, такой неискушенный в политике. Так вот, он говорит, что говорит, Польша-то поднялась, это только за счет европейских дотаций, вот они кончатся. А мы за счет, типа поднялись за счет... эпический дотаций. Такой чувак. Да бред какой-то. Представь себе... Польша привлекла инвестиции. Да. Я такая, представь себе, едешь вот с мероприятия с такого, и тут тебе такой кадр попадается, вот портит все настроение. Слушаешь это и думаешь, почему портит настроение? По-моему, это смешно. Не знаю, мне было неприятно. Что ты заостряешь на нем внимание? Нет, я просто говорю, что вот сейчас сказали, что молодых людей нет, которые поддерживают Россию. Вот есть, я видел таких. Дебилы везде встречаются, еще раз повторю. Что не нужно тут обобщать. Одна из причин, почему... Самое главное, если вдруг что-нибудь у нас полыхнет, нам нужно будет защитить наши границы. И в случае чего взять наш Смоленск, наш Брянск и наши Великие Луки. Это да. Будем мочить русских нацистов. Кстати, одна из причин, почему такие персонажи в Беларуси редко встречаются, это потому что они в основном чистят сортиры там в Москве где-нибудь, на стройке с узбеками вместе. Поэтому, когда начнется война, большой плюс, они будут за пределами многие Беларуси. Поэтому границы будут на замке.
Типа Ну, в том-то вендоров прикол, что такие. они никогда не выходят на митинг. Они всегда только критикуют. С Ну, 2015 года у нас границы уже на замке, потому что мы восстановили на восточной границе очень давно, года 3 назад, уже даже почти 4 назад, мы восстановили наши пулеметные точки. То есть, в принципе, оборонительная линия уже готова к встрече с российской агрессией. Поэтому украинцы нас ничему не научили, только тому, что нужно восстановить нашу восточную границу. Ни больше, ни меньше. Да. Когда начнется Ну, я заваруха, Бендер Я будет... думаю, что новогоднее обращение все-таки предсказывает, что он будет говорить, что белорусы, затягивайте пояса, так как будем жить уже по средствам. Вот этого я жду. Он это говорит каждый год, наверное, с 2015. То есть он 3 года говорит одно и то же, поэтому новогоднее По обращение поводу этого он... не стоит. Я вот этого жду. Будет рыночная цена, я в этом уверен. Лукашенко каждый год говорит, этот год был тяжелый, но мы все вытерпим, мы все там сможем и так далее, и так далее. Это новогоднее обращение вообще Сжимайте слушать булки. бессмысленно. Да, сколько все-таки дерьма бывает в интернете. А вы говорите ящик. Интернет, вот помойка все-таки, как говорят, промывает массам мозги. Да ладно. Совсем недавно ты говорил про то, что интернет вообще отдушина. А на самом деле Ну, если есть получилось нормальная... так, как То есть в есть. интернете есть еще альтернатива, Артем. То есть тот же Телеграм и так далее, те же белорусские, А кто смотрит альтернативу? Ну, извини меня, ну кто смотрит А в Телеграме тоже Ну, есть вот мы- своя Слушайте, помойка. ребята, есть инструменты, а есть руки, в которых сидит этот инструмент, находится. Зачем критиковать инструмент? Да, инструмент критиковать не за что. Вот отвертка, которая отвинчивает гайки или эти болтики. И отвертку Она в руках плохая? Нет, красиво. не плохая. Плох тот человек, который эти гайки закручивает или отвинчивает. Плохо тот человек, который Чикатило и который взялся за отвертку. Чикатило, это смотря кто Чикатило. Тут с отверткой на бабушку нападает в Битцевском парке. А это бицепский маньяк. Это другой человек. Не, ну есть альтернатива, те же Телеграм, тоже пальчик, опять же. Хорошо развернуто хорошо. отвечает. Пальчик. Мы сегодня вроде как говорили про Пальчица, который оправдывал почему-то Шуневича. Он не оправдывал, Артем, не передергивай. Внимание, вопрос. Зачем Пальчиц оправдывает Шуневича? Он его не оправдывал. Ну как можно оправдывать Шунявку? Ладно, забудь. Я говорю, что есть альтернатива, именно для белорусов. Это факт. И, как судя по комментариям, многие против этого. Ну, присоединения. Многие за независимость. Да, тот же самый Белсат сначала проводил эти опросы в Минске по поводу присоединения Беларуси к России. Всем сказали, ни хрена. У нас независимость, значит все. Мы независимы. Мы об этом мечтали. А потом Белсат рассказывает, нет, все, Лукашенко всех сдал, вы все там, значит, Нет, ваше мнение это никого не ты интересует передергиваешь. и так далее. Белсат такого не говорил, что Лукашенко все сдал. Это тупые российские СМИ, кремлеботы, грубо говоря. Уже взялись конкретно. Тоже Низыгорь и все остальные упыри.
Ну да, и те же самые украинские СМИ, они тоже начали вот нагревать обстановку. И российские СМИ начали нагревать обстановку. И другие белорусские СМИ начали нагревать обстановку. Ну, все, кто не нагревает обстановку, это только, извините, к сожалению, наши общенациональные СМИ. Вот они на Радио не Свобода. нагревают. Радио Свобода тоже нагревает. В каком месте? Там у них тоже был сюжет, который говорит о том, что все, Лукашенко всех сдал. Это какой, извиняюсь? Я точно не помню сейчас. Не было такого. Я на ютубе глянул, там не было сюжета. Вот мне одно непонятно. Почему все пытаются Беларусь сдать? Хотя, в общем-то, у нас есть определенное мнение по поводу сдачи Беларуси. Это непонятно. Спроси любого белоруса, хотите в Российскую Федерацию? И только 1 или 2 из 10 ответят «да, хотим». А это, если берем 100 тысяч, это 20 тысяч. Или 2000. Если берем 2 миллиона, это будет 20 тысяч. Если берем 20 миллионов, это будет 200 тысяч. Да не наберете в 20. А у нас нету 20 миллионов. Вот в чем дело. То есть это мизер. Не, ну слушай, 10% населения могут здорово подпортить макрокартину. 15% населения поляки. Ничего? Ничего, что русских у нас подавляющему меньшинству. Да ничего страшного. А какой Сколько? процент 700 тысяч? шахтеров? Подавляющее меньшинство, да? А какой процент в Украине шахтеров донбасских? 1% даже не наберется. Однако он как испортили все. Да, только украинцы, извините, они немножко подпортили жизнь полякам. А мы никому ничего не подпорчивали. И польское общество сказало, что мы готовы выступить за независимость Беларуси. И мы будем просить Сейм Речи Посполитой Польской, Третьей Речи Посполитой Польской, о том, чтобы Речь Посполитая, она помогла нам, полякам. И белорусам в том числе, потому что здесь стратегия играет роль. Беларусь – это щит. Щит России от Польши. Щит Польши от России. И если Беларусь будет уничтожена, у поляков не останется щита. И они прекрасно понимают, что после того, как москали дойдут до Бреста, через Брест либо через Гродно они придут в Варшаву. А им это нафиг не нужно. Украина, она может погибнуть, она может снова присоединиться к московцам. Это абсолютно не имеет никакого значения. Но не Беларусь. Тем более ключевое, что никто нам так не угрожал. Вообще никто. Это просто... То есть не было никаких официальных, что Штаты хотят нас присоединить, или там Польша хочет нас присоединить. Ну, полный бред. То есть нет никакой агрессии. Ну, про Украину я не буду говорить. Да, но любой пророссийский настроенный вот такой коллаборант, он уже на автомате отвечает, что вот, с польской пропагандой бороться надо, а там с американской, вот Америка нам угрожает. Когда она угрожает? С польской пропагандой бороться у нас ее нет. Очень просто. Это не важно. Польская пропаганда, она говорит о том, что мы должны соединиться вместе с ними в любовном экстазе и вообще быть... При этом, послушай, он тебе говорит о том, что представляет собой польская пропаганда, а не о том, что она есть или нет. Мы знаем, что ее нет. Польская не пропаганда надо говорит о том, что
в том, что она должна, ну, то есть мы с поляками должны соединиться в любовном экстазе и объединиться в одну единую страну, в Речь Посполитую, новую Речь Посполитую, вместе с литовцами и с частью Украины. Вот такая польская пропаганда вот от этих, как они называются, польские нацисты или как? Да, проблема в том, что мы такой не слышали, у нас ее нет, в принципе. Мы что-то такого... То есть, во-первых, нет никаких официальных заявлений, что Ежи Дуда, или как там его, хочет интегрировать Беларусь в свой состав. Это только Россия так может. Дуда не собирается интегрировать никакую Беларусь, он просто хочет защититься. И он говорит одну простую вещь о том, что да, белорусы являются наследниками Великого княжества Литовского. А то, что там говорят литовцы и Даля Грибоускайте, то есть Даля Грибовская, если говорить уж по-польски, либо по-белорусски, Грибовская она, а не Грибоускайте. Вот. И в принципе, литовцы, они не имеют никакого права ни на ВКЛ, ни на что-либо еще от ВКЛ. Это говорит Анджей Дуда, Андрей. Он Андрей. Короче, суть в том, что они вообще нам не угрожают от Кремля. То есть, это сейчас главная угроза, это только Кремль. Все. И они хотят нас поглотить. А если что, нужно просить у нормальных людей помощи, чтобы остаться суверенным государством. Что касается поляков, то поляки не помогли украинцам по одной простой вещи. Украинцы, к сожалению, полякам очень сильно насолили. Насолили волынской резней и своей ненавистью к Польше. У нас такого никогда не было. У нас мы поляков не убивали массово. Мы их не ненавидели. Мы ненавидели поляков только тогда, когда они захватили Западную Беларусь. Да, тогда была ненависть. И то эта ненависть была... Кстати, Маток там говорит какие-то про концлагеря. Я знаю про концлагерь в Березе-Картузска. В Березе. Нынешний город Береза, там слегка от него отъезжаешь, и там находится концлагерь, в котором гнобили советских солдат. Да, в 21-22 году, да, ты имеешь в виду. Да. Сколько этих людей было? Тысячи были, много. Сколько конкретно? 2-3 погибло точно. Что касается... Всего лишь? Ну, сопоставляя с тем, сколько... Российская пропаганда, я слышал, про 20 тысяч, говорит, погибших. Красноармейцев вообще в польских лагерях. Понятно, то есть сколько они уничтожили белорусов, это не говорят. В Березе-Картузской было уничтожено как минимум, ну как уничтожено, там не то чтобы было уничтожено, там люди... Умерли от плохих условий содержания. Да, потому что там невозможно было никак их содержать по-другому. То есть это... Ну, не совсем замечательный лагерь для пребывания людей. И это все в сравнении с тем, что они делали, в сравнении с тем, что русские сделали с нами в то время. Нет, когда были еще и другие лагеря, то есть было много лагерей, и в том числе на территории Польши. Но здесь суть в том, что... Как я помню, на территории польских лагерей погибло не больше 50 тысяч человек. А теперь сравниваем с репрессиями, которые совки сделали на территории Беларуси. 1,5 миллиона. Вот и все, господи. То как-то несопоставимые, мягко говоря. Понимаете, каждый человек, который живет на территории нашей страны, он является белорусом, вне зависимости от того, русский он, поляк, украинец.
или татар, или еврей, или еще кто-нибудь. У нас это правило, оно У нас гражданский с национализм. Великого княжества Литовского. То есть большинство у нас Артем, белорусы, это же а все получается... остальные, они белорусские евреи, белорусские украинцы, белорусские поляки, белорусские Вот об этом пишет Евсен россияне. Вятка сейчас в чате тоже. И это получается, ну, Да. этноним. Точнее, политоним, литвины, что мы, ну, мы же были литвинами. ВКЛ. Этноним, точнее, политоним, а этноним, кем мы были? Не, но если мы берем термин литвины, это совершенно другое значение. Какое? Литвины – это католики. Литваки – это евреи. А мы? А в целом мы литовцы. Все. Ну, жители ВКЛ. Да. Была, то есть не было же этой Черной Руси, это же выдумка, верно, Артем? Почему выдумка? Черная Русь – это историческая область. А, ну уж Белая Руси, это вообще ближе к Москве, то есть это блуждающий термин Белая вообще. Русь – это часть Витебской области, часть Псковской области, часть Смоленской и часть Могилевской. Это тоже историческая область. Ну, а те же, помню, ты в французских картах, помню, вообще Москва. И к той стороне конкретно так относится. Нет, но если это нужно смотреть по картам, то есть В том-то и дело, вообще, что... вообще Белая Русь это блуждающий топоним. Изначально Белая Русь была в Новгороде Великом, то есть там вот на севере современной России. Потом он блуждал дальше, он был в Москве. Дальше он переместился в Витебскую область, Могилевскую, Смоленскую, Псковскую. То есть вот в эту вот территорию. И там он и остался. И это историческая область нашей страны. У нас есть Белая Русь, Черная Русь и часть Червоной Руси. Полесье. Да, часть Червоной Руси. А что по поводу великих ятвягов? То есть сейчас тоже такая вот тема есть, ее надо быстренько сейчас разобрать на стриме. То есть когда они пропали, то есть они ассимилировались или как? Потому что... Великие ятвяги, они ассимилировались и пропали приблизительно где-то в веке 12 либо 11. Где-то вот в этом районе. 11, 12, 13 в этом районе великие ятвяги, они исчезли. И культура все, что осталось затерялась. от ятвягов, все, что осталось от ятвягов, было найдено где-то в веке 16. Это был словарик. Этот словарик должен был храниться в Виленской академии наук. И, судя по всему, я думаю, он до сих пор существует, но сейчас я вам показать его, извините, не смогу, потому что... Понятно. Давай пройдемся про Минновка. Он, получается, стал православным. До этого был язычником, или как? Католиком же он был. Его же королем объявили, он должен был принять католицизм. Так. Береза Картузская, да, все правильно, Евсений Вятка. Так вот, по поводу Миндовга. Никто не знает, кто таким был Миндовг. Есть легенда, наша белорусская легенда, о том, что его отцом был князь Рингольд. Рингольд – это князь Новоградский, то есть Новогрудка современного. Это одна история. Есть другая история, легенда, по поводу того, что князь Миндовг, он пришел раненым в Новогрудок, и его избрали князем. Вместе со своей дружиной он пришел раненым, как раз тогда умер князь Новогрудка, и его избрали князем.
Но в принципе, кто такой Миндовк, это вопрос очень спорный и недоказуем. Ну, доказуемо, что он принимал, то есть православие. Доказуемо только одно, то что он был князем Новоградским. То, что его избрали князем Новоградским, это доказуемо. Это интересно. А то, что он был королем, Так, это же кто тоже он доказуемо. по вере был? Кто он по вере был? В разное Это время он доказуемо? по-разному. Сначала он был язычником, потом он принял христианство. Но чтобы получить корону, он принял католичество, так называемое латинянство. После христианства. В то же самое время, то есть в те времена, когда княжил Миндовк, было два у него противника, ну, таких условных противника, которые тоже хотели быть королями. Александр Невский и Данила Романович. И Миндовк, он всех обскакал. Он получил корону от Папы Римского. Слушай, Стал ну королем. получается, Жемойты же были язычниками. Почему Жемойт не мог перенять веру, к примеру? Все сходится, получается, по жемойской теории. Дружище, у них язык появился в 16 веке. О каких жемойтах мы будем сейчас? Язычниках. Это 13 век. Миндовк — это 13 век. Он же был из Германии пришел, говорят еще. Из Пруссии. Пруссии, да. Ну, Германия, грубо говоря, сегодняшняя. Ну, никакая Германия, это Пруссия. Из Поморья польского, возможно. Он, возможно, был одним из князей, которые были пруссами, ятвягами и так далее. То есть здесь вопросы. Одни вопросы. Доказать ничего нельзя. А вот это, что Жмуди доказывает, что он какое-то письмо папе отправлял. Отправлял прошение о короне, да. И что они хотели этим доказать? Не знаю. Наверное, то, что он знал латинский язык. А брат его кем был? Вот про брата, если честно, ничего не... Вообще. Сыновья? Сыновей у него было дохренище и дохренище дочерей. То есть в то время нужно было очень много плодиться. Дальше, после Миндовга, у нас некоторое время темные века. То есть вообще ни хрена не понятно, кто, куда и как. Начинается более-менее проясняться после великого князя Витиня. Когда Витинь объявляет, что вот серебряный рыцарь на красном фоне, он является нашим гербом, и дальше, после Витиня, у нас уже начинается прояснение в истории. То есть в основном эпоха от Миндовга до Витиня, она это является практически белым пятном. Это все легендарное, и подтвердить это все нельзя. Почему? Что тогда случилось? Страшная война. Что за она? И с кем? Понятия не имею. Почему? И никто не имеет. Когда это было? В какой период? Период с 1256 по Витиня. То есть это 1392. Ну, то есть около того. Около 100 лет. 140 лет? Да, 140 лет война. И этот период белое пятно, и белое пятно, да.
140 лет. Да, странно как-то. Так мы же тогда разрослись, то есть 1300 какой-то год, там уже мы уже кучу чего позахватывали, то есть через дипломатию. Ну, ВКЛ имею в виду. Да. Это Витень, это Гедемин и так далее, и так далее. Но с Миндовга до Витяня это А Белый. Гидемин, что, про него ничего не известно? Про Гедемина все известно. Гедемин был после Витяня. Намного после. Миндовка, а кто после Миндовка? Да хрен его знает. Будивит, Будикит или что-то в этом роде. А против этого хрена его знает. А после этого хрен его знает, еще какой-то хрен его знает. А после этого был еще какой-то хрен его знает. Но потом был Витя. Угу. То есть 150 лет и хрен его знает. Странно все это, конечно. Миндовк брал католическую веру, чтобы получить корону. Он был изначально язычником, потом он сначала покрестился в православное христианство, потом он взял католическое христианство, чтобы получить веру, потом он отказался от католичества и стал обыкновенным язычником. Ну, он был прагматик. Вот Ядка пишет, что он был язычником, по мнению Жамотов. Точнее, Жамотов он был, потому что язычник. Нет, он был прагматиком, ему было наплевать на веру. Мне нужна корона, я католик. Мне не нужна корона, я христианин православный. То есть Лукашенко. Ну да, он прагматик. Только Вот гораздо он первый круче. и последний король Литвы. Да, что намекает, как бы. Ну, как бы гораздо круче, чем в плане. Он же создал, собственно говоря, ВКЛ, верно? Да, он был ядром Литвы. По сути, дальше через... А почему последний многие... стал? Так я не понял, почему королем последним был. Следующим королем хотел стать великий князь Витовт. Витовт? Да, Витовт. Он запросил у папы корону. Ему корону послали из Рима через корону польскую, но, к сожалению, корона не доехала. Почему? Потому что поляки не хотели, чтобы было две короны. Просто взяли и не отдали корону. Нет, они просто задержали корону до той степени, чтобы Витовт, которому было 70 лет, 72, по-моему, они дождались его смерти. А потом корона приехала. Но короновать-то уже было некого. Преемника, то есть через выборы, нет? Не. Витин это уже 1400... Витень это 1300 какой-то год. Вот это белое пятно. Да, это конец белого пятна. Дальше идет Гедемин, после этого идет Шварн Данилович. До Шварна Даниловича идет Единственным... Евнуха. Почему... Да, почему... Потом еще кто-то... Ну, я буду путаться, поэтому... Единственный последний король Литвы. А Миндовк. после как называлась тогда эта должность? Великий князь. Великий князь. Король, потом князь. А чем отличие князь и король? Ну, в принципе, в ВКЛ князь и король это различий не было. Только единственное, что у великого князя не было короны. Изначально в Великом княжестве была что-то вроде абсолютной монархии. То есть великий князь, он был абсолютным монархом, без короны.
Он не был королем, но он был самым-самым главным. А потом и короля, и князя немножко пододвигали. Пододвигали паны Рады, то есть аристократия. И вот так вот у нас формировалась тринята, да, совершенно верно, Евсеньятка, был еще тринята. Но только это не сын Миндовга, и его никто не убивал, потому что тринята он был великим князем литовским, но не королем. А князем? Он был князем. Королем был только Миндов. Он не смог передать корону своему сыну, потому что он отрекся от христианства. Поэтому никакой великий князь после Миндовга не смог быть королем. Витовт попытался, но у него не получилось. Хотя обговаривали его коронацию около 2 лет, с 1449 года, по-моему. 1400? Или 39-го. А Витовт разве не в 30-м году умер? Значит, 39-го. Или 40, или 30. Я точно сейчас не вспомню. Короновали Витовта? Еще раз, погоди, что-то послушал. Обговаривали коронацию. Но? Обговаривали коронацию в Луцк, в Украине. В сегодняшней Украине, в замке Луцком обговаривали коронацию. Приехал даже сам император Максимилиан II. Это, я извиняюсь за невежество, но кто Максимилиан II? Император Священной Римской империи. Германии, понятно. Да. И там обговаривали коронацию Витовта. Витовт был уже очень преклонным старцем. То есть его хотели короновать именно, чтобы он стал королем. Но полякам это не особо хотелось. Да, я сейчас открыл время жизни Витовт. Умер 27 октября 1430 года. А значит 29-го. Там... Я просто не готовился, но... Ситуация как раз в том, что Витовта хотели короновать. Причем хотели короновать именно европейские политики. И Витовт сам хотел короноваться. Но не получилось. История про корону, которая застряла в королевстве польском, это интересная история. Самое интересное, что после смерти Витовта у нас была гражданская война, а после нее поляки захотели захватить Великое княжество Литовское по принципу, что вот у нас есть Егелончик, и Егелончик, он в принципе должен быть наместник вашего Великого княжества Литовского после смерти Великого князя Витовта. Это был великий князь Казимир. Казимир либо Александр. Да, Казимир. Про какого короля вы сейчас говорили? Не, князя, извиняюсь. Казимир. Какого-то года? После Витовта, середина 15 века, наверное. Казимир Егелончик. Витовт? То есть, получается, Витовт между Миндовгом и Витовтом, вот это белое... Да? Между Миндовгом и Витинем белое пятно.
Там троняты, там другие князья, но в основном все источники, которые говорят о тронятах и так далее, от Миндовга до Витиня, это все белое пятно. Там ничего доказать нельзя, это все легенда. А когда началось противостояние ВКЛ с Московией? Тоже при Витовте, да? Или при Альгерде? Противостояние с Московией началось с Всеслава Чародея, который брал Новгород. Не-не-не. И который воевал Я про серьезно. против Ярославичей. Ну, по-серьезки, я тоже говорю по-серьезки, то есть в повести временных лет, если мы почитаем повесть временных лет, там написано, что вот после того, как Всеслав Чародей повоевал с московцами, вот после этого Рогволодовичи, они всегда поднимали меч против Ярославичей. Всем привет. Мефисто, там вот этот канал есть такой, What the fuck, Руслана канал, знаешь, да, наверное. Там сейчас Хведрунг сидит, Руслан сидит. Они бы хотели, короче, хотят тебя позвать, у них никак не получается. Вот попросили позвать тебя на канал, прокомментировать ситуацию российско-белорусских вот этих моментов. Мы Я бы не хотел. скинь им вот этот стрим и перешли они прослушать. Мы уже все обсудили. Будем мочить и русских нацистов, что ж поделаешь. То есть сказать, что вы не хотите заходить на канал к ним? Нет. Нет, к Хведрунгу ни в коем случае. Нет, это не к Хведрунгу, это к Руслану. Просто я сказал, что Хведрунг тоже там. Я просто перечислил тех, кого вы знаете, и кого я знаю, что вы знаете. Тем более Ни нет. в коем случае. Хорошо. Так на что он сбил? Там Витовт. Витовт это 1400 получается, да? Витовт это 1300 какой-то там, 398, по-моему, что-то в этом роде. Что касается Это же Витиня, самый это великий 1000... князь, точнее, да, князь, великий Да, князь. великий князь, он заключал Кревскую унию и так далее, то есть вот это вот... А Витинь это 1290 какой-то, то есть получается, что в этом роде. То есть, что тут Вятка пишет? Причем тут поляки, что они переписывают? Они, наоборот, нас поддерживают и говорят, что правы. Нет, ну изначально поляки, они всегда хотели захватить территорию Великого княжества Литовского. Мы с ними воевали несколько раз, между прочим, в начале Великого княжества. Но потом мы с ними всегда воевали против Московитов. Да. То есть у нас с ними были сложные отношения, но тем не менее. В белорусскую историю никаких палок они в колеса не засовывали, это неправда, они просто... Там есть несколько таких особенных выпадов польской короны против Великого княжества, и то они все были погашены достаточно просто. Одно из погашений их выпадов с помощью, как они хотели нам ставить палки в колеса, это то, что они пригласили тогда... Мы пригласили польскую шляхту на избрание князя. Они сказали, вот вам, пожалуйста, наследник польского престола, это великий князь Казимир. Изберите это его после наместником. Миновка. Это после Витовта. А, Витовта? А что с Витовтом стало? Изберите его наместником. Он умер, потому что он был старый. 70 с чем-то лет, да? Ну.
Приехала польская шляхта, привезла великого князя Казимира. Ну, он потом стал великим князем. И поляки сказали, избирайте его наместником. Наместником польского короля Владислава Ягеллона, то есть Егайла. Паны рады сказали, хорошо, мы его изберем наместником. Вы пока выпейте и закусите. Поляки надрались, как сволочь, заснули и отрубились. А наши паны рады избрали его великим князем, но не наместником. Почему? Ну, потому что если ты избираешь наместника, значит, ты подчиняешься польскому государству. А почему он согласился? И когда польская шляхта... Казимир почему согласился? Непонятно его логики. Ему было 15 лет. А? Ему было 15 лет, он был мальчиком. У него никто ничего не спрашивал. Что за непонятно, почему в таком возрасте делать человека... И пораньше таким... бывало, Фридом. В те времена бывало, что там вообще какого-нибудь и 3-летнего, там и 7-летнего назначали регента какого-нибудь, который на самом деле управлял страной. То есть, ну, формально какого-то правителя марионеточного ребенка там назначали. Здесь суть в том, что польская шляхта со всеми своими золотыми вольностями, они приехали именно избрать наместника короля польского, то есть подчинить себе Великое княжество. Но паны рады напоили поляков и избрали его великим князем, но не наместником. Понятно, а до Витов-то, получается, неизвестно... Это был день, когда польская корона пропила Великое княжество Литовское. А Давитов-то, то есть неизвестно, кто был, да? Давитов-то известно, кто был. Кто? Ну, это сейчас нужно будет искать. До Витов-то это был Егайло. 100%, потому что Егайло был его двоюродным братом, и он владел Великим княжеством, а в то время Витовт, во время царствования Егайла, Витовт был князем Городенским. Так, до Егайла был Кейстут, Ольгерд. Между Кейстутом и Ольгердом был Сигизмунд и Свидригайло. Свидригайло Ольгердович и Сигизмунд Кейстутович. Так это же белое пятно, разве нет? Нет. А до них был Витень. А до Витиня был Миндовг, и между Витинем и Миндовгом белое пятно. Такую хронологию, Фридом, можешь проследить в Википедии. То есть там по поводу описания этих правителей есть обычно титул и написано, кто предшественник и кто был после. То есть искать не надо, там уже отмечено. Кто был до и кто перед. Если какой-то правитель, там король или человек какую-то должность занимал. Понятно. Казимир, да. Дальше что было? После Казимира там много чего было. Ну, я реально не готовился, если честно. Ну ладно. В принципе, можно заканчивать. Все обсудили. Короче, основные тезисы. Что будет новогоднее обращение? Это раз. То, что он не согласился на хоккей. Это уже о чем-то говорит. То, что он
То, что Макей сказал, что это волноваться вообще не стоит, все, это официальное заявление официального представительства нашего правительства. Это очень важно, то, что все будет в порядке. И думаю, что будут просто рыночные цены. То есть можно доготовиться к обвалу рубля. Ну, 31 декабря, как обычно, по традиции, Семашко поедет в Москву перезаключать договоры по нефти и газу. Вот тогда мы и узнаем, какие у нас будут цены на газ и так далее. А разве Семашко не уволили? Одно и то же. Стоп, погоди, а разве Семашко не уволили? Да нет, вроде. Перевели на другую должность. У нас же как при Брежневе. Накосячил на должности там министра торговли, будешь министром сельского хозяйства. Накосячил в сельском хозяйстве, будешь министром кино. Накосячил в Министерстве культуры, будешь министром образования. Да, такие вот горизонтальные перемещения. Одни и те же люди тасуются, пока не станут абсолютно старыми маразматиками и не помрут там где-нибудь. Но я надеюсь, в следующем году мы увидим скрепы, блин. Не, на самом деле, следующий год для нас будет реально слишком. Особенно весна-лето. Весна-лето будет слишком тяжелое время. Посмотрим, как в Украине будет событие развиваться с их выборами, вот со всеми этими, что там будет. Будем смотреть дальше по ситуации с новыми какими-нибудь санкциями, там, что тут к чему. Украинцы взяли за правило нас пугать. Это очень странное правило. Что нас Россия поглотит, вот этого нереально да, и так далее. Это реально очень мерзко. Так и мы можем им то же самое сказать. Ребята, вас Россия поглотит, берегитесь там, крепитесь, укрепляйте государственность, там армию. Нет, мы-то их не пугаем, а они пугают нас. Вот в чем вся проблема. То есть это действительно мерзко очень звучит со стороны. Когда украинцы приезжают в Брест и продают грецкие орехи за копейки, а мы потом едем в Минск и продаем их задорого, это один вопрос. А другой вопрос, когда потом украинские СМИ говорят, ну вот сейчас Россия вас всех поглотит. Ага, поглотит. Вы приезжаете к нам, несмотря на военное положение, и продаете нам наше масло, наши грецкие орехи за копейки. Это, наверное, не стоит пугать, если вы без штанов. Ну да. Ну, еще нас ждет декрет номер 1. Это крайне интересно будет. Да, с 1 января год можно назвать не годом свиньи, а годом тунеядца, потому что с 1 января вступает в силу декрет новый о тунеядстве. Меня вот очень удивило последняя неделя, то есть, когда украинцы приезжали в Брест и продавали то масло, которое мы продавали им несколько месяцев назад, обратно, причем за копейки, чтобы хоть что-нибудь получить. Да, это как бы очень странно. Ну да, то есть самые нормальные союзники это поляки, как ни крути. Потому что у них реально произошли реформы, и там реально люди в Европу интегрировались. То есть про них они могут нас даже и поучить чему-то. То есть как они от коммунизма отошли более-менее в сторону Европы. Да, а украинцы пока они нет. Могут еще. нас поучить. И еще нас могут поучить эти армяне, украинцы нас могут поучить. Украинцы вот и как армяне раз украинцы самые нас пока и армяне учителя для белорусского народа.
А просто если поляки будет Артем нас учить, то у них хотя бы есть определенные аргументы. То есть они скажут, как они жили, то есть какой была экономика, то есть что, как тоже у них был коммунизм, и вот что они, чего добились. То есть у них есть какие-то результаты, а в Украине еще пока нет. Они только возможны, но они ничего не добились, поэтому когда в Армении они учат... тем более ничего нет. Так вот поэтому я говорю, что Украина находится в таком же положении, даже хуже, чем мы. В экономическом положении хуже, чем мы. Ну, в плане языка, культуры, возрождения немножко лучше, чем мы. В Так, культурном отношении, да, они чутка лучше, чем мы. в чем-то, короче, ну, примерно одинаково. В чем-то хуже, людей. в чем-то лучше. Там условия Да, другие. ничего не изменилось. Да. Со времен революции гідності нічого не змінилося. А вот поляки могут сказать. Якая годность? Откуль годность у украинцев? Откуль? Чим яны ганараться? Чим? Нехай расскажут. Тем, что не рабы. Ну, тут нужно учиться. Не рабы. А мы рабы. Они Вот. все-таки напали на них. Это как бы как ни крути, но что-то да. Это не оправдывает, но все же. Отобрали Крым, Донбасс, Луганск. Стратили 8% территории. Мы в одной жопе, и они, и мы, просто немножко по-разному. Просто они почему-то считают, что они могут нас учить. Только при этом мы живем лучше, чем они. Чего они это Да, взяли? у нас есть памятники Ленину, ну и что? Но зато у нас и другое кое-что есть. Чего там нет? У них, да, есть тоже определенные плюсы. У них есть памятники Хмельницкому, которые поставили при царе-батюшке. Ну, смена вектора. То есть тогда интеграция с Москвой против поляков, против Речи Посполитой. А теперь интеграция с поляками, с Европой против Москвы. Ну, повернулись, сменили вектор. С поляками, да, после Волынской резни, ну, конечно. Ну да, и при этом Бандера герой. Бандеру, Шухевича и так далее, и польский сейм будем постоянно этим бесить. Интеграция, да. Скажи это Вятровичу, который там этот, как бы, председатель Института памяти или что-то такого. Вот он этого не понимает, видимо. Ну да, это какой-то бред. Ну ладно. Благо у нас самый нормальный националист. Ну да, его как так у нас вот есть разные. У нас тоже есть маргиналы определенное количество такое, но их очень-очень мало. То, что российская пропаганда пытается раздуть, это чушь. У нас гражданский национализм. То есть вот люди, которые объединены в этой территории, которые долго жили вместе, вот они белорусы. То есть неважно, ты на русском языке говоришь, ты, ну, белорусской мове говоришь, ты белорус. На белорусском, на польском. Да. На украинском. Татары, на русском. белорусские Неважно. поляки, евреи. То есть мы все белорусы. Почему? Потому что мы живем вот на этой территории. Живем давно, кто-то не очень давно. Но все притерлись, то есть всем нравится это. То есть да, мы бы хотели там что-то изменить, что-то там так вот. У нас это. нет никакого унижения. То есть вообще никто никого не унижает. Внутренняя толерантность Бандеры, там, Шухевичи, не этого бреда. Да, есть достаточная внутренняя толерантность. То есть нет такого радикализма, там, взять, там, всех мочить, там, что-нибудь такое. Там поляки, татары. По крышке, как украинцы, это мы делали, по крышке взяли. И вы давайте. Ну, по крышке взяли. Так это невыгодно. По крышке это невыгодно. Да, а кто потом будет оттирать Минск? Мы же будем и оттирать Минск. А оно нам надо? Нет, да, не надо. Ломать брусчатку, которая куплена за наши же налоги, бить автобусы, которые куплены за наши налоги, думая, что это ты типа Лукашенко там что-то вредишь. Это Лукашенко не за свои деньги купил, это за деньги народа, и потом опять-таки этот автобус сгоревший. Людям же надо будет как-то на работу ездить, значит надо покупать новый автобус. А за какой счет? За счет бюджета. А за счет наш. Да, то есть сжечь свой... Потому что у государства нету денег, кроме тех денег, которые мы ему как даем. говорится, сожгите свою квартиру, будет примерно то же самое. Подпалите и радуйтесь, смотрите на это и радуйтесь. Гори квартира, да. Гори и сарай. Какая разница? Сожги сарай, гори и хата. Так что тут подмена сути формы.
То есть мы вынесли покрышки, подожгли, поэтому у нас демократия. Ну, связи нет никакой. Примите реформы определенные, Ну, добейтесь а где успеха. их демократия? Вот где у них демократия? Они воюют. Не Вот знаю, Порошенко объясни. им сказал, я закончу войну за 2 недели. 2 недели прошло 4 года назад. Да. По мере разгорания покрышки демократичность в обществе увеличивается. Закон Майдан. Ну, справедливости ради нужно сказать, что да, у них и больше демократии, свободы Ну слова. да, всего остального. но это до этого. Они не добились этого. Так было Да, в только 90-е. Это свободы слова анархия у них такая. почему больше? Свободы слова у них почему больше? Потому что у них средства массовой информации принадлежат одному олигарху, другому, третьему и пятому и десятому. То есть Ну да, разные точки зрения. СМИ у них вещает Рада ТВ, насколько я знаю. И вещает именно заседание Верховной Рады. Это государственные СМИ. Полугосударственные СМИ есть, в том числе. Но тем не менее, основные СМИ, которые смотрят украинцы, они принадлежат олигархату украинцев. То есть тем, у кого есть деньги, и кто купил эти СМИ еще в 90-х. Ну, А прикол что у в том, них что, изменилось? что у нас либо российский ящик смотрит, либо просто в интернете. Или просто Так российский ящик качественнее, чем наш. Ну вот да. в чем проблема. Если бы у нас наши делали вкладывали деньги такое, в СМИ, смотрели бы наши. смотрели бы наши. Да, почему смотрят так, российский у нас ящик? очень старый формат. Да. Никчемный. Почему смотрят российский? Потому что там качественный контент, там фильмы опять-таки. Наши ничего не снимают. Ну где бы наши столько контента взяли? Ну, снимают только про войну. Нет, так мало все равно. Не забили бы эфир таким количеством сериалов, там, передач, вот этих ток-шоу. Лукашенко дает загад новым пропагандистам: сделайте вот как в России хотя бы. Ток-шоу, там все остальное. Они Да, не могут. вот только Лукашенко дает копейки на Министерство информации. Абсолютные копейки. И копейки 50 миллионов. А в России сколько там? Ну, в 10 так раз больше. Ну да, то есть они там рекордсмены в этом пропаганде. Соответственно, там есть деньги, там есть рынок. То есть есть специалисты, которые постоянно этим занимаются, их много, потому что они получают деньги. Плюс там есть и олигархи в России еще тоже. То есть там более коммерческое вот это развито, не только государство одно. У нас вот только Лукашенко и все. Там есть и другие олигархи, то есть там больше коммерческих разных структур, там востребовано. То есть есть профессионалы, в Москве, по крайней мере, есть. Вот, допустим, у нас нет. Когда-то, их мало очень давно ко мне обращался человек из ЛАДа. Тогда это был еще ЛАД. Брестское телевидение центральное там и так далее. Это был ЛАД. И я тогда еще в 2010 году учился на портного закройщика. И мне сказали: сделай костюм для Миколы Хусовского, чтобы он был полностью в соответствии с в соответствии с веком. Я пошел, я сидел, сделал им костюм. Продал им этот костюм за $50. То есть вот так вот работает наше телевидение. Им денег не дают много. Только чуть-чуть. О, кто-то еще лайк поставил. И количество зрителей увеличилось. До 13 сейчас доходило. Хотя время уже позднее. Я думал, уже все, выдыхается стрим. Не, нифига. 30 декабря, странно. Господа зрители, а вам не нужно готовить? Еще им надо готовить. 30-е только у нас. Воскресенье еще пока. Ну, 30-е не нужно разве готовить? Салаты есть определенные, которые нужно готовить за сутки, за двое. Видимо, не нужно. Так, кстати, в этой пропаганде, что мы разбирали, в ОНТ, ну, мы же про это говорили, новость, код ты зачитывал. Там вообще жесть полная. В национальном канале 75% российского контента. 25% там вообще ничего не может. А в этом проблема одна и очень простая на самом деле. У нас есть закон о языке.
закон о языке у нас не работает. То есть вообще не работает. Нет, тут даже То есть дело не в вообще языке, никак не работает. Артем, тут даже дело не в языке. Тут дело в том, что даже просто контента нету белорусского, хоть на русском языке. Ну а кто поймет контент на белорусском языке? Ну вот кто? Вот, допустим, мы берем, значит, платформу YouTube. Кто поймет контент на белорусском языке? Вот даже если я буду читать белорусские казки на белорусской мове, кто их будет разуметь? Кто, кроме меня, або белорусов? Кто? А кто говорит делать полностью все на белорусском? БТ вот третий все время на мой, по-моему, вещает. Белсат, опять же, постоянно на мой вещает. Ну так Белсат для того и смотрят, потому что он вещает на белорусской мове. Гэта ж нам прыемна. Государственные каналы не могут сделать хотя бы 10%. Чаму не могуць, калі яны распавядаюць на беларускай мове? Да, Беларусь 24, Беларусь 1, то ли 1, то ли 2, там 3. Тоже есть несколько телеканалов. Почему нельзя прибавлять, не как делать, как украинцы, это сразу же и радикально, а не прибавлять раз в год, там, не знаю, понемножку, по проценту? В чем трудность? Не могу понять. Или вот был скандал по поводу этих больничных, там на русском языке стали их пускать. Не, ну Фридом, у нас есть не только беларускамоўныя гараджане, у нас и есть яшчэ и рускамоўныя. Так, а кто говорит их ущемлять? Я же не говорю их ущемлять. Я говорю сделать себе контент еще для белорусскомовных. Все. Постепенно все делать, чтобы не ущемлять. Хіба ён не робится? Робится? Робится. Да, новый народ подвалил в чат. Чат ожил. Вот Игорь Абибак какой-то появился, Сергей Масин подошел, Евсен Вятка еще сидит. То есть народ начал просыпаться. Такое ощущение, что сейчас утро какое-то уже. Прям такое вот. Часов 10 утра или 12. Люди стали просыпаться. Вампиры у нас одни. Но я сейчас вижу сподвижки именно частных структур, которые там кино переводят на мову. Что-то слабо слышно, Фридом. Тихо как-то. Я говорю, что только частные структуры, то есть подвижки к белорусской мове от частных структур, даже кино на мове. Да, кстати, вот самое интересное, что очень бы хотелось поддержать тех людей, которые переводят фильмы на белорусскую мову. Вот я, помнится, смотрел фильм «Побег из Шоушенка» на белорусской мове. Мне очень понравилось. Перевели очень замечательно. И мультики для детей, чтобы переводили на белорусскую мову, это было бы просто прекрасно. Ну, был аншлаг, кстати, в московском кинотеатре, когда «Твердого орешка» смотрел. Глядел. То есть у нас есть запрос именно к возвращению, к возрождению нашей культуры. В этом запрос есть у большинства. Но почему государство этого не делает? Хотя бы на немножко не прибавляет. Потому что тогда государство должно будет платить, а ему и так платить нечем. Ну почему? 50 Понимаешь, миллиардов? вот 50 миллиардов на пропаганду они тратят. 50 миллионов. Миллионов. Все равно. На что эти деньги идут, вопрос? Они идут на камеры, на озвучку, на зарплату и так далее, и так далее. То есть, если разобраться в смете, то получится, что ни для чего нового денег не остается. Они просто держат марку. Да, идут на зарплату нашим Геббельсам, а Геббельсов у нас много. И работают они некачественно. А Геббельсам ничего не нужно. Ну, Геббельсы, они просто гав-гав. Гав-гав, гав-гав-гав-гав-гав, гав-гав-гав-гав-гав-гав. Вот наша могилевская блогерша Данута Хлусня, знаете? Гомельская. Да, гомельская. Вот она очень прекрасно показывает, на что идут деньги. Вот на это идут деньги. На гав-гав, гав-гав-гав-гав-гав-гав. У нас все прекрасно, у всех все плохо.
А мы самые замечательные и прекрасные. А у всех вокруг ужас и кошмар. Вот на что идут деньги. Ну вот и все. А такую херню, которую делают белорусское телебачение, эту херню можно сделать дома или в студии. Оборудование ничего у них. Я вот как-то когда-то там в конце ноября, нет, в начале даже ноября еще, когда ездил на 11-летие Оршае, увидел тогда Лукашенко в Балбасово в то время приезжал. И значит, у нас стояли возле 22-й школы там все Геббельс ТВ. БТ, ОНТ, это что там еще, СТВ было, Мир ТВ, машины стояли. То есть все пропагандисты были наготове и ждали, чтобы выехать. Там недалеко, несколько километров. Я посмотрел такие машины. У БТ был фургон, микроавтобус такой, без окон. Ну, там, типа как грузовой такой, где, ну, не как маршрутка, а где нет окон. Там крупная достаточно спутниковая антенна наверху. Естественно, там связь поддерживать. Внутри, что начинку я не видел, но думаю, что тоже прилично. То есть там все оборудование есть. Ребята нормально живут. Вот нам бы такое для мобильных стримов. Чтобы качественно, хорошо так. Выехал, снял. А то еще и глушилки включают на митингах. Да, у нас прямо возле Бреста стоит глушилка, еще с андроповских времен, и до сих пор работает, как ни странно. А что ей глушит? И, кстати, митинги? Они глушат польские телеканалы. Тут какой-то бред пишут, что типа мы терпеливее, чем россияне. Ну это же полнейшая хинея. В Бресте вон выходит голубей там кормить постоянно. Кто-то еще в Гомеле протестует. Вот в Богушевске люди добились, пожалуйста, в Богушевске люди вышли и добились того, что больницу не стали закрывать. Город небольшой, сколько там людей вышло, 200 или 300 человек. Тем не менее, везде, по всей Беларуси. Мы в Бресте уже требуем референдума, вообще-то. Вот. Чего добились россияне, вопрос? Да ничего не добились, в отличие. Просто у нас это широко не афишируют. У нас просто блогеры показывают. Вы, ребята, в чате там, да, смотрите блогеров белорусских. Просто местные проблемы, они не должны волновать именно всю республику. Правильно. Они ждут Навального. Вот эти люди, Артем, которые вот такое пишут в чате, они ждут, что якобы придет какой-то Навальный, типа как в 2010 году Статкевич, там выведет людей всех в одну кучу, и все будут там дубинками драться, типа Майдана, там шины поджигать. А такого у нас нет. У нас все по-другому. Зато конструктивно. Законно, больницу не закрыли, не закрыли. У нас все законно и мирно. В этом основная суть. Законно, мирно и жестко, на самом деле. Да, у нас пафоса такого нет, просто майданного какого-то такого, типа как у Навального. То есть мы местные такие... проблемы, они не должны волновать центр. Центр должен только ответить на наши требования. Все традиционно. Если он не так. отвечает один раз, второй раз, третий раз, мы начинаем требовать, вот как в Бресте у нас сейчас требуют референдума. Все традиционно так, по-деревенскому, как в старину. Сказали раз, другой нет, взялись за вилы и пана на вилы насадили. Ну вот даже выборы вот эти. Есть оппозиционные кандидаты, которые побеждали вообще-то. Почему-то, почему люди всем внушают, что на выборы нужно не Сколько ходить? Блогеров появилось? Вот, Паук, опять-таки, он вот хотел, последнее видео его смотрел, попасть на заседание райисполкома Октябрьского. Ну, там ему сказали, что типа переносится, что-то такое. В Гомеле тоже блогеры активно действуют. В Могилеве, по-моему, что-то появилось, какая-то движуха, по крайней мере, мероприятия там всякие. Тоже, да, по-моему, и блогеры какие-то есть. Я вот когда-то слышал, но забыл. То есть все есть, появляется. Ну это есть. У нас появляется уже. Я знаю, вот люди есть, которые действуют, выкладывают. Но в основном там одноклассники такое, да, Facebook. Свободу постоянно статьи выходят, кто там где бастует. Ну, блин, ну я не знаю, постоянно где какой-то митинг проходит. Гражданская активность бурлит просто. То есть, вот ребята в чате, кто не знает, я это вижу. Я не сильно пока далеко в окрестностях здесь езжу, но я вижу, что прогресс есть большой. В восточных, кстати, областях. Витебская область, Могилевская область. Тут отлично все. Раньше вообще ничего не было, сейчас все есть. Мероприятия появляются, блогеры появляются, партии живут да, активно. Совершенно верно. И вот хотелось бы ответить вот чатику, я сейчас его тоже смотрел, прочитал, и хотелось бы ему ответить. Ребят, майданчики и майданы
разрушили нашу страну в XVIII веке, в 1771, 1792 и в 1795. Вот именно это разрушило нашу страну. Мы извлекли урок из XVIII века. И сейчас наш народ, он прекрасно понимает, что вот эти вот все войны, вот эти вот все революции, вот эти вот все рокоши, эти все конфедерации, они разрушительны для страны. Хотите, чтобы нас прямо сейчас захватила Россия? Пожалуйста, давайте устроим революцию. В каждом городе все выйдем с вилами, пойдем убивать чиновников. Это будет прекрасно. А потом нас захватит Москва. Нормально? По-моему, нет. Поэтому нужно мирно бастовать, как это делают в Бресте всем. Подавать заявки, становиться активистами. В чем мы уже с северинцем? Ну, Кот, ты читал эту статью, ты это все расписал, что можно делать. Поддерживать Я еще, наверное, до северинца говорил о том, что вы в Минске сделали большую глупость, когда вышли, когда вам не разрешили выходить. Вы могли уехать в Брест, в Гродно, в Витебск? Могли, вполне, но не захотели. А из-за чего? Что там, можно было в этом Бангалоре, где разрешили пойти? Да, либо на Бангалор. Забастовки делать, да, конечно, Игорь Абибак. Забастовки происходят. Вон то на одном заводе, то на другом. Локально. Просто нет глобальной общереспубликанской забастовки, потому что это сложно организовать. Пока нет. Нет, потому что никого не должно волновать, что происходит на местах. На местах происходят забастовки, митинги, протесты и так далее по мелочам, которые не касаются нашей страны. Просто вот в Светлогорске, в Бресте, в Гродно, там, в Витебске. Эти забастовки, они не касаются страны. Не, ну касается только локально. И просто рэп постоянно это освещает. То есть эти митинги, забастовки, Радио Свобода постоянно это освещает. Что вы несете, все это идет. Записывайтесь в активисты рэпа, там, не знаю, Весна, там, Рух за Свободу, ОКП, все эти партии есть. Берите, становитесь... Весну ни в коем случае, это Весна, это... У меня с ней личные счеты, ну, это не стоит. Я вообще имею в виду. То есть все для гражданского общества, для развития, все это в Беларуси есть. Желания нету у вас. Вы ноете, но ничего не делаете. Кстати, да, количество народа вот не так давно, минут 5 назад на пике, 15 человек даже было. Сейчас уже немножко упало, 12-13, так даже до 15 доходило. То есть удивительно. 4:30 утра народ стал просыпаться. Сергей Мазин, в 2012 году в России народ на подъеме был, в Москве 100 тысяч человек. Что такое 100 тысяч для Москвы? Население Москвы, Сергей Масин, население Москвы, 12 миллионов. Да, население Москвы это как Беларусь и Литва вместе взятые. Как бы, я напомню, в 2010 году в процентном соотношении вышло в десятки раз больше, чем в Москве. Да, поэтому нужно смотреть не на то, сколько вышло в Москве, а нужно смотреть на процентное соотношение с населением. Я ему написал. Там, на процентное соотношение с населением это тьфу. Намного больше выходило в 2017 году. Намного больше выходило в 2010, в 2011 году. В 2012 году в Беларуси выходило намного больше. Это 2000 человек в Бресте и 2500 в Гродно. 4,5 тысячи. И дальше по областям. Да, в 2017 году. На эти молчаливые протесты. В 2017 году в Гродно вышло, не в Гродно, в Гомеле вышло 3500 на Тунеядский марш. Это не очень много, но тем не менее. В Бобруйске 800 человек, в Орше 1000 человек, в Минске 5000 человек выходило на Тунеядский марш. Так для Орши это, извините, да, 1000 человек. Почти 1%. Тьфу. Ну, это проценты. Почти 1%. А для Москвы 100 тысяч это не проценты. Это сотые доли процентов.
То, что Навальный там поднимает, это тоже сотые доли процентов. Тем более это все пафос. Кто такой Навальный? Что он даст? Ну, допустим, он бы пришел к власти. А что дальше? Даже дело... Нет, он даст, если россияне наконец не станут баранами. Хотя, что я вряд ли сомневаюсь в этом. Они, знаешь, они зомбируют россиян тем, что говорят, что Москва — это самое главное, что там нужно бастовать. Хотя вся статистика говорит об обратном. Больше всего бастует именно в регионах России. Но они говорят все равно, что Москва. Это, есть просто, Freedom, методички специальные. Я не помню, по-моему, где-то в какой-то группе Телеграма было о том, что по поводу протестов какой-то чувак там писал, российский революционер, какой-то такой оппозиционер, что-то, что типа, ребята, если вы живете в регионах, то извините, вам не повезло. Все революции совершаются в столице, поэтому все решает столица там и ближайшие окрестности там 100 километров вокруг столицы. Именно поэтому в Беларуси в 2017 году вышли на протест, где не разрешили, именно в столице. А везде разрешили, и все смотрели на столицу и охреневали. А зачем? Зачем это нужно было? Садкевич, потому что. И бараны. Эх, что тут скажешь? Интернет не был так развит. То есть сейчас соцсети, все это ошибки можно было учесть. В 2017 году, год назад, не был интернет развит. Ну, почему тогда люди сморозили так? Объясни, Артем. Сейчас мы это понимаем, что... Ну, потому что бараны, поэтому и сморозили. Ну, я про это и говорю. Сейчас, если бы и такая штука сейчас сказали, выходите точно так же, как тогда, люди бы на это не повелись. Не, Фридом, если тебе скажут выйти с 31 декабря на 1 января в Минске и скажут о том, что вот это вот будет акция протеста, ты выйдешь обязательно. И все бараны, которые вышли в тот момент, они тоже выйдут. А знаешь почему? Потому что они бараны. Потому что им скажет лидер, скажет, вот, идите туда, куда я сказал. Артем, если мне кто-нибудь скажет выйти 31 на 1, то я пошлю его подальше, потому что это Новый год. Революцию совершаете 2 числа хотя бы, или 3 лучше, чтобы отойти немножко. Ну, хотя бы 1. Не-не-не, 1 нельзя. 1 это после 31. Ну да, это... 2, говорю, хотя бы лучше. Но лучше 3. Похмельный синдром, да, на 1. Артем ошибаешься в том плане, что бараны. Хватит людей баранами называть. Нет, так людей никто не называет Фридом баранами. Баранами называют баранов. Людей не называет никто. Так вступай, вот людям надоело выходить, платить штрафы, сутки сидеть без толка по ТВ. Перекрутят. Думаешь, надоело? А многие люди, между прочим, через вот эти вот сутки, через все унижения, они получают премию и уезжают в Польшу, уезжают в Литву запросто. Ну, так у них тоже есть цель для того, чтобы выходить. То есть им говорят, вот вы активисты, вы замечательные люди, вы прекрасны, вот вам, пожалуйста. Выходите, получаете звездюлей, потом садитесь в тюрьму, получаете справку. После того, как вы получите справку, вы предоставляете нам справку. И после этого вы уезжаете в Краковский университет, в Варшавский университет, в Вильнюс. Запросто. Во-первых, можно становиться активистом и подавать официально заявки на митинги. Это раз. 2. То есть вам могут в правовом поле помочь, если вы состоите в партии, либо какой-либо типа рэп-организации. Вам в правовом поле тоже помогут. Но вы этим не интересуетесь. Мы постоянно... помогут. Да. Я обращался в правозащитный центр «Весна». А членом какой ты партии был? А вот никакой. Так вот и говорим о том, что тем, кто состоит в партии, поможет. Фридом же сказал, вступайте в партию, вам окажут юридическую помощь. ОГП говорит прямо, мы своих не бросаем. Членов ОГП мы оказываем бесплатную юридическую помощь. Тем более куча статей мы уже с котом читали, как этот рэп помогал людям. Куча раз, куча примеров. То же самое, да, по поводу рэпа. Они тоже говорят, мы оказываем бесплатную помощь. А теперь попробуйте объяснить людям, что им нужно вступать в какие-то партии. Так вот мы объясняем это. Им надо объяснить это. Так вот простой пример, Артем, как объяснить. Люди, вот кто пишет, говорит, мне надоело выходить на сутки, получать штрафы, там все такое, нечем платить. Вот, поэтому вступайте в партии, партия за вас заплатит.
и будет вас снабжать Ну да, партия продуктами. за вас заплатит. Но только одна проблема. Если вы выйдете на протесты без защиты какой-либо партии, вы обречены на то, чтобы заплатить из своих собственных Да, это совершенно сбережений. верно. Мы про это и говорим. Поэтому не нужно слушать тех людей, которые взывают просто «идите, выходите» и так далее. Это зазывалы, это гопон. Да, на прошлом стриме мы разобрали эту ситуацию по поводу того, что вот эти призывы на улицу, это все-таки не так хорошо, как кажется. Поэтому да, Да, лучше. это не так хорошо, как Кстати, кажется. Если Артём, вы не являетесь членом какой-либо партии, если вы не являетесь активистом какой-либо партии, то, извините, вы не получите вообще ни хрена и должны будете Если заплатить это из своих организация, собственных денег если она за свой незаконна, то собственный есть не по штраф. заявке, то приходите, если на митинги, где вы были 1 мая, мать вашу? Где вы были против первого декрета? Он был официальным, и любой желающий мог подать. картошку сажали, Фридом. Сажали все картошку. Тогда уже была теплая погода. Студенты 1 мая Чего тогда вы ноете? вскапывали землю, чтобы посадить картошку. Это Что стопудово. тогда вы ноете вопрос по поводу? Все зашибись. Чего тогда вы А не кто выходите? ноет? А никто не ноет. Не, у Вот нас... Я именно. ною по поводу того, что в свое время я заплатил очень много денег за то, чтобы меня не посадили на 10 суток. Однажды меня уже сажали на 10 суток. Это было 19 декабря, после 19 декабря меня сажали на 10 суток. После этого я вышел еще в 2011 году на молчаливые акции протеста, и тогда меня судили, и судья, и свидетели, которые являлись комитетчиками и ментами, они надо мной смеялись, когда я говорил, что это не я на фотографии. А мне сказал комитетчик, а это никого не волнует, ты или не ты. Ты там был? Я говорю, да, был. Ну и все. И никакая организация правозащитная и так далее мне не помогла. Почему? Потому что я тогда не был членом никакой партии вообще. Я просто вышел от чистого сердца. Это очень важный момент по поводу того, что многие организации не предупреждают о том, что если вы нигде не состоите, то мы вам не поможем. Вот тебе, Статкевич, пример. Да. Почему ты не говоришь людям, что вас будут задерживать, бить дубинками, и при этом ты же не говоришь, что им поможешь. Ну, он Не не даёшь несет им ответственность. Пальчис сказал по поводу Статкевича, что он несет ответственность вот за такие провокации. То есть он вызывает людей, а потом говорит, Никто не несет ответственность. Статкевич. Они не рассказывают, потому что они не несут никакой ответственности. Почему? Есть правозащитные организации, тот же рэп-канал. Правозащитные организации тоже не несут ответственности. Ну, в этом да. То есть я имею в виду, что приходите на согласованные митинги, которые по закону. Или если вы находитесь в правозащитной организации или в любой организации. Так в 2011 году я обращался в правозащитную организацию «Весна». Что мне сказали? А какой партии вы являетесь членом? Я говорю, никакой. Извините. Блестяще. Мне это очень понравилось. Тут еще частные случаи нужно еще иметь. Не все так однозначно. На некоторые люди, вот интересно, хотелось бы мне, Артем, знать, как они вот там выбирают или что. Некоторые люди их находят, например, они столкнулись там с милицейским беспределом, еще с чем-то. Им правозащитники помогают, то есть это раскручивают СМИ. Милицейский беспредел это одно, а вот несанкционированные митинги это другое. Так вот оно тут что. Если милицейский беспредел, это можешь обратиться в правозащитные организации, тебе помогут. Если в митинге, никак. Только партия. А вот человек пишет, Сергей Масин, в 2012 году я ходил вместе с народом к администрации. Могли захватить администрации в Самаре, Саратове, Екатеринбурге. Спокойно ментов всех выгнали в Москву. Честно говоря, не понял. Сергей Масин, в 2012 году, если вы могли захватить администрации в Самаре, Саратове и Екатеринбурге, то это было бы прекрасно. Вот только как бы вы потом справлялись с войсками Российской Федерации? Он дальше написал. В 2012 году участвовали в протестах в
все партии за МКАДом, и КПРФ, и Яблоко, и другие. Навального мало бы там что-то такое. Мало было, может быть, там. Серый, пускай Масин ответит на вопрос, как бы они справлялись с войсками, а не с ментами. Никак. Слушай, ты же помнишь, как Волгоград Да, я только хотел напомнить. Мальцев тоже мог захватить администрацию. А это, кстати, не мальцевист пишет. А вот я не знаю. Вполне возможно. В 11 году была одна страна, в 12-м, а сейчас совсем другая страна. И Владимир Владимирович по классической схеме отреагировал на 11-12 год. Да, он стал все, что делает Владимир Владимирович, все расписано в учебниках. Масин, как бы ты сражался с войсками в Самаре, Саратове и Екатеринбурге? С кадыровским спецназом, который приехал бы. Нет, не с кадыровским спецназом, а с банальными войсками, с танками, с БТРами, приехал бы на танк. С военными. Как бы он сражался? Мальцев бы калаши бы раздал бы. Мальцев бы упал в обморок. Мальцева тогда еще не было, он тогда еще вещал на саратовском телевидении. Рассказывал про масонов, про жидомасонов, про жидов, про всяких дагестанцев, которых нужно сжигать из огнемета. А что касается белорусских протестов, ну, ребят, на самом деле необходимо сделать только одно. Выходить именно на санкционированные протесты. Не санкции ни в коем случае. Это крест на всю жизнь. Есть замечательный аргентинский исследователь Одонно, он, к сожалению, умер в 2011 году как раз. Вот, и, читая его книжки, можно понять Владимира Владимировича. Исследователь переходных периодов. Владимир Владимирович ни в коем случае не похож на Аугуста Пиночета. Вот читаю Донного, у него все типажи расписаны. До Пиночета ему как до Луны. Я, кстати, какую-то даже скидывал статью у Донного, как раз-таки то ли в новости, то ли в чат для всех. Она касается, правда, демократии, одного из типов демократии. Но все равно, вот вам, пожалуйста, автор. Демократия есть одна, единственная и неповторимая. А все, что существует сегодня, как мы с тобой говорили, это всего лишь смесь демократии и республики. Ну, есть разные типы демократии. Это же демократия, она же регулируется цензами самыми различными, самыми экзотическими. Помнишь, мы разговаривали с россиянами на определенных каналах, и они в принципе не понимают, что такое демократия. Они не понимают, что невозможно прямая демократия. Они этого не могут понять. Население безграмотно. Никогда в жизни. Население катастрофически безграмотно во всех странах, даже в Соединенных Штатах Америки. Но в Соединенных Штатах Америки полегче, конечно. Нет, ну там смесь. Там смесь местной демократии, местного самоуправления и республики. Всеобщего дела. Не, то есть республика это федеративный закон по сути. И прямая демократия, то есть штаты. Внутри штатов у них имеется местная демократия, то есть местное самоуправление, всеобщая демократия представительная на уровне штата, а дальше идет уже республика с местной, с местной демократией, с демократией на уровне штата и дальше с демократией на уровне всей страны. То есть там такая огромная, большая смесь. Смесь, в которой учтены ошибки Речи Посполитой, в которой учтены ошибки Французской Республики, в которой учтены ошибки германской демократии. То есть это Соединенные Штаты не то чтобы то государство, которым оно должно быть, это государство, которое оно учло ошибки предыдущих государств. Но самое обидное в этой ситуации то, что именно мы предоставили одну из форм этой демократии, которая существует сегодня в Соединенных Штатах.
Так вот, Это товарищи, обидно. то есть отцы-основатели учли ошибки, а Владимир Владимирович и Александр Григорьевич тоже учитывают ошибки. Имейте в виду. Что ты имеешь в виду? Да, они учитывают ошибки диктатуры. Артем, что ты имеешь в виду, Диктатуры что... Советского Союза. Артем, что ты имеешь в виду, что мы дали им демократию? Мы не дали им демократию. У нас Конституция появилась в 1792 году, у них в 1776. Но тем не менее до этого у нас было еще 3 Конституции до этого. Это первые 3 статута. А до этого еще была Хартия вольностей. То есть Европа дала Соединенным Штатам то, что они сейчас имеют, но они учли ошибки Европы. У них был пример. Хартия вольности, У них когда... был черновик. То есть, смотри, у них был черновик, на который они посмотрели и сказали: ага, вот это вот нам надо, а вот это не надо, вот это надо, вот это не надо. Это интересно, это неинтересно. Это нужно, это не нужно. Это людям нужно, это не нужно. И так далее. То есть у них был черновик. Европа. Когда была Хартия вольности? 1215 год. 1215 год. Еще до ВКЛ создания. Это в Англии, да, Да. Великая Хартия вольности, ты имеешь в виду это? То есть, понимаешь, у них был черновик у американцев. И отцы-основатели, они просто отметали то, что им не нужно, и то, что им пригодится. И отцы-основатели создали вот Соединенные Штаты в том виде, в котором они есть, опираясь именно на европейские политические системы. И в то же самое время, во времена отцов-основателей, там был и наш, в том числе, величайший земляк Тадеуш Тадеуш Костюк. Слушай, а можешь рассказать, Артем, про его деятельность в революции Костюк? Как он туда прибыл, что это послужило, что он там делал и так далее? Тадеушу Костюшку не нашлось места в нашей армии, хотя он учился в Королевском училище. После того, как ему не нашлось места, он сначала поехал в Париж. После Парижа он поехал в Соединенные Штаты. В Соединенных Штатах он участвовал в 2 величайших битвах. Одна из них при Саптамаке, она, по-моему, называлась. Как? Я сейчас не вспомню. Но самое главное то, что он был военным инженером, учился на военно-инженерное искусство, и в итоге он построил форт Вест-Пойнт. В том числе он построил защиту для одного из городов, по-моему, Портсмута, где он просто вбил сваи в реку Портсмута и построил несколько заградительных фортов для того, чтобы защитить Портсмут от английских кораблей. Сваи бы не пустили корабли в устье и так далее. В принципе, он был реально это нужно отдельно готовиться, если. Но реально для Соединенных Штатов Тадеуш Костюшка сделал очень много. И мне кажется, несколько статуй Тадеуша Костюшка есть в Соединенных Штатах. Да, есть. Вроде как в том же самом Портсмуте и на месте битвы Вот. Из Соединенных Штатов Тадеуш вернулся в Речь Посполитую бригадным генералом. В Речи Посполитой, к сожалению, ему опять-таки места не нашлось.
но король Станислав Август Понятовский, он попытался его куда-нибудь пристроить, и пристроил он его в королевскую армию, то есть в коронную армию, армию Польши, короны польской. И после этого Тадеуш Костюшка написал письмо: «Хиба же я не Литвин? В армии Великого княжества Литовского на данный момент всего лишь 4 генерала. Почему я, Литвин, который родился в Берестейщине, должен служить на корону польскую? Я не хочу, защитите меня». И на сейме решался вопрос о переводе Тадеуша Костюшка в Великолитовскую армию. И в конечном итоге, насколько я помню, его в Великолитовскую армию перевели. Потому что литовцы на сейме, они запретили назначение Костюшка в армию Польши. Под литовцем ты подразумеваешь белорусов? Ну да, белорусов. Тогда не было литовцев отдельно. То есть сегодняшней Литвы тогда не было. Ну, по литоним, грубо говоря. Сегодняшняя Литва — это отдельно, а тогдашняя Литва — это другой вопрос. Ну, суть в том, что всех жителей ВКЛ звали литвинами. Ну, по литоним. Да, по литоним. Хотя он писал именно своим землякам, то есть белорусам, градненчанам, брещанам и так далее. Да, Кот, ты ошибаешься насчет Навального, там и взрослые выходят. И Навальный реальная сила сейчас в России, как ни крути. Навальный реальная сила — это смешно. Ну, а кто там у них? По факту так и есть. То же самое, что сказать, что Гайдукевич реальная сила. Статкевич, да, реальная сила. Ну, в сравнении... Статкевич реальная сила. Да, неважно. Бери любого нашего импотента и говори, это реальная сила. О, Поздняк, реальная сила в Беларуси. Ну, Поздняк мог бы стать, если бы он был в Беларуси. Он просто в эмиграции. Тут с Навальным-то дело в чем? Его в 2018 году малолетки одни поддерживали, которые не знают, что был Навальный, кем он был до этого. В 2012 году, как он себя вел, кем он был в 2007 году. В 2007 году. Да. Ты сейчас повторяешь, говоришь словами российской пропаганды. Нет, я говорю, что оно есть реальность. Ты ж видел выборы российские, как вел себя Навальный? Посмотрим, какие ролики Навальный записывал в 2011 году. Это будет в 2008 году. В 2008. Какие документы он подписывал в 2007? Вместе с Голышевыми и всякими там... Вот. Навальный — это столб путинизма, такой же столб путинизма, и Сергей Масин пишет даже, что... Собчак и все остальные. Да, Сергей Масин пишет, что замкадом за Навального не более 50% было, остальные взрослые все. Это сказки про молодежь, пропаганда Путина, ну, не знаю. Какая разница? Такой возраст поддерживает имперский проект под названием Навальный. Правоимперский проект. Здесь проблема в том, что Навальный как раз опирается на детей. Вот в этом проблема. Дети безграмотные, а взрослые типа нас, мы его давно уже раскусили. И укатали. Но его же прежде... Укатали давным-давно, еще на скрип-скрепе. В первые месяцы существования скрип-скрепа мы его разбирали несколько дней. Его ж первые сторонники от него отвернулись уже в 2018 году. Там никого, наверное, не было из тех, кто его поддерживал. Его первые сторонники — это нацисты вообще. Тем более, да, которые там в 2007 году его поддерживали, в 2008. Ну, такие как Гиркин, например. Его сторонники. Да. А с Гиркиным он дебатировал в 2017 году. Кстати говоря, не смог его порвать. Согласились, кстати говоря. Если вы хотите посмотреть на Навального, посмотрите, как он дебатировал с Гиркиным. И посмотрите, как они согласились по пунктам того, что Российской империи нужно возродить.
Только у них было отличие в том, что Навальный топил за то, что надо начинать изнутри, типа, как он там говорил, реформы какие-то провести. Ну, непонятно какие и как, но суть. Он говорил, надо так провести, а Стрелков говорил, нет, надо начинать с внешнего. То есть побороть внешних врагов, Да, но в проклятых итоге они пиндосов. согласились, что Да. русские, белорусы и украинцы – это одна империя, и мы должны их всех захватить, Только способы сохранить разные. и так Один далее. говорит, надо сначала провести реформы и разбогатеть, и потом их присоединить, чтобы стать сильнее, да, чтобы они побольше захотели к нам присоединиться. А другой говорит, нет, их надо просто силой взять и нагнуть, потому что это наш. Разница подходов. А смысл один и тот же. Типа индуктивная, дедуктивная логика. Да, и интенсивная, и экстенсивная. Ну, плюс они еще друг друга немножко попинали. Навальный, естественно, про самолет упомянул. Вопрос, на который Стрелков, понятно, что не мог честно никак ответить. Ну, Ему так это не нужно выгодно. было, понимаешь? Они же должны были друг друга попинать Да. перед вот этими вот А мальчиками Стрелков и девочками, напомнил которые про сейчас за Киров Навального лес. топят. Да, Стрелков напомнил про Киров лес и говорит, вот ты хочешь делать там продукцию с высокой добавленной стоимостью, там реформы проводить, а что тебе мешало, когда ты был в команде там Никиты Белых, то есть ну такое вот, типа чего ты из леса не делал элитную мебель и в Европу не продавал, к примеру. И Навальный тоже не мог ответить на этот вопрос, понятно. Что Лукашенко показал? 17-й год показал абсолютно, что он конкретно... Так Навальный же лесом-то не занимался. Лесом занимался, как там его, Петров или комиссар? Его брат. Как там фамилия? Его брат занимался лесом. Его брат занимался Почтой России, а лесом занимался и Офицеров, или как там его, короче. Второй его подельник. Навальный просто рекомендации давал. Ну, здесь дело в другом. Дело в том, что сегодняшние школьники, которые за Навального они топят, они не совсем понимают, кто такой Навальный был в 2011 году. Когда они еще в садике были, Навальный уже говорил о том, что Российская империя – это наше все. А сейчас они просто этого не понимают. И когда им это рассказываешь, они не верят тебе. А в И не будут 2007 верить. году, Артем, в моде была Зига. Тогда и Гоблин, наверное, еще зиговал, и Навальный зиговал, и Тесак зиговал. А просто если мы возьмем эти переводы Гоблина, то Гоблину очень нравится нацистская тематика. Он же в Шхурашке был, зиговал, есть фотка. Да, такая фотка есть. Но сегодня он коммунист. А Навальный сегодня демократ. Как прикольно, да? Коммунист, который топит за Единую Россию. Не, Навальный сегодня либерал. Ну, либеральный демократ и так далее. То есть... Либеральный демократ — это все равно, что либеральный фашист или там масло не масляное. Тут бред пишут про какую-то, что Лукашенко победил оппозицию сильной. Лукашенко победил оппозицию в 96 году. С этим никто спорить не будет. Но он показал, что он сильнее оппозиции. Либерализм и демократизм — это вообще антагонист, так же как либерализм и фашизм. Да, совершенно верно. То есть в 17-м году он полностью обделался и при этом он победил. Ну, я про Лукашенко. Лукашенко в 17 году обделался в каком месте? Я что-то не понял. Он победил, оппозицию Лукашенко победил в 1996 году. И вот вся эта инерция, которая осталась после 96 года, она до сих пор является главами оппозиции. И это просто смешно, к сожалению. Да, поэтому, наверное, поэтому россияне над нами смеются. В 17 году были в основном стихийные протесты народные. Оппозиция сама не ожидала, что столько людей выйдет на эти митинги. Поэтому это не оппозиция. Но, тем не менее, в 17-м оппозиция победила. попыталась их возглавить. Попыталась, но не получилось. Попыталась, не получилось, но тем не менее под их эгидой это прошло все замечательно. То есть если мы возьмем даже ту же самую БСДПГ Брестскую, она реально боролась за то, чтобы в Бресте 25 марта 2017 года прошла
прошел пикет, прошли марши и так далее. То есть это да, это им плюсик. Но вот эти вот старики в нашей белорусской оппозиции, им, наверное, пора сойти. Потому что это уже смешно. Кстати, некоторые это поняли, Артем. Вот Лебедько, он ушел, когда вот был скандал, он ушел, и сейчас он как бы немножко отстранился. В УГП там другие люди появились. То есть он уже направился, понял. А вот Статкевич не понял. Ну, скорее всего, потому что Статкевичу очень хочется грантов. Не хочет вот, мне очень понравилась другая ситуация. Помните 19 декабря, когда у нас было? Когда меня побили, там, я думаю, многих побили тогда. Не из здешних присутствующих, может быть, кого-то и из здешних присутствующих побили. Но вот именно тогда, вот 19 декабря, было понятно, что оппозиция, она просто нас всех слила. Тогда Халип побили в эфире российского телеканала, когда она верещала в телефон и кричала: «Ой, ой, меня вытаскивают, меня вытаскивают». Когда тебя вытаскивают, ты не сможешь держать телефон у уха. И свободные руки тоже. Первое, что у тебя выдергивают, это телефон. Дальше его разбивают, а после этого тебя начинают вытаскивать. Еще кто-то веет, говори правду. Вот это поражает. Это Дмитрий или как там его? Кстати, я даже знаю таких людей. Вот я тогда зачитывал, когда про Межевскую вот эту канализацию. Это ж мне скинул человек лично, то есть когда выступал Николюк, он мне сказал, типа, слушай, ты блогер, у меня есть для тебя материал, короче, про то, что в Межево это грозит экологическая катастрофа, там, короче, канализацию в озеро сливают. Я говорю, ну и чего? Ну, видимо, он думал, чтобы я опубликовал в блоге, но я ему говорю, хорошо, ладно. Он сказал, я тебе скину потом в Фейсбуке фотографии. Ну, он там скинул, так вот, это активист, говори правду. Ну, то есть просто вот человек, он занимается, не знаю, почему он в «Говори правду» именно вступил. Может, он не знает по поводу Дмитриева. Он занимается чисто активистскими, какими-то гражданскими вопросами, вот типа канализации. Что касается «Говори правду», то в 2010 году я голосовал за Никляева. Я голосовал не потому, что он будет хорошим президентом. Это был протестный голос. Протестный голос за народного поэта. То есть я Никляева знал как поэта и, в принципе, голосовал против всего. Сейчас, видимо, Северинец хочет стать единым кандидатом вот этим, насколько я понимаю. То есть многие отзываются о нем так положительно. То есть, например, когда я был на заседании районном ОГП, там чуваки сидели, говорили, что вот, типа, там Паша Северинец молодой, энергичный, перспективный. Да, Северинец прекрасно. Так что, судя по вот этим объездам и заявлениям, он, видимо, претендует как раз на звание единого кандидата от оппозиции, который возглавит движение и будет на президентских выборах. Серый, наша оппозиция никогда не сможет выдвинуть единого кандидата. Ну, то есть вообще никогда. Ну, он планирует, я говорю. То есть то, что другие будут упираться, может. Я поставлял идею. Вот это я планирую стать царем Священной Римской империи или вообще римским императором. Но это... Нет, так я тебе говорю о том, что я вот это слышал, то есть о том, как говорили о северинце в окружении ОГП. То есть это другая совсем партия. Они говорили так, Лебедько отказался. То есть Лебедько сказал, что не будет выдвигаться на президентские выборы. Ну, пока что он так сказал. Может, он передумал. Лебедько, понятно. Другие там что-то тоже, пока непонятно что. Они говорят, вот если что, может быть, единым кандидатом северинца поддержим. То есть это ОГПшники говорили, а не христианские демократы. Так что смотря кто. Статкевич, конечно, может быть, будет против. И эти социал-демократы, может быть, они будут против. Да, скорее всего, в 2020 году мы получим целую россыпь кандидатов. Потому что никогда наша оппозиция не договаривалась. И единый кандидат у нас был, только от разных фракций.
Слушай, Артем, мы же будем благодаря блогу разбирать всех их программы и выберем это едино кандидата. Подскажем людям. Я не думаю, что мы сможем кому-либо что-либо подсказать. Люди должны сами послушать и понять их программы и так далее. То есть Да, то есть здесь, мы можем забрать программы просто-напросто, и все. знаешь, в чем суть объединенного кандидата? Он многое пообещает, но выполнит только 10-ю или 5-ю часть. Но он должен быть от всех. То есть все партии должны сказать, да, это наш кандидат. И ОГП, и БСДПГ, и БНФ, БХД и так далее, и БНФ. Да, и суть просто в том, чтобы не распылять голоса. То есть так она обычно получается, как в 10-м, например, когда много кандидатов, там пару процентов за Никляева, там пару процентов за какого-нибудь этого Романчука, еще там за кого-нибудь, там 2-3%, 5% максимум. А так получится один, за которого будет вся оппозиция. За которого будут все. Который будет олицетворять позицию всей оппозиции. Ну, давайте посмотрим. Прошу прощения за каламбур. Все будет плохо. То есть, понимаете, наша оппозиция, она не сможет выдвинуть одного кандидата, единого от всех. Никак. Никогда. Потому что вот даже мы берем 94-й год и смотрим, было несколько оппозиционных кандидатов. Что там насчет 2000-го? Там какой-то кандидат, помню, был какой-то предприниматель, который реально мог. А в 2000-м не было выборов. В 2001-м были выборы. Да. В 96-м был переворот, через 4 года были выборы. В 2000-м, 2001-м, да. Да, после референдума Лукашенко себе подкрутил срок, начал отсчитывать от референдума. 2 года слил, то есть он... Так он по факту должен был быть в 99-м. Да, с 96-го я вот президент еще на 4 или на 5 лет, сколько там тогда по Конституции. На 5 лет. 5 лет. Поэтому в 2001 были выборы. Но по Конституции они были в 99-м. Должны были бы быть, да. Но он поменял уже, то есть все. Не, были, но они были подпольными, оппозиционными. И тогда оппозиция показала себя как нельзя прекрасно. Так себя оппозиция показала, что аж стыдно. Ну ничего, посмотрим, что покажет нам этот год. То есть, ну, по крайней мере, договорятся они, не договорятся о едином кандидате. Не это важно. Главное то, что Северини в своем послании сказал еще, что надо максимально политизировать народ, то есть привлекать людей в партии, в эти движения, то есть ездить по городам, как он сейчас уже начал. В этом году очень обидно только одно, то что в 2019 году у нас у Бреста 1000-летие города. И вот, судя по всему, Россия решила испортить нам праздник. То есть у нас прямо возле кинотеатра «Беларусь» стояла такая светодиодные часики, которые отсчитывали время до 2019 года. Потому что у нас 1000 лет. Да, видимо, там в Кремле не знали про то, что у вас будет праздник. И замутили такое. Ну, в любом случае планируется оппозиции вот попытаться этого кандидата единого найти. Ну, они будут там что-то делать, получится, не получится, не знаю. Но то, что будет ухудшаться материальное положение белорусов, это как бы очевидно, потому что ничего хорошего не предвещает. Вот эти все возня с Путиным, там, неважно, до чего они договорятся, важно, что жить станет хуже, определенно.
Нет, 31 декабря будет при заключении договоров, поэтому мы, в принципе, сразу в новогоднюю ночь узнаем, как там что получилось. Восприимчивость народа, я думаю, к этим выборам станет вполне возможно даже больше. То есть интересную вещь Николюк сказал, я об этом даже не думал. Например, когда он говорил по поводу площадей, всех этих 6-10 года, он сказал так, говорит, что вот это все было глупость, то есть стратегически это был проигрыш, потому что тогда были высокие цены на нефть и доходы белорусов росли, несмотря на девальвации, там кризисы, все равно. В целом люди жили довольно неплохо. И говорит, когда оппозиционеры гнали... В 2010 году, если бы оппозиция, она уперлась рогом возле этого парламента и сказала, мы отсюда никуда не уйдем. Вот тогда да, это было бы весело. Да, их бы начали давить войсками, потому что войска были в каждой подворотне. Какую подворотню не пойдешь поссать, везде стоит БТР или целый взвод. Это было всем понятно, что когда ты подходишь к дому правительства, извините, там в каждой подворотне стоит как минимум несколько взводов. Тем более, что когда показали, как бьют стекла в здании правительства, и там каждый этаж был забит этими войсками внутренними. Может, нужно было перегруппировываться тогда, а провокацию нужно было не идти к зданию правительства. Я не закончил немножко даже мысль. Смотри, так вот, он сказал, что в 6-м году, в 10-м году, то есть все это был стратегический проигрыш, потому что основная масса народа все равно жила неплохо, и они бы не пошли. Поэтому тогда как бы оппозиционеры, это вообще чудо, что столько людей собралось. Оппозиционерам удалось каким-то образом выманить и привлечь. То есть, а вот сейчас ситуация будет другая. Сейчас реально становится жить хуже народу. И поэтому шанс определенный есть. В 2020 году, может быть, вот в 19-й, когда будет там выбор. В этом году тоже, извини меня, приехали со всех областных центров. Все, кто смог. Поверили, их обманули, и поэтому мы имеем вот то, что сейчас имеем после 10-го года. И поэтому мы больше не верим. Да. Сейчас вот, и даже если я сейчас обращусь к тем людям, которые ездили со мной в Минск, тогда на несколько дней с открепительными удостоверениями, и мы голосовали за Никляева. Если я сейчас к ним обращусь, они нахрен. Потому что знаешь что? 10-го года нам вот так вот хватило, иди в задницу. То есть людей обманули не один раз. Помните, есть такая притча про мальчика, который кричал «волки». Вот в 2010 году нам крикнули «волки» в последний раз. Волки, волки. Нету никаких волков. А теперь волки по-настоящему появились. Теперь действительно проблемы возникли. И внешнеполитические, и внутри. А теперь надо все заново делать. И учесть ошибки, главное, что. Это главное. А ошибки очень простые. Врать не нужно. Обманывать не нужно. Подставлять не нужно. Да, то есть митинги согласованные, правозащита, вступление в партии, ознакомление с информацией, как бастовать по-нормальному, культура протеста, информационное поле. Все, над этим нужно работать. Да, над этим нужно работать. Но главное, врать не нужно. Потому что если вы говорите, ну, мы типа умываем руки и так далее, вот помнишь, как это ты говорил о том, что оппозиционеры говорят, типа, выходите сами каждые 6 часов в определенный день. Это уже было. Нужно митинги согласовывать. А если ты просто так выйдешь, будешь гулять, тебя задержат, скажут, а что ты здесь делаешь? А придет какой-нибудь честный человек и скажет, а я протестую, его задержат и повесят на него все, что захотят. Это, я так понимаю, Артём, инициатива от социал-демократов, скорее всего, идет.
Откуда-то оттуда. Это я видел в какой-то группе ВКонтакте, была такая информация. То Из есть, БСТБГ? да, скорее всего, от них. Да Вот ладно. именно, как раз таки. Ой, блин, они же с анархистами бок о бок. Только суть такая, что это как бы превентивная такая вот вещь, чтобы промониторить скорее, понимаешь? Превентивная посадка. Не-не-не, судя по Артем, всему, они будут и превентивная сами посадка. организовывать. То есть я говорил, например, с этим, как его, с местным председателем рэп, он сказал, что в январе будем уже работать над организацией тунеядского марша. То есть будут все равно организации делать и будет поддерживать тунеядские марши. Это не то, что они говорят, мы умываем руки и вы сами делаете. Нет, они будут то же самое делать, что и в 2017 году. Просто они хотят помониторить, посмотреть, сколько людей выйдет, сколько готово, то есть, чтобы люди тоже самоорганизовывались. Чтобы не получилось так, что лидеры отсекли и все, и протестное движение остановилось. Ни в коем случае и никогда никому не советую выходить без какой-либо поддержки каких-либо партий. Ни в коем случае. Это просто вас посадят и повесят на вас все, что захотят. У нас государство такое вот странное. А как Артем там с кормлением голубей? То есть вот кормит же каждую неделю. Тут даже было сообщение, что какой-то день 300 человек вышло. Там приходят, задерживают, вы нарушаете порядок проведения там того-сего, 5-10, зачитывают определенные статьи законов, тех, которые реально нарушают эти люди и так далее. Либо люди расходятся, а самые буйные, они попадают в обезьянку. Ну, они же подают заявки на митинги, но им не разрешают какого-то черта. Не разрешают, на площади Ленина не разрешают. Ну, не имеют права. Они не имеют права находиться на площади, на которой им не разрешают находиться. Они не имеют права не разрешать. Почему? Имеют право. Почему? А защищать их кто будет? Митинг. Менты. Менты знают, что они нарушают. Значит, они защищать никого из них не должны. Следовательно, менты приходят и рассказывают. Вы нарушаете такой-то закон, такой-то закон. Так на другие же митинги они спокойно разрешали в другом месте. Почему они именно там не разрешают? Потому что. Почему? Разрешили в другом месте. Хотите, кормите голубей в парке воинов-интернационалистов, хотите на Локомотиве. Там мало людей. Здесь протест очень дурацкий, понимаете, у нас в Беларуси очень дурацкий протест. Подавайте заявку туда, где разрешат, стопудово. И там кормите голубей, хоть закормите. И там будет столько людей, что вы охренеете. И фоткаете этих людей, смотри, и снимаете. Артем, их будет много. В конце апреля. Потому что там будет разрешено. Артем, в конце апреля было же в каком-то парке там на окраине, где-то там Бреста 2000, по-моему, собралось человек. Тогда Кабанов там был, Петрухин, там эксперты да, какие-то в конце апреля это было в парке воинов-интернационалистов. Ну, наверное, там сосновый такой парк. Парк воинов-интернационалистов. Там сосны, березы и так далее. Там, наверное. 29 апреля, по-моему, или 30 было, я помню. Туда пришло много народа. Почему? Потому что разрешено, и ты ничем не рискуешь. Говорят, там до 2000 было. 2,5, насколько я слышал. Даже вот, видишь как. Даже больше. Понимаешь, разрешенные митинги. Несанкционированные митинги никто не пойдет, потому что если ты приходишь на несанкционированный митинг, и ты где-либо работаешь на государство или в какой-либо государственной компании, то, к сожалению, тебя оттуда выгонят. А рисковать кто-нибудь хочет вот в нашей современной экономической ситуации? Своим благополучием и благополучием своих детей, своей жены, своей семьи? Нет, не хочет. На несанкционированные митинги в Бресте сейчас вот кормить голубей выходят только самые отчаянные. Им респект и уважуха, но тем не менее.
Мы их поддерживаем, но молча. Это, Артем, личный выбор каждого. Никто не имеет права людей агитировать на Да, это. личный выбор каждого. Не знаю. То есть вот я могу Мы бы выйти, хотели их сказать, что поддержать. мне Мы бы насрать. хотели выйти. Вот я могу, Мы к бы примеру, хотели да, их поддержать. и сказать, Мы что бы мне всё хотели их равно. поддержать. Мы бы хотели выйти, но, к сожалению, не можем. Потому что многие могут сесть в тюрьму, некоторые могут потерять работу, кто-то может в психушку лечь, как вот эта вот дамочка, которую посадили изначально и садят до сих пор. То есть это отчаяние, да, пожалуйста, самые отчаянные выходите, но нужно понимать, что люди, у которых есть определенное благополучие, им хочется ничем не рисковать. В этом-то и проблема. Те, кто призывают на несанкционированные митинги, они понимают, на что они призывают. А те, которые могли бы прийти на несанкционированные митинги, они понимают, чем они рискуют. И кто-то выбирает не рисковать. Ну, к счастью для нас, положение ухудшается, народ нищает, соответственно, людей, готовых идти до последнего, будет больше. То есть в 90-е годы, ну, кроме того, что там законодательство, диктатор еще не укоренился, но тем не менее, народа выходило очень много, потому что положение было у многих достаточно шатким. Нечего было терять. Ничем не рисковал. Да. Понимаешь? И сейчас мы возвращаемся Не потихоньку туда. Его, поэтому никто ничем не рисковал. Но сейчас, когда тебя призывают, допустим, кормить голубей можно, в принципе, и на локомотиве, кормить голубей можно и в парке воинов, там можно еще и белочек покормить. Почему никто не хочет кормить белочек? Наверное, потому что на площади Ленина это более значимое событие, чем в парке воинов кормить белочек. Новый год — это время белочек, скоро их будет много. Не, я про настоящих белочек. То есть тогда в апреле, вот как ты сам говорил, там было много людей, да, около 2500. И там был разрешенный митинг. Несмотря на то, что этот Петрухин попытался устроить скандал. Зачем он попытался устроить скандал? Это вопросы лично к нему, я не знаю. Чтобы не разрешили, ну, может быть. Хотя я не конспиролог, поэтому думаю, что, скорее всего, нет. Он просто решил попиариться. Тем не менее, митинг прошел тогда, в апреле. Вполне себе нормально. Я смотрел трансляцию, не всю, правда, часть. То есть, к сожалению, я туда не смог поехать, у меня тогда не было средств. А так, Кабанов как раз-таки, кстати говоря, рассказывал лично. Мы вот с Фридомом тогда были на 26-го, на Чернобыльском шляхе, встретили Кабанова. Он там потом выступал еще возле церкви, там возле часовни Чернобыльской. И рассказывал, что 29, по-моему, или 30 апреля будет в Бресте митинг этот. Приходите там, кто может, все такое. Ну, к сожалению, я трансляцию только смотрел. И видел фрагментами, что было много людей, вот это сосны какие-то мелкие, то есть, ну, как называется Сосны, парк, березки, не знаю, ты сказал сейчас. Парк воинов-интернационалистов. Там выступала, помню, женщина какая-то, специалист, эксперт, она рассказывала, что работала на аккумуляторном заводе в Подольске, говорит, там за несколько десятилетий всю землю, в общем, загрязнили, то есть она стала непригодной, ну, то есть очень ядовитое производство. Главный вопрос в чем? Главный вопрос в том, что тот митинг был разрешенный. А кормление голубей на площади Ленина никто никогда не разрешал и разрешать не будет. И милиция, когда она подходит, она знает, что все это дело вне закона, в принципе, потому что разрешения никто не спрашивает. И если им нужно добить
так сказать, до месячной нормы себе преступников, они забирают. Если не нужно, не забирают. Так на кого работает этот митинг? Вообще любой несанкционированный митинг, он на кого работает в первую очередь? Но тут по поводу несанкционированных митингов, Артем, я думаю, что есть определенные моменты, когда это допустимо. То есть, когда действительно ситуация шатается, то есть видно, вот оно будет падение власти, к примеру. Когда да? реально припрет, да, и когда шаг. на площадь Ленина вывалит 100 тысяч брещан, Да. вот тогда да. Тогда несанкционированный митинг сработает. А вот если вываливает, по крупичкам, вот эти вот 200, 300, 500, Тут... самый максимум Артём. был сколько? 500, по-моему, максимум был. Да, я думаю, что дело не только в количестве, а дело еще в ситуации. То есть, например, в Минске было там до 30, говорят, до 100 тысяч на площади могло быть. Но тем не менее, тут суть в том, что оппозиция людей сдала, то есть не было плана четкого, не было организации. И это был тупик. То есть количество, оно в качество не сыграло. Так и тут тоже. 100 тысяч, если выйдет на площадь Ленина в Бресте, то это еще и как бы не факт. То есть если есть определенный момент, когда это может сработать. В 1991 году у нас на площади в Бресте было 30 тысяч. То есть максимально была заполнена площадь. И еще остальные люди, они стояли по проспекту Ленина и в других местах. То есть это и на Гоголя были люди и так далее. То есть было около 100 тысяч человек. Это было в 1991 году. Там, если посмотреть фотографии с площади Ленина, там протолкнуться негде. Вот это несанкционированный митинг за отделение от Союза СССР. Ну тогда да, в те времена, 91 год, там было очень много людей вообще по Белоруссии, по Союзу, то есть большие были волнения. Тогда в 90-е были крупные митинги. Потому что терять людям было уже нечего, а сейчас людям есть что терять. И они на несанкционированные митинги идти не хотят. Санкционированные, пожалуйста, 2500. Несанкционированные в 2011 году тоже 2500. Вот я сам лично присутствовал на самом крупном митинге в Бресте. Меня тогда посадили, засудили, штрафовали и так далее. Еще судья и свидетели тогда смеялись, говорили, какая разница, ты это или не ты. Важно, что ты там был, потому что ты сказал, что ты там был. Да, я там был. Ну и все. Ты? Я говорю, нет. Они говорят, ну и все. Нам не интересно, ты это или не ты. Ты сказал, что ты там был, значит был. Да, кстати говоря, несмотря на время, стабильно так 9-11 человек зрителей поддерживается. И в чате пишут еще, в основном одни и те же, но тем не менее. Вот пишет Игорь Абибак, что чем белочек кормить, лучше размовлять по-белоруску альбо на тарсянц. Многие люди не размаўляюць по-беларуску, тому што яны не хотят абражаць мову маці, бацькі, прабабці, бабці, дзядулі і гэтак далей. Ну, тут складанасць у тым, што шмат людзей думаюць па-руску і складана пераходзіць з адной мовы да другой. Калі ты чытаеш там штосьці навучную якуюсьці там навуковую літаратуру, там вядзеш дыскусіі такія складаныя, то пераходзіць то на одну мову, то на іншую мову, гэта не так проста.
хочется, чтобы понимали все возможные белорусы, Лику, в том да. числе и... Не только белорусы, але і расіяне, ну украінцы і так нават разумеюць. Гэта ўжо украінцы вось разумеюць, нават і палякі даже разумеюць. Мы трохі разумеем, што яны там кажуць. Нават палякі часткова. Да. Вот расіяне чамусьці не разумеюць ні украінцаў і даже беларусаў. Поэтому Чамусь ні ў коім разе. Што? Як бы ты з расіянамі не размаўляў, яны не разумеюць беларускай мовы ніяк. Хаця яны чамусьці лічаць беларускую мову украінскай. Да, как начинаешь говорить сразу, понятно, все, хохол, понятно, Майдан тут навязывать пришел. Иди там к себе, там начинают такое. Так, Евсен Вятка пишет. Хохол, да. Понятно. Продался пиндосом. Бандеровщину тут будешь пропагандировать. Продался пиндосом. Евсен Вятка пишет. Я спать, добраныч. Добраныч. Вот теперь людей меньше станет. Кто-то не выдержал уже. Ну, стрим идет почти 9 часов. 8:40 у меня показывает. С начала запуска трансляции. Народ немножко выдыхается. Сегодня как-то так получилось. Зрители смотрят стабильно. То есть, один раз падало до 5 человек. Один раз. Но потом быстро восстановилось. И в среднем где-то 10 зрителей. Такое бывало нечасто. То есть раньше в такое время падало, и там 3 уже человека. То есть практически уже никого. А тут стабильно держится все время. Но, с другой стороны, не было особо пикового количества. То есть не было максимума. Даже до 30 не доходило. 23, я смотрю статистику, максимум было зрителей. Но зато как-то равномерно. Другие стримы там было 30, даже, по-моему, 31 на каком-то. Или даже 35 одновременно. Но зато там потом падало после определенного часа, там после 3 часов ночи или после 4, там совсем уже падало там до 5 человек, до 6. А сегодня как-то стабильно держится. При том, что Новый год, сейчас такое время, что, я думаю, многие занимаются какими-то делами своими. То есть им такое политика не особо интересно тут. Если только там смотрит по поводу ситуации вокруг России, Беларуси. Но видишь, смотрит. Лайков очень много. В принципе, все основное будет именно с 31 на 1. То есть перезаключение договора, контракта. Пока все будут отмечать Новый год, они будут перезаключать контракт. Такая уж у нас традиция сложилась. Да. 11-10 человек, так еще стабильно держится. В принципе, трансляция неплохо так прошла. Среднее время просмотра увеличилось. То есть, если там в начале было 13 где-то минут в среднем, то сейчас уже 15-38. Среднее время одного просмотра. То есть, люди так поглядывают. Приходят минут 10-15 посмотрят. То есть, это нормально. Многие отсеялись, просто думали, что все, когда итоги подвели, новости рассказали, на этом закончено было. Когда Алексей ушел, вот тогда еще, это было, наверное, первый там час, второй час. А потом все заново. Вот сейчас беседа развилась, в принципе, про площадь поговорили, много чего интересного. Я еще с последнего стрима нарезки не сделал, как-то все, руки не доходили. Надо будет. Там про выборы, а несколько сюжетов получится. И с этого тут что-нибудь, может, выйдет. Украинцы спрашивают, вот в чате пишет, что значит слово «кумедни»? Комедийный. Смешной. Да, Евсен Вятка не пошел таки спать. Он опять написал комментарий, типа, россияне не разумеют ни белорусской, ни украинской, бо яны лечат, что диалект российской мовы.
что это типа Потому что сельские, яны да, дурные. региональные диалекты. Некоторые, да. Если бы они слушали, и если бы они знали о том, что есть гипотеза Дьяконова, они бы не говорили о том, что диалект – это российская, украинская и белорусская мова – это диалект. Потому что еще академик Дьяконов, он говорил о том, что беларуская, украинская и российская мовы, яны разделяются дзесьці у 12-13 стагоддзі, таму дыялектамі ніяк іх лічыць невозможно, немагчыма. Кому интересно, можете почитать гипотеза Дьяконова. Она вполне подтверждается документальными источниками, то есть дипломатической перепиской, мемуарами. Она подтверждается художественной литературой. Разделение 3 языков где-то в районе 12-13 столетия, оно вполне четко объясняется. Почему, как и зачем. Дьяконов не белорус, Дьяконов рус. Советский ученый. Да, тут дофига, ну сейчас уже меньше стало, западно-русистов в профессуре белорусской развелось. Вот лет 10 назад, то есть там их дофига сидело. Я читал вот статью о том, как эти Криштаповичи там всякие, которые проталкивали идею русского мира. То есть там что не посмотришь, что профессор какой-нибудь там декан БГУ, какого-нибудь еще там университета. То есть, ну, смотришь и думаешь, блин, ну чему они будут учить студентов? Понятно, какие идеи они будут проталкивать. Потом уже Криштапович этот уже много лет в России сидит, в Москве, потом еще кто-то там из них. Их там несколько. То есть целая вот эта ватная секта. В принципе, даже если какой-нибудь профессор будет учить типа русский мир наше все, то другой профессор будет учить совершенно обратно. Вот в чем проблема. Проблема в том, что тебе будут раскалывать сознание. Один будет говорить одно, другой совершенно другое. Третий третье. Понимаете, вот в чем проблема. Поэтому с чего нужно начинать отроджение нашей белорусской культуры? С реформы образования. Чтобы детям не раскалывали сознание в школе, чтобы не раскалывали сознание в университете. То есть люди, которые за русский мир, это прекрасно, это замечательно, это, пожалуйста, сколько угодно, но только не нужно это пропагандировать детям. И вообще, в принципе, в школе тоже нужна реформа, достаточно серьезная реформа образования. Поэтому начинать нужно с самого малого. То есть, знаете, как у Ленина была программа «Минимум» и программа «Максимум». Программа «Минимум» – это реформа образования. Образования, экономики и так далее. То есть по минимуму. Еще не выпячивать свое «я», как украинцы, и не рассказывать, что мы вообще всех научили всему, что только могли. Мы там с нашим Майданом такие великие и прекрасные. Этого делать не нужно. Если вдруг в Беларуси случится народная революция, тогда нужно будет делать все достаточно по-умному, а не так, как они сглупили, к сожалению. Вот, пишут в чате. Евсен Вятка. Что с Гигиным? Кто ведает? Не ведаю, что с Гигиным.
Кто такие Гигин? Не Гигин, ну это с той же команды, что и Крыштапович. Заходнерусист. Ватан. Идеолог ватанизма. Заходнерусизм у нашей краине это маргинальная частка нашей супы. Ну, той же Хриштапович, этот, он был в администрации президента там до 2014 года, с 2008. І хтось там інший. Ну, ось гэтая команда їх. Їх було шмат там таких. Один був не то ректором якогось там вуза. Один был у администрации. Ну, это уже Мабуть, про не то, что... потому что ректор... Это жесткая секта такая. Суть в том, что в принципе начинать нужно с малого. Реформа образования самое нужное, что сейчас прям горит. И если вдруг у нас случится внезапно перераспределение власти от чиновников нынешних к народу, то первое, с чего нужно будет начинать, это не с чиновников, а нужно будет начинать именно с образования. Чиновников нужно будет всех поставить к стенке, а дальше образование. Ну, тут кто-то говорил, что, по-моему, да, Северинец там в статье писал, что надо тех чиновников, которые не запятнали себя там репрессиями, там гонениями инакомыслящих и прочее, тех можно не трогать, они могут остаться. А вот те конкретно, которые прислуживали режиму, то есть такие явно... По поводу чиновников, ну, пускай решает Народный трибунал. Этот, как его, Сергей Спирин в своем фильме неплохо тоже это сказал, по поводу того, что чиновникам среднего звена, ну, мелкоте всякой, им надо внушить, что, ребята, вы не бойтесь, если вы не совершили никаких преступлений явных, то ничего с вами не будет, никто вас не будет иллюстрировать. То есть их надо на свою сторону перетянуть, потому что многие боятся, поддерживают не потому, что они там любят эту власть и прочее, но они реально боятся, там есть такой стереотип, менты разные. Вот придут вот эти, да, майдановцы всякие, фашисты, они будут нас репрессировать, вот как в сталинские времена там коммунисты, да, репрессировали инакомыслящих. И поэтому надо их давить не потому, что они там неправы или что-то такое, а просто чтобы сохранить там свою жизнь, положение. То есть этот стереотип давить надо разбивать. Никого не нужно. Нужно просто объявить Народный трибунал. Пускай Народный трибунал решает, несколько судей и суд присяжных. И пускай суд присяжных решает судьбу каждого чиновника. Мелкого, среднего, высшего звена. Пускай решают. Если Народный трибунал решит всех расстрелять, пускай расстреливают. Наша страна от отсутствия таких чиновников, которые у нас были лет 20, она ничего не потеряет. Ну, кроме нескольких тысяч человек. Но после этого всего нужно будет провести одну единственную реформу. Это реформа образования. Чтобы не было таких вот преподавателей, которые будут рассказывать про русский мир. Этих тоже нужно будет расстрелять. Вообще всех нужно будет расстрелять. По поводу Гигина, вот Евседвятка пишет замечание. Гигин на ОНТ ведущий был. В том числе он был ведущим, потом он ушел, по-моему, какой-то блог у него был в ЖЖ или что-то, подожди, нет, не блог в ЖЖ, он какую-то газету, по-моему, русскомирную там вел, он был редактором какого-то такого издания, связанного, там публиковались статьи вот этой западно-российской тематики. Про то, что Беларусь и Украина должны объединиться с Россией, что мы единый народ, вот это вот все такое.
По-моему, да, он чем-то таким Да, занимался. это смешно. Но он из Беларусь, всех Украина. остальных, из этих был, он самый такой, самый осторожный. То есть он не делал таких прям резких заявлений, радикальных каких-то там, как Хриштопович или как кто-то там еще, забыл уже, несколько их там было таких товарищей. Он Я, такой, я предлагаю одну простую вещь. Народный трибунал. Каждый чиновник попадет на народный трибунал, и трибунал будет решать. Его отправить на завод, либо пустить ему пулю в затылок. ну, тоже, Артем, такое заявление, которое могут воспринять, то есть типа как некий суд Линча или что-то такое. Народный трибунал, это Нет, звучит народный как-то... трибунал – это люди, которые являются судьями, которые вполне себе компетентные, которые могут отправить человека, ну, по... Если он виноват, он отправится в лесополосу. Если не виноват, отправится на завод. В чем проблема? Я не думаю, что все во всем виноваты. Нет, так проблема в том, чтобы убедить заранее, то есть сказать, понимаешь, как чиновникам, потому что многие, кто ни в чем не виноват, они по инерции боятся, что типа вот, нас там будут грабить, вешать и прочее. Их надо убедить, то есть чтобы победить, нужно перетянуть вот эти силы, ввести раскол и убедить их в том, что если вы ничего плохого не делали, то вам бояться нечего. И чтобы они не так если поддерживали они режим. ничего плохого не делали, им бояться и нечего. А если они что-то плохое делали, им есть чего Но бояться. те-то да, те они будут до конца стоять. В том-то дело, что многие-то они ничего не сделали, но они все равно боятся, потому что мало ли что. Так их убедить, что не всех там будут в мусорные Расстреливать баки всех кидать. подряд никто не будет. Народный трибунал должен просто определить, кто в чем и насколько виноват. Да. Те, кто виноват на расстрельные статьи, тех расстреляют. Те, кто виноват на нерасстрельные статьи, их посадят или отправят на работу другую, или лишат каких-либо регалий, званий и так далее. То есть здесь все должно проходить именно по закону. Не беззаконно расстреливать, как Ленин там потом писал записки, что расстрелять столько-то, столько-то. Такого нам не надо. Не надо. Это никому не надо. Хорошие комментарии пошли интересные. А вот, поясняет дальше Евсен Вятка. В БДУ ректором был. Криштопович. БДУ. Да, ректором в БГУ. Это серьезно. Это не Ну, просто. значит, его расстрелять надо. Это не просто. Так он в Москве уже, наверное, сидит, насколько я знаю. Криштопович уже в Москве Гигин. с 14 года. Или с 15. Гигина надо расстрелять. А Гигин, вот он спрашивает сам, Евсен Вятка, где он? Он нас спросил, знаем ли мы, где Гигин. Тоже, наверное, Понятия не имею, но его нужно расстрелять. как Израиль, да, отправить агентов, всех врагов, бороться с ними, врагов белорусской нации. По поводу западнорусизма, вот, Игорь Абибак написал: «Русские и чукчи – один народ». Это все, что надо знать о западном русизме. Не, про западный русизм написана хорошая книжка нашего белорусского писателя. Нарыс из истории Беларуси и так далее. То есть 19 век. Да, я слышал, только вот не помню, как там называли. Она, по-моему, есть у меня даже, эта книга. Так она где-то здесь валяется. Да, она тут есть. Я ее скачивал, помню, тут. Она у меня Я есть. вам сбрасывал. Да, это написано ты на белорусском языке. Там объясняется, что такое западнорусизм, почему западнорусизм это плохо и так далее. И почему те люди, которые за западнорусизм, они, в принципе... Манкурты. Манкурты, да. По каким причинам? В основном это деньги и... Как это называется? Деньги и престиж. Престиж. Что касается трибунала, так я только за трибунал.
Все, наверное, спят уже, кроме нас. Так, в чате тут много людей, но никто уже давно не отвечает. Никто не Да, скорее отзывается. всего. Никто не отзывается. Все заснули. И там народ начал падать. Уже 8 человек, смотрю, онлайн только. Да, потому что я всегда очень скучно рассказываю. Игорь Абибак написал: трибунал Европа не одобрит. Написал: трибунал Европа не одобрит. А в чате Игорь Абибак. Ну а Европа тут при чем? Ее спрашивать никто не будет. Это дело Беларуси. Причем это внутреннее дело. Не, Европа не одобрит. Европа одобрит, Видимо, он имеет в виду не смертную одобрит, казнь. Он, видимо, имеет в виду Европа смертную не казнь. одобряет смертную казнь, но у нас смертная казнь существует и приводится в исполнение каждый год. В США смертная казнь существует, но Европа ничего не может с этим сделать. У нас тоже Европа со смертной казнью ничего поделать не может, хотя и не одобряет. Но каждый год в Республике Беларусь приводится в исполнение несколько смертных приговоров. Вот не так давно черного риэлтора, по-моему, расстреляли кого-то там из банды. Черного риэлтора, его сообщницу и так далее. То есть это был смертный приговор массовый. То есть привели в исполнение в отношении 4 или 5 человек. Европа возмутилась, но ее никто не спросил. Это наше внутреннее дело. Извините, эти ублюдки, они убили бабушку. И не одну. А за что они ее убили? За квартиру? Они должны жить среди нас? Жрать на наши налоги? Ни хрена подобного. Они должны получить 9 грамм в голову и успокоиться. Так кто-то писал на одном из стримов в чате, что типа вот Андрес Брейвик убил там столько-то человек, сейчас сидит как в санатории, там в шикарном этом тюремном номере, и он еще дистанционно хотел учиться поступать. То есть ну такой так это вот где? Это в Норвегии. гуманизм. Или в Швеции. Гуманизм. А у нас бы он получил пулю в затылок, и все. И не возмущался бы. Я думаю, у нас бы его не стали просто задерживать, потому что он был бы слишком опасным. Если у нас какого-то грабителя там с ножом, У нас бы его расстреляли который при заложников задержании. брал, да, его И расстреляли. были бы правы, между прочим. Но если бы его судили, его бы приговорили к смертной казни. Вот как того мальчика, который пришел в этот торговый центр с бензопилой и начал резать людей бензопилой. А потом на суде рассказывал, что вот, а я просто хотел посмотреть, как умирают люди. Так он же не раскаялся. Его хотели приговорить к смертной казни. Возраст не позволил. Но поскольку он несовершеннолетний, его не смогли приговорить к смертной казни. Да, а это человек всего лишь хотел посмотреть, как умирают люди. Казакевич. И он не раскаялся, он же там говорил, я там вот выйду, я еще покажу, типа, я там такой вот секунд. Нет, если ему исполнится 18 лет, ему исполнилось 18 лет, вроде как еще нет. Я вот не помню. По-моему, когда ему исполнится 18 лет, ему приговор заменят и расстреляют. Не, ему сейчас сколько, 10 лет там дали или 15 колонии. А там видно будет. Вряд ли уже. На первый раз, скорее всего, простят. Не, приговор можно будет заменить, если он не раскается. А пока я не знаю, что там с ним как. Тогда говорили, когда его поймали, потом, когда был суд, по поводу того, что в последнем слове, кажется, он сказал, что он будет еще убивать, я еще вернусь, такой типа как маньяка из американских фильмов попытался из себя строить, такого жесткого маньяка. Ну а дальше что вот с ним стало? Скорее всего, не совсем здоровый человек, насколько было видно по суду и по судебному заседанию. Судя по всему, не совсем. Я хотел посмотреть, как умирают люди. Кобздец.
Я к людям тоже очень плохо отношусь, но тем не менее я не хочу смотреть, как они умирают. Мне это неприятно. Ни Полтава, ни Балу с нами не согласятся стримить ни в коем случае и никогда, потому что у нас мельчайшие каналы, а у них большие каналы. Здесь разница. Да, тут еще фактор личного знакомства. То есть, если ты, например, знаешь человека, действительно есть какие-то подходы, то да, тогда возможно. А если просто так написать, типа, привет, я там такой-то блогер в Беларуси, ну круто, хорошо, что ты блогер. То есть даже не факт, что они прочитают письмо. То есть, к примеру. Если говорить о Полтаве, то он вообще очень большой ЧСВ, на самом деле. Ну, у него сейчас шоу Хотя он на как-то раз ТВ. приходил чисто потроллить. Это было интересно. У Полтавы сейчас шоу на ТВ. На Порошенковском тем канале. более. Полтава добился того, что он теперь занимается пропагандой на телевидении. Он всегда говорил, что я пропагандист, теперь он пропагандист. Ну, отчасти это правда. полезно сейчас для Украины. То есть, ну, как он думает, с ватниками там бороться. Не знаю, это просто больше шоу. Нет, в том-то и дело, что его шоу это как раз пропаганда. Он этого добивался, он этого добился. Что касается Балу, ну, Балу вряд ли тоже согласится, потому что канал большой, и он тоже Балу такой стримил, знаменитый дядя. Балу стримил с обществом Гомель. Был у них стрим совместный как-то пару месяцев назад. Он их пиарил еще, эту рудобельскую показуху. Да, но это тоже крупные каналы. У Паука около 5000 сейчас подписчиков. У меня пока еще вот я рассчитывал тогда после тех провокаций, когда было с Вильнюсом, там с этим, тогда очень активно подписка росла, быстро, там буквально 200 или 300 человек за месяц, довольно прилично. Но сейчас потом замедлилось, то есть вот эти стримы мобильные, они как бы подписчиков особо не приносят. 935, по-моему, я сейчас смотрел, показывает, что-то около того. Не, ну провокации они хороши в другое время. Сейчас провоцировать, я думаю, не нужно. Сейчас нужно именно концентрироваться на другом. Сейчас слишком большой, как бы так сказать, слишком большой нажим. Причем нажим идет именно с точки зрения того, что вот вы, белорусы, ничего не можете, ничего не умеете. И вас сейчас Россия захватит. Вот этот нажим нужно как-то выдержать. Сейчас нужно просто сконцентрироваться на том, сконцентрироваться на нашей стране. Ну и новогодние праздники еще тоже. Вот. Да. Поэтому я считаю, что пока провоцировать дальше не стоит. Неэффективно будет. Сейчас не то время, да, Новый год. И тогда еще совпало, Артем, это с тем, что я тогда открыл в Одноклассниках аккаунт. То есть я вошел там группы, нащупал некоторые оппозиционные, и туда начал вкидывать активно конец сентября, вот так вот, октябрь, ну, да, ролики. И там оттуда аудитория приходила, то есть они еще не знали люди. Для них это было новое. А в течение октября и начала ноября подписались практически в тех группах все, кто там активно сидит. И поэтому теперь уже отдачи почти никакой оттуда нет. То есть что ты ролики вкидываешь, я каждый туда, по всем этим группам. Facebook стандартно и Одноклассники, вот этот ряд групп, штук 5, наверное. Вкидываю, ну уже отдачи нет. То есть кто хотел, те уже подписались, они знают. Редко кто там новый приходит, поэтому все остановилось. Ресурс исчерпался. Надо новые какие-то аудитории. Ну, да. Поэтому 1000 до Нового года не будет, скорее всего. Если волшебник не махнет волшебной палочкой, и вдруг внезапно там 70 подписчиков еще не нарисуется до боя курантов.
До 1 января вряд ли. Да, очень сильно сомневаюсь. 940 может быть, да, поверю. Даже 950 может быть, поверю, но не 1000. Зато такие мероприятия, личные вот эти поездки, они, конечно, помогают именно в том плане, что много интересных всяких знакомств. То есть, ну, лично засветиться, сказать, что вот ты там такой-сякой, там визитки дают. Это полезно, то есть, когда тебя знают, и в Фейсбуке я сейчас смотрю, некоторые люди вот с этих заседаний, там, ОГПшных всяких, они начали лайкать фото, то есть, они подписались, они спрашивают, типа, о, тут трансляцию ведут, а на каком канале это можно посмотреть, ты им рассказываешь, вот так и так, есть там канал Серый Кот, они, о, да, Серый Кот, а как пишется кириллицей, латиницей, там, где это в Фейсбуке, в Ютубе, ну, начинают набирать, там, кто-то подписывается, тоже люди, которых ты лично видишь, местные там всякие, то есть, ну, это определенную пользу оказывает для того, что надо знать и локальных активистов, которые в твоем городе действуют, чтобы потом координироваться на тех же тунеядских маршах, там на каких-то мероприятиях оппозиционных. Вот надо будет. Ну, это полезно. А что, Артем? Это полезно, говорю. Да, это полезно. По поводу узнал, когда вот был на заседании ОКП, какие мероприятия там организуют. Поездка на Крапивинское поле, например, в годовщины битвы под Оршей. Ну, то есть каждый год она идет. И, кстати говоря, недорого стоит. Там, по-моему, рубль 60, что-то такое. С Орши до туда. Так что это надо знать конкретно, какой автобус. И вот как раз они, например, могут поспособствовать с организацией. То, что они говорят, допустим, что очень мало местных, особенно там. Говорят, с Питера в какие-то годы там приезжают россияне туда, останавливаются там с палатками, литовцы бывают. Битва под Оршей. Да, какие-то, может, оппозиционеры или кто-то, не знаю. Или, может, они жили когда-то в Беларуси, переехали, кто его знает. Приезжают, ну, говорят, с Питера там. Литовцы приезжают Литовцы тоже, да? Приезжают, да. А, ну да, они же там победили. Да, а местных, говорят, нету. Оршансков там, ну, с местного района очень мало. То есть их должно быть большинство, потому что им тут рядом. А их чуть ли не меньшинство. Литовцы там победили, хотя и не участвовали, и приезжают. А вот знаешь, в чем проблема? Вот россияне, они тоже, когда приезжают в Брест, они ездят в Брестскую крепость. А в Брестской крепости никого, кроме туристов, никогда не бывает. Потому что для брестчан это все привычно. То же самое, наверное, и с Оршанами. Не-не-не, это не в Орше в том-то дело, это Крапивинское поле, это у черта на рогах. Ну, Крапивно, тем более. Это не так далеко, но просто это у черта на рогах. Для простого человека они большинство не знают, где это. То есть вот сейчас в этом году открыли, Радио Свобода опубликовала данные по поводу расстрелов сталинских. То есть в Орше 3 места еще нашли. Кобыляцкая гора, то есть об этом еще активисты давно говорили. Сейчас начали там тоже порядок наводить, убирать, там активисты стали ходить. Но об этом еще историки говорили. Да. Вот сейчас это публично стали пиарить, потому что так все куропаты. Тут в каждом городе практически есть такое. Так вот, там тоже. В каждом городе такие куропаты. Да, это, кстати, по-моему, кто-то тогда в июне и говорил. Мы тогда стримили, когда было 30 лет открытия могилы. 3, по-моему, июня. Мы делали рестрим Радио Свободы. И какой-то чувак написал, ну, ватник, не знаю, что говорит, а в Витебске там, а в Гомеле тоже есть. А почему там оппозиция ничего не убирает, почему там памятники не ставят? Типа такого. Чего все за куропаты уцепились? Ну, потому что куропаты это символ, а все остальное это никому не интересно. Понимаете, мы сконцентрированы в основном на символах, особенно наша белорусская оппозиция. Вот, Игорь Абибак еще здесь, не спит, пишет. Пригласите Толю Минского, он классный. А кто это такой, Игорь? Я не слышал, честно, про такого. Да, про Толю я слышал Минского только про Марата Минского. Но его Марат я точно Минский сюда нет, не приглашу. Спасибо. Да и он не захочет. Да, он тем более не захочет. То есть он-то точно не захочет. Это не его тематика, и канал очень мелкий. И что ему здесь делать? Тематика не его, и канал мелкий, и вообще он очень гибкий человек с очень гибким позвоночником.
А вот Николай Масловский вполне согласился. У него достаточно крупный канал, сейчас 10 тысяч человек. Мы с ним стрим в августе проводили, то есть он приходил сюда в Дискорд, мы тогда спрашивали там про IT-бизнес в Беларуси. Ну, то есть вполне нормально, без проблем. А вот с остальными пока как-то не клеится. Я говорил, напомню еще раз, что когда будет 1000 подписчиков, тогда я подумаю по поводу гостей еще. То есть сейчас я не приглашаю, потому что летние стримы очень сильно разочаровали. Людей было мало. Да, ребята, подписчики, подарите каналу на Новый год 1000 подписчиков. Здесь всего ничего осталось. Да, и побольше, чтобы было онлайн. А то, знаете что, позовешь какого-нибудь Статкевича, например, сюда. Он придет, а что тут? 20 человек максимум онлайн смотрит, и там 300 просмотров будет. Ну, это же стыд, позор. Если приходит известный гость, если вы хотите Балу, чтобы какой-нибудь пришел, или там, кто там писали, Полтава, например, то это надо обеспечить просмотры. То есть люди, вот Игорь Абибак, да, он смотрит, Евсен Вятка, там еще кто-то в чате. Вот 5 человек уже осталось, люди спят. А так, ну, если 10 человек онлайн смотрит, какой смысл приглашать гостя? Сколько до 1000 осталось? Известного гостя, да, приглашать. То есть, ну, кого-нибудь такого там... Сейчас 935. До 1000 осталось 65. А времени осталось до Нового года немного. 30-е, 31-е. 2 дня, фактически. Даже меньше. Не успею. 940, может быть, еще будет. Ну, в лучшем случае 970 максимум. Игорь пишет, он не очень известный. Это, видимо, по поводу Толи Минского. Не знаю, посмотрим. После Нового года что-нибудь будет, еще какие-нибудь мероприятия. Ну, сейчас все уходят на 3 дня в... Да. самое... Еще 7-е не забывай. Еще, Артем, не забывай, 7-е православное Рождество тоже будут отдыхать, бухать, выходной. Да. Так что я говорю, до 8-го, до 9-го будет праздники, а кто-то еще старый Новый год будет отмечать. То есть до 15-го, там 14 января это еще дни праздников. Тут будет все вот так вот. Не, ну нужно будет иногда выходить, так сказать... За водкой. Народ. Да. А, кстати, у тебя будет стрим новогодний? Нет. Это вот, я думал, последний. Подведение итогов года, как бы, и все. Ну, а потом Новый год пусть люди отмечают, что их там грузить политикой. Все, наверное, я думаю. Это вот последний стрим в этом году. А потом уже, как мы договорились, там в первых числах, там 4-го, 5-го, или когда там про Смоленск спокойненько тогда записать. Так. Так. 3, 4, 5 и в Коматоз. Апстример пишет, скинь ссылку на канал в чат. На сам канал. Ну, скину, я уже вроде когда-то скидывал. Ссылку на сам канал. Мне просто сейчас браузер открывает лень. А ты подписан? Конечно. Мне твои уведомления приходят с 5 мест одновременно. Что типа этот стрим за 5 минут, потом еще когда сам стрим начинается. Ну, потому что народа мало приходит, поэтому вот уведомляешь, а люди не приходят все равно. Все, народ расходится, падает. 4 человека онлайн осталось. Долго держались, не выдержали. Так 30 декабря. Все. Скоро в магазин. Так что...
Да, сейчас вообще я бы не рассчитывал на такой стабильный онлайн. Вот поэтому все, как бы, это стрим такой последний в этом году. Но 9 часов уже идет. 10-й час стрима идет. Что, все закрыл, да, прямую трансляцию? Не, стрим идет. Тедди, Не, в привет. принципе, 31 декабря можно было бы провести, только так вот пару часиков поговорить, поздравить друг друга и так далее. До Нового года, либо после, или... Нет, так это можно просто зайти в Discord там поговорить, без стрима. Ну, да. После президентского обращения. Ну да, после батьки. Хотя, в принципе, что там батька может сказать нового? Он каждый год говорит одно и то же. Постоянно. 24 года. Да, не знаю, что Freedom Belarus хочет нового услышать. Это президент, официальное лицо, он будет говорить сдержанно. Он не будет говорить все, что он думает о Путине там или что-нибудь такое. Он может намекнуть только очень отдаленно. Типа год Не, будет он сложный. прекрасно понимает. Нет, Он прекрасно понимает, что белорусы, они, в принципе, в Новый год хотят отдохнуть от всего. Именно поэтому он говорит все в очень смягченных вещах. Хотя иногда бывает, да, бывает, он говорит, вот, у нас очень тяжелый год был, допустим, когда он говорил в 11 с 11 на 12 год, или с 10 на 11. Он там говорил определенные вещи, очень конкретные. Тем не менее, все равно он говорил, что все в порядке. В принципе, никто уже не слушает президента. И вообще никто не слушает президента. Да. Это Порошенко про меня войну. родители. Там. Это Порошенко про войну все, по-моему, говорил. Вот эти годы 14-й, там, когда на 15-й год был. 14-й, 15-й, 16-й, 17-й. Вот он, да, он там Порошенко, про все войну. про войну. Путин говорит, у нас все тяжело, у нас все сложно, но мы великая держава. Замечательно, Путина можно не слушать. Лукашенко можно не слушать. Никого можно не слушать. Просто наливайте и выпивайте. А Трамп? А Трамп, насколько мне известно, он вроде как не обращается к народу. Конечно, обращается. Это местная традиция, неизвестная. Был единственный раз, когда президент Соединенных Штатов обратился к советскому народу. Но это был Рональд Рейган. А в тот же самый момент обратился к американскому народу Михаил Горбачев. На английском языке и так далее. А Рейган обратился на русском с полупереводом. Это интересная ситуация была. Это когда у нас началась именно в Советском Союзе, когда мы договорились про договор РСМД. Рейган обращается к Советам, Горбачев обращается к американцам. Это было интересно. Я, кстати, рекомендую погуглить обращение Рейгана к советскому народу. Новогоднее. Подожди, а Трамп только 1 год, что ли, еще президент? Нет, у него в следующем году вроде как перевыборы. В следующем или через год. Выборы в Конгресс уже были? Там такая система, что через 2 года после президентства одного президента выборы в Конгресс, а после выборов в Конгресс еще 2 года и перевыборы. Вот начинается с невиданной акции. По взаимной договоренности Горбачев и Рейган обращаются... То есть 2 года. Фига себе, он 46-го года? Офигеть. То Трамп?
Ну, Ну да, ты ему прикинь. 71, наверное, или 72, или сколько-то там. Не молодой уже. 73 в 19-м будет. Кстати говоря, нашел я обращение Рейгана, могу его даже запустить в эфире. В Новый год запусти. Да-да-да. Добрый вечер. Я Новый Рональд год Рейган, будет президент салат. Соединенных Штатов Америки. Я очень рад, Я что уже не могу запущу. обратиться к вам по случаю Нового года. Рейган говорит как телепроповедник. Нашим зрителям такое в новинку. Ладно, запускай сейчас. Для нас священно Уже и идет. истинно, что каждый человек – это единственное в своем роде творение Божье с его особыми талантами, надеждами и чаяниями. Горбачев говорит, что такое начало года – доброе предзнаменование. Он Там демонстрирует типа вырезки такой, это не полностью обращение. Там кратко, то есть примерно ведущий показал, сказал, о чем говорил один и о чем говорил другой. То есть Горбачев и Рейган. Там не все обращение. Да, вот уже уходит Игорь Абибак. Удачи вам, мне пора. Хорошо. Удачи тебе тоже. И спокойной ночи. Ну вот. Теперь, наверное, в чате будет тишина. Активные люди уже разошлись. 3 человека осталось. Ты прям это, на новостях. Один из них я. А что? Один код. Говорю, на новостях прям так это все дело зачитывал, что меня аж вырубило. А я смотрю, ты все время висишь здесь и не отвечаешь. Думаю, вот. Заснул, наверное. Как раз вовремя проснулся. Надо замещать тех, кто выбыл. Вот люди выходят, и надо, чтобы кто-то свежий замещал. Вот тут ты проснулся. Night Shift. Да, через пару часов все проснутся и пойдут в магазины. Это же типа завтра уже Новый год, да? Офигеть. Да. Да, завтра. Офигеть. Сегодня магазины, готовка, завтра Новый год. Все. И в 12 часов 2018 год, и Бресту исполнится 1000 лет. Ого. Так у вас там будет праздник города, я так понимаю, серьезный. Да, у нас будет 1000-летие города Брест. Интересно, они мост доделали наконец или нет еще? А когда у вас День города? День города у нас 27 июля, в день освобождения города Бреста. Но, в принципе, празднование будет проходить, я так полагаю, на протяжении всего года. А есть известна дата, когда его основали? Даты нету, есть год. Если читать повесть временных лет, то когда Святополк Окаянный был ранен в битве под Брестом, именно тогда впервые Брест упоминается как город в повести временных лет. Это 1019 год. Вот отсюда мы и пляшем. И будем плясать следующий год полностью, весь. Да, дата не указана. Википедия тоже говорит, что первое упоминание 1019 год. 1019 Да, год, 10 век. Святополк Окаянный. Основан 10 век. Первое упоминание 1019 год. На 1 января 2018 года население составляет 347 576 человек. Раньше было 308. Ну, значит, на 40 тысяч мы как-то обеднели. Ну, во всей стране уменьшилось население. У нас же сейчас 9400 с чем-то миллионов. А было 9,5, а еще ранее, там несколько лет назад, когда там в начале нулевых
10 миллионов было население Беларуси. Не, ну из Бреста просто уехать проще, в Польшу тоже. Да. Я не удивлен. А кто-то бы и в Брест не против бы уехать из других более нищих областей. Там неплохо, граница рядом, тепло. Так Брест это город, который сам себя окупает. Мы, в принципе, берем дотации только на какие-либо программы. Мы дотации не берем на дороги и все остальное. Мы находимся на самоокупаемости. Завод построят, так еще в плюс будете уходить. Завод, ну я бы не сказал, что будем уходить в плюс, потому что там будут работать точно не брестчане. Ну а где будут жить рабочие? Скорее всего, как обычно, китайцы будут жить на территории завода, либо прилегающих территориях. Именно это брестчанам, в принципе, и не нравится. Ну и плюс еще такая вот мерзкая человеческая жилка по поводу того, что рядом с заводом никто не будет покупать землю, и цена на землю рядом с заводом, который сейчас, ну, в районе аэропорта, самые аккумуляторы, там цена на землю упала в 3 или в 4 раза. То есть люди, которые ценили землю и вкладывали свои деньги в землю когда-то, они потеряли... Ну да, это, конечно, печально. Ну, это такой подарок к тысячелетию, потому что завод, насколько я знаю, его вводят в эксплуатацию в январе. В январе либо в феврале. Кстати, и в температурном режиме тоже неплохая разница. То есть на севере у нас тут ощутимо холоднее, когда смотришь погоду. У вас на севере вообще капздец. Я помню, ездил из Бреста в Витебск, оделся, ну, как обычно, на зиму, на выход из дома. Приехал в Витебск, я чуть не отдубел. У вас вообще... Да. Слушай, а сейчас в Витебске, ну, лежат сугробы или там холодно? В Витебске, не знаю, может быть, лежат. По всей стране, наверное. Не в Витебске? Что? А, да, точно, ты же в Орше. Да, это километров 70 там от Витебска. Это ближе к Могилевской области. Но тем не менее, у нас лежат сугробы. У вас просто в Минске сейчас все растаяло? Не, у нас лежат сугробы. Не, у нас уже все растаяло, насколько я знаю. У нас только такие шапки черные. Вчера у нас шел дождь. У нас вчера был снег, где-то нулевая температура. Ну, сегодня где-то плюс 2, но не растаяло. Сугробы такие по щиколотку, и как бы это не особо повлияло. То есть у нас тут, да, снежок. Вот в Киеве, в Чернигове, там во всех этих, ну вот в этой части Украины сейчас, ну, по крайней мере, вчера были очень сильные морозы, снега, вьюга, все дела. Так что, возможно, к нам движется. А в Калининграде или в области Калининградской где-то, я там на днях смотрел видос, там чуваки, короче, приехали, рыбу ловили или что-то такое, так там было не то плюс 7, не то что-то такое. Снежка на Новый год хотя бы раз в несколько лет, а то что-то как-то погода не позволяет в последнее время. У нас снег обычно либо в начале декабря, а потом в феврале-январе как врубит. А на Новый год у нас последние годы как-то снежка не получается. Да, у нас даже тоже такое. Прошлый Новый год был такой куцый, там какой-то мокрый снег, такой типа дождя, что-то даже было. Очень не новогодняя погода. А вот с января начинаются морозы. И прям вот до апреля почти. Холод такой прям, мороз. 3 января. Да, 34-го.
Даже в конце марта, когда был День воли, было довольно-таки холодно. До утра, пока солнце там не встало, уже к 10 утра, тогда более-менее стало тепло, а ночью были Не, ну в марте снег холодные. обычно лежит, особенно на День воли. А что касается Нового года, то снег, он раз в несколько лет бывает. Вот что-то сегодня мне кажется, что снега у нас на Новый год не будет. Вот видишь, как тепло. Сейчас пойду гляну на... А у нас, я помню, возвращался на День воли, так снега еще было. Он таял, уже подтаивал, но еще так прилично оставалось. Ночью подмерзло, так хорошо слякоти такой не было. Пешком возвращаться с вокзала. А так, грязь там уже. У нас эта зима была холодная, 18 года. Только к середине апреля отпустило, морозы прекратились. А зато потом быстро, резко все зазеленело. Не, снега нет. На Новый год, как обычно, без снега. Вчера был дождь, так что... Да, активный народ ушел, чат умер. Статистики стрима показывает 396 воспроизведений. Общее Неплохо. количество загрузок видео, включая обновление страницы и смену ракурсов, но без учета выбора качества. То есть, ну, на самом деле меньше. Там 300, может, с чем-то будет. 396 не будет. Но в среднем так. Общее время просмотра 105 часов. Но максимум был небольшой, только 23 человека онлайн одновременно. Да, вот как добиться большого максимального количества зрителей одновременно. Если нет какой-то топовой новости, важной там для всей страны, чего-то такого. Спровоцировать. Вот у Сотника дофига онлайна. Ну, Сотник это... Апстример, а как ботов накрутить? Там, чтобы как-то А зачем делать? тебе боты? Не знаю, зачем. Ну, накрутить можно, только это больше вредит. А У тебя же почему? нет рекламодателей, перед которыми надо отчитываться. То есть YouTube это все пресекает. Естественно. Но боты накручиваются для рекламодателей, которые купили рекламу в твоем контенте. Типа, вот смотрите, как много его посмотрел. Разбавляют трафик. Не, просто чтобы повысить выдачу там видео, что-нибудь такое. То есть, ну, забить теги нормально через этот VidIQ. Потом нагнать ботов, чтобы было больше типа просмотров, чтобы видео лучше котировалось, и настоящие люди переходили больше. Так не, да, YouTube же это, наоборот будет более высокие требования к тебе потом предъявлять. Типа... Ну, не знаю, можешь просто назвать свой стрим, допустим, Лукашенко сдался перед народом, и клясть Лукашенко как только можно. И говорить, что украинцы это все наши боги, и украинцы сюда побегут обязательно. Россияне тоже побегут, и будут тоже вместе с украинцами пляскать у долоньки и кричать «Як усё приемно, як классно». Это да, это так можно, но это глупо. Конструктива нет.
Я вот вчера заснул на новости о том, что ты говорил, что все-таки митинги полезные, и они чего-то добиваются. Про Богушевск. Да, говорили про то, что больницу... Да, митинги, они полезны и добиваются, в том числе в Солигорске и в Бресте, но только добиваются не совсем того, чего надо. Там, Артем, шла речь про Богушевск. Ну, больницу-то там... Тогда, помнишь, мы даже еще зачитывали, ты тогда был осенью, что в Богушевске закрывают больницу, и теперь всем надо будет ездить в Сенно за 40 километров почти. Так вот, они там все протестовали, и таки больницу не закрыли. Решили больницу не закрыли. Оставить. Ну, прекрасно, замечательно. А так там была смерть, там умер человек какой-то в скорой. То есть, больницу закрыли, и теперь, чтобы вызвать скорую, надо звонить в Сенно, и за 40 километров скорая выезжает. То есть, туда Серый, это еще одно шило в задницу Российской Федерации. Если они протестуют годами, и у них вообще ничего не меняется, и нигде, то у нас меняется. Постепенно, потихонечку, хоть где-нибудь. Да, местные чиновники захотели сэкономить, закрыть больницу и сказали, ездите в Сенно. А жители не согласились с этим. Человек 200 там, по-моему, для Богушевска это много. Выходило на пике там осенью. Они протестовали, плюс они подавали жалобы в администрацию, писали какие-то петиции там. То есть все использовали возможные способы, законные, и выходили в том числе на митинг, это, наверное, незаконное. И добились того, что больницу решили оставить. Вот пару месяцев прошло, решили не закрывать ее. Видимо, там наверх куда-то это попало, и дали ему указку, что поставили эту больницу. Вот на этой новости Тэп-стример заснул. Вот поэтому русскомирцам, ватникам, им надо как раз вот это рассказывать. Вы хотите в Россию, вы считаете, что там классно, все, у вас закроют больницы, к примеру, да. Ну, ты тогда правильную вещь сказал, что митинги это больше про создание медийной шумихи и привлечение внимания СМИ. Ну да. С этой точки зрения работает. То есть сам по себе митинг он никак не повлияет, просто это привлекает внимание. Да. Если много людей чего-то хотят... В митингах еще есть одна очень важная вещь в митингах, это резолюция, когда тебе дают подписать документ, ты его подписываешь, и потом этот документ отправляется сначала в одну инстанцию, потом в другую, в третью, в пятую, в десятую. В конечном итоге он доходит до администрации. Но это, Артем, на правильном митинге. То есть митинг, где просто собирают толпу, типа надо выйти за чем-нибудь и покричать. Да, есть организованные, а есть стихийные. Даже стихийный можно превратить в организованный, если проголосовать за резолюцию. Да, если придет активист какой-нибудь и скажет, так, народ, слушайте сюда, мы все пришли для того, чтобы там поддержать вот... Мы сюда пришли зачем? Вот народ будет выходить и говорить, такой-то пункт, такой-то, поэтому, такой-то. давайте составим резолюцию. Пункт какой? Больница, значит, за больницу. Давайте, значит, подпишем резолюцию по поводу того, что мы хотим, чтобы больницу нам оставили и так далее. И отправляется в администрацию президента, в парламент и в местное самоуправление. Слушай, а вот эта резолюция, она также учитывается как петиция с множеством подписей? Это решение митинга. То есть митинг для чего собрался? Ну, я имею в виду юридический статус этой бумажки какой, такой же, как у петиции. Этой бумажки это то, что люди вышли против того-то и того-то. То есть это фактически петиция от города. Вот, то есть смотри, а в чем разница между такой формой на митинге вот этого всего дела и просто обходом людей с предложением подписать петицию? Разница в том, что это был митинг, то есть это был протест. Мы протестуем за это. В видимости, смотри, апстример, когда митинг собирается ощутимая, в том числе для камер, там, да, для чиновников, толпа людей. Я про это я ничего против не имею, наоборот, я же говорю. Нет, я говорю, что когда ты обходишь по квартирам просто, то ты, да, можешь собрать столько-то подписей, но никто из чиновников, тем не менее, этих людей не видит. А когда под окнами администрации соберется толпа, не подделанные, это да, фальшивые. Могут сказать, что подписи фальшивые. И просто чиновники не видели этих людей. Одно дело, когда обошли там 1000 квартир и собрали подписи, и другое дело, когда 1000 человек под окнами администрации толпой собирается и кричит: нет закрытию больницы, там, выходите сюда.
Да Чиновники даже если не под пересрут. окном, вот, допустим, у нас есть такие ребята, как тихари, они снимают все на камеру, и там человек, который является там, ну, одним из спикеров этого митинга, он говорит: вы голосуете за такие-то пункты? И люди кричат «да» или поднимают руки. То есть это видимость. И даже тихари, они видят, что да, люди голосуют за эту петицию, а потом эта петиция отправляется в администрацию президента и в городскую управу. Что за тихари? В штатском сотруднике. В штатском? Да, менты в штатском. Обычно вот если ты был на митингах, то видел. Стоят такие в курточке обычно, все Да, одеты, да, с любительской с камерами, камерой, да, и все солдаты. снимают. Типа они как просто стоят. Но все знают, кто это. Меня вот самое интересное, что прикалывает в российских митингах, у них ни разу, ни за один митинг не было ни одной петиции. Они просто покричали и разошлись. Прикольно. Не, на некоторых, может, где-то и было, в регионах, там, на мелких, на районных. Не, я спрашивал, они говорили, нет, не Не было, было. мы ничего не подписывали, ни за что не Не, ну у голосовали. них- А что вы собрались тогда? Чтобы медийный смысл-то? резонанс получить. Чтобы именно что медийный резонанс. Это пиар-акции. А потом в чате вот пишут... Документы. Да. А потом в чате вот пишут всякие Сергеи Масины, типа, а в России вот Навальный там такую толпу собрал, там вот молодец, а белорусы такие терпилы, ничего не могут сделать. Вот 25 декабря 2017 года у нас собрали подпись реально за отмену декрета номер 3. Декрет номер 3 приостановили потом, наложили мораторий. Это не только наше достижение, это достижение всей страны, потому что каждый город, Сначала, областной, Артем, районный в центр и марте так далее. То есть приостановили. все собирали подписи. Да, у нас тоже принимали резолюцию 12 марта. То есть вообще 8 марта Лукашенко после митинга в Минске, в Гомеле, тогда он приостановил действие, на время сказал, до конца 2017 года. А потом уже в конце 2017 года его отменили вообще. Придумал декрет номер 1. Да, придумали декрет номер 1, но он будет отложенный. Он вступит только в 2019 году. То есть у вас год в запасе. И то не вступит. Ну, кто знает, вот 1 января мы проснемся в Новый год, год тунеядца. Сразу Не, же он будет. вступит в силу только после того, как его опубликуют. И когда Лукашенко скажет: вот, пожалуйста, декрет номер 1, платите. А после этого потом снова взорвется. Нет, так они же И его говорят, снова что... приостановят, а потом снова отменят. Артем, они же говорят, что с 1 января уже он вступит в силу и будет к февралю платежки уже по 100%. Ну это одно дело. А с 2020 декрет номер года 1 все другое будут дело. платить 100%. И не тунеядцы тоже. Хитро. Хитро писю к носу подтянул. И в чем назидательная сила тогда такого тунеядского декрета, который должен искоренить иждивенчество, если потом через год все будут все равно платить 100%? Да ни в чем. Денег нету. Но вы держитесь. Но мы-то хотя бы победили, а россияне-то в чем победили и когда? Где? Вот у нас один промах. Никто, как-то оппозиция не подсуетилась. Когда была у нас пенсионная реформа, когда подняли пенсионный возраст, никто против этого не протестовал, по-моему. Не, ну в принципе пенсионная реформа, она для нас абсолютно ничего не решает, потому что наши пенсионеры, они и так фигню получают. То есть неважно в каком возрасте они выйдут на пенсию. Важно, что они и так фигню получают. И у нас еще преимущество перед российской пенсионной реформой в том, что у нас все-таки уровень жизни немножко чуть повыше, и все-таки у нас уровень смертности, он отличается от российского уровня смертности. А там люди вообще, они даже на пенсию могут не выйти, а умереть до пенсии. Понимаешь, вот в чем разница между То, нашей... что в пенсионном возрасте, да, то, что там живут меньше, это да. Но насчет уровня жизни не знаю. В Москве так многие живут гораздо лучше. В Москве и в Питере. По поводу Москвы. В Москве. У нас в Минске тоже живут неплохо. Москва размером со всю Беларусь.
Ну, я имею в виду количественно. Да, как Беларусь и Литва вместе взятые. Так что, в принципе, для нас эта пенсионная реформа, она незаметна только потому, что у нас после 60 у тебя есть еще лет 20 пожить. А там ты до 60 даже не доживешь. Ну, это, наверное, зависит от региона. У нас по регионам очень это дело разброс идет продолжительности жизни. А у нас она вполне равномерная, то есть даже в деревнях у нас равномерная. Ты хочешь сказать, что там в Минске такая же продолжительность жизни, как и в деревнях? Как ни странно, да. То есть у меня прабабушка, она жила всю жизнь в деревне, ну как в деревне, в поселке городского типа в Кобрине. Она дожила до 84 лет. Моей бабушке под 70. Моему дедушке сейчас, вот он 39-го года рождения, ему ну, почти под 8. В 39-м в марте ему будет 8. 19. Так что, в принципе, так у в нас деревнях, особо да. не отражается все дело на население. А там некоторые люди просто не доживут до пенсии. Вот в чем проблема. Они вышли, покричали, и что? Отменили Не, ну пенсионную смотри, реформу? по 2009 по 2017 году продолжительность жизни получается средняя 69 лет, в Минске 72 года, во всех остальных областях 68, 69. Не, ну то, что в столице уровень жизни повыше будет, это понятно. Но в Продолжительность, принципе, я средняя... удивлен, что продолжительность жизни Я так а чё удивлен? выше. Там лучше медицинское обслуживание, там у людей работа лучше есть, Ну, они я бы могут так не позволить сказал. себе, да. А в регионах что? Если взять деревни глухие какие-нибудь, там бухают, там с медицинской помощью, неважно, там сидит какой-нибудь фельдшер, который медучилище закончил, что он может сделать? То есть люди умирают, конечно, работы нет, депрессивные такие регионы, народ бухает, колется там. Не, ну, мой дед, которому 80 лет в этом году будет, он, в общем-то, работал как раз врачом. И он говорил, что фельдшеры в те места, в которые можно было вызвать скорую помощь из Бреста, вызывали обычно скорую помощь из Бреста. То есть в Малориту можно было вызвать скорую помощь из Бреста. И она гнала прям до безумия на очень быстрых скоростях. То есть, в принципе... А по поводу Минска, ну, в Минске медпомощь немножко похуже, чем в областных центрах. Ты думаешь? Я знаю. А почему? У меня опыт есть, сравнение. Там, может, тоже в разных этих учреждениях. Но там все-таки техника, там больше всего финансирования, видимо, там этот, как его, все органы сидят там, то есть, ну, под боком, поэтому, естественно, какой-то контроль. Но это я так чисто, Контроль, но не тем опираясь на менее, статистику, а просто чисто логически. чисто логически может быть и лучше, но чисто если опираться на опыт общения с минскими этими медицинскими учреждениями, я могу сказать, что у нас в регионах получше. Ну, я имею в виду не областные центры, а как бы, ну, я опираюсь районные центры и города, которые находятся в районных центрах, то есть даже не сами центры, а типа там 10-20 тысячники, 30 тысячники и Минск. Не, ну если 20-30, то в Минске лучше. Если районные центры сравнивать,
то в Минске похуже будет. Областные тем более. Так что, в принципе, если мы уж возьмем российскую антипенсионную реформу, антипенсионные митинги и так далее, то получится, что ни хрена они не сделали. То есть вообще ни хрена. Они хотели только что остаться, там палаточный городок ставить где-то на Пушкинской, по-моему, площади. Сидеть Да, там зато долго. как они гордились своей бессрочкой, бессрочными протестами, как это было прекрасно в последние месяцы. Ой, бессрочка, бессрочка. Наша бессрочка это все, это почти Майдан. Ага. Реформу отменили? Нет, ни хрена. А мы никакую бессрочку не делали, мы просто вышли, несколько раз выходили, подписали нужные документы, резолюции, отправили куда надо и все. А вы что сделали? Просто повыходили и попиарились перед средствами массовой информации? Ну, прекрасно. Если бы мы так пиарились, то у нас бы декрет номер 3 вступил в силу. Надеюсь, в 2019 году повторится то, что было в 2017. Ну, по крайней мере, народ не проглотит. Это было бы хорошо. Ну, посмотрим. Это будет... Если в 2019 году будут митинги, я на них пойду обязательно. Но только в том случае, если они будут под эгидой какой-либо партии. И если они будут разрешенные. С меня хватило 2011 года, когда я выходил каждую среду в 6 часов гулять по городу. А потом ко мне подошли неизвестные и сказали: пройдемте. Я говорю: а куда? Они мне показали удостоверение. Ну и все. И пришлось пройти. Когда у нас был протест, молчаливая акция протеста в 2011 году, это было 29 июня 2011 года. 28-го у меня был день рождения, 29-го я вышел на протест. У нас в Бресте было 2,5 или чуть больше, или 2700 тысяч человек. Гоголя перекрыто, Советская перекрыта. Мы уперлись в этих вот милиционеров, которые перекрыли Советскую. Мы разворачиваемся, обратно идти. А там тоже уже Советская перекрыта. И с другой стороны Гоголя тоже все перекрыто. Нас просто поймали в мешок. Потом повезли... Потом я стоял как раз рядом с ментами, и менту, командиру, он был, по-моему, старшим лейтенантом, ему пришел приказ паковать. Всех начали паковать. Примерно то же рассказывал в Могилеве и Борис Бухель по поводу молчаливых акций протеста 2011 года, которые были в Могилеве. Тоже толпа ходила, потом они, значит, пошли, там сотни людей были, несколько сотен, я не помню, сколько там он говорил. И тоже автобусы были, тоже менты повсюду, перекрыли там какую-то улицу, они пошли в другую сторону. И потом дали приказ, стали паковать. Причем некоторых, вот его, Бухеля, забрали еще раньше, чтобы он не помогал. Ну, то есть, как он правозащитник, поэтому, чтобы он не добрался туда до цели, где будет паковать жестко. Его задержали раньше. И потом, он говорит, вышла такая накладка на суде, когда ему давали сутки и штраф. То есть, менты, которые задерживали, они написали показания, что задержали его, в общем, ну, в автобус. Он, то есть, был доставлен в автобус милицейский еще до того, как они пришли на площадь какую-то там, тоже, или может быть, или Ленина, и какую-то еще он говорил. Значит, а потом остальных участников паковали, там уже были заготовленные заранее протоколы, что был на несанкционированном митинге, там хлопал, все такое, то есть уже конвейерные. И, значит, на суде его обвиняли в том, что он принимал участие на такой-то площади и все. Но есть показания ментов, которые задерживали вот там, то есть составлены протоколы, что он до туда не дошел. И получилась большая накладка.
То есть как он мог протестовать там на той площади, если он был задержан и находился в милицейском автобусе еще до этого? И он, естественно, как опытный юрист на это вот все давил. И наш суд просто закрыл на все глаза. Пофиг. 7 суток, все, иди на. 29 июня тогда задержали еще Юрия Стыльского, этого лидера группы «Дай дорогу». Он тогда выходил из магазина с пакетом. Его тоже тогда задержали и поместили вместе с нами, со всеми, всех, кого они смогли, они задержали, упаковали и увезли в Ленинское РОВД. Часть увезли в Московск. И мы тогда попали со Стыльским в Ленинское РОВД. А он вообще не принимал участие в этом протесте. То есть он был с продуктами, он пошел в магазин, потому что он там рядом живет. Жил на тот момент времени. Тем не менее, никого это не волновало. Да, это вот то же самое Бухель говорил, что он опытный юрист, правозащитник, то есть он все грамотно строил защиту, но у нас такие суды, то есть им дали задачу вынести приговор, и все, и не волнует, какие там свидетельства, какие там показания. Все, 7 суток дали, и до свидания. И никого справедливость не интересует. А то, что людей, да, которые не при делах... Либо 10 суток, либо штраф на выбор. То, что у нас хватают всех подряд, это да, я тоже видел 25 марта на Якуба Колоса, когда были задержаны, чувак рассказывал прямо, что говорит, я вообще не при делах. Мы договорились с сыном встретиться на площади Якуба Колоса. Я, говорит, пришел, сел на лавку, сижу, жду сына. Ко мне подходят ОМОНовцы и говорят, что ты тут делаешь? Он говорит, сына жду. Пошли с нами подождешь. И все, говорит, так я оказался здесь. Хоть ничего не выписали, то есть там даже протоколы не составили на нас. Кто попал в советский РОВД, говорят, было хуже. Там стояли все на растяжке несколько часов, и туда отвозили тех, кто, более, так сказать, жестко. Там были наблюдатели весны, а потом кто-то там еще был священником. На растяжке было особенно прикольно стоять в декабре 19 декабря 2010 года. Вот там, да. Холодно. Когда тебя по почкарям били ногами, а потом ты стоял на растяжке на Крестино. Вот это было прикольно. Так что да, то я в 17 году, когда смотрел трансляцию из Минска, когда был разгон Дня воли, видел, как эту бабу там одну задержали. Она потом жаловалась, говорила, я инвалид 2 группы, шла по улице, меня схватили, закинули в автозак, мне там что-то стало плохо, меня выбросили на улицу. Говорит, я вообще в митинге не принимала участия. То есть, видно было, что там людей хватали всех подряд. Кто-то с магазина выходил, кто-то просто шел по улице. У нас так, они не смотрят. Сначала хватают, а потом смотрят. Когда смотрят, уже поздно. Да, тем более они не любят исправлять ошибок. То есть у нас милиция работает безошибочно. Если кого-то задержали, значит виноват, скорее всего. Потому что если не виноват, то значит кто-то должен ответить будет. Особенно если дело серьезное. В том-то и дело. Поэтому я именно пропагандирую, чтобы люди выходили именно на разрешенные митинги. Чтобы у них не было причин хватать всех без разбора. А вот то, что говорят другие люди, перекрывать дороги там и так далее, выходить на несанкционированные митинги, люди, которые будут проходить, не будут страдать. Просто из-за того, что тебе хочется несанкционированный митинг. А нахрена оно надо? В этом плане, да. Эдуард Пальчис то же самое говорит. Он Статкевича за это критиковал. Говорит, вот Статкевич подставил людей и вывел в 17 году. А он говорит, надо беречь себя. То есть пока готовится, заниматься тем, что... Да нет, даже если не себя, нужно беречь людей, которые не участвуют в митинге. Да, то он как раз говорил об этом. Что говорит, мы собирали на штрафы людям, которых на Якуба Колоса задержали, кому дали штрафы. Говорит, а Статкевич вывел людей, а потом в 18 году, когда было БНР-100, сказал, что а что вы хотите, это жестокий режим, вы должны знать, с кем вы боретесь, вы молодцы, вы герои, вы показали им, что-то такое.
Не, ну 29 числа поздно ночью, когда нас выпускали, нам тоже хлопали, кричали герои, герои и так далее. Тем не менее, выпускали половину тех, кого захватили вообще ни за что, и половину тех, кто реально участвовал в протесте. Это замечательно, это прекрасно, когда выходишь из СИЗО, из УВД, и тебе кричат герои. Это звучит классно, это выходить так прикольно, но проблема в том, что половина из них не виноваты. А кому-то, говорят, досталось еще больше там. Ну, из тех, кто участвовал, дубинками там ноги сломали, голову разбили. Дубинками, да. Тех, кому досталось больше, их увезли в больницу. В ЦГБ и в область. Нужно просто понимать, что ты, в общем-то, не один, и твой протест должен как бы коррелироваться с протестом остальных людей. А если захватывают всех, то кого будут ненавидеть? Режим или тебя? Человека, который является виноватым в том, что за тебя пострадал. Скорее всего, тех, кто вывел этот народ на площадь. Но вот после 2011 года, и когда я увидел этого Дианова, Вячеслава Дианова, который организовывал молчаливые акции и прогулки. Ты видел его самого? Да, я его увидел на белорусском телебачении, когда у я думал, ты него вживую. была георгиевская ленточка. Я охренел. И вот этот человек нас организовывал. Он вроде в Польше находится уже давно. Хотя он пророссийский, он он такой вроде социалистического уклада. Он был на белорусском телевидении с георгиевской ленточкой в 2014 году и говорил: Крым наш. Так он, да, он же пророссийский. Дианов пророссийский. Это потом в расследовании было, по-моему, новины или какой-то там другой независимой прессы по поводу 2011 года, вот когда все эти были хлопающие акции. Тогда он не говорил о таких своих воззрениях. Агафонов тогда хвалился, что говорит: я там принимал участие вместе с Диановым, мы расшатывали Беларусь, чтобы снизить стоимость активов газотранспортной вот этой системы. То есть тогда кризис был жесткий экономический, и это делалось в том числе для того, чтобы сбить цену активов, которые тогда велись переговоры. То, что Россия выкупала, Газпром выкупил газовую трубу транзитную, чтобы сбить цену. Да, только мы выходили не за Россию, да. Мы выходили за Беларусь. Ну, Агафонов, по-моему, да, или... не сам Дианов, да, Агафонов хвалился, что вот они расшатывали ситуацию не для того, чтобы Майдан устроить, типа прозападный, а для того, чтобы помочь России купить подешевле белорусскую трубу, чтобы сбить цену активов. Расшатывали ситуацию. Устроить революцию хотели. Это как бы неожиданно. Да, это было очень неожиданно. Особенно для тех, кто выходил на эти протесты. Это вообще было неожиданно. И тут смотри, какая ситуация. Нас опрокинули в 96-м году, нас опрокинули в 2003 году и в 2006-м. Нас опрокинули в 2010-м, в 2011-м. В 2015-м сказали: не, ребята, все спокойно, нормально, все хорошо, никуда не выходите. А в 2019-м говорят: выходите сами, мы вас поддерживать никто не будем, ни одна партия. Это как вообще? Нет, что, охренели все, они не сказали, что не будет поддерживать. Это в каком-то паблике ВКонтакте. Я говорю, скорее всего, это социал-демократической направленности. Там написано, что в каждом городе, я эту фотографию на стрим тогда выводил, в каждом городе, на каждой площади своего города, где вы выходили в 2017 году, выходите в 2019 году в 6 часов в рабочее время, каждую среду там, по-моему, и каждое воскресенье в 12 часов или что-то такое. А то, что партии будут поддерживать, это как бы уже другое. То есть они будут организовывать в конкретные дни митинги,
и профсоюз рэп, там другие. А здесь типа, чтобы народ сам шевелился тоже. Здесь нужно одно. Если партии хотят, чтобы за них голосовали, они должны возглавить. Иначе никто вообще не пойдет. Вот после всего, что было до, никто уже не пойдет вообще. И после Дианова, и после 10-го года, и после 6-го, и после 96-го. То есть многие люди, они хотели бы пойти на митинг, но они не пойдут. Догадайся, почему. Веры нету, доверия. Может, они полагают на то, что именно такие вот тунеядцы, доведенные до отчаяния, которым нечем платить, вот такое, которое на грани выселения, вот они и выйдут. Но я думаю, что их не так уж много будет. Не, ну, таких прямо, чтобы аж на грани выселения, таких у нас немного будет. Кому нечего терять. Насчет остальных, просто я слышал, подожди, от кого-то, по-моему, с несущим слово, как-то я разговаривал, такой блогер, давно еще. Он тоже тогда, мы говорили о том, что вот в 17-м году оппозиция проиграла, то есть людей завели, и проблема в том, что лидеров взяли еще до начала протеста, и народ не знал, не был скоординирован, не знал, что вообще делать, куда идти, как быть. И поэтому было бы неплохо, если бы организоваться, ну, устроить самоорганизацию. То есть без лидеров так, чтобы нельзя было обезглавить легко протест. Ну так самоорганизация не так устраивается. Не выходить на несанкционированный митинг, а просто брать, кооперироваться всем, без каких-либо лидеров и говорить, мы там против того и этого. Подаешь прошение в городскую управу, городская управа дает тебе разрешение на определенное место, ты в этом месте собираешься и всех приглашаешь на это место. Вот так делается самоорганизация. Ну, просто, понимаешь, Артем, настоящим революционерам, которые вот такую тему раздувают, типа, для них это зашквар. Что значит просить у власти? Власть преступная, с ней вообще нельзя разговаривать. С ней надо бороться, да, типа как анархисты там. Ты обращаешься не с властью, ты обращаешься с городской управой. Городская управа – это не власть, это вот городская управа – это моя бывшая директриса школы, это директор такого-то завода, директор другого завода и еще ряд людей. Это не власть. Они не получают денег за свою работу. Власть – это мэр. Мэр дает только санкцию, он подписывает документ. Разрешаю или не разрешаю. Вот это власть. И то это работает неправильно, не так, как должно быть. Ты же не просишь у Лукашенко: «Батька, разреши мне помитинговать». Нет, такого нету. Ты даже у депутатов не просишь, палаты представителей. Ты просишь на местном уровне: разрешите помитинговать. Они пишут мэру, говорят: вот документ, поставьте резолюцию. Мэр обычно документы не читает, ставит резолюцию. Главное просто место выбрать такое, чтобы оно не мешало всем остальным людям. Ну, допустим, вот выбрали тогда парк воинов-интернационалистов. Туда обычно особо никто не ходит. Но парк большой. Можно в парк 1 мая, можно на Локомотив, можно куда угодно, есть много мест. Но на площади Ленина, да, никого не будет. Но это обычно проблема, то есть оппозиция жалуется вот по поводу Бангалора, то есть это какие-то такие загоны, как бы, да, или места далекие от центра. То есть они хотят больше, чтобы в центре было, а не где-то на окраине. Это как бы понятно. То есть есть места в некоторых городах, не во всех, в некоторых городах. Такие места, которые выделяют обычно под такие мероприятия, в которые народ не очень охотно пойдет. И поэтому оппозиция не соглашается на них. А в центре не дают. Я не знаю, как там не очень охотно. Парк воинов-интернационалистов – это всего лишь 4 остановки от меня. Ленина – это 6 остановок. Мне труднее на Ленина, чем в парк воинов. Ну, это, видишь, у вас там. А есть места такие, где, ну,
Медвежий угол какой-нибудь. Медвежий угол — это, допустим, тот же самый Локомотив. Вот туда, да, туда тяжело будет добраться. Но разрешают-то, в принципе, если просишь нормально, по-человечески, то есть разрешите помитинговать. Никакой оппозиции у нас нет. Самоорганизация. Никаких партий, никого, никаких знамен, никаких флагов. Только один простой митинг, мы примем резолюцию и все, и разойдем. Все нормально. Ну, разрешат запросто. Оппозиция, когда организует, естественно, там флаги, хотя бы БЧБ, или там флаг профсоюза рэп обязательно, что-нибудь такое. Ну, они как бы... почему нету государственных флагов на митингах оппозиции? Ну, для них этот флаг зашквар. Красно-зеленый. Они не носят, у них его и нет. Ну, не покупают. Очень жаль. Кстати, вот вчера новость была по поводу флагов, что у нас этот вот бело-красно-белый флаг. Законопроект, да, внесут по поводу того, да, чтобы признать его культурной ценностью. Будет историческим, да. Что это будет культурное наследие или что-то. Да. Вот. А что нам это сулит? Это вчера обсуждали это? Да, в принципе, ничего не сулит. То есть он вроде как и так является культурным наследием уже по факту. Наказание того, может быть, наверное, за осквернение флага или что-нибудь такое. Да, за осквернение государственного флага будет наказание. То есть, по сути, депутаты они решили забрать у оппозиции бело-красно-белый. Нет, так это оппозиция протянула этот вот законопроект. Значит, оппозиция. Да, это БХД и Конопад. БХД там и кто-то другой предложил, и вот Конопадская и Анисим, которая там в парламенте, они этот законопроект внесли туда. Будет да, ребята, ты знаешь, что мне это проблема напоминает? Проблема в том, что если оппозиционные партии, которые используют червоно-белый стяг на своих этих митингах, тоже может считаться осквернением государственного флага, особенно вот эти вот всякие коники, цветочки на бело-красно-белом флаге. Они просто отнимают флаг у оппозиции. Меня вот эта вот вся хрень натолкнула на мысль. Вот в позапрошлом году на День воли, в позапрошлом, был прямо, такой жесткий прям митинг, прочее. Вот. А в этом году был просто такой, знаешь, праздник. Ну, ты был, наверное, да, в Минске? В то время. Не, я был в Бресте. Ну, в общем, в Минске тут жесть была в том, что государство вместо того, чтобы бороться с этим движением, просто взяло и возглавило его, сделав обычный такой, знаешь, аттракцион, такой ярмарку. Не то, что разрешило. Нет, это было не просто разрешено, это не было разрешенным митингом. Это был каким-то, знаешь, таким... Одну секундочку, дружище. Но это был и не митинг, это был праздник. Это был праздник, причем за деньги активистов. Это же организовывало не государство в основном, а активисты скидывались. Вот Пальчис, Артсидиба, еще там кто-то был, они организовывали. Государство только сказало, мы предоставим охрану бесплатно, биотуалеты и что-то там еще, и все. Мы предоставим биотуалеты, охрану, площадку и так, еще что-то там. Ну, это понятно все. Я о другом хотел сказать. И о том, что это все дело скатилось в то, что люди пришли, повеселились. Так для этого и делали. Собственно... Именно эта цель была. Так, мне вот что-то в позапрошлом году такого... впечатление... Так в прошлом году была другая цель совсем, и другие люди организовывали. В этом-то и суть. Смотри, Апстример, произошел раскол в 2018 году жесткий. Статкевич и некоторые другие, они сказали, нельзя идти на компромисс с властью, как можно плясать в загоне там, когда диктатура. То есть только хардкор, только запрещенное и только шествие. И они пошли на Якуба Колоса. Да. Праздновать столетие БНР не нужно. Да, это должна быть борьба.
То есть вот когда диктатуру скинем, тогда и будем праздновать. А пока диктатор сидит, нельзя с ним договариваться. И они пошли на Якуба Колоса, на запрещенный митинг. И я там был. Их там всех заворачивали. А другие пошли, Пальчис, там Дашкевич, по-моему, тоже поддержал. Другие еще там Вот только проблема одна. Столетие БНР — это не митинг, это праздник. И вот, и они, апстримеры, организовали именно праздник. То есть скинулись и организовали концерт и праздник, чтобы народ отдохнул, послушал музыку. Все должно быть разрешенно, иначе музыканты не придут. То есть, чтобы договориться все это сделать. И они пошли так. И вот, и тут произошло разделение. А в 17-м году там четко Белорусской Народной протест. Республики, мы выйдем с шильными родами и так далее. То есть это был реально праздник. Я пришел в Бресте у нас на праздник. Это был праздник. Вы считаете, что это нормально? Нормально. Тут смотри, почему активисты те организовали праздник для популяризации белорусской культуры и вообще понятия этого. То есть, чтобы люди на разрешенный митинг, а на разрешенные митинги приходит всегда априори больше в разы людей. Чтобы в центре города пришли люди на митинг, посмотрели концерт, послушали музыку, узнали вообще, что такое БНР. Нет, это вообще ни разу не так было. Вопрос, это видимо, было вообще ни разу не так. Был в другом. Праздник. Подожди, Мефисто, праздновать это там нормально просто... или нормально. По-моему, это нормально. Нет. Подожди. По поводу того, что просто познакомить людей с историей и прочее, что типа это разрешенный митинг, все этого праздника, так называемого, шарахались, как черти ладана. 50 тысяч за день посетило? Кто шарахался? В Минске, как минимум, люди, не со мной никто, реально со мной никто не захотел туда идти, потому что говорили, что боялись, что это типа митинг, что там всех разгонят. Ну, что, потому типа, что дебилы, потому что они дебилы. Они не знают, что вообще-то как, не следят за новостями, потому что если бы они следили, они знали, кто там после оперного. Не знаю, я на празднике столетия БНР встретил даже того же самого ватника, с которым я знаком лично. Этого ну, я тебе говорю про мою... В Минске, когда вот ходил, то ты тоже, наверное, апстример заметил. Было много людей с такими букетами, там, по-моему, 2 белых цветка и 1 красный. Ну, такие вот ходили в метро, там, видел. Но это, видимо, с праздником было связано каким-то образом, с вот этим днем. Мой знакомый, с которым мы играли в одной группе, он вообще выступал на этом празднике. Так что... Это реально должен был быть праздник, но почему-то Статкевич и его вот эти вот миньоны решили устроить из этого праздника протест. А нахрена, если это праздник, если это столетие Белорусской Народной Республики? Но у них была цель, Мефисто, такая. Нужно устраивать. Шествие. Не митинги нужно устраивать, не шествие, а праздновать. Это праздник. Они создали, у них цель была такая. Концерт все так, но сначала устроить шествие от Якуба Колоса и до оперного. То есть цель была такая: собраться на Якуба Колоса, там произнести какую-то речь и шествием пойти по улице к оперному. Ну это провокация тогда. Но не дошли. Все было заблокировано. Я там был с самого утра. Я приехал в 6 часу утра был. Там и видел, как все развивалось событие. То есть как стягивались силы, как потом поехала огромная колонна в сторону оперного. Там какой-то техники, там автозаков всяких. Вокруг ездили менты, где Якуба Колоса. Ну, это полностью огорожено вокруг дороги, там, то есть ты никуда не денешься. Ну, я там в самом начале был, тоже посмотрел на это, что еще пошел обратно. Ну, то есть это была провокация со стороны Статкевича. Да, и вот потом... Непонятно зачем. На эту тему Пальчис высказывался, что Статкевич работает с Хартией, ему надо было создать медийный повод, привлечь внимание, чтобы красивая картинка была. Там было огромное количество журналистов, чуть ли не больше, чем участников, их было очень много. Все это снимали, стримили, там фиксировали. А потом, говорит, когда людей загребли, естественно, Статкевич отморозился и сказал, что ну чего, платите штрафы. Вы же с режимом, с преступным я здесь боретесь. ни при чем, вы сами пришли. Да, вы же боретесь с преступным режимом. Вы понимаете, что это не шутки, не игрушки. А на что вы надеялись? Что вам цветы там дадут? Конечно, штрафы, а что вы думали? Только на смерть вы должны жизнь свою готовы отдать против этого режима. Только так. И никаких компромиссов. А вы за счет штрафа какого-то плачете. Поэтому я постоянно и говорю о том, что наших динозавров нужно убрать. И они должны соисти, як Лукашенко.
Кстати говоря, я сейчас открыл страницу ВК, и знаете что? У меня пришло уведомление. Сегодня день рождения Павла Северинца. Вот. Я даже не знал. Открыл сейчас, говорю, ВК страницу, пришло уведомление. Сегодня день рождения Павла Северинца. Это кто? Это лидер Белорусской христианско-демократической партии, БХД. Да, это тот, который сказал, что бел червоный белый стяг нам дал Иисус Христос. Ага. Это мощно. Иисуса Христа зовут Клавдий Душевский. Ну, это так, если кто не знает. И что вы думаете по поводу этой организации? В принципе, БХД нормальная организация, если бы у нее были вполне адекватные лидеры. И если бы БХД не представляли такие люди, как Северин. Не, ну так Северинец вполне себе как бы достойный человек, то есть сравнивая там, допустим, с некоторыми другими. Да, только иногда бредит. Товарищами. Да, вот у него просто такие бывают идеи, некоторые мысли, он говорит по поводу истории, там, сделать Беларусь как ВКЛ 2.0, от которой будет зависеть Запад и Россия, ну, то есть что-нибудь такое. Но это странные вещи. А так в целом он активный лидер, то есть он такой достойный человек, христианин. Ну, так... Повестка партии БХД, БНФ, она в принципе нормальная. Но такие люди, как Северинец, они, к сожалению, эту повестку просто девальвируют в глазах людей, которые могли бы присоединиться к этой партии. То же самое в БНФ, между прочим, вот в нынешней БНФ. Ну, думаю... Подожди, БХД, БНФ, это, по-моему, еще и Дашкевич, да? Нет, БХД это именно БХД. Есть КХП БНФ. Консервативно-христианская партия. Вот там, да, это там Дашкевич, там Олесь Чехольский, Зенон Поздняк. Формальный лидер. Да. КХП БНФ и да. БХД. КХП БНФ, а БХД это другое немножко. Разделилась на две части. БНФ разделилась на две части, да. на БХД и КХП БНФ. Не, есть просто БНФ, а есть КХП БНФ. БНФ так и остался, а от него отделилась КХП БНФ, это вот Поздняка партия. То есть типа тру БНФ настоящий. А тот простой, а просто БНФ это не тру, это коллаборанты с режимом. Ага. Ну, ясно. А БХД это немножко другое. Что? Мне это напоминает форки криптовалют. Да, напоминает форки. Поэтому объединиться они вряд ли могут, потому что тут дело именно... Вообще не могут. Да, с организацией. И это самая большая победа Лукашенко после 99-го года. Разделение оппозиции. Разделение оппозиции на таких принципах, на которых они вообще никогда объединиться не смогут. При том, что, казалось бы, если так поверхностно проанализировать, то какая могла бы быть разница между КХП БНФ, то есть христианской консервативной партией БНФ, например, и БХД, тоже белорусской христианской демократии. По сути, вроде как кажется одно и то же. В принципе, они говорят об одном и том же. То же самое само БНФ говорит об одном и том же, но здесь разница. У нас само БНФ, там религиозный фактор может быть исключен. То есть КХП БНФ, там прям в названии прописано, что это консервативная христианская партия. А БНФ, Белорусский народный фронт, а тут суть можно менять. Не, еще у Поздняка, извините, свербит в заднице, что его выгнали из своей собственной партии. После этого он создал КХП. Его же выгнали из БНФ. А как он мог бы руководить из Америки? Если он физически не может посещать. Не, его из БНФ просто тупо выгнали в 99-м году. А за что? И он создал свое БНФ с блэкджеком и консерватизм. Зачем, непонятно, если он в Америке находится? Чего он хочет? Ему уже под 80 лет. Ну, непонятно. Одному ему понятно зачем.
Не, ну формально руководят там другие, то есть он как бы идейный лидер КХП БНФ, а так тут есть его заместитель, который по сути дела и руководит в Беларуси партией. Может быть тот же Чехольский, я уж точно не помню. Или там другой кто-то. Да я уж тоже не помню. Но они, кстати, тоже так активно собираются. 24 марта они отмечали День воли отдельно от всех. 24-го они в Киевском сквере, по-моему, собирались, у них был митинг. Я тогда смотрел еще, я собирался ехать в Минск на 25-го и смотрел, включил вечером Белсат. Там показывали трансляцию, как они там стояли. Немного, там несколько человек задержали, тоже, в принципе. БНФ можно зачислить в плюсик только то, что они не пытаются переделать бел-червоно-белый стяг. Яны просто с ним выходят и все. А вот, допустим, БСДПГ, там вот эта вот розочка, потом те же самые ОГП, там лошадь. БХД там типа такого василька что-то. Крестика, да. Василькового цвета. Нет, так это символы партии их. Это же как бы государственный флаг они признают, конечно, бело-червоно-белый. Это хорошо, это символы партии. Хорошо, замечательно. Но зачем вы лепите символы партии на государственный флаг? Ну, это у них спросить. Я тут тебя компетентно ответить не смогу. Ну, понимаешь, вот в этом-то и проблема. Ладно, БНФ, они выходят просто с бел-червоно-белым стягом. Ну, а если другие будут тоже с ним выходить, то скажут, а вы что, тоже БНФ? Нет, они отдельно, чтобы показать, мы не БНФ, у нас вот свой есть тут символ, своя партия они не имеют и своя права программа. Выходить с стягом, потому что этот стяг государственный. Вот здесь тоже одна проблема. То есть, как бы, он национальный. Что только БНФ являются белорусами или что? Ну, здесь есть одна очень большая проблема у нашей оппозиции. У нас в оппозиции слишком много бело-червоно-белых стягов. Как-то они слишком сильно монополизировали бело-червоно-белый стяг. Ну, просто это как бы символы их партии. Ну, если ты имеешь в виду вот эти конкретно. Лошадь там это на фоне символ флага. Борьбы против режима. Нет, монополизация флага. И вот принятие закона, который сейчас продвигает Конопатская и вот эти вот партии оппозиционные, да? Вот самое интересное в этом законе будет то, что им будет запрещено использовать государственный флаг. Бывший государственный флаг. И я с этим законом могу согласиться. И я с ним согласен, потому что я об этом говорил очень давно. Потому что оппозиция в последние годы, вот последние лет 10-15, она просто позорит национальный флаг. Ну да, он ассоциируется у многих с протестом. То есть многие, если вот видят там флаг, типа, ой, он нельзя, он там запрещенный, если ты с флагом придешь, тебя арестуют, хотя, ну, нигде никаких законов нет по поводу того, что это флаг. И менты тоже, у них уже рефлекс. Они видят, кто-то с флагом пошел, надо его лучше взять. Это, скорее всего, оппозиционер. Вот, именно про такое отношение. Хотя нигде в законах нет такого, что, типа, если ты с флагом, тебя арестуют. Вот фанатов задерживали тогда. У них просто уже рефлекс. Это с флагом, ну, надо задержать. Может, что-то будет, а то мало ли пропустим, потом будет самое интересное в том, что нет ни одного закона, который бы говорил о том, что нужно кого-то арестовывать за червоно-белый стяг. Любой человек может вывесить его на доме, на балконе, и никто никогда не прицепится, потому что законов таких нету, но он ассоциируется именно с оппозицией. Потому что государство от него отказалось, только оппозиция его использует. То есть все, вот был референдум, да, красно-зеленый государственный официальный символ сейчас. Везде он на всех административных зданиях висит. И используется как государственный символ. А оппозиция это не приняла. Они придерживаются старого флага, который с 91-го года, с основания независимой Беларуси сейчас. Они его используют. С 92-го, там закон от 92-го года. Ну, с 92-го, значит. Вот, они его используют до сих пор, и поэтому оно ассоциируется с оппозицией. Потому что это как бы такой код культурный. Если ты используешь красно-зеленый, понятно, ты, значит, там либо официальной какой-то партии, там БРСМ, а там с чиновниками связан. Если ты используешь красно-белый флаг, значит, ты БНФовец, там, оппозиционер какой-нибудь.
Все понятно, потому что если ты с таким флагом ходишь, значит ты никак не можешь быть во власти. Тебя выгонят, попрут, то есть ты не с официальной организацией. Там это не приветствуется. То есть это как бы такое различие свой и чужой. Доброе утро, жулики. Доброе. Привет. Вы все еще Так не вот, Серый, разбежались. в том-то и дело, что если мы берем бело-червоно-белый стяг, то, по сути, оппозиция его несколько запятнала своими действиями. Ладно, его запятнали нацисты. Это отдельный вопрос, который нужно выносить именно на общественную дискуссию. Но то, что сейчас делают оппозиционеры наши белорусские, БХД, БНФ, АГП, их и так далее, БСДПГ и так далее, ну, это ни в какие ворота вообще не лезет. Если вы уважаете национальный стяг, наверное, нужно как-то в этих же цветах делать что-то свое, а не брать стяг и его ляпать своими васильками, конями и так далее, розочками, ружами. Мефисто, слушай, а у вас в Брестской области много людей на мове? Очень много. Прямо в быту? Прямо в быту у нас очень много людей разговаривают на белорусской мове. Просто вот в Бресте очень много семей, я знаю лично, которые размовляют у быту на белорусском. Я знаю, то есть это не тросянка, а прямо вот белорусская? Прямо белорусская мова, смешанная с польским языком, конечно. Ну, понятно. То есть в деревнях, если уехать в деревню, там можно найти деревни, которые вообще никогда российского языка не слышали. Серьезно? Да. Слушай, надо мне пожить реально в Брестской области. В Гродненской тоже, наверное, такое есть. В Гродненской тоже, но там больше деревень, которые белорусского языка никогда не слышали. Я и в Гомельской такое встречал. Правда, 30 лет назад. 40 даже. 37. В Гродненской ближе к Гродно, чем ближе к Гродно, тем больше ты слышишь польского языка. В самом Гродно ты можешь услышать белорусский язык чаще, чем белорусский, польский. Ну и в основном русский, да. Просто да, Федя, тут есть такая штука. В 94 году, когда были выборы, Лукашенко когда выбрали, там была такая электоральная карта Поздняка опубликована. То есть там кто за кого голосовал, то есть больше всего за Поздняка, за националистов и голосовала вот эта область, которая совпала практически с Вейшнорией, так называемой, которая на учениях там создали в Генштабе. Да. Часть Гродненской области, часть Витебской области, примыкающая к Летуве, и часть Брестской области такая маленькая, которая входила в эту Вейшнорию. Ну вот это Вейшнория, это история для недоразвитых, да, вот грубо говоря, прокопенковцев, вот этих всех дакиев и прочих. Вейшнория была придумана для учений в Генштабе. Это придуманное государство для учений. В 2017 учений. году были учения Запад 2017, российско-белорусские. И там было придумано условное государство. Противником была Вейшнория. То есть это условный противник для Белоруссии, потому что в Белоруссии по легенде учений в Белоруссии произошел переворот государственный. И вот как раз эти вейшнорцы, они хотят захватить Республику Беларусь, им помогало несколько других государств, какая-то там что-то там такое и еще какое-то государство. Ну, несуществующее государство абсолютно, и у них не было даже обозначений и территорий. И Беларусь и Россия, они должны были задавить эту Вейшнорию. В принципе, Вейшнория победила и российскую, и белорусскую армию без потерь. А российская армия потеряла 4 танка, 2 вертолета, 20 человек, генерала ВДВ и еще кого-то.
принципе, имеет смысл вот в этой Вишнории, как посмотришь на самодовольные улыбки там этих Путинах, этих Лукашенок, и трудно будет как бы не вступить под стяги этого и штандарты. А зачем? У нас вся Западная Беларусь это Вишнория. И что? Кстати, этот мем, президент, он не умер после учений. То есть там придумали потом энтузиасты по приколу и этот, как его, и герб Вишнории, и флаг Вишнории, и гимн, и даже паспорта Вишнории там стали какие-то выдавать. Паспорт Вишнории, да, у меня И где-то даже валяется. криптовалюту Вишнории. Даже криптовалюту Да. Вишнории, и парламент Вишнории, там были выборы в парламент. Ну, люди захотели поиграть, то есть такой политический кукольный театр. Да. Ну, пожалуйста. Вот Федя выключил наушники, я вывел эту электоральную карту Поздняка. То есть там показано, вот где чернее, чем Да, чернее, кстати, посмотрите на это. тем больше на за это. Поздняка и за националистов в 94 году голосовало. Вот большая часть примерно совпадает, где самые черные с Вишнории. Это вот там, где север, где юг, юго-запад Витебской области и Гродненской области. Западная часть. Ну и немножко юг, может быть, Брестской. Юго-восток. Это самые белорусские части Беларуси. Ну ты прям сказал. Ну, наши поезда самые поездатые поезда в мире. Да-да-да. Потому что остальные, вот видишь, Витебская, Могилевская и большая часть Гомельской области, там как раз меньше всего голосовало за Поздняка. То есть это более такие части, которые были в БССР постоянно. Ну, то есть такие, ну, как сказать, не то что самые ватные, ну такие, да. Всем привет, друзья. Вова, привет. Привет, дорогой. Друзья, если я Привет. выйду и потом зайду, я смогу к вам опять зайти? Потому что я не мог к вам заходить. Уже, да, Что-то было. я назначил Уже роль. могу. Все, Федя спасибо, мне брат, написал. спасибо. Все, я сейчас к вам вернусь. Спасибо. Хорошо. Окей. Ну а вообще, так при благоприятных обстоятельствах вам какой судьба вашей Беларуси видится? Как некой как бы европейской страны? Ну, в принципе, если так уж разбираться по поводу Беларуси, какой для нее самый лучший вариант развития, это вариант развития и не туды, и не сюды. Новая Речь Посполитая. Балто-Черноморский союз. Ну, смотри, ты если имеешь в виду балтийцев, но они же уже являются членами Европейского Союза же. Ну и что? В то время, когда разрабатывался Балто-Черноморский союз, это в середине и в конце 90-х годов, Польша уже была самым первым членом этого Европейского союза. Ее принимали в первое расширение после распада СССР. Литву и Латвию, и Эстонию тоже. Тем не менее, разрабатывался Балто-Черноморский союз вместе с поляками, литовцами, латышами, эстонцами, украинцами, если они захотят, венграми, румынами, болгарами и так далее. То есть это очень большой союз. Он от Балтийского моря и практически до Средиземного. То есть это такой вот союз всех восточных славян и Восточной Европы. А что тебе не устраивает вообще в формате вообще просто Евросоюза? Евросоюз вообще в принципе никого не устраивает на сегодняшний день. Не, ну, это, мне кажется, несколько самонадеянно как бы говорить за всех. Некоторым вполне как бы.
Ну, Володя, что такое Евросоюз? Евросоюз – это союз угля и стали. Для чего он был создан? Для того, чтобы Франция и Германия друг с другом не воевали. Он устраивает Францию и Германию. Еще он устраивает Испанию частично. Италию он не устраивает. Грецию не устраивает. Скандинавские страны в него вообще не вступили. Австрию он тоже не устраивает. Хотя Австрия пытается лавировать и поэтому получает особые преференции. То есть в основном лидерами Евросоюза являются Франция и Германия. И этот союз создан именно для того, чтобы Франция и Германия друг с другом не воевали. Это союз угля и стали. Франции и Германии. Смотри, а просто те обременения, которые были возложены на Германию в плане как бы оборонного как бы комплекса и так далее, вот, и так далее. Они скоро выйдут. Их обложили на 100 лет. Скоро выйдет время этих вот ограничений на Германию. В 2045 году закончатся все ограничения по поводу того, что Германия нелицеприятно воевала раза два. А, кстати говоря, первый раз во Второй мировой войне, ладно, там взятки гладкие, а Первой мировой войны Германия такие вот, если серьезно как бы разбираться с позиции серьезного анализа, она реальным является основоположником Первой мировой войны или все-таки в числе прочих тоже этих игроков? Нет, Германия просто воспользовалась ситуацией. Провокатором войны является Австрийская империя Габсбургов, это Австро-Венгрия, и Российская империя. Австро-Венгрия с Россией, да, вот является главными реактивами? Это провокаторы. Они спровоцировали Первую мировую войну. Может быть, поэтому, кстати говоря, как это ни странно, для российской и советской историографии, вообще вот это событие, как Первая мировая война, постоянно как бы, казалось бы, такое огромное в масштабе как бы исторических процессов 20 века, но старалась как бы ее быстренько пробегать, что в советской историографии, что в историографии Российской Федерации. Не, советская историография ее, конечно, изучала, Российская Федерация ее изучает, историки, конечно, эту Первую мировую изучили вдоль и поперек, но они не признают себя провокаторами. Они сказали, что мы подняли мобилизацию только потому, что мобилизацию поднял Германский рейх. Мы хотели защититься от Германского рейха. Хотя на самом деле, если разбираться уже в самом корне, то после того, как в Сараево 28 июня 1914 года погиб эрцгерцог Фердинанд от пули Гаврилы Принципа, после этого Австрия хотела провести расследование. Она прислала своих полицейских для проведения расследования. Вместо этого Россия поддержала Сербию и сказала: нет, нельзя никакого расследования. Не трогайте Сербию. На что австрияки сказали: это наша территория, и мы вольны делать на этой территории все, что захотим. Хоть расследование, хоть расстрелять всю Сербию. На что Российская империя сказала: нет, ни в коем случае. После этого германский император Вильгельм II посылает своему кузену, двоюродному брату Николаю II письмо, в котором пишет: Ники, если ты объявишь мобилизацию объявит и Германская империя. После этого Николай объявляет мобилизацию. А по общим как бы представлениям, по количеству трупов, сколько Российская империя потерпела как бы вот? 8 миллионов. Мертвыми и калеками.
То есть, в принципе, учитывая как бы последствия правления вот этого Николая Кровавого, можно его сопоставить, в принципе, с тем же Джугашвили, маньяком. Ну, не совсем. Там было все более цивильно. То есть Кровавый он более как бы цивильно их укокошил. Он просто укокошил всю армию. Он людей не кокошил. Гражданских имеешь в виду? Да, гражданских. Он укокошил именно армию офицеров, он укокошил весь цвет Российской империи. Офицеров, людей, которые служили в этой армии, а крестьяне, которые были в этой армии, они потом вернулись и установили власть советов. Потому что их это все заколебало за 4 года войны. А вот смотри, та история, в которой шептались в столице в последние дни перед революцией, что, грубо говоря, сам-то понятно, как бы Кровавый, ну еще и бабу, блядь, связался с каким-то бородачом, я имею в виду Григория Ефимовича Распутина. Вот эти шашни с Распутиным, они являлись неким реактивом для революционных процессов? Нет, это все фантазии. Что касается бабы, то вообще-то баба, она очень любила свое государство Гессен, потому что Алиса ее крестильное имя, когда ее крестили в католичестве, в протестанстве. Алиса Гессен-Дармштадтская, она очень любила свое графство Гессен, которое было частью Германской империи. Но ей не хотелось, чтобы ее графство было частью Германской империи. Что касается Распутина, ну, это, понимаете, никто, кроме Распутина, он не мог успокоить мальчишку и саму императрицу. Императрица очень переживала из-за мальчишки Алексея, потому что Алексей, он был болен страшной болезнью, которая не лечилась, и он не смог бы достигнуть даже совершеннолетия. То есть изначальный документ отречения предполагает то, что император Николай отрекается в пользу своего сына. И Николай очень долго советовался с доктором и спрашивал, мой сын сможет дожить до совершеннолетия? И доктор ему четко сказал, нет, не сможет. Отрекайтесь в пользу брата. Он отрекся в пользу брата. Отречение принесли к его брату и сказали, император отрекся, вы примете престол? Брат думал около 4 часов. И он сказал, нет, не приму. После этого власть взяла Временное правительство. Ну вот, несмотря на это, вот, допустим, тот же Юрий Евгеньевич Горский, к примеру, комплиментарно относится к Николаю Кровавому. То есть он признает его так называемую канонизацию. Не, ну Горский, насколько мне известно, он банально слишком как-то идеализирует Российскую империю, хотя идеализировать ее не следует. Если бы она была идеальной, она бы не развалилась. Хотя бы даже. Нет, она бы развалилась, но не настолько, Ну, насколько не так, она развалилась в 2017 году. Как некоторые говорят, что Россия не стала за 3 дня, ну, февральских. Если она такая сильная, то почему тогда? Ну вот, пожалуйста, Австрийская империя, Австро-Венгерская, она развалилась на 2 государства и еще на 1 королевство. То есть на сегодняшнюю Австрию, на бывшую Югославию и на Венгрию. Венгрия существует до сих пор.
Югославия развалилась, королевство сербов, хорватов и словенцев, а Австрия существует в своих границах и, в принципе, ничего в ус не дует. То есть здесь разница. Лоскутная империя Габсбургов, она развалилась. Все и так вроде как неплохо живут. Российская империя развалилась и пытается снова захватить те куски, которые от нее отвалились уже очень давно. Здесь, наверное, какая-то проблема. И проблема не в том государе или не в том управлении, а проблема в менталитете. Менталитет в этом плане на уровне 17 века еще. Да, вот я разговаривал с одним чехом, и он мне сказал одну очень интересную вещь о том, что россияне — это то же самое, что сербы. Только Россия большая, а Сербия микроскопическая. Милошевича НАТО проучило. Имперский синдром выбило из Сербии. Не, но сербы все равно хотят обратно Югославию. Но теперь Королевство никто не сербов, даст. хорватов и словенцев. У них нет такой возможности, а Путин считает пока, что у него еще есть. Да, а у России есть такая возможность. То есть, в принципе, этот чех, с которым я разговаривал, он вполне прав. Россия та же самая Сербия, только Сербия маленькая, Россия гигантская и с большими финансовыми возможностями. Ты считаешь, вот эти все амбиции России, они имеют под собой основания? Чего? Ну, амбиции, которые вот из себя тужатся, как жаба вот этот Путин, они имеют... Обоснования очень простые. Все эти обоснования россияне изучают со средней школы. Мы великие, значит, все наши братья украинцы и белорусы, есть только один единый русский народ и так далее, и мы столетиями были в одном едином государстве. 1000 лет Российской империи и российского государства – это все наша заслуга. Это очень простые обоснования, только все ложь. Артем, тут еще есть ситуативное обоснование. А можешь опровергнуть? Подожди, Артем, тут есть еще ситуативное обоснование. Ну, то есть вместо того, чтобы развивать экономику как-то интенсивно, они пытаются все это заглаживать некими такими политическими победами, типа присоединения Крыма, еще чего-то. То есть они играют. Дело, что российское государство, оно развивалось не интенсивно, то есть не внутри себя, а экстенсивно, захватывая иные территории. Всегда. Это правило. Россия не может развиваться внутри себя, потому что слишком большие территории. Она не может их освоить. Ни в коем разе. Чтобы освоить территории Российской Федерации, вот все вот эти вот территории, которые Российская Федерация захватила, им придется потратить на это около 500 лет. И то они все не освоят, потому что часть из этих территорий находится за полярным кругом. Поэтому приходится развиваться экстенсивно, то есть захватывая другие территории. Разрушая у этих территорий все, что только можно. Например, когда они захватили Речь Посполитую, они Речь Посполитую превратили в дерьмо. Разрушили университет, запретили язык, сказали, это северо-западный край, это Привислянский край, а вот это наши братушки-малоросы. А вот на той территории, вот ты показывал эту карту Белоруссии, там, где голосовали не за нациста Поздняка, вот на этой территории, там да, там наши братушки белоросцы или белорусцы. А все остальное это литвины и поляки. От Минской области, начиная, середина Витебской области, Брестская область, Гродненская область, это все белорусы, это все литвины и поляки.
И то, понимаете, за 100 лет мы не разделились на две части, а украинцы разделились. Ну там потому что часть под Австро-Венгрией была, вот где западная это Украина. Так, Закарпатье. Западная Украина, это понятно, Закарпатье, Червоная Русь и так далее, это все, да, было под Австро-Венгрией, но разделились-то украинцы не по этой территории, не по этим границам, они разделились по Днепру. Артем, ты вот говорил, что то те основания, на которых строятся вот эти вот имперские амбиции россиян, Оно ничего не стоит, да. Они прививаются в школьной программе, и ты говорил, что это все можешь опровергнуть. Эти Можешь основания, раскрыть они тему? ничего не стоят. Абсолютно ничего. Так вот, Потому что основываются они на лживых постулатах. Россияне почему-то считают, что Киев – это их город. Это неправда. Россияне почему-то считают, что Российская империя начинается с Рюрика. Это неправда. Россияне почему-то считают о том, что они являются наследниками Киевской Руси. Это неправда. Почему? Это долгий разговор, но я могу его начать. Начнем с того, что, в принципе, если мы берем 10 век для примера, если мы берем 10 век, то, в принципе, в X веке, во время Рюрика, было 3 брата – Рюрик, Синеус и Трувор. Они являются основателями так называемого в кавычках русского государства. Был путь из варяг в греки. Этот путь проходил через Россию, через Беларусь современную и через современную Украину. Но, тем не менее, каждая территория, которая входила в тогдашнюю так называемую Русь, эта территория, она была именно на переправах или на Волок. То есть изначально вот эта вот территория, которая называется современными историками и в принципе Русью, это не была территория современной России. Далее, хорошо, берем князя Олега. Князь Олег приходит в Киев. До князя Олега в Киев приходили 2 князя, Аскольд и Дир. Затем в Киев приходит князь Олег и говорит: «Все буде метрополис», то есть мать городов. Метрополис – это столица. Столицей будет Киев. Так сказал князь Олег. Дальше. Новгород и Киев. Рождается князь Владимир. Владимир, которому памятник стоит в Москве. Который тогда, кстати, и знать никто об этой Москве не знал. Так вот, появляется князь Владимир и присоединяет Полоцк. Каким образом присоединяет Владимир Полоцк? Владимир приходит свататься к княжне Рогнеде, Рогволодовне. И говорит: вот я хочу стать твоим мужем. А Рогволод, поскольку очень любил свою дочь, он сказал: выбирай, за кого ты хочешь пойти замуж. Вот за Владимира или за кого-то другого. И Рогнеда сказала: не хочу разуть и Рабичича. Рабичич – это бастард, сын служанки. Ярополка хочу. Вот и все. Вот после этого присоединился Полоцк. Присоединился кровавым образом. Полоцк был взят с боем и сожжен. После этого Рогволода убили. Убили 2 братьев Рогнеды, Свена и еще одного братья. И убили, и сначала Рогнеду изнасиловали за отца. После этого
братьев и отца убили на глазах Рогнеды, а потом Рогнеда стала владеть. И присоединился к Киевской Руси Полоцк. Ну, вот это я, кстати, насчет этой истории в курсе. И вообще она у нас же повсюду. У меня еще родители покупали учебники Да, по истории. вот только смотри, на основании вот именно этого российская историческая школа и российские учебники, именно на основании вот всего вышеперечисленного, она рассказывает о том, что мы всегда были единым, и именно Киевская Русь является родоначальником Рус. А это ложь. Потому что если разбираться, получается, что ни хрена подобного. Вот в чем проблема. Можно пойти дальше, можно пойти до этого, до татаро-монгольского ига. Можно взять и почитать повесть временных лет, где написано, что после зарубы Ярославичей и Рогволодовичей Ярославичи всегда поднимали меч на Рогволодовичей и наоборот. То есть мы никогда не были единым народом и никогда не дружили друг с другом. Мы поднимали меч друг на друга после зарубы Ярославичей всегда. Не протягивали друг другу руки и не распахивали руки в объятия. Мы протягивали друг другу только меч. И это пишет повесть временных лет. То есть сама основа вот этой вот идеологии о том, что мы все братья и мы все друг друга любим, прям в десна целуемся, это все неправда. Основа рушится уже в самом начале этой истории. А если разбираться глубже? Но тебе могут ответить, что это все внутригосударственные конфликты, и типа все равно это все один общий народ. Один общий язык. Это все, что мне могут ответить. А народов там было тьма тьмущая. Кривичи, Радимичи, поляне, древляне, буженяне. Кого там только не было. И язык, да, язык у нас был общий. А тут, кстати, одноязычное было население. Чего? Ну, тут одним языком владели только эти ребята, или у них было множество? Множеством языков владели. Понимаешь, люди, которые они умели писать, читать и считать, они владели несколькими языками. То есть русский язык для них был как как сейчас английский. Ну, такой получается, чтобы какие-то внешние дела. Внутренние дела, то есть для общения. А так вообще люди, которые жили на территории, допустим, Беларуси, они владели как минимум 4 или 5 языками. Один из них был польский, один из них немецкий, другой латинский, русский и еще несколько языков, ну это шведский там. Родной язык, да, был русский. На территории Беларуси это был западно-русский. Любая переписка, любые документы, которые касаются определенных периодов, они очень четко показывают, как вот древний русский язык переходил в древнебелорусский, так называемый западно-русский. Если мы возьмем московские документы, там тоже очень четко прослеживается, как древнерусский язык, он меняется и становится современным русским языком, которым сегодня никто не владеет, к сожалению. Украинский язык тоже самое.
древнерусский язык переходит в украинский язык, и гипотеза Дьяконова говорит именно как раз о том, что приблизительно в XII веке эти языки начали расходиться. XII век – это после зарубы Ярославичей, когда мы уже окончательно отделились от Киевской Руси. И украинцы, и вот эти вот новгородцы, и киевляне. То есть с XII века начинается развитие собственных языков и у украинцев, и у белорусов, и у России. А у ятвягов какой язык был? Ятвяжский язык — это в XVI или в XVII веке нашли словарик с ятвяжским языком, и ятвяжский язык, он был очень похож по фонетике на язык древнего племени прусов, то есть на прусский язык, на немецкий, самый-самый древний немецкий. То есть есть гипотеза о том, что ятвяги – это всего лишь те готы, которые остались при переселении народов в первом веке нашей эры, первый-второй век. Когда они проходили по западу Белоруссии, когда они оставляли археологические памятники велибарской культуры, вот именно тогда, вот, скорее всего, и появились ятвяги. Ну, ятвяги, они были очень агрессивные, потому что есть гипотеза о том, что ятвяги выгнали радимичей с западной Белоруссии в восточную. Потому что радимичи, они реально совершали миграцию с западной Белоруссии в восточную и явно не по своей воле. А с чем связано их затухание их активности? Ну, то есть ты говоришь, что уже где-то там к 13 веку... Они ассимилировались. А ассимилировались драговичами или кем, кто там на Полесье жил? Ну, это Полесье и Гродненская область. То есть они ассимилировались с кривичами и дреговичами. Ну, еще они могли ассимилироваться с Дайново и этими мазовшаны. Так что, в принципе, все постулаты, которые выдвигают российские националисты и так далее, это все ложь. Причем ложь, придуманная в XIX веке Российской империей. А империя, она, естественно, хочет ассимилировать те народы, которые в ней находятся. Это все правильно. Здесь нету никаких проблем. Сказка обросла мхом, и теперь многие ватники считают, что это типа суть, это вот правда, вот мы всегда были единым народом, хотя эта теория появилась буквально там каких-то 150-200 лет назад. Они говорят, мы всегда были единым народом. И вот эти западно-российские штампы повторяют. А типа вы враги, вы хотите разделить великий русский народ на белорусов, там всяких украинцев, что неправильно, по их мнению. Да нет, просто древнюю историю нельзя рассматривать с точки зрения вот это вот наша основа. Да ни хрена. Даже белорусы не рассматривают свою основу как то же самое Полоцкое княжество. Полоцкое княжество – это основа системы управления, которая потом переросла в основу нашего государства. Это да. Но мы же не говорим, что мы все палачане. Я лично из Бреста. Я родился в Бресте, моя мама родилась в Брестской области, и я не имею никакого отношения к Полоцку или к Полоцкому княжеству, и мои предки не имеют. К кривичам или кто там жил? Ну да. Это и идиотия называть сейчас себя Кривичем, Радимичем или еще кем-то. Ну, допустим, ну хорошо, если так подумать, и то это будет чисто умозрительно. Ну, да, скорее всего, Артём, я отношусь к Радимичам. Потому что
только в войну погибла треть населения белорусского. Тут много людей, понаехавших с разных частей Союза. Ни Кривичей никаких, и ни Радимичей даже. Ну, совершенно верно. Здесь невозможно отождествлять себя с каким-то древним племенем, которому 1000 лет в обед. Евреи могут. Ну, только что, да. Евреи могут, потому что у евреев, извините, у них по религиозному более признаку. тесная организация по религии и вообще в принципе. И евреи ни с кем не смешивались по одной простой причине. С ними никто не смешивал. Ну и по закону Они их там были изгоями. Моисееву запрещено смешиваться с другими народами, поэтому они По законам, и поддерживают. тем не менее, по законам тех же самых европейских государств, в которых евреи жили, им тоже было запрещено смешиваться с евреями. Но это Нет, было так. Смотри, Мефист, там немножко не совсем так. Дело в том, что если, грубо говоря, ты так называемый еврей, вот, если ты принимаешь католичество, то, в принципе, Бога ради, как бы, пожалуйста, женись и все такое прочее. Ну, просто Ты перестаешь тогда быть иудеем уже. Да, ты перестаешь. Володя, а потом к тебе в дверь стучится священная инквизиция. Тук-тук-тук. Пройдемте. А вы знаете, что ваша бабушка была иудейкой и принимала иудейские обряды? А ты можешь даже об этом не знать. Ну, что далеко ходить? Томас Торквемада, он же еврей по этническому происхождению. Нет, Томас Торквемада нет. Не, ты почитай про него, почитай его древо. Я читал, Томас Торквемада нет, но я знаю, как происходила инквизиция в Германии и в Испании. А вы знаете, что ваша бабушка, вы знаете, что ваша прабабушка от такого-то, значит, человека, она была иудейкой и исповедовала иудейские обряды. А ты можешь об этом даже не знать. Но тебя будут пытать, пока ты не скажешь: да, моя прабабушка там от неизвестных мне людей, неизвестная мне прабабушка исповедовала неизвестные мне обряды. И тебя потом сожгут. Этим Европа развлекалась около нескольких сотен лет. Я отойду пока. Да, в Википедии про Томаса Торквемада четко пишут, что он был потомком крещенных евреев. Один из ключевых, как бы, основателей вообще вот этого инквизиционного движения. Ну, скажем так, президент одним из главных его идеологов в Испании. То есть, ну, формально-то инквизиция, она появилась в 1200 там каком-то году, но просто потом она утихла и особо не применялась это часто. А Торквемада возродил, по сути, ее, дал ей вторую жизнь в Испании. То есть там жесть прямо началась. После вот объединения Кастилии и Арагона, по-моему. Вот там это все пошло, когда Испания, по сути, возникла более-менее в современном виде. Ну да, у него как у деда и бабка приняли как у католичества, еврейки. А сам он таких, между прочим, не очень-то приветствовал. То есть евреев оттуда выгоняли, ну и многие сами уходили. Я слышал, вроде как евреи даже хотели дать крупную взятку королю, чтобы он их оставил в покое. Ну то есть, чтобы им не запрещали оставаться иудеями, там не трогали их. Откуп. Да, но произошло, ну как бы... Легенда такая да. есть. Не знаю, насколько президент вот правда. То есть как раз в момент, когда представители иудейских вот этих общин, там старшины их говорили о сумме, они вроде как 100 тысяч там монет каких-то собирались дать. Торквемада услышал это и сказал, говорит: Иуда продал Господа нашего за 30 сребников, а наш, значит, этот король хочет продать его за 100 тысяч. Ну и после этого, как бы, что королю оставалось сказать? Он отказал. Ну да. Торквемада, он, несмотря на то, что имел как бы еврейское происхождение, был антисемитом кончено. Ну, как Томас бы классика. Торквемада, он не был антисемитом. Томас Торквемада был великим инквизитором. Его задача была выжечь иудеев и мусульман с территории Испании. Это была его главная задача. Именно поэтому, когда мы говорили совсем недавно у Хуторского,
Я говорил, что самая страшная инквизиция была в Германии и в Испании. А, кстати говоря, вот смотри, как его, Артем, а как вот такая вот дуальность, которая вот во времена выдающегося деятеля вот этой как бы реформации, как его, Мартина Лютера сформировалась, вот дуальность такая, что одновременно в Германии, на германских землях стало существовать и католичество, и их национальная вот эта христианская церковь, лютеранство. В том-то и дело, что эта дуальность, она появилась именно в огне инквизиции. И она существует, между прочим, до сих пор. И это... Во времена Лютера Германии же единой как таковой же не было, там до 19 века, наверное, там была куча всяких княжеств. Там была Священная Римская империя. Ну да. Не, ну и спустя как бы годы, тем не менее, вот в эту национальную христианскую... Годы, спустя столетия. Между прочим, в 16 веке в Беларусь были вызваны специально иезуиты только для того, чтобы бороться с германскими беженцами, которые исповедуют лютеранскую церковь, лютеранскую религию, то есть с протестантами. Ну, у них это ж неплохо получилось. Специально архиепископ Примас Короны Польской, он написал прошение к римскому папе, чтобы римский папа вызвал именно инквизицию и иезуитов. Так что такая дуальность это просто есть, потому что она была выкована в огне. У нас в Беларуси во времена Речи Посполитой и Великого княжества очень многие магнаты были как раз лютеранами. Первая лютеранская Библия, которая является самой редкой, это Берестейская Библия. Она была напечатана в Бресте для Великого княжества Литовского на деньги князя Радивила Черного. Весь тираж этой Библии был сожжен, но некоторые экземпляры сохранились, и они сейчас являются редчайшей вещью. Любопытно отметить, что вот такие вот люди достаточно в истории, которые имеют отрицательную коннотацию, такие как Адольф Гитлер, там, Феликс Дзержинский, они были католиками, причем такими серьезными католиками, я имею в виду в детстве. Феликс Дзержинский был шляхтичем вообще-то. Не, ну, его брат, один из его братьев, является на сегодняшний день одним из самых выдающихся ученых 20 века. Он напечатал замечательную книжку. И многие польские, по-моему, физиологи, я могу ошибиться сейчас, не помню, как эта профессия называется, по-моему, физиологи, они изучают физиологию именно по книжке брата Феликса Эдмундовича Дзержинского. Так что... Но Дзержинского Пилсудский, поскольку учился с ним в Виленском лицее, характеризовал в своих мемуарах не с самой лучшей стороны. Он говорил, что он не самых выдающихся способностей. То есть Дзержинский, по мнению Пилсудского, был глупый. Хотя советская историография ему уже присвоила псевдоним «Железный Феликс», ну, из-за того, что у него железный такой взгляд был, что под его взглядом, собственно, враги революции, ну, в смысле, в ленинском исполнении, вот, рассказывали про себя все. Прям без пыток, прям рассказывали, смотрели на Феликса Эдмундовича и все. Пишу полное признание. Ну, Феликс Эдмундович, он родился в Минской области, в
на хуторе Держиново. Сегодня это Воложенский район Минской области. То есть Феликс Эдмундович наш. И мне очень приятно, что в России так любят Феликса Эдмундовича. Несмотря на то, что... Несмотря на то, что он... россиян поубивал. Да, несмотря на то, что он немножко Феликс Эдмундович. Ну, россияне любят еще и Сталина, например, грузина, который еще больше поубивал. Там любовь такая садомазохистская. Но это опять же, понимаете, вы имеете в виду, условно, посмотрите на тех людей, которые его поддерживают. Я не беру этих, как бы, чиновников. У нас таких тоже полно. Не, ну, Володя, мне очень приятно. Володя, мне как белорусу очень приятно, что вам, россиянам в массе, нравится Феликс Эдмундович. Это очень приятно. Тем более, что Феликс Эдмундович это шляхтич. То есть это вдвойне приятнее. Нет, я к тому веду, что вот посмотрите качество тех, кто вот этих всех вот упырей поддерживает. Это поддерживают условные вот гнилозубые, вонючки, вот. Ну, реальные вот смотрители, блядь, вот этих Прокопенков, верующих вот не в только. этих евреев. Есть другой масонов. класс. Ну это, блядь, унтерменьше, блядь, интеллектуальный унтерменьше, блядь. Мы не производили трепанацию черепа, чтобы посмотреть содержимое их черепных коробок. Ну не удивлюсь, что там, блядь, губка какая-нибудь, блядь, пустая, блядь, находится, блядь, заместо мозгов. Есть еще одна категория, которую ты не упомянул. Это вполне себе не глупые такие люди, которые либо их родственники, там родители, дедушки, какие-то бабушки, они неплохо жили при режиме. То есть они помнят там с детства ништяки разные за счет того, что они были там детьми каких-нибудь секретарей, обкомов там и выше. Они хотят стать привилегированным классом. То есть они будут рассказывать сказки о том, как было хорошо при коммунизме, чтобы занять потом места, и, собственно, коммунизм был для них. Ну, либо что-то такое, диктатура какая-то. Или вот ну, типа гоблинов да. Разные такие чуваки. Ну да, согласен. С умыслом для себя. Они врут, они понимают, что это диктатура, что это совок, что это будет жестко, и все большинство будет в рабстве, но они для себя это. Феликс Дзержинский никакой не еврей, что он никакой и не русский, что он польский шляхтич из Беларуси. Они все это прекрасно понимают, потому что они в школе неплохо учились. Они понимают, что не было никакой Киевской Руси, что никто никогда не был в едином государстве, что было 3 центра. Они все прекрасно понимают. Но они лгут. Не, ну это понятно, ну, как бы, выпердышей, как бы, парт-элиты их, блядь, не так много. А в основном, вот я имею в виду, если мы оцениваем только референтную группу условных, в кавычках, сталинистов, это условно унтерменьшие. Вот условно, боже, ублюдочностные вот эти, блядь, биомусор, алкоголизированный биомусор типа даки, вот. Даки совместимый биомусор. Вот это. Полегче, да. Давай не будем. Да, послушай. Мне да, сейчас обидно было. Да. Посмотришь на эту ублюдочную рожу, блядь. И этот, как его. Ну, у тебя еще, в принципе, есть... Полегче, президент, там не матерись. Да. У тебя есть несколько лет, чтобы, собственно говоря, избавиться от этой... Так смотри, президент, в том-то и суть, что таких, как ты говоришь, парт-элиты, там, да, выпадешь, их должно быть немного, потому что, ну, на всех мест не хватит, ништяков на всех не хватит. Их небольшое количество, они направляют весь этот поток, финансируют, а остальные это вот всякое мудачье, вата, которые ведутся. Да. И они создают основную массу. Зомбаки. Неряшливые, не следящие за собой. Вот откровенный биомусор. Фу, аж противно. Кстати говоря, ребята, вот Артем-то я не буду говорить, он, в принципе, сам уже этот экземпляр видел. Но вот вас рекомендую к хутору зайти и просто поучаствовать, посмотреть вот на это животное. Вот классического сталиниста. Вот классический, вот непонятно зачем существующий. А кто сталинист? Да, Даки, там есть один экземпляр. Вот, Серый, наверное, видел Даки. Он у нас тут был, да, только я не разговаривал с ним. Да, посмотрите на это животное наглядно. Вот это в среднем, вот это, как выглядит, тут неряшливое, вот, свиноподобное. Нет, в принципе, его можно пригласить после Нового года. И пускай все посмотрят на этот биомусор. Ну, то ты не хотел с Хведрунгом говорить, то еще с кем-то, то сам говоришь, Даки надо пригласить. Не, Серый, Хведрунг это тролль. Причем тролль очень достаточно местами тонкий, местами очень толстый.
такой вот скользкий человек. А этот очень толстый, всегда. А Даки это просто дурак. У нас Даки есть это даже не тролль. У нас есть такие. Это просто дурак. В чате есть такие. На ютубе там Чистоправ, вот тоже сталинист, нодовец, белорусский причем. Любители Советского Союза. Вот, так что, в принципе, Даки можно, но Хведрунг это очень-очень тонкий тролль. Разговаривать с ним не о чем, потому что с ним ни о чем не договоришься и ни о чем с ним не поговорить. А чего он тогда ошивается на всех форумах? На Новом мире был, теперь вот он на Ватафак. Нужно есть. Не, я объясню почему. Потому что этот хлам говорящий, он действительно всерьез думает. Троллю нужно есть, троллю нужна еда. А, только за едой и все. Да, я касаюсь я возвращаюсь к Даке уже. Вот этому хламу говорящему, ему реально он верит в то, что вот какие-то словеса, сказанные как бы в прямом эфире, они производят волшебную какую-то силу. И что он скажет какие-то вот волшебные сочетания слов, и все обратятся, как бы станут... Сталин, приди. Сталин, приди. Да, что-то типа того, да. Сталин, приди. Советский Союз не развалился, Беларуси не существует, потому что Советский Союз не развалился. Слушайте этого генерального секретаря Советского Союза, как же его там? Горбачева. Он жив еще. Нет, не Горбачева, другого. Нет, вот эти унтерменши, они же какой-то, действительно правильно Артем говорит, они... Да, у них там секта какая-то, СССР. Земство Беларуси у них есть. Это да, они какой-то... Да, вот, он как раз это поддерживает, так что это хорошая еда для троллей. Нет, а вот как тебе кажется, вот, Артем, вот этот мусор, который вот этот вещает, вот этот виртуальный, этот себя называют там губернаторами эсерскими, мэрами эсерскими. Неужели они всерьез на этом, блядь, в эту поеботу верят? Они всерьез на этом зарабатывают, а верить им-то и зачем? Да, мы же это озвучивали в новостях. Как-то президент, может быть, месяц назад или два. Там суть какая? В Беларуси тут у нас есть чувак, Евгений Пупырин. Так вот, он организует лекции. Причем не просто для людей, а для идеологов этих, со всяких там райисполкомов. Они посещают. Так эти лекции не то, что не бесплатные, они нереально дорогие. Вот была недавно лекция этого, как его, из их команды тоже, юриста, как его там, Николай, ну он тоже выступал в этой команде с Пупыриным там вместе. Так там билет на лекцию, по-моему, $700 стоит. То есть, ну, прийти послушать вот эту херню про земство, про то, что СССР существует до сих пор. Ты бы отдал $700 за билет? Нет, я, Кот, конечно, понимаю, что я, может быть, выгляжу не как Эйнштейна, не как Тесла, не как Ломоносов, блядь. Но все такие, нужно хорошее кровоизлияние в мозг, чтобы, блядь, я вот это, блядь, вот этот биомусор, блядь, говорящий, блядь, всерьез начал воспринимать. Так представь себе, у них там полные залы этих идеологов. То есть я видел фотографии, вот там были по поводу этих земств. Там бывают и чиновники, между прочим. Да, так там в основном они и сидят. Ну, нормальный человек же, Артем, не пойдет за такие деньги, не за бесплатно слушать такую чушь откровенную. Идеологи туда ходят. Идиоты. Да мне жалко $700. За $700 я себе видеокарту куплю. Нахера мне слушать каких-то... За $700 я и на Киркорова бы не пошел, и на Баскова, и на вместе с Пугачевой, и там с хера знает кем еще. Вот, ребят, вот вообще несознательные, вы не хотите оплачивать слюни Кургиняна? Нет, мы не хотим так много платить. $700 это много. За $7 еще можно было бы подумать. Прийти на камеру. Бесплатно я бы пошел. За $7 я бы подумал. А за 700, ну это слишком. Нет, человек слюни разбрызгивает в разные стороны, вот, а вы не хотите за это оплачивать. Ну, ребят, ну нечестно-то. Конечно, нечестно. Сейчас интернет, я на ютубе посмотрю. Пираты все спиратят. Я посмотрю, как он брызгал слюнями на видео. Потому что кто-то же заплатит. Кто-то же заплатит $700. Мы думаем о себе. Да.
а не о Президент. Советском Союзе, Российской империи, Российской Федерации или еще о ком-нибудь. Мы думаем только о себе. Все о себе. Рыночек, капитализм. Просто тут какой прикол, президент. Обязательно же кто-то придет на такую лекцию, заплатит эти 700 баксов и будет снимать потом на камеру, там поснимает, чтобы всем показать. И выложит это, а мы пойдем и посмотрим. И они сами публикуют. Кстати, я подписался на канал этих земств в Беларуси. Но там уже давно ничего нового, там редко видео выходит. Последнее видео где-то месяц назад или даже 2. Там поход в ФСЗН. Вот этих представителей земства. Они приходят, короче, к разным чиновникам. Что они там рассказывали? Они приходят туда, и суть такая, приходят и рассказывают, устраивают провокации. Типа, покажите ваше удостоверение, там приходит к какому-нибудь депутату, к идеологу, там, к какому-нибудь мэру, говорят, покажите ваше удостоверение, кем оно выдано вообще, а вы знаете, что СССР до сих пор существует, и вы вообще нелегитимны тут. Это мы тут власть, земство, власть принадлежит нам, а вы хер знает кто. Ну да. Тогда им в ответ любой, кстати говоря, безотносительно, как бы мы относились к этим лукашевским этим, к чинушам или к путинским чинушам, безотносительно, вот грубо говоря, в их шкуру одеться. Да, хорошо, вот вы существуете. Тогда, люди добрые, застегивайте на моих руках наручники своей милиции, своей прокуратурой и своей армией. А если вы просто, блядь, сборище клоунов, блядь, просто, блядь, ушибитесь об стенку, блядь. Нахуя такой биомусор вообще живой, блядь? Нахуй его вообще есть? Президент. А без мата. Вот не понимаю, вот ходит вот это, блядь, убожество. Но для чего вы есть вообще? Зачем в воздух кислород переводите? Самим фактом своего существования. Минутка нет. Здесь дело в другом. В 1992 году в Беларуси были отменены законодательными актами все СССРовские должности, все СССРовские эти управления и так далее. Есть документы. Все, что они приходят, это они просто взяли себе моду именно с Российской Федерации, потому что там ни черта не было отменено. Там документальных актов нету, а у нас есть заседание Верховного Совета 92 года, 91 года и так далее. У нас все документы есть. Поэтому они выглядят как долбоебы. Но многим это нравится. То есть есть люди вот такие в основном старые поклонники совка, которым за 50, за 60, которые недовольны тем, что он развалился. И когда появляется какой-то такой умный, хитрый человек, который говорит, вот там начинает ссылаться якобы на какие-то законы, акты, там пакты, а те старики их не знают, естественно, этих всех актов и законов. У них складывается представление, что типа вот есть логическое обоснование, что СССР действительно существует, а все это РФ, РБ и прочее, это юридические лица, какие-то корпорации, которые захватили власть незаконно, удерживают ее здесь и свои навязывают законы. То есть типа мафия такая, которая оккупировала СССР временно, но мы его освободим. Ну, пускай освобождают. Я жду, когда у них появится армия СССР. Я жду, пока их запакуют. Да, пока у них пистолетчиков нет, ребятки, давайте назовитесь еще мурсианами тогда, назовитесь там сатурновцами, кем угодно. Пока вас в армии нет, вас именно вот этот вот самый главный у них зубной врач, он как раз говорит, что он является древним славянским жрецом, и вообще он прилетел с Сатурна и получает информацию из космоса. Так что здесь все ясно. Рептилоид с планеты Нибиру. Ну, понятно. Больные люди, к сожалению. Ну, сажать их в психушку не за что, потому что больные люди идиоты, они ходят по улицам, а вообще опасные люди, они сидят в психушке. Эти не опасны, они просто идиоты. Ну да, в принципе, в протестах они особо участия не принимают, насколько я понимаю. Они пытаются, наоборот... Так они вообще не считают, что нужно в этих протестах принимать участие. Они отвлекают внимание. Же
эсеровцы, у них же паспорта. Кстати, Пупырин, он неплохо тоже похайпился на теме тунеядского декрета в 17 году, может, ты помнишь, у него канал поднимался. Он рассказывал о том, что якобы, а кто видел подписи Лукашенко под документами, там все такое, все нелегитимно. Я вот вообще можете... даже не знал, что у нас есть вот это вот... Не, я про земство не знал, но про Пупырина конкретно я знал. Я знал, что какой-то есть чувак, Узнавательное ТВ, по-моему, канал называется. Там такой, как сделано... Я про Пупырина и про земство ничего вообще не про земство знал. Я не знал, я знал про Пупырина. Просто вот у него был канал, тогда все рассказывали разные партии, всякие политики, там и чуваки разные, как бороться с этим декретом. То есть каждый по-разному. Одни призывали акции, там выходить, тунеядские марши, митинги, а некоторые, вот Пупырин тянул в эту сторону, типа в юридическую. Вот знаете, декрет номер 1, он нелегитимен, потому что там нет подписи президента. Вот вы видели вообще подпись президента хоть на одном указе, в нашем там ее нет, типа все это незаконно. Видели подпись президента на многих указах. А он говорит, что такая... не видели. Все указы не подписываются президентом, они вообще непонятно что, непонятно кем подписываются. Вообще-то подписываются те указы, которые слишком важны, они подписываются президентом лично, те, которые менее важны, они подписываются факсимиле. Факсимиле – это съем из подписи президента, типа такой печати. Ну вот, и это, кстати, стало довольно-таки популярно, то есть нашлось много поклонников. Канал этого Пупырина, он рос. Я не знаю, сколько сейчас подписчиков, но последние разы, когда я видел, наверное, в 18-м еще, в начале 18-го года, в конце 17-го, там 100 тысяч или что-то такое было. И потом стал появляться юрист еще вот этот, как же его звали, не помню уже сейчас фамилию. Он выступал тоже по поводу декрета, вот это все продвигал. А потом вот уже буквально в октябре, наверное, я узнал про земство в октябре 18 года. Ну так они просто похайпились на Да, они хайпились и раскрутились на этом. А плюс я вот не знал тогда, параллельно они занимались вот этими земствами. То есть все это из России пришло вообще. Сначала эти земства появились там, а потом наши переняли. Появились вот эти чуваки, и они стали эту идею продвигать здесь. Они поняли, что, видимо, она перспективная. Есть база. Серый, смотри, какая интересная ситуация. Они похайпились и получили выхлоп. Выхлоп сошел, и они решили, а давайте мы сейчас начнем промывать мозги. И самое интересное, вся дрянь к нам лезет именно из России. Нацисты из РНЕ к нам из России прилезли. Вот эти вот ребята из России. Вся дрянь лезет из России. И хотя бы какая-нибудь дрянь влезла из Польши. Или хотя бы из Украины. Ну, с Украины еще может быть, там бывает что-нибудь. Нацизм какой-нибудь радикальный, что-то вот такое там. Нет, так самый радикальный нацизм к нам пришел из России в 90-е. Радикальнее не придумаешь. РНЕ. Артем, а вот эти Витушко, у вас есть последователи Витушко? Витушка, ну, Витушка это маргиналы. Вот у нас здесь вот как раз в группе, в Дискорде, это есть такой вот Эрих Манштейн. Эрих Манштейн, да. Нацист. Вот это вот такой вот маргинальный нацист, который думает о том, что вот вся белорусская верхушка это просто жиды, масоны и так далее. Ну, и вообще, так далее. Они уничтожают доходя до того, что если человек что-то плохое совершает, то, вероятно, это по причине наличия еврейских генов каких-то. То есть, если откопать, то значит что-то еврейское. Потому что хороший человек евреем типа быть не может. Нет, мне больше всего... И хороший белорус, и вообще человек. Да. Мне чуть больше ли там всего... Да. Президент чуть ли не у Сталина находит еврейские гены. Да, раз да. он такой плохой. Мне больше всего поражает вот этих неонацистов, как их можно назвать, да, это вообще полное непонимание вот этого нацистского вопроса. Увидел бы их там, я не знаю, там, Адольф Алаизович, там, Генрих Гиммлер, там, и другие апологеты, как бы, серьезного нацизма. Ну, внешний вид, ёб твою мать, одежда не глажена, волосы не причесаны, не умыты. Ну, какие вы нацисты? Нацизм – это, прежде всего, эстетика. Ну, вы себя в зеркале смотрите, нацисты, вы унтерменши.
Ну откуда ты знаешь? Может быть, Эрих Манштейн как раз-таки такой ариец, чистокровный, там, блондин, 2 метра ростом. В этом я очень сильно сомневаюсь. Нет, ну, даже если он не такой, не ариец, и не чистокровный, и не светлые волосы, и не голубые глаза, и не 2 метра ростом, и даже если он не похож на Эриха Манштейна. Ну какая разница? Важна-то идея. Идея, которую он пропагандирует, она Это да, маргинальные не для такие сегодняшнего дня. Вот Вот. в чем вся проблема. Для 30-х годов Германии, да, пожалуйста, это замечательная идея, прекрасная. Сегодня мы должны концентрироваться совершенно на других идеях, чтобы в нашей стране что-нибудь поменялось. Первое, опять-таки, мы сегодня уже говорили о том, что нужно провести реформу образования, чтобы людям не раскалывали сознание в университете и в школе, чтобы не было двоякого понимания белорусской истории. Чтобы объясняли, вот это было так, вот вам доказательства, это было так, вот доказательства и так далее. То есть, когда приходишь, допустим, в школу, вот моя знакомая, она где-то в ноябре у нее была практика, еще одна моя знакомая, с которой мы учились в одной группе. У них сейчас практика, а в следующем году они выпускаются. Ну, она пришла в школу, и ей начали рассказывать про великославянские арийские веды, пятиклассники, шестиклассники и так далее, и все остальное. Но это даже не смешно. Что У людей характерно- расколотое сознание. Что характерно для вот этого вот того, что преподают по истории в школе, я особо никогда историю не учил, у меня просто вот родители покупали разные там дополнительные материалы по истории, изучение именно истории Беларуси. Так вот, там вот то, что ты сегодня, Мефист, рассказывал, да, вот это вот все эти истории есть, но в школе у нас особо на этом не акцентировали внимание, но когда я отвечал, типа, знаешь, когда там на уроке сидишь, там что-то рассказывает препод. Знаю, да. Так вот, когда препод что-нибудь рассказывает, а ты можешь дополнить, там поднимаешь руку, дополняешь. Так вот, они, оказывается, для них это не новость, типа, они это знают, но преподают другое. Это возмутительно. Так об этом я и говорю, нужна реформа образования. Люди, которые не знают истории, они не должны преподавать историю. Они знают, я же тебе говорю, они знают, просто они преподают другую программу. Это возмутительно. Значит, они не профпригодные. Нужно каждого учителя-историка проверить на профпригодность. И я гарантирую, что большинство потеряет свою работу. С чего ты взял, что они не профпригодны? У них просто программа другая. Потому что я знаю историков 5 или 6, которые реально не профпригодны. Кто-то по идеологическим убеждениям, допустим, они искажают историю в пользу там русского мира, например, они являются какими-нибудь поклонниками русского мира. Кто-то по идеологическим, и рассказывают по моральным причинам, да, не так, как есть. Просто потому, что ему, вот, допустим, вообще не хочется, но он там работает, и он детей ненавидит. Она детей ненавидит и работает историк в школе. То есть профпригодность, она определяется не по одному критерию, а по многим и разным. А как ты относишься к Панасенкову, к его видению истории? Отвратительно. Ой, правда? Серьезно? А почему? Расскажи. Потому что Панасенков, он хайпанул. Это замечательно. Но, к сожалению, он написал книжку. Так, это первая научная история этого самого войны 1812 года. Я ее начал читать. Прочитал около 70 или 100 страниц, полистал, посмотрел, что он пишет про время Наполеоновской войны на территории бывшего Великого княжества Литовского, книжку закрыл,
И больше никогда ее не касался. И никому больше не советую. Так а можешь вот именно конкретики добавить? Потому что, ну, вроде как он озвучивает очень популярную точку зрения на В Западе. том-то и дело, что он озвучивает очень популярную точку зрения, а называется это популизм. А если Да, почитать его книжку и коснуться именно конкретно исторических фактов, и если его книжку разбирать именно конкретно в сторону Беларуси, ну, в сторону истории Беларуси, то у нас получится очень большая несостыковочка. И если человек работал над этой книжкой 20 лет, наверное, у него было время поговорить с белорусскими историками о войне 1812 года. А что касается целиком книжки, то в принципе в этой книжке нету ничего нового. Все уже давным-давно было сказано. да, это Европейскими понятно. историками, белорусскими, российскими, литовскими, украинскими и так далее. Но я вот говорю о том, что, ну, например, он везде постулирует, что у него вся книга пронизана ссылками на источники, которыми он пользовался. И то есть там Да, нет совершенно никакой верно. отсебятины. Источники там действительно существуют, прекрасные источники, которые никто никогда не скрывал, которые всем давным-давно известны, и в принципе его книжка не рушит историю уже сложившуюся. Где-то туды, где-то сюды. Понимаешь, но главное, что Панасенкову очень нравится император Наполеон, и ему бы очень хотелось его как-то отмазать, скажем правильно, вот так вот. Но самое интересное, историки, в принципе, Наполеона не рассматривают как такое вот светоч для всего мира, особенно когда Наполеон пришел воевать. Для всего мира Наполеон оставил очень большое наследие. Замечательное наследие. Никто этого не отрицал никогда. Но Панасенков в своей книжке, ну, я не знаю, он несет ерунду местами. Когда начинает выдавать вместо исторических фактов, ну хорошо, ты сделал компиляцию, замечательно. Зачем ты начинаешь всех метать из говномета? Какой в этом смысл? Есть принцип историзма. Относиться с точки зрения современного мира к войне 1812 года, ну это неправильно, это не принципиально. Так делать нельзя. Вот просто нельзя и все. Тем более проводить аналогии между войной с Наполеоном и войной Второй мировой, это вообще, это я не знаю, это... Методология изучения исторической науки уже порушена только на аналогиях, на говномете и на том, что он пытается отмазать какую-либо сторону. Это уже говорит о том, что это тенденциозный подбор фактов и тенденциозная компиляция. Так делать нельзя. Просто нельзя и все. Ну ты конкретику припомнить сейчас не сможешь, да, наверное? Сейчас конкретику я не припомню, но мои впечатления... Отвратная книга. Никому ее не советую. И если вы ее купили, вы потеряли зря деньги. Слушай, а ты мог бы как-нибудь подготовиться, и, может, мы стрим бы провели, ты бы покритиковал книгу? Ну, послушай, я в общем-то, когда учился в университете, я был... курсовые писал, на конференциях участвовал только по одной теме. То есть у меня узкая специальность, очень узкая, это Брестская уния. А война 1812 года, ну, в общих чертах, если надо, ну, пожалуйста, подготовлю. То есть, ну, это после Нового года и даже не в январе, и, наверное, не знаю, где-нибудь так в конце января, в начале февраля. Ну, Кот, как ты на это смотришь? На твоем канале. На что? Получилось по такой ситуации? Критику Панасенкова монографии, которая у него вышла.
сделать. Это мне через силу придется читать всю эту книгу. А зачем Господи оно? Боже. Обстример. Зачем все? У нас же про Беларусь, там, соответственно, есть главы, которые описывают события на территории Беларуси. Но это придется Вот. обстример, там... так сказать, в очередь поставить стрим, потому что нам надо сейчас будет сделать про Смоленск, там, про Брянск. Потом... Смоленск, потом у нас Летва снова про опять Литву, пойдет, да. а дальше уже можно его вставить третьим. Хотя, в принципе, хотелось бы в 2019 году поговорить как раз про город Брест, поскольку ему 1000 лет. Да. Пока тут как бы все забито в ближайшее время. Плюс еще как ситуация развернется, не видно. То есть там, может, тунеядские какие-то будут марши, посмотрим, что там как. Поэтому пока на очередь поставим. Надо будет про Смоленск сделать, ватников